Макс Вальтер. Ваня. Жили-были. Нет. Давным-давно. Тоже не то. Ну его все к лешему. Всем привет. Меня Ваня зовут. И я богатырь. Да-да, самый настоящий русский богатырь. Это не было моим осознанным выбором. Так распорядилась судьба. Случилось, что послали меня в командировку в страну заморскую, дабы родина наша в грязь лицом не ударила. А там налетели басурмане в плащах да трико разноцветных. И не то чтобы меня жизни лишить хотят, но мешают гады, под ногами путаются. А я парень простой. Меня, ежели не трогать, то и я со всей душой. Но эти реально достали. Не дает им слава, что глаза затмило, отступиться от нее и помочь хорошему человеку. Вот и приходится им оплеухи да тумаки раздавать. Ну, давайте все же с самого начала. Глава 1. Богатырь. Живу я в деревне. Дом свой, сад, огород, скотины немного держим. Папки нету, мать говорит, на войне погиб. Военный он у нас был. Сам по всей стране мотался и нас всюду за собой брал. А однажды вручили вечером путевой лист на командировку, и уехал батя на войну, откуда живым уже и не вернулся. Я тогда маленький совсем был, не помню ничего. Мамка любит его очень. Второй раз замуж так и не пошла. Так что тут, хочешь не хочешь, а весь дом на мне. В 5 лет я уже за всей скотиной ухаживал, всем еще и огород прибавился. А там и до остального дело дошло. Деньги в жизни вещь необходимая. Мать на работе целыми днями, а я вот вместо садика по дому хлопочу. И не я один такой. У нас почти все ребята работящие, хоть и у всех отцы есть. Но я не жалуюсь. Мы вполне хорошо живем. Сытые, одетые. Школу я закончил тоже хорошо. Невеликих умов, конечно. Но площадь круга посчитать умеем. Затем в техникуме 4 года. Армия, в общем, все как обычно. Молодость, она мало у кого различается, если только ты не сынок богатых родителей. Хотя у нас в деревне мы всегда одной компанией гуляли. Все вместе курить первый раз за сарай бегали, на реку рыбачить и в соседнее село на танцы. Деньги в таких местах слишком большого влияния не имеют. Местным пацанам пофигу, кто твой отец. В нос дадут, за здорово живешь, и фамилию спрашивать не станут. А вот дальше жизнь меняет все. После армии нужно искать себе в ней место. Идти на работу, параллельно можно учиться в институте. Дом тоже участие просит. Так и живем. Работаю на заводе в райцентре. Туда на автобусе, обратно тоже. Работа, конечно, пыльная. Бывает, что и ворочаться приходится. Но я, слава богу, силушкой не обделен. Жизнь меня хорошо закалила. Начальник у меня тоже мужик хороший. Сильный, крепкий, высокий. Он, если в дверь проходит, слегка плечи поворачивает. Потому как не везде умещается. Его Илья Иванович зовут. К нему все уважительно относятся. Что высшее руководство, что мы, работяги. Это, кстати, он мне помог на завод устроиться. Они с моим отцом дружили и вместе на ту войну попали. Илья Иванович, он в городе живет, но к нам в деревню всегда приезжал, помогал. Говорит, что на Руси так принято. Нельзя родных и друзей в беде бросать. Сейчас многие про это забыли, и в интернете полно тому доказательства. Ну а что? Я парень современный, у меня все, что нужно, имеется, и смартфон, и интернет. Так что часто подобные ролики да кадры попадаются. Порой даже стыдно за людей бывает. Сказка у меня началась внезапно, хотя именно так это обычно и бывает. Прямо с утра к себе в кабинет меня вызвал Иваныч. «Здравствуй, Иван!» Протянула мне свою лапу размером с хороший ковш. «И тебе не хворать, Иваныч!» Вытер я руку о штаны и вполне смог обхватить эту лапищу. Вот только прожать ее можно было и не пытаться. Случилось чего?
Да уж, случилось. Вань, не знаю, с чего и начать. Смутился тот, но взгляда не отвел, намекая, что разговор будет серьезный. Так я вроде работаю хорошо, удивился я. Опять Федька на меня кляузу написал? Так я ему за дело в глаз дал. Да не в Федьке дело. Ты присядь. Махнул рукой Иваныч, перебив мои оправдания. Подожди, не тараторь, дай сказать. Я даже притих сразу. Какой-то больно вид озабоченный у Иваныча. Вроде и серьезный, а все как-то разговор начать не решается. Я его таким и не видел никогда. Уж не увольняют ли меня? Ну, Федька, голову оторву гаду такому. Ты новости смотришь? Задал вообще странный вопрос Илья Иванович и смотрит так строго. Да я, как все, в интернете в основном, ну, бывает по радио, в автобусе, что ухватить успеваю, ответил я. Значит, слышал, что не все в мире спокойно. Вздохнул тот и зачем-то принялся перебирать бумаги. Иваныч, ты меня про новости поговорить позвал? Вконец обалдел я. У меня там редуктор разобранный, а Витьку завтра в рейс отправляют. Юрка починит, отмахнулся механик. Тут намного серьезнее дело. Да говори ты толком, не выдержал я. Чего случилось-то? А то ты тянешь, как Спилберг, все до конца, непонятным делаешь. В командировку ты, Ванька, завтра поедешь. Решился Иваныч и припечатал ладонью по столу. Я даже услышал, как тот бедный застонал от такого хлопка. Надолго? Наконец с облегчением выдохнул я. А то у меня скотина, матери тяжело ведра таскать, сам понимаешь. Надолго, Вань. Хотя это от тебя больше зависеть будет. Опять начал говорить загадками он. Дело предстоит непростое. Ответственное, и среди всех претендентов выбор пал на тебя. Куда ехать-то хоть? Спросил я. В Москву вначале поедешь, охотно ответил Иваныч. Там тебе все расскажут. Иваныч, ну ты хоть намекни, к чему готовиться-то? Попросил я. Может, инструменты какие взять, вещи собрать? Там тебе все дадут, Ваня, улыбнулся тот. В общем, завтра, чтобы как штык, был в 7 утра на проходной. И паспорт не забудь. Да, чуть не забыл. Вот тебе путевка, дуй в бухгалтерию, там тебе командировочные дадут. Потом домой вещи собирать. А редуктор? Удивился я. Я тебе сейчас дам редуктор. Погрозил мне кулаком Иваныч. Сказано же, Юрка все соберет. Он криворукий, Юрка этот, возмутился я. Вот встанет завтра Витька на трассе. Но ты накарка еще. Строго обрезал меня механик. А ну брысь выполнять. Есть? По-военному и с улыбкой ответил я, схватив путевку и пошел в бухгалтерию. Бухгалтерия у нас в отдельном корпусе. Я взял бумажку из рук Иваныча, осторожно, двумя пальцами, за уголок, чтобы не испачкать, и отправился в раздевалку, чтобы вначале руки помыть. И переоденусь сразу, пожалуй. Не то мазутом всю контору перепачкаю. Все равно потом домой ехать. Татьяна Михайловна пробежала глазами бумагу, строго осмотрела меня с головы до ног, подписала, припечатала сверху несколькими штампами и вернула путевку обратно. «Так, с этим в кассу», — произнесла она дежурную фразу. «Да знаю я», — улыбнулся я. «Ты мне смотри там, чтобы на каждую копеечку чек был», — пригрозила она мне пальцем. «Знает он». Я шмыгнул обратно в коридор, прошел вперед два кабинета и постучался в третий с надписью над окошечком «Касса». Оно открылось, и там, словно в телевизоре, появилась симпатичная личико нашей кассирши. Ксюха девка видная, но замужняя, а нравы у нее строгие, приставаний она очень не любит. А я и не пристаю. Наверное, один на весь завод. Хотя внимание обязательно уделяю. То конфетку какую к чаю подсуну, то просто слово доброе. Но я без намека. Нехорошо в чужую семью лезть. Это исключительно в корыстных целях. Например, зарплату чуть пораньше получить, чтоб потом, после работы, в очереди не толпиться. А внимание любая девка любит. Особенно, если взамен ничего и не просишь. «Ой, Ваня, привет!» Она сразу сменила строгое выражение лица на улыбку. «Тебе чего?
Вроде день только начался, до зарплаты еще далеко. В командировку вот еду, в Москву. Улыбнулся я и протянул ей документ. Так что вот, как белый человек, по площади хоть прогуляюсь. Пф, тоже мне чудо какое. Красная площадь. Смешно скорчила нос кассирша. Я вот за границу хочу. А чего там за границей этой? Отмахнулся я. Одни деньги на уме. Ты лучше с мужем своим к нам в деревню приезжай. Я вам такие места покажу. Про всю Европу думать забудете. Чего я там в лесу не видела? Вздохнула она. А вот Париж. Она закатила глаза и зажмурилась от удовольствия. Эх, Ксюха, не понять вас, богатых, улыбнулся я. Я вот в Карелию хочу. Там, говорят, рыба на голый крючок клюет. Представляешь? Что мне твоя рыба? Я ее на базаре сколько хочешь куплю. Улыбнулась в ответ кассирша. Так, вот здесь подпиши и здесь сумму прописью. Я принялся выводить буквы в указанной строчке. Несколько раз пришлось лоб наморщить, чтобы без ошибок вышло. Судя по улыбке Ксюши, не особо-то и успешно. «Да куда же ты закорючку-то ставишь?» Вовремя остановила она меня. «Напротив фамилии своей надо. Да, вот здесь». Я успешно сдал ей расходник. Ксюха еще раз проверила за мной, подписала сама и начала отчитывать деньги. «Тебе покрупнее или с разменом?» — спросила она. «А как тебе удобнее, так и давай», — махнул я рукой. «В магазине разменяют». «Тогда гони 32 рубля», — сказала она. «А то мелочи совсем нет». Я сунул руку в карман и высыпал перед ней целую горсть монет. Вперемешку с гайками и шайбами даже пара семечек обнаружилась. Ксюха улыбнулась, пощелкала мелочь себе в ладонь, рассыпала ее по ячейкам и прибавила к командировочным еще 150 рублей. Остатки я снова сгреб в карман, не забыв прихватить и семечки. Потом на улице выброшу, если снова не забуду. Автобус докатил меня до деревни минут за 20. Старый он уже, вечно грохочет, подпрыгивая на неровностях и ухабах. Уставшая, побитая жизнью коробка включает первую передачу с хрустом и заставляет морщить нос. Мне, как хорошему слесарю, тяжело слышать подобные вещи. По большому счету, этот автобус давно пора на капитальный ремонт отправлять. Да только хозяин будет выжимать его до последнего вздоха. Потом, конечно, станет круглые глаза делать, когда счет на запчасти увидит. Да ругать водителя, который уже не первый год просит отремонтировать старую железку. Мол, ты во всем виноват, лихачил. Серега парень хороший. Он на этом тарантасе не первый год работает, и если бы не он, старый автобус уже давным-давно был бы прописан на свалке. Хозяин это все понимает, да кто же любит с деньгами расставаться? Вот и ругается. Дом встретил пустотой. Хотя это, конечно же, неправда. Во дворе бегал пес Шарик, и при моем появлении сразу завилял хвостом и принялся подпрыгивать на задних лапах в попытке лизнуть меня в лицо. Кошка Машка выбежала с заднего двора, но, увидев меня, сделала важный вид и стала лапы вылизывать. Засранка!» — погрозил я ей пальцем. «Попросишь у меня сметаны еще». Машка лишь тихо мяукнула в ответ и продолжила прихорашиваться. Дома дел всегда хватает, так что день пробежал в заботах. К вечеру пригнали корову, и пошло по новой. Пока всех накормил, пока навоз в яму перевозил, ну а затем в душ и ужинать. Живу я до сих пор с матерью, все потому, что не женился еще. Да и не собираюсь пока. К тому же одну ее тоже не оставишь. Хозяйство большое, тяжело будет. «Ваня! Ваня!» — крикнула она из дальней комнаты. «Тебе трико положить?» «Мам, ну какое трико?» — возмутился я, вначале как следует проживав. «На дворе август месяц». «И что? Август ему. А по гостинице в чем ходить будешь?» — прилетел ответ. «Ну, мам!» «Не мамкой. Мне лучше знать». Появилась она в дверном проеме, подперев руки в бока. «Когда приедешь, позвони, чтоб я не волновалась». «Хорошо», — кивнул я и вышел из-за стола, чтобы помыть посуду. «Ох, не нравится мне все это», — вздохнула мать. «Илья ничего не сказал? Куда, зачем? Как долго ты в командировку?»
Нет, — ответил я, громыхая чашкой в раковине. Он вообще какой-то странный был. Ничего толком не объяснял. Езжай, говорит Ваня, в Москву. Там тебе все расскажут. Да, кстати, там командировочные сразу выдали. Я их в шкатулку положил. Ох, Ваня, Ваня, всплеснула руками она. Сам-то на что жить будешь? Это ведь Москва. Ничего. Иваныч сказал, что там кормить будут, отмахнулся я. До зарплаты еще неделя, а у поросей комбикорм почти закончился. Я соседу Кольке заказал, ты, главное, ему напомни. Он все к субботе привезет. Эх, сынок, вырос-то ты как? Улыбнулась мать и села за стол, подперев голову руками. Будь осторожнее. Москва, она хоть и красивая, но очень коварная. Помни, что ты у меня один остался. Ма, ну ты чего? Я же не жить туда еду, а в командировку, приобнял я ее. Ну что ты в самом деле? Еще слезу пусти. А я и пущу. Тебя спросить забыла. Строго сказала она и поднялась с табуретки, потом снова исчезла в комнате. Вещи пошла в очередной раз проверять. И чтоб трико мне не выкладывал, понял? Донесся ее голос оттуда. Странные они какие-то. В очередной раз подумал я. Будто что-то знают такое, но говорить не хотят. Ну да ничего. Где наша не пропадала? Разберемся. А ведь провожает и впрямь, словно в армию. Очень похоже все было. Утром в деревне просыпаться нужно рано. Скотину накормить, корову перед выпасом подоить. Но сегодня мои дела минимальные. Нужно к 7 утра у проходной быть. Так что ограничился я лишь тем, что комбикорм кипятком залил, а уж мать сама остальное доделает. Первый автобус выходит в 6 часов ровно, следующий уже в 7. А для меня это поздновато. Августовские ночи теплые, но сегодня к утру туман с полей вышел, и ожидать Серегу на его тарантасе было немного неуютно. Но я парень молодой, крепкий, а туман — это так, пустяки. Наконец, в белой дымке показались фары и знакомый хруст коробки. Двери услужливо распахнулись, и я поднялся в полупустой автобус. «Ты куда это в такую рань?» — поинтересовался водитель, отсчитав сдачу. «В командировку вот направили. В Москву еду», — охотно ответил я. «То-то я смотрю, ты вчера посреди дня траву перед домом косил», — кивнул сам себе Серега. «Я еще подумал, ты не ты. А чего там в Москве-то этой?» «Да кто их начальников разберет?» — махнул я рукой. «Сказали, езжай, там все объяснят. Может, трактор новый купить и решились. Не знаю, в общем». «Трактор — это хорошо», — согласился водитель. «Вот бы и мне, шеф, новый автобус взял. Достало это развалина. Через день уже ломаться начал. Представляешь?» «А что тут представлять?» — пожал я плечами. «Все и так понятно. Сколько можно так кататься без капитального ремонта?» «Во-во», — вздохнул тот и замолчал, задумался о чем-то своем. А я так и сидел в полоборота и смотрел, как впереди из тумана выпрыгивает дорожное полотно. Переживаний не было никаких, скорее наоборот. Настроение приподнято, хочется поскорее до столицы добраться. Я ведь там никогда не был, хоть и живу, всего в 300 километрах. Да все некогда. Дела, дом, работа. У проходной уже стоял микроавтобус, который, собственно, и должен был доставить меня в Москву. Но вот кого я совсем не ожидал возле него увидеть, так это механика Илью Иваныча. «Ну что, Вань, готов?» Заботливо спросил он меня и как-то придирчиво осмотрел со всех сторон. «Ну давай, сынок, не пуха». «К черту!» — отмахнулся я, в очередной раз пожав лапу Иваныча и забрался в салон. Водитель наш заводской, Степаныч, поприветствовав меня, прикурив сигаретку и хлопнув дверью, вывел машину со стоянки. Мужик он хороший, но ворчун. Вечно все ему не так. Вот только это тогда, когда он в гараже сидит. Стоит ему сесть за баранку, как настроение тут же меняется в лучшую сторону, и он готов всю дорогу анекдоты травить. Любит он свою работу. Ему дай волю, так он круглосуточно ехать будет. Под его непрекращающийся треп я задремал. Только Степанычу и до этого дела нет.
Знай, языком молотит. Проснулся я от того, что машина сделала остановку. Закрутил головой, пытаясь понять, где мы сейчас находимся. А мы были уже почти в Москве. «Остался один поворот», — сказал Степаныч, заметив, что я уже не сплю. «Сейчас светофор переключится, и мы уже на МКАДе. Считай, что приехали». Но для Москвы приехали, как оказалось, еще около 40 минут плутаний по улицам. И как он ориентируется здесь, без навигатора? Вот что значит старая школа. Наверняка еще и любому местному сможет дорогу объяснить. Ну все, Вань, прибыли. Оповестил меня тот, остановив машину у очень странного здания. А где это мы? Никак не мог сообразить я. Куда сказано, туда и привез. Сразу недовольно забормотал он. Вылезай давай, мне еще в 4 места нужно успеть. Вон сколько накладных надавали. Я им что, бухгалтер? Во всей этой макулатуре разбираться. Мое дело баранку крутить. Ладно, Степаныч, спасибо, что подвез. Поспешил я распрощаться с водителем. Дальше сам разберусь. Машина умчалась, едва я захлопнул за собой дверь. И вот теперь я остался один в незнакомом большом городе перед очень странным непонятным зданием. Высотой оно было примерно с трехэтажный дом, но ни одного окна на улицу не выходило. Сплошь бетонная стена. Чуть дальше по дорожке вдоль нее обнаружилась небольшая железная дверь. Рядом нет никакой вывески, кроме той, что указывала на адрес. Сверив данные с тем, что написано в командировочных документах, я убедился в том, что не ошибся, и осторожно постучался в дверь. В ней почти моментально приоткрылась смотровая щель. Такую обычно в кино у закрытых клубов показывают. «Кто таков?» — спросил меня оттуда строгий голос. «Меня к вам в командировку отправили?» — начал было я. «Документы». Также строго по-военному поинтересовался человек за дверью. Я протянул ему те бумаги, которые мне выдал Иваныч еще вчера на заводе. Щель закрылась, и некоторое время ничего не происходило. Я было собирался уже уйти, как загремели засовы, и дверь распахнулась. В проеме появился здоровенный мужик под стать нашему Илье Иванычу. На лице добрая улыбка во все 32 зуба, ручище, как ковши, и пышная борода. «Ну что же, заходи, Иван», — добродушно сказал он. «Добро пожаловать в богатырскую школу». И вот тут я растерялся так, что встал столбом, ничего не понимая. Видимо, мое лицо выражало все, что я думал, потому как мужик в дверях расхохотался во весь голос. Было видно, что он остался доволен произведенным на меня эффектом. Глава 2. Школа. День первый, а точнее вечер, шокировал меня еще несколько раз. Я даже задумался о собственном рассудке. Несколько раз проверял температуру, но, увы, все, что творилось вокруг, было вполне реальным. Пришлось забить на все и отдаться в руки судьбы, которая так неожиданно занесла меня в это чудесное место. Как и в любой другой нормальной школе, меня повели знакомиться с директором, а затем оформляться. Женька, тот самый богатырь, который встретил меня на входе, провел по небольшому коридору, и мы попали в парадный холл. В нем имелось еще 2 прохода, уходящих влево и вправо. На стенах двери, которые, скорее всего, ведут в классы. «Здесь у нас бассейн», — указал Женя направо, «а там 2 зала для тренировок». Махнул рукой в противоположную сторону. «Понятно». Кивнул я с глуповатой улыбкой, все еще не понимая, что происходит. «Эх, деревня», — произнес он с ностальгическими нотками и глубоко вздохнул. «Ну как там? Грибы есть в этом году?» «Ха! У меня грибы всегда есть», — усмехнулся я. «Места надо знать». «Это да», — улыбнулся тот в ответ. «Недалеко от меня такой овражек есть. Весь осинами порос. Так там после дождя пройдешь, под осиновики, как фонарики стоят. Красными шляпками светятся. А у меня дубравка, край поля с пшеницей идет». Тут же отреагировал я. «Так там такой белый вырастет, ни одного червячка не увидишь.
Собирать устанешь. Прямо целыми семьями стоят, в корзинку просятся. Или за черникой в ельник пойдешь, а по пути лисички рыженькие, как листики осенние полянками растут. Пока до ягод дойдешь, целое ведро наберешь. Женька оказался парень добродушный, но хитрый. Пока он меня грибами забалтывал, мы подошли к двери с надписью «Директор школы. Борис Аркадьевич, ученый». «Ну давай, Ваня, не дрейф». Подтолкнул он меня в спину, а сам при этом хитро так улыбнулся. «От нашего босса еще никто равнодушным не остался». Колени у меня как-то сразу ослабли. Не то чтобы я боюсь начальства, хотя нет, боюсь. Все они какие-то строгие, как начнут вопросами своими сыпать, и смотрят так серьезно, будто уже и без тебя знают, что ты ответить собираешься. Дверь открылась с небольшим скрипом, и я сделал шаг в кабинет с красным ковром на весь пол. Здесь оказалось пусто. Точнее, не совсем. На ковре растянулся огромный черный кот и чесал о него свои когти. Я было собирался выйти и сказать Женьке, что директора пока нет, и лучше зайти позже. А еще лучше держаться отсюда подальше. «Проходите, Иван». Вдруг услышал я приятный, низкий мужской голос, даже некоторые бархатные нотки в нем ощущались. Колени предательски дрогнули, в том числе от неожиданности. Я повернулся лицом к столу, но там все еще было пусто. Кот ленивой походкой дошел до него и в один длинный прыжок влетел на дубовую столешницу. Затем он взял лапкой очки и нацепил себе на морду. Челюсть моя упала на пол, и поднять ее сил не было. У меня случился паралич всех конечностей. «Ну чего встал столбом?» Вдруг заговорил котяра. «Бумаги давай свои». Я деревянной походкой подошел к столу и дрожащей рукой протянул бумаги. Положив их на стол, украдкой себя ущипнул, да так больно, что зашипел. Кот отреагировал тут же. Шерсть на загривке приподнялась, и он на мгновение выпустил когти. «Молодой человек, я бы попросил вас не выражаться», — произнес кот, глядя на меня поверх своих очков. «Ой, простите». Виновато улыбнулся я. «Я не хотел». Кот кивнул, облизнул лапу и принялся листать мои бумаги. Некоторые места, видимо, считал вдумчиво, потому как водил по строчкам лапой. Пару раз откровенно улыбнулся, взял ручку и поставил несколько подписей. Мда, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. «Ну что же, Иван, добро пожаловать», — произнес кот, протягивая мне лапку. «Спасибо», — произнес я, уже отойдя от первого шока, но мозги у меня все еще не включились. «А вы настоящий?» — вылетела фраза из моего рта. «Более чем», — ответил кот. «Ничего, ты привыкнешь. Поначалу все впадают в ступор, моргают и задают глупые вопросы». Я коротко кивнул и вышел из кабинета. На пороге меня уже встречал Женька с улыбкой во все 32 зуба. И был он не один. Видимо, у местных это как развлечение — хохотать над теми, кто впервые попал в этот кабинет. Грохнул хохот, и посыпались приветствия, которые сопровождались похлопыванием по спине и плечам. Дверь сзади приоткрылась, и из нее вышел директор с какими-то бумагами под мышкой. «Ну чего опять столпились у дверей?» — строго спросил он. «А ну брысь по комнатам». Ребята тут же приосанились, улыбки убрали и начали расходиться. «Пошли, я тебе комнату твою покажу». Все так же добродушно улыбнулся Женька и показал рукой в сторону лестницы. Мы поднялись по ней на 3-й этаж. Здесь также отходили в стороны 2 коридора. Вот только дверей на стенах здесь было раза в 2 больше. «Это наше общежитие», — махнул он рукой вдоль коридоров. «Наша с тобой комната 10». «Наша?» — снова удивился я, хотя по сравнению с котом это были так, брызги. «Ну да, у нас все комнаты на 2», — улыбнулся тот. «Пойдем,
Вещи свои сбросишь, и за формой еще успеем сегодня. Форму получил у нормального человека, хотя ожидал увидеть очередного кота или русалку какую. Да шучу, второго такого удара моя психика не пережила бы. Комната оказалась вполне просторной, имелся телевизор, два ноутбука и точка доступа в интернет. Кровати на 2 этажа, стол с 2 стульями напротив друг друга, микроволновка и чайник. Да я когда в техникуме учился, даже и мечтать не мог о такой комнате в общежитии. Там так только мажоры жили, ну по местным меркам, конечно. Совсем уж крутые снимали себе квартиры. Утром начались занятия. Общеобразовательные предметы нам были не нужны, но теория все равно присутствовала. Здесь мы проходили сказки, а точнее какую-то изнанку мира, о существовании которого я до сего момента ни сном, ни духом. Нет, ну, как бы говорящий кот это одно, но вот когда на полном серьезе начинают загибать про меч-кладенец, шапку-невидимку, щуку, исполняющие желания и говорящие грибы, становится как-то не по себе. Когда вводная лекция на 2 часа была закончена, нас отправили в бассейн. Здесь оказалось, что я все делаю не так. Плавать не умею, ныряю тоже хуже всех. И вообще силой воды не пользуюсь. Следом я опозорился на матах, когда не сумел побороть мелкого тощего старикашку со спутанной бородой. Но дед оказался с подвохом. Об этом, правда, я узнал позже. А вначале я попробовал взять того и с разбегу, и с силой, а однажды за ноги снизу обхватив. Но старик словно врос в маты и никак не хотел поддаваться грубой физической силе. После тренировки мне с улыбкой объяснили, что старик является лешим, а он, если корни пускать начинает, то его экраном от пола не оторвать. Затем был обед. Это оказалось моим самым любимым уроком. На столе чего только не было. Даже котлеты из щуки обнаружить удалось. Все это больше походило на банкетный принцип питания. В центре стоял большой стол с разными блюдами, а мы подходили с тарелками и накладывали кто что хочет. Затем мы расходились по столам, что выстроились вдоль стен и обедали. Обалдеть! Только и смог выдать я, когда увидел стол, который буквально ломился от угощений. «А ты что думал, в сказку попал?» — захохотал Женька собственному каламбуру. «Это скатерть-самобранка. Вот ты котлет щучьих захотел, они тебе и появились. У меня, вон, видишь, плов из баранины». Но ведь так не бывает. Я все никак не мог привыкнуть к тому, что происходит вокруг. Ты еще скажи, что у вас колобок здесь работает. «А как же? Он у нас конспирацией заведует». Не моргнув глазом, ответил Женька. «Защищает нас от посторонних глаз, чтобы никто не узнал про сказочный мир». «Врешь, поди?» — с сомнением спросил я. «Ох, Ваня, Ваня, не дай бог тебе с этим парнем встретиться». Понизив голос чуть не до шепота, сказал тот. «Его сам Борис Аркадьевич побаивается. Очень серьезный тип». «Я, наверное, никогда к этому не привыкну», — потряс головой я. «Мне все кажется, что я сплю». «Привыкай, Вань. Теперь это твоя жизнь», — серьезно сказал он. Я слопал воздушное картофельное пюре с рыбными котлетами. Да так это все оказалось вкусно, что я тарелку даже облизал. Женя посмеялся и сказал, что есть можно сколько хочешь. В итоге я подходил к скатерти еще несколько раз. Раньше в меня столько бы не влезло даже, но это, оказывается, тоже имело свое объяснение. Внутри меня просыпалась богатырская сила, которая, в свою очередь, имела аналогичный аппетит. Но и это было еще не все. Силу пробуждала именно скатерть. Пища на ней была волшебная, соответственно, и силу давала непростую. Со временем этот эффект падал, но не очень быстро. Достаточно было подпитывать себя хотя бы раз в несколько месяцев. Но пары лет было достаточно, чтобы растерять все и снова стать обычным человеком. Хотя совсем уж обычным стать не получится. Все равно природой уже заложено, кто будет богатырь, а кто обычный человек.
В общем, все подряд эту силу от скатерти не получают. Запутано все, но ничего, разберусь, привыкну. Дальше вообще произошло что-то невообразимое. Пришло время богатырского сна. Примерно часа на полтора все разбрелись по комнатам, а кое-где уже начало раздаваться храп. Спать было, конечно, не обязательно. Вполне можно заниматься своими делами. И тут я вспомнил, что маме забыл позвонить. А она волнуется, ночь ведь прошла. Я подхватил мобильный телефон и набрал ее номер. Трубку она сняла через несколько гудков. «Мам, привет!» — сразу заговорил я. «Извини, я забыл тебе сразу позвонить. Просто тут такое началось, ты не поверишь». «Да уж представляю», — добрым голосом ответила она. «Небось, от Бориса Аркадьевича дар речи потерял». «Так ты все знала?» Я едва не растерял этот дар снова. «Но как, мам?» «А вот так, сынок». Я, кажется, даже увидел, как она улыбнулась в трубку. «Твой отец богатырь был, как и дед. Илюша за тобой тоже неспроста присматривал. Я же твою судьбу наперед знала. Просто хотела, чтобы детство у тебя было нормальное». «У тебя это хорошо получилось», — сказал я. «Ладно, мне пора на занятия», — немного соврал я. «Со мной все нормально, не переживай». «То я и без тебя знаю», — ответила она в трубку. «Материнское сердце не обманешь. Ладно, сынок, учись хорошо и звони иногда». Я отключил звонок и улегся на свою койку, уставившись в потолок. Нет, все же странно, как получилось. Оказывается, сказки есть. Они всегда живут среди нас, и никто об этом не догадывается. Хотя, может, оно и к лучшему, ведь волшебная сила наверняка бывает и злой. Богатыри, они же призваны защищать добро. Выходит так, что есть от чего. И это что-то явно недоброе. Мысли начали путаться, а я погружаться в сон. Все же после такого плотного обеда следовало ожидать подобный эффект. «Эй, лежебока, вставай давай!» — разбудил меня Женька. «Пошли, сейчас у Кощея лекция будет по оказанию первой помощи». «В смысле у Кощея?» Сон тут же как рукой сняло. «В том самом», — серьезно ответил он. «Давай быстрее. Он очень не любит, когда опаздывают». «Так он же злой должен быть. Ну, то есть на темной стороне выступает». Догнал я Женьку в коридоре и сразу же начал засыпать его вопросами. «Так это все когда было?» — отмахнулся тот. «Сейчас он давно с нами волшебство по излечиванию ран преподает. Он в этом деле самый лучший. Даже голову отрубленную обратно прилепить может. Потому и бессмертным зовут». А я думал... Я хотел было еще вопрос задать, но мы уже пришли в класс и очень вовремя. Буквально следом за нами вошел и учитель. Тощий, как пособие по анатомии скелета. Кожа бледная, борода седая и череп лысый, как колено. Хотя, надо признать, смотрелся он очень даже стильно. Строгий пиджак сочетался с джинсами, на руках феньки, как у Гарика Сукачева, даже несколько сережек в ухе. На улице встретил, никогда бы не подумал, что это Кощей. Этот урок я тоже провалил с треском. Даже не смог маленькую царапину заговорить, хотя очень старался. Женька говорит, что я еще недостаточно волшебной силой напитался. Но я думаю иначе. Опыта у меня еще маловато. Хотя я не унываю. Упорство мне не занимать, выучусь. Но сегодня еще остались ратные науки. Их преподавал некий Радогор, и он называл искусство владения мечом сечью. А владел он им, что говорится, в совершенстве. Когда он принялся разминаться, взяв в обе руки по здоровенному мечу, мы все замерли с раскрытыми ртами. Танец. Никак иначе это было не назвать. Сталь летала вокруг него, образовывая чуть ли не полноценный купол, а тот, знай себе, раскручивал оружие все сильнее. И выглядело в его опытных руках это так просто, что казалось, каждый сейчас вот так возьмет и сумеет не хуже.
Но рисковать никто не решился. Мало кому хочется после урока собственные уши с пола собирать, да к Кощею приращивать бежать. Вот здесь я как раз смог хоть немного, но блеснуть своими навыками. В детстве дядька Илья часто занимался со мной фехтованием. Правда, использовали мы для этого палки. Началось с того, что в 7-летнем возрасте я увидел его утреннюю тренировку. Мои глаза горели огнем, когда я просил научить меня хоть паре приемов. С тех пор мы очень часто занимались. Когда я подрос, видеться мы стали намного реже, но все равно форму я всегда старался поддерживать и при любой возможности просил у Иваныча спарринг. Ловить с Радогором в этом плане, конечно, было нечего. Там мастерство просто фантастического уровня. Но многим из ребят по шапке от меня досталось. Так что я остался вполне собой доволен, хоть в чем-то не уступая другим ребятам. Вечернее время, конечно же, свободное, и начинается оно примерно с 7 часов. Здесь уже всем были кто во что горазд. Кто-то подтягивал предметы, на которых спотыкался, кто-то смотрел фильмы в интернете или просто ковырялся в ноутбуке, ничем особо не занимаясь. Я же решил начинать догонять других богатырей и первым делом взялся за плавание. Как выяснилось впоследствии, тренер тоже оказался не из простых. Это был самый настоящий водяной. Он охотно взялся за мое воспитание в свое свободное время, и мне показалось, что был очень даже этому рад. Ох, и гонял он меня. Бывало, еле до кровати доползал. Время шло, мои силы росли не по дням, а по часам. Хорошее питание, здоровый сон и дополнительные тренировки – все это быстро поставило меня в одну линию с остальными ребятами. Уже через месяц я поставил новый рекорд школы по длительной задержке дыхания, просидев весь урок под водой. Успехи были не только в плавании. Я поделил всю неделю и каждый день брал дополнительные занятия по одной из дисциплин. Таким образом, я угодил всем преподавателям и распределил нагрузки. Через 2 месяца я уже мог прирастить отрубленный палец на уроках Кощея. А кровь переставала течь из раны по одному только взгляду. Леший научил пользоваться силой земли, а Баба-Яга, которая оказалась очень красивой женщиной, научила составлять некоторые зелья. В общем, я рос как в профессиональном плане, так и физически. Сильно раздался в плечах, кажется, даже в росте прибавил. С мамой иногда созванивался, у нее, слава богу, тоже все хорошо. На Новый год обещали всех домой отпустить. Праздник-то семейный. Но на 8 января всем строго нужно в школу явиться. Я-то домой собирался, а вот Женька сказал, что не поедет, мол, далеко очень, не успеет потом обратно вернуться. Можно, конечно, сапогами-скороходами воспользоваться или щуку попросить, но не факт, что разрешат, да и обратно все одно, самому возвращаться. А это дорого и не быстро. Думал я недолго и пригласил друга к себе в деревню. А что, морозы уже прошли, река точно льдом скована. Я ему такое место рыбное покажу, уезжать не захочет. А то как-то совсем нехорошо получается. Друга на такие праздники одного оставлять. Сговорились мы об этом сразу. Женька принял предложение с большим удовольствием, заодно пообещал, что летом мы обязательно к нему поедем, и он мне экскурсию по тайге проведет. Вот вроде строим мы всякие разные планы, живем и думаем, что все идет так, как надо. Но получилось так, как, конечно же, никто не ожидал. Однажды ночью нас всех подняли по тревоге и выстроили в спортивном зале. Присутствовали все преподаватели и даже директор. Собственно, он как раз и был инициатором общего сбора. «Братья-богатыри», — начал он, — «сегодня ночью произошло очень неприятное событие». Естественно, что мы сразу начали переглядываться. Уж не один ли из нас чего такого учудил? Из хранилища школы был украден некий предмет. Продолжил кот, а по нашим рядам прошла едва заметная волна облегчения.
Этот предмет очень опасен, особенно если окажется в злых руках. Надеюсь, вам не нужно объяснять, какой силой наделены многие волшебные вещи. Сегодня пропал самый сильный и самый непредсказуемый артефакт, то не знаю что. Глава 3. Подготовка. В тот день много чего еще произошло. Во-первых, я узнал, что старых богатырей на Руси осталось не так много, а те, что имеются, уже находятся на заданиях, которые не менее важные, чем наша беда. Мало того, набор в школу ведется раз в 30 лет, и богатырей набирают столько же. Вот и получается, что все свое детство мы сдаем экзамен, а в 21 год поступаем на службу в волшебную армию. Только служить нам теперь здесь всю жизнь, но я очень этому рад. Во-вторых, раз богатырями в стороне напряженка, и не побоюсь этого слова, богатырский кризис, то выходит, что нам, молодым, и разгребать это дело. Но вот кто конкретно из нас будет это делать, сказали, что объявят позже, отдельно. Но и в-третьих, сам предмет. Что это за штука, и с чем ее едят, тоже никто ответить не может. Сказали так: если увидишь, сразу все поймешь. Что она делает? Да все очень просто. Исполняет желание. Только все это происходит точно так же, не пойми как, будто по собственному усмотрению артефакта. Может такое завернуть, что всему миру конец настанет. Школа погрузилась в напряженную тишину ожидания. Каждый из нас хотел попасть на это задание, но на всех его не хватит. К тому же нельзя так, чтобы на родине богатырей не оставалось. Мы все одной силой связаны, и родная земля нам в этом помогает. Идет кто-то? В предрассветной тишине я услышал шаркающие шаги в коридоре. «Да кто тебе сейчас ходить будет?» — пробормотал Женька с нижней койки. Тук-тук-тук. Раздался стук в дверь, и мы оба чуть не подпрыгнули на кроватях. «Кто там?» — осторожно спросил я. «Свои!» — прилетел ответ Мишкиным голосом, проживающим в соседней комнате. «Свои в это время дома сидят», — пошутил в ответ Женька. «Я тебя сейчас в лоб закатаю». Просунулась в дверь вечно взъерошенная рыжая голова Мишки. «Давайте бегом, вас к директору вызывают». Сердце сразу подпрыгнуло к горлу. Неужели нас выбрали на задание? Ура! Мое первое, самостоятельное. Судя по Женьке, мысли в его голове не сильно расходились с моими. Глаза большие, руки потряхивает, как и колени. Стоит и ртом хлопает, а сказать ничего не может. «Ну, приплыли», — махнул рукой Мишка. «Пойду других позову, пока вы здесь ресницами машете». «Эй, а ну стой! Где стоишь?» Я моментально спрыгнул с верхней койки. «Я тебе позову других», — пригрозил я ему кулаком. Тот, довольный собой, растягивал улыбку на все зубы. Все шутит. Тут такое дело серьезное, а ему весело. Прогремев по лестнице своими ботинками, мы резко затормозили у входа в кабинет Бориса Аркадьевича. Женька постучался и осторожно приоткрыл дверь, слегка заглянул в щель, а затем толкнул меня внутрь и захлопнул ее за моей спиной. Сам гад при этом остался снаружи. И это он еще надо мной потешался, что я начальство побаиваюсь. В кабинете царил полумрак. Наш директор с Бабой-Ягой стояли на одном единственном балконе во всем здании и едва слышно о чем-то беседовали. Я невольно засмотрелся на эту картину. Черный котяра стоял на задних лапах, уперев передние в перила, а рядом, слегка нагнувшись, пускала дымок Баба-Яга. И зачем в ее сказках старый коргой сделали? Да она еще любой молодой фору даст. Ходов эдак на 20 вперед. Впору на обложку журналов ее фотографию вешать. Но пора уже проявить любопытство. Я напряг богатырский слух и постарался уловить хоть кусочек того, о чем они там шептались. «Думаешь, не подведут? Они ведь молодые еще, горячие. Вперед делают, а потом думать начинают». Услышал я голос кота. «Так у тебя выбор не особо велик», — ответил Яга.
Здесь в любого пальцем ткни, молодой да горячий. Твоя правда, вздохнул кот. И тут сзади меня кто-то резко схватил и голосом Женьки прямо в правое ухо выдохнул: «Тю!». Вскрикнул я непроизвольно, но волна передалась и тем, кто стоял на балконе. Шерсть кота сразу вздыбилась, и он зашипел, а баба-яга взвизгнула и слегка подпрыгнула. «Вот обалдуи!» Строгим голосом заворчал кот. Женька встал как вкопанный. Похоже, в тот момент, когда он заглянул в щель, ему показалось, что кабинет пуст, а на балкон он внимания не обратил, потому как тот находился на боковой стене, и в небольшой щель его просто не видно. Ему захотелось пошутить надо мной, вот только вышло не совсем то. «Значит так, богатыри», — продолжил кот строгим голосом и запрыгнул на стол. «Вас выбрали для выполнения ответственного задания. С завтрашнего дня у вас отменяются все занятия, а сейчас будет усердная подготовка». «Смотрите у меня», — погрозила пальцем баба-яга. «Если подведете, обоих в лягушек превращу». «Она может», — подтвердил ее слова кот. «Но чего встали? Брысь в комнату, вас позовут». Мы с Женькой коротко кивнули и прошмыгнули в коридор. Лучше их не злить, и так попались с этими шуточками, как дети малые. «Ты чего там устроил?» – зашипел я на товарища, едва за моей спиной захлопнулась дверь. «А если бы они сейчас кому другому из-за тебя задание отдали?» «Да я думал, там никого нет». Виновато пробормотал Женька. «Думал он, каким вот только местом, интересно знать». Подстать ему пробубнил я. «Ладно, чего уж теперь, вроде пронесло». «Как думаешь, кто свистнул артефакт?» Глаза Женьки сразу же загорелись огнем азарта. А самое интересное, что я ему в этом не уступал. «Мне кажется, нужно по камерам посмотреть». Тут же переключился я. Вся школа просматривается. «Так тебе их и показали». Хотел было отмахнуться от идеи он. «А ты не забыл, что нас только что на дело назначили?» Прищурил я один глаз. «Значит, есть у нас полномочия». «Нет, директор сказал к себе идти», — покачал головой Женька. «Так мы и пойдем, а запись с наших ноутбуков посмотрим». Согласно кивнул я. «Сейчас админу позвоним, чтоб доступ дал». «Ну ты гений вообще!» Задорно поддержал мою идею Женек. «Чего встал-то? Пошли скорее». Видео с камер мы, конечно же, посмотреть не успели. Едва вошли в комнату, и я взял в руки телефон, как он тут же затрезвонил. Мы с другом переглянулись. «Алло», — поднес я трубку к уху. «Угу, да, я понял. Сейчас подойдем». «Кто звонил?» — спросил Женька сразу, как только я отключил звонок. «Кощей», — сказал я. «Велел идти к нему, только не в кабинет, а в кладовку». «Нифига себе!» Тут же обрадовался товарищ. «Ты хоть представляешь, что это значит?» «Понятия не имею», — сказал я, слегка перепугавшись за друга. «Он нам сейчас разрешит волшебный предмет из хранилища себе взять». С восторгом ответил на свой же вопрос тот. «Иди ты!» Теперь уже и я обрадовался новости не меньше друга. «Это полностью меняет дело». Кладовка Кощея оказалась сейфом с навороченной системой охраны. Мало того, что нужны были два кода доступа, один голосовой, другой цифровой, сканирование сетчатки глаза, капля крови, так еще и два защитных заклинания на двери стояло. Стоило войти внутрь, как наш преподаватель тут же изменился в лице. На нем появилась блуждающая улыбка, глаза заблестели, и мне показалось, что он даже слюну пустил. Притом, в основном его внимание было приковано к куче золота в дальнем углу. Вначале я сильно удивился, конечно, но Женька потом объяснил, что золото для Кощея будто наркотик. Он очень долго боролся с зависимостью от него. Раньше мог годами чахнуть, обняв кучу. А теперь вот держит чуть-чуть, чтобы помнить об искушении и о победе над собой. «Вот, выбирайте себе по одному предмету», — дрожащим голосом сказал хозяин кладовой. «Но только один», — строго сказал он и отвел глаза в сторону. «Больше не дам». Вдоль стен были расположены стеллажи, на которых стояли различные предметы.
Под каждым имелась поясняющая табличка с описанием. «Я вас там подожду», — сказал Кощей и вышел за дверь. Тяжело ему, видать. Мой глаз почему-то сразу зацепился за шишак, стоящий на самой нижней полке в углу. Если я правильно понял Кощея, самое ценное он прячет подальше. Шишак был именно что спрятан. Без полированного блеска, один край мешковины прикрыт, вроде как ведро какое-то, оцинкованное. Но на фоне кипенно-белых стен и идеального порядка на полках выделялся, словно солнечный зайчик в полной темноте. «Шапка-невидимка». Прочел я название на табличке и поднял шишак. «Ой, да зачем оно тебе?» — отмахнулся Женька. «Это уже не модно. Я вот его возьму. Меч-кладенец». Он взял в руки маленький игрушечный меч, будто сделанный под детскую руку. «Много таким не навоюешь», — усмехнулся я. «Эх ты, балда, ничего ты и не знаешь», — с важным видом заявил тот. «Он не для того, чтобы головы рубить. Этот меч порталы пробивает, понял?» «И что нам с ними делать, порталами твоими?» — пожал я плечами. «Лучше вон клубок волшебный возьми. Может, он сразу к вору дорогу укажет. А там я невидимкой стану и артефакт обратно стяну». «Не покажет», — сказал, улыбаясь Женька. «Чтобы он это сделал, нужно знать, как предмет выглядит или вор. А мы понятия не имеем ни о том, ни об этом». «Ну, меч нам точно не поможет», — покачал я головой. «Может, накидку возьмешь? Ту, которая от всего защищает?» «А это мысль». Почесал макушку мой товарищ и положил кладенец на место. «Вещь нужная, хоть в огонь в ней, хоть под пули. А ты голова». «Ну так», — согласился я с похвалой. «Пошли уже. Нас, наверное, ищут по всей школе». Кощей жадными глазами проводил предметы в наших руках и закрыл сейф, прошептал над бронированной дверью заклятие, и как только замок сыто щелкнул, запирая проход, снова стал нормальным. «Ну вот, с этим разобрались, теперь дуйте к Яге, она вам зелье выдаст», — сказал он, — «и поскорее, часики тикают». Мы поблагодарили Кощея за подарки и побежали в кабинет к лесной колдунье. Яга ждала нас, сидя на столе и закинув ногу за ногу, а из-под юбки слегка просматривался кружевной край чулка. Я снова невольно засмотрелся на красивую женщину. Меня даже Женька локтем в бок пихнул, чтоб не зевал. «Пришли мальчики». Вот голос у нее был очень скрипучий, будто ржавые петли. «Так, Иван, вот тебе 3 фляжки. В первой живая вода, во второй мертвая. Как пользоваться знаешь. А вот в третьей сила богатырская. Ее только в крайнем случае, когда почувствуешь, что свою уже растерял». Точно такой же набор пузырьков получил Женька. Это, можно сказать, стандартная походная аптечка. Мертвая вода может голову на место прирастить, а живая, ну, с ней и так все понятно. Вот, можно сказать, что мы уже готовы. Осталось по мелочи. Узнать, кто вор, и вернуть то, не знаю что. Пока выходит так, что и идти нужно туда, не знаю куда. Но нам бы только до камер добраться. «Но, богатыри, ни пуха вам, ни пера», — проскрипела яга. «К черту!» — в один голос ответили мы с Женькой. «Да, чуть не забыла. Вас колобок ожидает, сводный». Усмехнулась она, посмотрев на наши вытянутые от удивления лица. «Чего топчетесь на месте? Он ждать не любит». Мы выскочили в коридор и поспешили в подвальный этаж. Колобок занимал там соседнее с кладовкой Кощея крыло. «У них никто ждать не любит, как послушать», — недовольным голосом произнес мой товарищ. «Можно подумать, мы разорваться должны». «Иди уже, не трусь», — подтолкнул его я. «Это я-то? Да я никогда!» Начал было возмущаться он, пока мы не остановились перед дверью с надписью «Начальник службы безопасности Колобков Валерий Геннадьевич». Тут его голос утих, а глаза сразу забегали. Я осторожно постучал в дверь, дождался вежливого «да-да, войдите», и мы протиснулись в кабинет. Колобок оказался пухлым мужчиной, невысокого роста с очень добрым лицом и розовыми щеками.
Пухлость его была настолько сдобной, что его хотелось потрепать за щеку и назвать шалунишкой. Но вся эта мягкость разбивалась о жесткий волевой взгляд ледяного цвета глаз. «Присаживайтесь», — не менее ледяным тоном заявил он и указал на две неудобных табуретки, стоящие посреди кабинета. «Вас отобрали для решения очень важной задачи. Как вы знаете, из хранилища школы пропал очень опасный артефакт. То, не знаю что. Ваша задача — найти его и вернуть. Это понятно?» «Так точно. Не смог сдержаться я именно от такой постановки ответа, на что получил одобрительный взгляд Колобка. «Воров мы засекли», — продолжил он и щелкнул кнопкой пульта, чтобы запустить проектор. «Вот они». На экране появилось изображение двух смазанных силуэтов, но на других кадрах они получились чуть лучше, и мы смогли рассмотреть двоих мужчин, одетых в маски и облегающие костюмы красно-черной расцветки. Судя по тому, как одеты эти двое, удалось выяснить и установить их личности. Между тем, продолжил Колобок, они являются злодеями и объявлены в международный розыск. Насколько нам известно, эти двое называют себя Сплай и Салтатор. И сейчас находятся в Штатах. Ничего себе! Все же не смог удержать язык за зубами Женька и получил строгий взгляд от Колобка. Завтра вы оба вылетаете туда. Работать будете совместно с их службой безопасности, потому что страна другая, и нам придется подчиняться их законам. К вам в помощь приставят двух агентов. Постарайтесь не ударить в грязь лицом и не посрамить нашу родину. А что с собой представляют эти двое? Как они так быстро двигаются и как смогли прорваться через защиту Кощея? Задал я мучающий меня вопрос. Молодец, Иван. Похвалил меня Колобок. Так вот, тот, что зовет себя Сплай, очень быстро бегает. Скорость его движения не всегда можно камерой засечь. Его прозвище — это первые две буквы от каждого слова в словосочетании «скорость света». В английском варианте, разумеется. Хорошо, что мои камеры умеют вести съемку на 1000 кадров в секунду. Второй, тот, который Салтатор, умеет телепортироваться, потому и прозвище себе взял от слова «скачущий». Скакун, блин, с места на место. Как оказалось, в паре они могут обнести любой сейф и проникнуть куда угодно. Хотя как они обошли заклинание Кощея, нам еще предстоит выяснить. Но это исполнители, и артефакта у них, скорее всего, уже нет. Возможно, что и их тоже постарались убрать. А кто может выступать в роли заказчика? Продолжил я задавать вопросы. Наверняка кто-то попал под подозрение. Мы подозреваем нескольких злодеев, но о них вы получите информацию в Штатах. Снова одобрил мой вопрос Колобок. Значит, нам придется противостоять их супергероям. Решил блеснуть умом Женька. Супергерои — это такие же богатыри, как и вы. Поправил его начальник безопасности. Но в одном ты прав. Вам придется иметь дело с так называемыми суперспособностями. Именно для этого к вам приставят двух агентов. Они уже имели дело с подобными случаями. Их опыт и знания должны помочь. Еще вопросы? «А кто будет нашими напарниками?» — спросил мой товарищ. «Этого я тоже не знаю», — покачал головой Колобок. «Все решите там, на месте. Так что собирайте чемоданы и завтра утром в 7, чтобы были в аэропорте. Свободные». Мы встали с табуретов и собирались покинуть кабинет. «Постойте, вот возьмите еще по наушнику». Остановил нас Колобок и протянул две небольшие черные капли. Они помогут устранить языковой барьер. Вы будете слышать русскую речь, а они от вас английскую. Все, теперь бегом собираться. Мы поблагодарили начальника безопасности, сунули волшебные наушники в карман и вышли в коридор. Затем мы собирали сумки. Брать особо было нечего, обуться да подпоясаться. Но летим не в соседнее село на танцы, так что к сбору подошли ответственно. Спортивные костюмы положили, чтобы было в чем по гостинице ходить. Джинсы, рубашки. Я свой шишак бережно в полотенце завернул. Знаю я этих грузчиков. Как начнут чемоданы кидать, обязательно поцарапают. Женьке проще. Он накидку сложил аккуратно и на дно чемодана сунул.
Ноутбуки нужно взять, сказал я и принялся убирать свой в специальную сумку. Зачем они нам? Не понял товарищ. Мы же не собираемся там кино смотреть. Ну ты что, дурень, не можешь сам догадаться? Постучал я кулаком себе по лбу, намекая на умственные способности друга. А как ты будешь материалы последствий читать? Нашим информацию передавать? Вот ты голова. В очередной раз похвалил меня Женька и тоже принялся собирать свой компьютер. Беготня на этом не закончилась. Несколько раз нас вызывали в отдел кадров для подготовки документов и согласования билетов на самолет. Затем бухгалтерия. Там, кстати, работала царевна-лягушка, и не зря. Жаба ее душила за каждую копейку. Она выдала нам командировочные в виде 2 пластиковых карточек, заставила расписаться в паре десятков бумаг и не забыла напомнить про чеки для отчета. Дважды бегали к директору, потому что не хватало его подписи. В общем, обычная рутинная бюрократия. И здесь от нее никуда не спрятаться. Наконец, ближе к 9 вечера все утихло, и мы смогли с облегчением выдохнуть. Кто бы мог подумать, что столько всего придется сделать за один день. Мы даже обеденный богатырский сон пропустили, чему Женька очень сильно огорчился. И вот теперь можно было начинать храпеть на все общежитие, вот только сон не шел. Вместо него в голове роились глупые мысли о позабытых носках или будет ли у нас утром завтрак. В сон я провалился незаметно, вот только что думал о том, чего бы такого попросить у скатерти, как вдруг бац, и я уже сплю. Глава 4. Чужбина. В аэропорт прибыли по расписанию, к 7 утра как штыки стояли у главного входа. Но вот какая оказия. В таком месте мы оказались впервые, что Женька, что я. Первым испытанием на нашем пути предстала огромная стеклянная, вращающаяся вокруг оси дверь. Она нас, конечно, не пугала, боязно было что-нибудь сломать. Но, слава богу, все обошлось, прошли без приключений. Это, конечно, если не считать спасения какого-то мужика от падения. Вышло очень комично. На улице зима, и, как положено в это время года, местами образовался лед. Мужчина вышел из такси, и, судя по его нервному состоянию, он дико опаздывал. Вот только впереди него шли 2 ротозея, которые приехали в аэропорт за 3 часа до вылета и теперь, словно улитки, ползли к зданию терминала. Все бы ничего, но наши с Женькой комплекции не позволяли вместиться на тротуар третьему человеку. И это несмотря на то, что они рассчитаны на хороший поток людей. Но кого это когда останавливало? Он, конечно, мог бы попросить нас подвинуться, но, скорее всего, побоялся и решил просто обойти по территории стоянки. Вот здесь его и ожидал каток, который образовался от постоянно стоящих здесь машин. Они просто спрессовали снег до состояния льда, ну и добавили чуть воды до грязи. Ноги мужика взлетели выше головы, и его затылок обязательно бы встретился с асфальтом, если бы не Женькина реакция. Тот почти мгновенно поймал человека за шкирку. А так как Женька ростом под 2 метра и еще чуть-чуть, да все это тело помножено на силу богатырскую, ноги спешившего оказались подвешены в воздухе. «Мужчина, осторожнее!» — вежливо сказал ему Женек и поставил того на тротуар, вот только снова позади нас. Мужик лишь икнул в ответ, но больше попыток обогнать не предпринимал. «Что у вас в чемодане?» Остановил меня человек в форме прямо на входе. «Одежда», — удивленно уставился на него я. «Откройте, пожалуйста», — попросил тот. «Давайте в стороночку тогда отойдем». Вежливо с улыбкой попросил я. «А то неудобно получится. Я там труселя сверху положил». Мужик покраснел и махнул рукой, призывая последовать за ним. Отошли, конечно, так себе, но все равно народу много. Откуда их вообще столько здесь набралось? У нас, если всю деревню в кучу сбить, столько не будет. А мы далеко не самый маленький поселок. У нас даже медпункт свой. Я расстегнул молнию и раскрыл пред его ясные очи свою поклажу.
И человек в форме сразу указал пальцем на сверток. «Что у вас здесь?» «Шишак. Разверните, пожалуйста». «Да сколько угодно», — говорю я и разматываю сверток. «У вас есть сопроводительные документы?» Тут же оживился он. «Да». С умным видом киваю я и протягиваю ему папку с командировочными бумагами. Мужчина начал копаться в бумажках, несколько раз пошевелил губами, а потом зло посмотрел на меня из-под бровей. «Вы что мне здесь голову морочите?» Резко сунул он мне в руки папку. «Думаете, у меня здесь дел других нет?» Затем он поднес рацию ко рту и надавил на кнопку. «На третий выход клиент с антиквариатом», — произнес он и положил руку на карман с шокером. «Оставайтесь, пожалуйста, на месте и не делайте резких движений». «Да я и не собирался», — пробормотал я с недоумением. К нам уже спешил Женька, начальник охраны и несколько полицейских. Прямо как великого вора задержали. Стыдоба-то какая! «Что у вас?» — требовательным голосом спросил полицейский. «Вот, задержал при попытке вывести антиквариат за границу». С умным видом сказал человек в форме. «Да ты что, обалдел, что ли?» — выкатил я глаза. «Чтоб я этим басурманам добро наше отдал?» «Да постыдись людей-то такое говорить!» Меня аж захлестнуло от праведного гнева. «Минуточку, молодые люди». Вмешался в разборку начальник охраны. «Все в порядке. У меня здесь человек на линии». «Какой такой человек?» Переключил свое внимание полицейский. «Вот, возьмите». Протянул ему телефон начальник, а Женька уже подмигивал мне левым глазом и пытался изображать за спинами столпившихся какие-то фигуры. «Да, капитан Самойлов слушает». Сразу представился по форме служитель закона. Но кривляния Женьки мимо его глаз не прошли. «Какой президент? Что вы мне мозги пудрите? Я полицейский. До свидания». Он даже не стал выслушивать, что ему скажут, и отключил телефон. Начальник охраны побледнел, а лицо Женьки вытянулось от удивления. Буквально в следующую секунду раздался звонок его собственного телефона, тот глянул на экран, и глаза у него увеличились в размерах раза в 2. «Алло, Геннадий Саныч?» «Как? Да. Что значит уволен?» «Ну, Геннадий Саныч...» Затянул он в трубку и начал от нас отходить. «А с этим что делать?» Указал на меня шокером человек в форме. «Отпустить?» «Пропустить», — отрывисто сказал он и вновь начал оправдываться в трубку. Дальше дело пошло веселее. Нас сопроводили до зала ожидания, и теперь 2 с лишним часа нам было скучно. Ничего просто не происходило, особенно если сравнить с первым залом. Да у нас в деревне даже в дождь веселее бывает. Нет, народу, что самое интересное, только больше стало, но все они просто воткнули лица в телефоны и планшеты. Почти гробовая тишина, легкая музыка под потолком и редкие, гуляющие от скуки люди. Остальные просто вышли в другое измерение и выражают различные эмоции компьютеру в руке. Кто-то улыбается в экран, кто-то хмурит брови, некоторые пританцовывают ногой и даже головой кивают. «А это кто звонил?» — спросил я у Женьки. «Президент», — с честным видом произнес тот. «Хорошо», — немного задумался я. «А как он узнал, что сейчас нужно позвонить?» «Ну тут все просто», — ответил он. «Я позвонил нашему директору и сказал, что тебя не пускают в самолет». «А он что?» — продолжил допытываться я. «Сказал, что сейчас все решит». С довольным лицом ответил Женька. «Классно я придумал, да?» «Да уж, смекались ты, хитер», — засмеялся я. «Полицейский теперь без работы из-за нас остался». «Да ладно тебе», — отмахнулся тот. «Без нас разберутся. А то как бы хуже не вышло». «Это точно», — вздохнул я и снова осмотрел людей в зале. «Скучно, в городах живут», — зевнул я. «И не говори», — отмахнулся Женька, точно так же осматривая ожидающих. «Может, по пиву?» «Да ты что?» — постучал я себя по лбу, намекая на глупость сказанного. «Кто же по одной кружке берет-то?» В кафе на 2-м этаже было немногим веселее, но здесь хоть люди общались, относительно, конечно. Нам пришлось проявить всю свою изворотливость, чтобы протиснуться в узких проходах между столиками. И вот, наконец, мы угнездились за столом.
С пивом не вышло, взяли по одному чаю. Дело не в том, что перехотели. Просто увидели стоимость. Женька было собирался скандал закатить за такое безобразие. На силу удержал. А так как за товарища было немного стыдно, то пришлось попросить 2 чая хотя бы. Затем Женька уже удерживал меня. После того, как за чай с нас денег попросили. По 150 рублей. Да если бы я с каждого в деревне по пятачку за чай брал, так уже давно миллионером бы стал. А тут 150. Ну совсем озверели. Чай я выпил весь, хоть он и невкусный даже был. Хоть бы булочку какую положили за такие деньги. Пробормотал Женька, выпив свою кружку за 1 глоток. Куда здесь посуду-то грязную? Вон, смотри, все прямо на столе бросают, подсказал я, усмотрев поведение людей за соседним столиком. Ой, поросята, покачал головой Женька. Меня бы мать убила за такое. И не говори, согласился я. Затем мы увидели, как подошла молоденькая девчонка и начала убирать за ушедшими. До нас тут же дошло, что здесь для поддержания чистоты есть обслуживание. Вот такая вот мы темнота. Ну да ничего, научимся. Погрузка в самолет прошла без приключений. Ну а что может случиться, пока ты быстро проходишь по небольшому коридору и сразу попадаешь в салон с креслами? Правильно, твой друг встречает первую любовь. Ядрить твою растудыть, Жека. Ну ты чего столбом встал? Подтолкнул я товарища. А тот замер, будто леший корни пустил и стоит, ресницами хлопает. Щеки розовые, только что слюни на пол не капают. Перед ним хрупкая девчонка с огромными карими глазищами, ростом высокая, но худющая. Одни гляделки и остались. Кое-как, оттащив товарища на наши места, я попытался привести его в чувство. «Женька, блин, хватит слюни пускать!» Растолкал я его в плечо. «Ты в ней так дырку прожжешь!» «Красавица какая!» Растянул улыбку на все зубы тот. «Эх, женюсь, Ванька!» «Эй, да подожди ты так сразу-то!» Я даже перепугался за друга и потрогал ему голову на предмет температуры. «Да ты посмотри, какая она тощая! Поди и хозяйка-то не очень!» «Это мы откормим!» — отмахнулся он. «На своем, на домашнем быстро щеки порозовеют!» «Твоя правда!» — согласился я. «Но ты хотя бы познакомился вначале, узнал, пойдет замуж-то или откажет?» «Точно!» — оживился тот. А я уже пожалел о своей шутке. Но Женька оказался не так прост, как я о нем подумал. Уже через 40 минут девчонка, проходя мимо нашего места, улыбалась и опускала глаза к полу. А еще через час они уже мило щебетали в проходе у шторки, за которой то и дело исчезали другие стюардессы. А лететь нам примерно 10 часов. Как бы ни пришлось свадьбу прямо в салоне играть. Но обошлось. Правда, на свое место Женька вернулся ближе к концу рейса. Я даже поспать успел. И довольно неплохо. Жаль, что лететь сидя нужно. Поставь они здесь койки на 2 яруса, оно было бы приятнее. Но, говорят, нельзя, мол, безопасность и все такое. Надо Женьке сказать, что обратно на поезде поедем. Там хоть лежа спать можно. Сказал, блин, теперь он ржет и пальцем на меня показывает. А в лоб? Поинтересовался я у юмориста. А обратно верну. Не переставая хохотать, ответил тот. Ты, Ваня, в школе географию изучал? У нас учителя такого не нашли. Сказали, и не больно-то нужный предмет, ответил я. А что? А то, друг ты мой, что страна, в которую мы прилетели, находится за океаном. Продолжая улыбаться, ответил тот. Да уж, крыть мне было нечем. А самое страшное то, что я это все прекрасно знал и понимал. Просто от эмоций почему-то забыл. А может, не успел окончательно проснуться. Еще вот и торможу так дико. А Женька-то нахохлился, будто гусь перья распушил, когда мимо стюардессы из самолета проходил. Та ему в карман какую-то бумажку сунула, а затем они улыбнулись друг другу, Жека ей подмигнул, и мы окунулись в жизнь аэропорта еще раз. Со шлемом на этот раз проблем не возникло,
Видимо, здешняя власть доверяла нашему контролю, и свой чемодан я получил без единого вопроса. А когда мы покинули паспортный контроль, нас у ленточки встречали двое с табличками в руках. «Привет!» С широкой улыбкой поздоровались мы с ребятами. «Hi, how are you?» Ответил один из них, а я уставился на него удивленным взглядом. «Спасибо, мы в самолете похавали». На всякий случай ответил я, а Женька снова начал давиться от смеха. «No-no, I'm Stipman». Быстро затараторил тот. «Вот он. Не, супа не давали. Я, видимо, продолжал дальше тупить, потому что Жека уже почти пополам от смеха сложился. Ты чего ржешь, гад? Наушник. Еле выдохнул тот. И вот здесь я вообще сильно покраснел, наконец поняв всю абсурдность ситуации. Я просто не понимал английский язык, и мозг тупо подкидывал мне слова, похожие по созвучию. А сейчас я понял, что именно хотел от меня этот иностранец. Я не тупой, просто если впервые попадаешь в Штаты, их речь очень сильно отличается от того, что проходишь в школе. Но вот сейчас до меня дошло каждое сказанное им слово. Я вставил наушник и, все еще продолжая краснеть, принялся объяснять свое поведение. Благо, что они ни слова не разобрали из того, что я им говорил до этого. Выкрутиться удалось проще простого. «Так ты тот самый настоящий Стипмен?» Я уже в третий раз пожимал ему руку. «Офигеть! Я же все фильмы про тебя видел, даже самый последний, но он мне, правда, не очень понравился». «О, спасибо, мой друг», — улыбался тот. «Сейчас я немного отошел от кинематографа. Дела не дают мне заниматься своим хобби. Но я планирую сейчас сняться в одном сериале. Хотя, честно говоря, не уверен, все еще думаю». «Стипман, это твое настоящее имя?» «Нет, конечно. Это позывной. Мое имя Кэмерон». «А это правда, что ты из другого измерения и умеешь вот это все, что в фильмах показывал? Или это просто трюки?» «Правда? А умею я еще больше. Просто все мои способности решили не афишировать, чтобы для плохих парней был сюрприз». «Ну вообще!» Слегка стукнул я его кулаком в плечо. «Это мы так быстро всех злодеев переловим. А кто твой напарник?» «Ах, это Фредди. Не обращайте на него внимания. Он всегда такой мрачный и молчаливый», — представил своего товарища Стипман. «Его больше знают под именем Гепард». «Да ну нафиг!» Теперь от радости подпрыгнул Женька. «Вот это вообще улет! А покажи свои крутые лезвия и клыки, ну пожалуйста!» Фредди молча развернул две пятерни, на которых пальцы в один момент превратились в стальные лезвия длиной сантиметров по 10. Точно так же молча убрал по 4 из них, трансформируя лезвие снова в пальцы и оставив средний, таким образом изображая неприличный знак. При этом поднял верхнюю губу и продемонстрировал стальные клыки вместо зубов. «Обалдеть!» Даже не заметил этого Женек. «А ты и вправду можешь за несколько секунд разогнаться до 80 километров в час?» Гепард, продолжая молчать, кивнул. «Но ты прав, Вань. Теперь нас ничто не остановит». Мы дружно, уже вчетвером, отправились в гостиницу. Из аэропорта нас забирали на огромных черных микроавтобусах с мигалками. Экскурсию, конечно же, нам устраивать не собирались и быстро докатили до места через какие-то странные неухоженные кварталы. На стойке все прошло так же спокойно. Паспорта отсканировали, заставили что-то заполнить, затем заставили сделать это еще раз, но уже латинскими буквами, и вот, наконец, выдали 2 конверта. Мы быстро поднялись на 19-й этаж и попали в очередную сказку. Нет, я думал, такое только в кино показывают. В жизни так не бывает. Золоченая мебель, мягкие кресла, в которых теряется вес собственного тела, огромная кровать в соседней комнате и тут же шикарная ванна с гидромассажем. Эх, красота-то какая! Осмотрел я свой номер еще раз и с улыбкой вышел в коридор, в
котором на полу лежала красная ковровая дорожка. Я как из лифта на нее ступил, первым делом разуться захотелось. Но мужчина с нашими чемоданами спокойно попер по нему прямо в ботинках. Значит, мне тоже можно. Рядом хлопнула дверь в соседнем номере, в котором поселили Женьку. Он тоже был вполне доволен своим жильем. Даже приосанился от важности. Плечи раздвинул. Ну а что? Ему сегодня стюардессу выгуливать? Она теперь на сутки здесь, в Нью-Йорке, после рейса останется. Чего улыбку до ушей натянул? Немного завидуя ему, спросил я. Пошли, вначале дела все решить нужно. Это да, вздохнул тот. Ну пошли, коли так. Чего встал столбом? И он первым двинулся к лифту. Вот только когда мы спустились в просторный холл, там никого не оказалось. Наши провожатые исчезли, испарились, не сказав нам ни слова. Вначале мы испугались и тут же принялись расспрашивать людей. Ну, может, кто что видел. Но все оказалось намного прозаичнее. Они оставили нас отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. Мол, долгий перелет и все такое. Откуда же им было знать, что мы не настолько впечатлительные, а время еще день, и многое можно успеть. Знать бы, с чего начать, нам и провожатые не нужны бы были. Но мы и понятия не имеем, даже то, на какой улице сейчас находимся. Так что хочешь не хочешь, а придется дожидаться своих напарников. Они обещали вернуться через 2 часа. Надеюсь, не опоздают, ведь с артефактом шутки плохи. Вдруг его в этот самый момент уже активировали, и вот-вот начнется что-нибудь ужасное. Ну, сказано, сделано. Ждать решили в ресторане. Может, в самолете и кормили, вот только аппетит богатырский требует дозаправки. Ну сколько нам той еды тогда принесли? На один зубок? Даже прожевать не успели, а уже все закончилось. К тому же и невкусно. А здесь ресторан. Плохое место так называть не станут. В итоге я снова оказался прав. Наши напарники нашли нас именно здесь, когда на столе перед Джекой красовалась небольшая кучка из долларов, а он в один укус отправлял себе в рот вот уже 7-й гамбургер. Началось все как обычно, безобидно и просто. Женька заказал себе это чудо из булочек и котлеты, а когда ему принесли его, то засмеялся в голос. «Да это мне на один укус!» Показал он пальцем на довольно немаленьких размеров гамбургер. «И если ты съешь его за один укус, я заплачу тебе 20, сказал мужчина за соседним столом без какой-либо задней мысли. Жеке повторять не нужно. Он подхватил с тарелки пышные булочки с зажатыми между ними котлетой и овощами и буквально в одно движение втолкнул это себе в рот. Через какое-то время смог прожевать и невинными глазами посмотрел на официанта. Мужик с большими от удивления глазами достал $20 и положил на стол перед Женькой. «Давай неси еще штук 5. Не останавливался на достигнутом мой товарищ и бросил очередной вызов. Вот только на этот раз отреагировал человек за другим столиком. Как потом выяснилось, у них тут это целый вид спорта. Уплетать еду в больших количествах и за строго отведенное время. А призом победителю, как правило, становятся большие деньжища. Эх, нас с нашим богатырским аппетитом и на пару месяцев бы сюда. Проехаться по стороне и поучаствовать в соревнованиях. Мы бы столько заработали. Ух! В общем, в настоящий момент Женек уплетал вторую 5 гамбургеров, но на этот раз условие задачи было такое, чтобы все они исчезали за один укус. Похоже, Женька создал новый вид соревнований в этом виде спорта. «А вы времени даром не теряли», — с уважением сказал Фредди, рассматривая $170 на столе перед Женькой. «Твой друг не промах. Думаю, мы сработаемся». «Господа», — выдохнул Стипман, оторвав трубку телефона от уха, — «у нас проблемы. Кто-то только что напал на наше управление и все там разнес. К счастью, время обеденное, и в помещении было пусто, поэтому никто не пострадал. Но были украдены документы по нашему общему делу.
Придется начинать с самого начала. Мне очень жаль. Интерлюдия 1. Сол. Ненавижу богатырей и супергероев. Все такие положительные вечно, будто их всю жизнь только кашей и конфетами кормили. Местные суперы от наших почти не отличаются, только что любят на камеры белыми зубами сверкать. А в остальном такие же сладкие. Периодически я вывожу из строя наиболее опасных для меня. Ах, какое я получал наслаждение, когда эти наивные велись на все мои разговоры. Вспомнить хотя бы Грету. Такая прелестная и такая наивная. Стоило рассказать ей, какая она умница и вообще студентка, комсомолка и просто красавица. Как она тут же глазками захлопала, уши развесила и понеслось. Рабочие обеды и перекусы вместе, написание программных кодов и взлом систем вместе, прогулки по парку вместе. В общем, друзья, не разлей вода. Как же она радовалась, как ребенок, когда я принес ей ее любимое миндальное печенье, которое якобы сам испек специально для нее. Прямо special for you. Вот только не знала она, что в печеньках тех ингредиент был особый – зелье Черномора. Эх, хороший был дядька, грамотный. Он его сам создал, чтобы девицам головы пудрить. Это в сказках только рассказывают, что он их на силу по небу утаскивал. А на самом деле сами они с ним шли. Под действием зелья, конечно, но сами. А главный плюс этого зелья в том, что он не только внушить позволяет, что угодно. Находясь под действием этого зелья, человек не помнит, что он делал. Зелье действует недолго, правда, пару дней всего. Но так мне больше и не надо было. В общем, наелась она этого печенья вдоволь. Я-то есть, естественно, не стал. Сказал, что у меня аллергия на миндаль. Она такая счастливая была, мол, какой я хороший друг, несмотря на аллергию, сам испек печенье. Говорю ж, дурочка наивная. Ну а дальше все пошло как по маслу. Она на меня смотрела, как на Бога, делала все, что я ей говорил. Систему нашей конторы она взломала в 2 секунды, продала сразу же после того, как я себе копию сделал. Конечно, на такой товар покупатели в очереди стояли. Я тогда столько денег заработал, даже страшно сказать. Я в жизни столько денег не видел налом. У меня аж голова закружилась. Ну а когда действие зелья закончилось, она и не помнила ничего, и даже под гипнозом ничего рассказать не смогла. Черномор был гением, он все предусмотрел. Жаль только, что погиб так нелепо, и не успел мне побольше этого зелья продать. Это же надо было додуматься у богатыря невесту тиснуть. Во дурак! Нет, я все понимаю. Она красоты была, конечно, редкой, но мозги должны не только в сторону к магии работать. Короче, поплатился он за это головой, в которой те самые мозги и были. В итоге Грету вычислили быстро, упекли далеко, а я избавился от возможной помехи моим планам на будущее. Или этот вот, Азазель. Я когда впервые с ним столкнулся, он мне сразу не понравился. Не люблю я честных людей. Но виду я не подал. Постарался к нему в доверие втереться, что, в общем-то, не составило особого труда. Честные люди, они как дети, ей-богу, верят всему. Я когда узнал, что он к тому же еще и демон, ржал до икоты. 5 раз под стол сползал от смеха. Где это видано? Честный демон. Да такого в принципе быть не должно. А оказывается, у Вселенной тоже есть чувство юмора. Нет, они, конечно, не сразу такими стали. Азазель, когда мы сидели с ним долгими вечерами с пивом, рассказывал, что изначально они были именно такими, какими мы их себе и представляем. Коварными, злобными, агрессивными. Они, обладая способностью путешествовать по разным мирам, ходили повсюду и соблазняли обитателей этих миров на всякие пакости и преступления. Нет, меня никто не соблазнял. Я таким уже родился. Ну так вот. А потом они забрели в один мир, где обитали высшие существа. Там-то они и прокололись. Как говорит хозяйка Медной горы, Веселина тоже, кстати, прикольная тетка.
Чудили мы с ней как-то вместе после 2 бочонков сидра яблочного. Ох, мы тогда с Уральскими горами такого наворотили. До сих пор никто расхлебать не может. Но это уже отдельная история. Так вот, как говорит Веселина, не вышел у них каменный цветок. Высшие существа на то и высшие, чтобы их так просто на гоп-стоп не развести. Промыли они мозги тем демонам, которые по глупости своей в их мир приперлись. Внушили, что надо жить по честности и справедливости, и отпустили с миром. И вот, вернулись они к себе домой, все такие правильные и перевоспитанные, и давай добро направо и налево сеять, да своим собратьям мозги перестраивать. В итоге, за 2 столетия от тех демонов, что мы знали, не осталось и следа. Более того, они пошли по какому-то пути просветления и стали эволюционировать, улучшая свои физические параметры. Поэтому навешать лапши на уши честному демону мне, как профессионалу в этом деле, не составило труда. Я медленно и методично рассказывал ему, как несправедлив наш мир, какие плохие люди управляют государствами, и нашим в том числе. Что они, создавая неправильные законы, обкрадывают честных людей, а нечестные все богатеют и богатеют. В общем, повелся наш Азазель, как дитя на леденец. А после того, как я подделал данные в нашей базе и показал их ему, тут-то он с катушек и слетел. Вот поэтому так легко преступники и манипулируют честными людьми. Только вот зачастую забывают, что гнев этот, если они осознают, что их обманули, может накрыть лавиной и этих самых преступников. Однако вот в этот раз гнев пошел туда, куда мне нужно. Когда Азазель пришел ко мне за советом, предварительно рассказав мне, что собирается сделать, у меня аж в забу дыхание сперло. Я ожидал всего, что угодно, но только не такого поворота событий. У меня на него другие планы были, но и так неплохо. Я, конечно, прикинулся валенком и стал отговаривать его, говоря, что его накажут, поймают и в тюрьму упекут. Или в бетон закатают, зная о его способностях. Это только высокопоставленные граждане и банкиры могут миллионами воровать, и им за это ничего не будет. А таких, как он, быстро прижучат. Потом стал на жалость давить, мол, если узнают, что я знал и не предупредил, меня тоже накажут. Хотя я бы, конечно, отбрехался. И здесь я сильно рисковал. А вдруг он поведется и передумает? Но нет. Справедливый гнев честного человека, он как лом, прямой и беспощадный. В общем, стал он у меня совета спрашивать, как лучше с содержимым банка поступить. Я хотел было себе все загрести, а потом подумал, что не дай бог с этими деньгами попадусь. Все, мне хана. Ну и рассказал ему про еще одного такого же, который богатых грабил и бедным все раздавал. Там, конечно, тоже не все так просто было. Бывал я там, присутствовал, так сказать, понятым, но это тоже отдельная история. Что-то у меня историй много накопилось. Может, книгу написать по этому поводу? Точно. Вот как с волшебством покончу, сразу сяду за написание мемуаров в промежутках между своими грязными делишками. Так вот, он куда-то пропал на пару дней, а потом заявился с идиотской улыбкой на лице и сказал, что нашел, куда содержимое хранилища пристроить. Все, дальше как в кино. Прошел сквозь стены и вместе с хранилищем пропал. Осталось на месте огромного сейфа Нацбанка только дырка от бублика. И ведь дурачок вернулся, чтобы потом всем рассказать, какой он подвиг совершил. Вот что значит честный и добрый человек, а я совсем не такой. Как по мне, так нет ничего лучше, чем отобрать у ребенка конфету. Вот люблю я это дело. Особенно тот момент, когда они после этого ныть начинают. Такие смешные, думают, наверное, что на меня их слезы подействуют. Взрослые, конечно, реагируют, но я старательно убеждаю их в том, что это моя конфета, часто даже фантик в кармане для этого ношу.
А все дело в том, что мало кто верит в такую наглость. Весь мир уже убедили в неприкосновенности детей. Вот только мне пофигу, я же сильнее. Но вот эти богатыри, с ними почему-то такой номер не проходит. Детишкам они верят гораздо больше. Сейчас я уже давно взрослый, и планы мои совсем другие. Вот только для начала нужно от волшебства избавиться. Уж очень сильно мешает. Не выходит при нем дела свои злодейские до конца довести. Но этот вопрос решаемый. А понял я это совершенно случайно. Как-то раз, в очередной обыкновенный день, мне на глаза попалась газетная статья. Знаете, такое бывает, когда передвигаешься в метро, а у тебя телефон сел. И вот стою я, глазами вокруг шарю и натыкаюсь на небольшую колонку в газете с громким названием «Значит, волшебство существует?» Вроде ничего особенного. Такие вещи очень часто мелькают, то в сети, то в прессе, но меня потянуло прочесть. Ученому Дериелу Крафту удалось совершить невозможное. Более 100 лет все известные лингвисты бились над тайной, которая зашифрована в древнем папирусе. Все дело в том, что язык, на котором она была написана, нигде ранее не встречался. А то, что известно человечеству о письменности, никак не помогало ученым. Однако Дериел Крафт смог подобрать ключ и расшифровал надпись. По мнению ученых мира, это самая первая сказка, которую решили записать. Но Крафт уверен, что там записан именно ритуал, способный уничтожить все волшебство в нашем мире. Следовательно, они есть магия, волшебство и сказочные герои. В ученом сообществе смеются над словами профессора Дериела Крафта и называют его сумасшедшим. На этом статья заканчивалась. Можно сказать, это было нелепое, никому не интересное событие. Ну и что? Какой-то профессор снова съехал с катушек. Да и кто вообще верит во всю эту чушь про магию и предсказателей? Я верю. Больше того, я о них прекрасно осведомлен и видел собственными глазами. Это они виноваты в том, что мне пришлось покинуть родину, бросить родительский дом и уехать на чужбину. Ненавижу богатырей и супергероев. Вот только теперь я знаю, что мне с вами делать. Я просто обязан достать эту рукопись, узнать о том, что же в ней написано, и вот тогда прощайте, придурки. Не будет больше ни силушки богатырской, ни живой воды, ни мертвой. А там я с вами разберусь, по-взрослому, без всякого вашего глупого волшебства. 21 век на дворе. Технологии такие, что вашей магии и не снились. Когда эта электричка доедет до нужной мне станции. Домой бежал так, словно за мной стая собак бежит, а я их боялся больше всего на свете. Забежав в квартиру, тут же упал за компьютер и начал искать нужную мне информацию. Ну, конечно же, служба волшебной безопасности надежно ее спрятала, ведь речь идет именно об их тайне. Вот только от меня такие данные не спрятать. Я слишком долго живу, чтобы не уметь искать. В несколько кликов я вошел в систему и принялся шарить в папках. Так, какого числа была та газета? Задумчиво пробормотал я. Хотя зачем мне это? Сейчас проверим то, что говорит о Дериеле Крафте интернет. А говорилось в сети следующее. Открытие сделано буквально неделю тому назад, после чего ученого закрыли в психушку от греха подальше. Всю информацию изъяли, а рукопись спрятали в запасники Египетского музея в Каире. Там таких миллионы, и попробуй теперь найди. Последняя информация мне досталась от базы данных СВБ. Вот так вот, значит. Задумчиво потер я ладони. Все, пришло мое время. В голове
почти сразу начал зреть план. Во-первых, мне нужны помощники, потому как я вообще не должен нигде фигурировать. Во-вторых, в одно лицо хранилище музея не обокрасть. Вот только не знаю, а есть ли смысл? Может быть, лучше обратиться сразу напрямую к переводчику? Да, мысль здравая, нужно с этого и начинать. А уже затем разберемся, что и как. Вдруг это вообще чья-то шутка? Я встал из-за компьютера и принялся ходить по квартире, судорожно бегая глазами по полкам и шкафам. Судя по информации, доктор находится почти рядом, так что много вещей не нужно. Я схватил спортивную сумку и затолкал в нее сменную одежду на пару дней, затем кинул щетку, пасту и полотенце. Паспорт и деньги в карман ветровки, туда же несколько поддельных удостоверений, еще раз осмотрелся и решил позвонить начальству. Глаза уставились в потухший экран телефона. Блин, ну как так-то? Я даже пританцовывать начал, но делать нечего. Пришлось ставить на зарядку. Чтобы время пролетело быстрее, решил для начала все же поужинать. Бросил сумку в прихожей и вышел в соседний бар. Это была самая обыкновенная районная бильярдная. Здесь тусовались мужики из соседних многоквартирных домов. Всегда работал телевизор, всегда свежее пиво и довольно приличные сэндвичи. Я заказал себе 2 и бокал пива. «Как дела?» — поинтересовался Пит, хозяин заведения. «Работа, дом», — криво усмехнулся я. «Все как обычно, Пит. Начальник полная задница и придурок. Снова заставил работать в пятницу, сверхурочно». «Это хотя бы оплатят?» — с пониманием спросил тот, протирая стойку, которая всегда отполирована до блеска. «Да какое там?» — отмахнулся я. «Прибавят к отпуску, как обычно». «Ха-ха-ха!» — расхохотался Пит. «В таком случае возьми его лет за 5 перед пенсией, как раз подоспеет». «Ты чертовски прав, Пит!» Отсалютовал я ему кружкой пива и отошел за соседний столик. Это наша обычная беседа. Фразы повторяются из года в год, изо дня в день, меняясь только в контексте, но не по смыслу. В глазах Пита это просто вежливость, не более того, а мне с ним неинтересно. Сейчас появятся его настоящие друзья, с которыми он весь вечер станет обсуждать машины и тёлок. Если бы только он знал, насколько шире мир, в котором он живет. Хотя такие, как Пит или его друзья, никогда не поверят в магию и чудеса, даже если они станут твориться прямо у них под носом. Но обсудить, кто кому наваляет, Гепард или Стипман, это запросто. Мое настроение было приподнятым. Впереди 2 выходных, которые я, пожалуй, продлю неделькой отпуска. Этого времени вполне хватит на подготовку, а затем можно и на работу вернуться. Чувствую, мне могут понадобиться знания, данные и много всего прочего. О да, работать в стане врага – это самое интересное в моей жизни. Они и понятия не имеют о том, кто я такой на самом деле, зато я знаю о них все. И вот, наконец мне все это пригодилось. Я дождался того самого момента, ради которого терплю начальство и работаю целыми днями. Но больше всего я буду ждать тот день, когда приду на работу, а сказки больше нет. Ха-ха-ха. Представляю, какие у них будут рожи. Работы у меня тогда, правда, тоже не будет, но она мне уже и не нужна. Денег у меня, как у Тузика Блох. Я теперь сам работодателем стать могу. Я даже улыбнулся сам себе от этих мыслей. Стало внутри тепло, а настроение поднялось еще выше. Из бара я вышел, напевая себе под нос какую-то легкую мелодию. Телефон успел набрать заряд до 42%. Этого более чем достаточно. Остальное в поезде зарядится. Еще раз проверил кошелек и документы и вышел из квартиры уже на ходу, набирая номер начальника. «Алло, я планирую съездить на рыбалку с друзьями. Мне необходим отпуск», — бросил я в трубку. «Но это крайне не вовремя»,
ответил руководитель. «Давай поговорим об этом в понедельник». «Мне жаль, но я уже взял билеты и оплатил путевку», — ответил я. «Можете оформить отпуск без содержания, сэр». «Черт, в конце концов, ты это заслужил, парень», — наконец сдался босс. «Давай, отдохни там за всех нас и привези мне поющую рыбу». Шеф захохотал удачной, на его взгляд, шутки, я пробормотал нечто невнятное и отключился. «Каков придурок!» — тихо произнес я и передразнил своего начальника, картавя язык. «Привези мне гвалясью рыбу!» Тьфу! Затем я пошел в сторону станции метро. У меня сегодня крайне удачный день. Вдруг получится стянуть чей-нибудь кошелек. Хотя с этим точно проблем не будет. Вопрос в том, окажутся ли в нем наличные. А вот заодно и проверим. В такое время суток, а особенно в пятницу, очень многие стараются выбраться из дома. Кто-то собрался в кино с детьми, кто-то посидеть в уютной обстановке в кафе или даже ресторане. В 5 звезд, конечно, на метро не ездят, но есть очень много мест, где тоже подают приличную еду. Как я и полагал, на станции было столпотворение. Хотя с тем, что происходит в час пик, конечно, не сравнить. Но вот в воскресенье вечером такого уже не увидеть. Люди скорее проведут время за телеком или в точно таком же баре, как на первом этаже моего дома. В передней части вагона обнималась молодежь, всем своим видом доказывая, что живет в свободной стране. Они громко разговаривали и постоянно смеялись. Эти, по всей вероятности, едут на вечеринку, и я на 90% уверен, что денег там ни копейки. А вот справа от меня стоял мужчина с букетом цветов и через каждые 2 минуты трогал карман своей куртки. Судя по всему, он собирается сделать предложение. Вид испуганный, но счастливый. Наверняка знает, что ответ будет положительным. Вот только беспокоится по поводу ритуала. Одежда более или менее приличная. Должность не меньше управляющего торговым залом или офис-менеджер. Едет на метро, чтобы немного сэкономить, но кольцо, скорее всего, купил хорошее. Баксов 400 за такое в любой лавке дадут. Куртку-лопух держит на локтевом сгибе, а руки заняты. Одна сжимает букет, другая поручень. Отличная цель. Я запнулся о чью-то ногу и удачно повис на руке с курткой этого неудачника. Мои пальцы скользнули в карман куртки, открыли коробку, а мизинец быстро оделся в кольцо с бриллиантом. На все ушло не больше секунды. Но чья-то девушка сегодня будет очень сильно расстроена. «Ой, простите, пожалуйста», — начал было извиняться я. «Ничего, я не пострадал», — улыбнулся в ответ парень. «С вами все в порядке, сэр? Я сегодня такой неуклюжий», — вежливо ответил я. «Все окей? Простите еще раз». Я встал чуть подальше и скинул кольцо себе в карман. Парень еще раз тронул свой в куртке, которая так и продолжала висеть на руке, и улыбнулся пустой коробочке, которую там нащупал. А мое настроение стало еще лучше, когда я представил себе и его рожу. Вот будет весело, если он припадет на одно колено и протянет к лицу своей возлюбленной пустую упаковку. Ха-ха-ха. С билетами проблем не было, так что примерно через час я уже мчался в поезде на встречу с переводчиком. Кошелек потяжелел на 300 баксов, которые я смог выдавить из жадного скупщика в лавке недалеко от вокзала. Но поездку на поезде я окупил, и неплохо. Возможно, полоса везения у меня не закончилась, но рисковать я больше не стал, хотя дальний путь всегда окупается игрой в карты или чем-то подобным. Здесь, конечно, с этими развлечениями тяжеловато, проще в выходной встать на улице с наперстками, но мне это не очень нравится. Там крыша, проблемы с полицией и все такое. Всегда нужен кто-то, кто отгонит от шулера недовольного лоха. А это значит, что нужно делиться. Нет уж, испытывать удачу на мелочах не стоит. Особенно, когда задумал такое глобальное дело.
Лучше приберечь эту капризную леди до особого случая. Поезд прибыл на место в такую рань, что я не знал, чем себя занять. На завтрак и кофе ушло не больше часа, а до приема посетителей в психиатрической лечебнице оставалось еще 3 часа. Я отправился гулять по провинциальному городку. Многие прохожие кивали друг другу и махали руками, выкрикивая приветственные слова. Люди уже спешили на работу, особенно те, кто начинает ее с 7 утра. Это, как правило, фермеры и те, кто у них трудоустроен. Вскоре улицы стали наполняться. Прибыл еще один поезд, и жизнь вокруг закипела и заиграла своими красками. Из булочной доносился приятный запах свежей выпечки, мимо сновали местные с бумажными стаканчиками кофе. Кто-то жевал на ходу, кто-то делал это сидя на лавке в сквере. Я был из последних. Осень потихонечку вступила в свои права. Хорошо, что здесь она наступает в самом конце ноября, а то и середины декабря. Хотя по ощущениям все больше напоминает нашу, раннюю. Скорее, здешняя зима больше походит на нашу позднюю осень, когда природа замирает, останавливается и даже появляются небольшие заморозки. Мне порой не хватает сугробов по колено и мороза по утрам, когда щеки горят, а воздух становится чистым и свежим. Ну все, хватит сидеть, пора начинать действовать. Я направился в клинику, где уже вот-вот будут объявлены часы посещения. В лавке, где я заложил кольцо, приобрел недорогой диктофон, а с собой у меня всегда имеется несколько удостоверений. Одно из них мне сегодня очень пригодится. Добрый день. Поздоровался я с медсестрой на стойке регистратуры, и я бы хотел увидеть некоего Дэриэла Крафта. Кем вы ему приходитесь? Тут же последовал ожидаемый вопрос. Я из журнала. Выложил я на стол удостоверение. Мы пишем о разных паранормальных штуках, и мое руководство решило, что его история обязана появиться на страницах. Вы уже 5-й на этой неделе, улыбнулась медсестра. Сейчас я заполню необходимые бумаги. Подождите вон там, на скамейке. Внешность у меня подходящая, подозрений не вызывает, да и запомнить не всякий сможет. Единственное, что меня всегда выдает, это небрежная прическа, но в ней тоже есть свои плюсы. Привлекая к себе внимание, она отводит глаза от всего остального. Мало тех, кто после встречи со мной сможет описать внешность. Через некоторое время меня проводили на задний дворик и усадили на садовую лавку рядом с пожилым мужчиной. Его я узнал сразу, так как он несколько раз попадался на фотографиях, пока я изучал о нем информацию. «Доброе утро, мистер Дэриэл!» — поприветствовал его я. «Мое имя Маркус, и я представляю журнал «Чудеса рядом». Я бы хотел задать вам несколько вопросов касаемо работы над древним свитком». «О, и вы из этих!» — осуждающе посмотрел на меня тот. «Вы же ни за что мне не поверите. Да и кто вообще поверит какому-то психу?» «Мистер Дэриэл, если бы вы знали, с какими делами приходится работать», — с усмешкой произнес я. «Если я начну вам их рассказывать, мы, скорее всего, уже к вечеру поменяемся местами». «Но я говорю правду». Строго уставился на меня он. То, что я узнал, перевернуло многие из моих взглядов. Я стал видеть мир совершенно иначе. Вы знаете, кто сдал меня в психушку? В интернете об этом пишут всякое. Пожал я плечами. В интернете нет и доли правды. Так же, как и в любой вашей газетенке, засмеялся тот. Вы удивитесь, но сюда меня упрятал никто иной, как паучиха Белая Леди. Да-да, я знал, что вы будете смеяться. Разве я смеюсь? Удивленно спросил я. Дело в том, что нам часто приходится работать с делами о супергероях. Кому-то это действительно покажется глупым. Но мы-то с вами знаем, что есть правда. Не так ли, мистер Дэриэл? Так вы имеете отношение к ведомству?
Прищурив один глаз, еще более внимательно присмотрелся ко мне тот. «Ну а где, вы думаете, издается наш журнал?» Задал я наводящий вопрос. «Они имеют право знать об опасности. Разве вы так не считаете?» «О, именно так я и думаю». «Господин...» Видимо, в пылу эмоций он позабыл мое имя. «Маркус», — напомнил я ему. «Ах да, простите», — смутился тот. «Слушайте внимательно, сэр, а лучше всего записывайте». «Одну секунду, я включу запись», — прервал я его, положил между нами диктофон и достал блокнот для полноты ощущений. «Если вы не против, я бы в конце сделал несколько фото». «Сколько угодно», — согласился он. «Главное, донесите предупреждение. Итак, речь идет об очень странном ритуале, который может уничтожить все волшебство в мире. Такое ощущение, что его записывал ребенок, поэтому многие ученые не могут перевести тот текст. В нем слишком много ошибок, чтобы воспользоваться обычным ключом к переводу. Так о чем же говорится в том свитке?» С интересом спросил я, хотя скорее даже с азартом, потому как блеск моих глаз передался собеседнику, и он затараторил, сбиваясь с одного на другое. «Там все очень связано с силой природы. Огонь, вода, ветер и земля». Дэрил принялся загибать пальцы. Многие слова замещены рисунками, будто человек, писавший это, не знал, как пишется то или иное слово. В общем, это выглядит так. 3 водами омытые, 3 ветрами осушенные, вспыхнут в 3 огнях живых, 3 континента различных. Что все это значит? Не понял я. И уже хотел было нападать этому психу или послать его куда подальше. Неужели я проделал весь путь зря, и ничего на самом деле нет? Это значит, что тот, кто совершит данный ритуал, убьет магию. С горящими глазами произнес ученый. Вы просто не видели сам рисунок под текстом. Именно он все объясняет. Вы сами поймете, когда увидите. И главное условие — проводить его нужно в самую долгую ночь. Может быть, было что-то еще? Немного разочарованно поинтересовался я. О да, была совсем странная приписка, почесал макушку ученый. Я не совсем понял, о чем она. Континенты должна посетить волшебная сила или войти в них. Какая-то тарабарщина. Да, похоже на то, согласился я. А не подскажете, есть ли какие-то бумаги или фотографии этого свитка? Что вы? Замахал руками тот. Они были сразу же изъяты службой безопасности. Кроме оригинала, который спрятан среди миллиона ему подобных папирусов, больше ничего не осталось. Хотя могу полагать, что в музее имеется копия или фотография. Ну, с этим я разберусь, пробормотал я и понял, что только что прокололся. Но дед уже дал мне все, что я хотел знать. Чего уставился, старый? Я больше не видел смысла скрываться. Скоро сказочки конец, а кто слушал, тот дурак. Я не смог удержаться и расхохотался. Объяснять ему тоже ничего не стал. Много чести. Пока старик сидел и хлопал глазами, я быстро поднялся и покинул территорию клиники. Уже уходя, за спиной я услышал, как профессор поднял истерику и просил меня задержать, потому как я шпион и злодей, желающий убить магию. Такое поведение в психиатрической лечебнице? Ха-ха-ха. Да он теперь на уколах будет месяц жить. Если не больше. А мне предстояло работать дальше. Пора браться за дело всерьез. Нужно ограбить этот музей. Но для этого необходимы сообщники и, кажется, пришло время одному из них платить по счетам. Глава 5. Как в кино. Внезапно окна ресторана брызнули осколками во все стороны. Женька ойкнул и посмотрел на свое плечо, где появилась тонкая красная полоска, из которой пошла кровь. Посетители начали кричать и падать на пол. Только мы вчетвером остались стоять на ногах,
а если точнее, то уже действовали. Фредди важной походкой попер к окнам, словно танк. Пули не причиняли ему никакого вреда, что меня, впрочем, не удивляло. Я помнил, что его кожа прочнее стали, хотя выглядит как обычная. Стипману тоже все нипочем. Обычным оружием его не взять. Огонь и другие хитрости нашего измерения ему пофигу. И что является его ахиллесовой пятой, одному богу известно. И как оказалось, Женька тоже успел вступить в бой с супостатами. Герой моего детства сорвал с себя деловой костюм и остался в облегающем костюме черного цвета с фиолетовыми вставками на руках и ногах. За его спиной развивался фиолетовый плащ, на котором была изображена какая-то летящая птица. Я таких у нас не встречал. Похоже на орла, но лапы, как у кошки, и длиннющий клюв, похожий на клинок и такой же крепкий. Даже на плаще он отливал металлом. Как известно из официальных источников, эта птица проживает в том мире, откуда к нам попал сей хлопец. И называется то ли Каркул, то ли Аркал. В общем, не суть важно. Край его плаща слегка коснулся пола, и только он хотел рвануть вперед, как Женька нечаянно наступил своей лапой на этот самый краешек. Несмотря на то, что с виду ткань была довольно крепкой, раздался треск, и Стипман упал, точнее почти. Его реакция тоже была на высоком уровне, и он успел зависнуть в сантиметре от пола. Зло посмотрев на моего друга, он вырвал свой плащ из-под его ноги и вылетел в окно. Оттуда сразу начали доноситься звуки ударов и вскрики. «Знай наших!» Погрозил я кулаком в ту сторону, где секунду назад вылетел наружу Стипман и схватил стол, стоявший рядом со мной. Одним ударом об пол я сломал ему сразу все 4 ножки и метнул оставшуюся столешницу в окно. Та вылетела наружу и смела с ног сразу 3 стрелков. Мы такой прием в школе проходили. На уроке по ратному делу. Дядька Родогор учил нас таким образом щит метать. Но в моем случае это оказалась столешница. Жека сметал бандитов стульями, и получалось это у него не хуже, чем у Стипмана. Вот только показалась голова супостата из-за машины. Автомат метнулся в сторону ресторана, как тут же стул встретился с его лицом, отбрасывая того 2 метра от автомобиля. Фредди достал сигару. Стипман схватил одну машину, поднял ее над головой и метнул ее в сторону стрелявших. Та грохнулась об асфальт и со скрежетом и визгом заскользила вперед. Бандиты бросились на утек, но сделали это по прямой. Прыгни они чуть в сторону, глядишь, спаслись бы. А так, скользящая по дорожному покрытию машина нагнала их и пригвоздила к стене здания, лишив возможности двигаться. Жека уже повыбрасывал все стулья на улицу и шарил глазами по практически опустевшему помещению ресторана в поисках снаряда. Не придумав ничего лучше, он схватил статую, стоящую рядом с окном, и метнул ее, будто копье. В боевом задоре он даже не заметил управляющего рестораном, который вцепился в статую с криком «Нет, только не эту!» и полетел вместе с ней в грудь супостата. Я прицелился очередной столешницей и бросил ее с разворота, чтобы придать больше энергии на вылете. Та умчалась в цель, но в это самое время мимо пролетел Стипман. Снаряд, выпущенный с удвоенной силой и помноженный на богатырскую, умчался в цель вместе с моим кумиром. «Все-таки хорошо, что он неуязвимый», — подумал я. Фредди трансформировал указательный и средний пальцы в стальные лезвия и, как ножницами, срезал ими кончик сигары и вставил ее себе в зубы. Затем достал зажигалку, откинул крышку и чиркнул колесиком, выбивая сноп искр. Пламя зажглось с легким хлопком, а в это время на тротуар рухнул последний поверженный бандит. Наступила тишина, и где-то вдалеке послышался вой полицейских сирен. «Мать твою задница, Кэм! Мне все больше и больше начинают нравиться эти парни», — сказал Фредди и выпустил клубок дыма. «Сваливать надо, пока копы не нагрянули», — ответил Стипман. «Нужно одного бандита с собой прихватить», — посоветовал я профессионалам. «Нет, ну а вдруг они просто не подумали об этом или забыли? В такой кутерьме неудивительно, я и сам вначале растерялся». «За какой задницей тебе это нужно?»
спросил Фредди. Ну как? А допросить? Удивился я. Узнать, на кого он работает. Он гений, указал в мою сторону сигарой тот. Чертов гений, мать твою. А он всегда так и разговаривает? Спросил я Стипмана, который невесть откуда достал новый деловой костюм и принялся напяливать его поверх трикотажного. «Нет, нет, Иван, в основном он молчит», — ответил тот, завязывая галстук. «Он ворчун, но очень хороший парень». «Ну, вы чего там застряли?» — крикнул с улицы Женька, закинув по бандиту на каждое плечо. «Да брось ты одного, зачем нам столько?» — махнул я ему рукой. «Пригодятся», — упрямо ответил тот. «Я бы еще вон того прихватил, но не знаю, чем его поднять. Я возьму». Проявил инициативу Фредди и выпрыгнул на улицу. Мы шли в какое-то тайное логово. Оно принадлежало гепарду, и о нем никто ничего не знал. Жека так и продолжал нести на плечах двоих пленников, а Фред волочил за собой по тротуару третьего, держа того за одну ногу. При этом всем он еще попыхивал сигарой. Место, в которое мы пришли, оказалось каким-то старым автосервисом. Под потолком болтались две талии, в углу покоился Форд Мустанг из 70-х годов, посередине помещения висела груша, перемотанная серебристым скотчем. Неподалеку стоял стол, на котором сразу же уселся Фредди. Пленникам замотали руки и подвесили на талии. Затем долго думали, куда приспособить третьего. Идею преподнес Женька. «Давайте его к груше привяжем», — с радостным видом выдал он. Все тут же поддержали его идею и начали прилаживать бандита к неудобному спортивному снаряду. Все шло хорошо, до тех пор, пока мы его придерживали. Но стоило отпустить, как он тут же сползал на пол, освободившись от груши за спиной. В итоге решили действовать классическим методом и прикрутили его к стулу. Я отошел в сторонку и посмотрел на то, что получилось. Два хулигана висели на крюках, едва касаясь ногами пола, а посередине начал барахтаться пленник, привязанный к стулу. Ничего так вышло. Красиво. Я даже телефон достал и сфотографировал на память. Нужно, кстати, с парнями заселфиться. А то эти ребята в школе ни за что не поверят, с кем нам довелось поработать. Тем временем пленник на стуле пришел в себя и начал ругаться с гепардом, который приступил к допросу. «Да пошел ты, Фред, я ничего тебе не скажу!» Принялся выкрикивать он. «Можешь засунуть свои вопросы сам, знаешь куда». «Я лучше задам их твоей маме», — нагло заявил тот и встал со стола. «Через 10 минут ты будешь у меня петь, как соловей». С этими словами он превратил указательный палец в лезвие и приблизился к бандиту. «Не трогайте его, я все сам расскажу». Вдруг подал голос человек, висящий слева. «Заткнись, придурок!» — закричал на него тот, что справа. «Он убьет нас, если мы что-нибудь скажем». «Так, погодите, мужики!» Остановил я этот гул голосов, который уже начинал перерастать в ток-шоу. «Давайте по очереди. Ты будешь говорить?» Указал я пальцем на того, что висел справа. Он отрицательно помотал головой и сделал гордый вид. Один короткий удар в челюсть отправил его в глубокий нокаут, а я перевел взгляд на того, что висит слева. Тот коротко закивал, выражая тем самым согласие на разговор. Бандит, что сидел привязанный к стулу, испуганным взглядом посмотрел на выключенного товарища, затем перевел его на меня и тоже закивал головой в знак согласия. «Ну вот, теперь давай ты первый». Ткнул я пальцем на того, что слева. «На кого ты работаешь?» «Его зовут Сол, и ты никогда его не найдешь», — ответил пленник. «Я никогда о нем не слышал», — посмотрел на меня Стипман. «Что еще ты можешь о нем рассказать?» «Это уже пленнику?» «О, он очень опасный», — ответил тот. «Никто и никогда его не видел. Он раздает свои приказы по телефону». «А что же вы его тогда так боитесь?» — пожал я плечами. «Может, он вообще шипздик какой? Ему в лоб дай, он и развалится». «Один мой знакомый попробовал его послать», — охотно начал рассказывать бандит. «В итоге через 2 дня его нашли за городом. Он ничего не помнил и не понимал. Теперь пускает слюни в психиатрической лечебнице». «Серьезный тип», — согласился я с собеседником. «А что он просил сделать вас?»
Он позвонил нашему боссу и сказал, что нужно убрать 2 русских в одном ресторане, ответил тот, что привязан к стулу. Эх, лучше бы вы улицы свои убрали, махнул я рукой. Больше толку будет. Ты говоришь мне это потому, что я черный? Тут же оскорбился тот. Ты что, совсем дурак? Удивился я. Какой ты черный? Ты хоть в зеркало посмотри. А ты не суди о человеке по внешнему виду. Понес он еще большую чушь, видимо, специально нарываясь на грубость. Я вырос на улице, мать твою. Я поднял его за шкирку и вынес на улицу. Прямо вместе со стулом. Затем поставил его на проезжую часть, где в мою сторону уже начали раздаваться гудки клаксонов и матерные выкрики. «Ты мою мать не трогай, понял?» — сказал я бандиту прямо в лицо. «Вот теперь посиди здесь и подумай над своим поведением». «Что ты с ним сделал?» — спросил меня Женька, когда я вернулся в гараж. «Там оставил, подумать». Махнул я рукой в сторону выхода. «Ну что, мне все понятно. Нужно искать Соло», — сказал Стипман. «Вот только с чего нам начать? У нас нет абсолютно ничего на этого типа. Я думаю, стоит обратиться в наш офис», — задумчиво ответил Фредди. «Там наверняка мы сможем что-нибудь накопать. Пусть они тоже немного поработают». Мы сразу согласились на это дело, тем более, что нам все равно нужно командировку отметить. Печати там, даты, все дела. Всей компанией мы дружно отправились на выход. «Эй!» — крикнул нам в спину пленный. «Вы так и оставите меня здесь висеть?» «Я вызову копов», — ответил ему Фредди и закрыл за собой дверь. Мой подопечный так и продолжал сидеть привязанный к стулу посреди улицы. Кажется, он уже не обращал на нас ровным счетом никакого внимания. Ему было уже не до нас, он ругался с водителями, которые постоянно сигналили придурку на проезжей части и объезжали его. Офис встретил нас суетой. Все сотрудники были задействованы в уборке после погрома. Бегали туда-сюда, переносили кипы бумаг, поднимали столы и заново подключали компьютеры. Мы вчетвером молча прошли мимо всей этой хаотично бегающей компании и направились к стеклянному офису в конце помещения. «Здравствуй, Маркус», — поприветствовал Фредди человека в кабинете. «Нам нужно отследить все входящие звонки за последнюю неделю, которые были сделаны вот этим 3. Он бросил на стол шефа 3 бумажника. И когда он успел их свистнуть? Маркус посмотрел на них и коротко кивнул. Затем снял трубку с телефона, ткнул в клавишу и дождался ответа. «Передайте Виджилу, что я просил его срочно зайти». Бросил он в динамик и отключил звонок. «Добро пожаловать в Америку, парни!» А это уже предназначалось нам. Маркус вышел из-за стола и по очереди пожал нам руки. Через секунду распахнулась дверь кабинета, и к нам вошел какой-то паренек. Вид такой, будто его только что разбудили, нечесанная голова, из которой в разные стороны торчат клочья волос, а вытянутый вязаный свитер с оленями выдавал в нем программиста. Им он и оказался. Виджил сел за компьютер шефа и принялся с невероятной скоростью терзать клавиатуру, а в его глазах тут же загорелся огонек азарта. Он молча стучал по клавишам, иногда посматривая в документы бандитов. Это продолжалось минут 5, а затем он откинулся в кресле Маркуса и закинул руки за голову. «Готово», — произнес он. «Я взломал базы мобильных операторов и отфильтровал все входящие звонки по датам и времени, затем по операторам и длительности разговора. Потом переместил все это в удобную таблицу, которую написал только что за пару минут. И вот что получается». «Что?» Мы все даже приблизились на пару шагов к столу с компьютером. «Вот здесь». Виджил развернул к нам монитор. «Видите, вот эти звонки? Они были произведены с разных операторов, и все в одно и то же время. Мало того, даже длительность у них совпадает секунда в секунду». «Кажется, мы напали на след», — произнес шеф. «Откуда исходили эти звонки?» «Номер скрыт», — с озабоченным видом ответил Виджил. «Мне нужно больше времени, чтобы выяснить это». «Действуй», — отдал приказ Маркус, а программист взял документы бандитов и вышел из кабинета. «Через пару часов мы будем знать больше», — задумчиво произнес шеф. «А нам бы еще командировку отметить.
Подал я голос в образовавшейся тишине. Маркус тут же схватил трубку и вызвал кого-то еще. Через мгновение наши бумаги забрала симпатичная девушка и упорхала с ними в неизвестном направлении. Но пообещала, что все необходимое сделают и вернут нам в день отъезда. Снова стало скучно. Заняться нечем, необходимость ждать пару часов, чтобы получить хоть какие-то данные от Виджела, нагнетала обстановку еще больше. Хотя я, честно говоря, немного сомневался в его гениальности, о чем не забыл поделиться с Женькой. Тот сразу же со мной согласился и вообще назвал все происходящее странным. Однако, что это за загадочный Сол, которого никто не видел, но все как один боятся? Пока вырисовывается такая картина. Есть некий суперзлодей, преступный кукловод, и его все слушаются. Он организовал целую серию ограблений с участием людей, обладающих суперсилой. А ведь точно, мы ничего не знаем об остальных грабежах. Может быть, исходя из них, мы сможем составить некую картину происходящего? Ну или хотя бы сможем попытаться просчитать следующее место преступления? Я тут же поделился своими размышлениями с Маркусом. «Да, парень, ты действительно чертов гений», — ответил тот. «Пойдемте за мной. Я покажу вам все материалы нашего расследования». Мы вышли из стеклянного кабинета, немного прошли по коридору и вошли в просторную залу для конференций. Здесь во главе стола находилась большая школьная доска, на которой магнитами были прикреплены фотографии и политическая карта мира. На ней имелись другие отметки, нанесенные красным маркером, и какие-то приписки на английском языке. Жаль, что волшебных очков нам не выдали. Вот здесь началась вся серия краж. Ткнул Маркус в Ватикан. Отсюда украли священный Грааль. Затем было совершено нападение на музей Каира, из которого украли древний папирус с каким-то ритуалом. Ваше ведомство значится третьим в списке. Пока ничего не понятно. Пожал я плечами. Ну, папирус и наш артефакт я еще могу как-то увязать. Но для чего им понадобился Грааль? Что он вообще делает? И что за ритуал был изображен на папирусе? «У нас есть фотография этого документа», — ответил за своего шефа Стипман. «Но, увы, никто по сей день так и не смог перевести то, что там написано». Он указал пальцем на фото, о котором только что говорил. Я подошел ближе и принялся внимательно его рассматривать. «Действительно, ничего не понятно», — согласился я. «А что делает Грааль?» «Мне казалось, что это известный факт», — произнес Стипман. «Он дает вечную жизнь, нужно только найти источник. Из него можно черпать воду только Граалем. Если это сделать чем-то другим, то сразу же умрешь. Тогда все становится еще более запутанным». Окончательно сник я. Он указал пальцем на фото, о котором только что говорил. Я подошел ближе и принялся внимательно его рассматривать. Вдруг раздался телефонный звонок, мы вздрогнули от неожиданности, а Маркус снял трубку. «Да, я слушаю». Бросил он в нее. «Когда это произошло?» «Я понял. Спасибо». Мы все с нетерпением ожидали, что же за новость принес этот вызов. Маркус положил трубку и с задумчивым видом подошел к карте, затем взял в руки маркер и обвел город Афины в Греции. «Только что отсюда был украден трезубец Посейдона», — наконец произнес он. «Ну, теперь хоть что-то становится более или менее понятным», — сказал я. «Трезубец знает все о воде во всем мире. Значит, Сол ищет источник, чтобы обрести вечную жизнь. Только теперь здесь никак не вяжется древний текст и артефакт из нашего хранилища». «Скорее всего, это не все детали головоломки», — подал голос Фредди. «Мы явно не видим чего-то еще. Когда произошла кража?» «Примерно 2 часа назад», — ответил Маркус. «Именно в этот момент на нас было совершено нападение в ресторане», — задумчиво произнес Жека. «Мне одному кажется, что это как-то связано между собой». «Нет, черт возьми, я думаю точно так же», — согласился с Женькой Фредди. «Нас отвлекли специально и отправили по ложному следу. Этот Сол
Точно такой же чертов гений, как и ты, Иван. Вот только я пока ничего не понимаю. Помотал я головой. Будем надеяться, Виджил сможет отыскать хоть что-то. Глава 6. Хаос. Долго что-то хакер ваш копается, выдал Жека. Может сходить посмотреть, как у него там дела? Пожалуй, не самая худшая идея на сегодня. Согласился с ним Стипман. На нижнем этаже мы обнаружили нашего программиста, который трудился, не покладая рук. На 2 экрана была развернута карта, а Виджил с матами и азартными криками рубился в доту. Вот так мы работаем. С укором в голосе спросил Женька. Мир в опасности, того и гляди, начнется апокалипсис, а ему хоть бы хны. Ты меня не оговаривай. Тут же свернулся экран Виджил и показал нам какое-то окно, по которому бегали цифры и шел отсчет времени, периодически поднимая строки. У меня все под контролем. Сейчас программа работает, а я отдыхаю. Ну и будто специально для нас, в этот момент в помещении начал мигать свет, а затем и вообще погас. Компьютеры запищали источниками бесперебойного питания, а Виджил заметался по серверной, но ничего с этим поделать не мог. Мониторы стали один за другим выключаться. «Кто-то очень не хочет, чтобы его нашли», — с умным видом выдал Фредди. «Это и так было понятно с самого начала», — капризным голосом сказал Виджил. «Блин, 98% уже было. Теперь все с самого начала делать». «Нет, друзья, так мы его будем неделю вычислять», — обрезал я бесполезный спор. «Нужно что-то предпринять. Вопрос в том, с чего начать», — заметил Стипман. «У нас совершенно ничего нет». И тут нам стало не до разговоров. С улицы начал доноситься непонятный шум, он нарастал с каждой секундой, земля задрожала, а предметы, стоявшие на полках и столе, посыпались на пол. К сожалению, серверная располагалась в здании так, что в ней не было ни единого окна, и понять, что же там такое происходит, не представлялось возможным. Мы выбежали в просторное помещение офиса и сразу же бросились к окну. Вокруг нашего здания столпилось большое количество людей, и все они указывали пальцем в нашу сторону. За окном, которое располагалось на 2-м этаже, мимо наших удивленных лиц поднималась линия дорожного покрытия. «Мы что, под землю уходим?» Обалдевшим взглядом посмотрел я на своих товарищей. «Такое вообще нормально?» «А я жрать хочу», — внезапно для всех выдал Женька, а мы все уставились на него не менее обалдевшими взглядами. «Со вчерашнего дня поесть нормально не получается. То стреляют, то вот это все». Рядом с нами с криками пронеслась куча людей и помчалась в сторону лестницы, ведущей на крышу. Ну а что? Внезапно я тоже почувствовал сосущую пустоту в желудке. Все равно делать нечего, а на сытый живот и думается лучше. «А с этими что делать?» — кивнул за спину набегающих в панике людей Стипман. «Да пусть себе развлекаются», — пожал плечами Женька. «Может, спасем кого-нибудь для разнообразия?» Выдвинул идею Фредди. «Ну так, мимоходом». «Можно», — пожал плечами тот. «Но после обязательно покушаем». Жека сорвался с места и начал накидывать себе на шею и плечи бегающих по офису людей. Я решил от него не отставать. В итоге мы оба, облепленные визжащими телами, выбежали на крышу и скинули их с себя. По ходу дела мы даже вошли в азарт и пару раз возвращались обратно, бегая по офису и хватая всех, до кого успевали дотянуться. Стипман с Гепардом выбрали для себя другой способ. Фредди пробил достаточно хорошую дыру в потолке, а Кэмерон подхватывал пробегающих в панике мимо него людей и зашвыривал их на крышу прямо через проделанный лаз. И так нам понравилась эта затея, что мы встали в паровоз и принялись просто перекидывать спасаемых, будто кирпичи из бортового грузовика. Мы с Женькой отлавливали их и бросали в руки Кэму. Тот подкидывал их в дыру на потолке, а Фред принимал их уже на крыше. Управились быстро,
да на силу сами успели ноги унести. И вот, когда мы выскочили на улицу, можно сказать, в самый последний момент, здание почти полностью погрузилось под землю. Стала понятна причина этого явления. Почти все строение было обвито толстыми живыми корнями, именно они и тянули его за собой. А это уже что-то новенькое. Вдруг раздалось едва слышимое «мяу», и мы увидели, как на самом краю пытался выпутать заднюю лапку котенок. Корень уже крепко зацепился за пушистое существо, и своими силами ему точно было не справиться. Женька тут же проявил смекалку, снял с себя кроссовок и прицельно бросил его в котенка. Мяу прозвучало уже несколько иначе, а Мохнатого просто смело с опасного места. Тем не менее, его жизни больше ничего не угрожало. Мы дружно проводили взглядом Женькину обувь, которую тут же оплели десятки побегов и утянули вслед за офисом супергероев. «Хороший план, чтоб избавиться от дерьмовой обуви», — заметил Фредди и выудил очередную сигару. «Да ты что? Отличные кроссовки!» — возмутился Жека. «У нас под Иркутском шьют». Фредди чуть не подавился дымом от этих слов. «Пошли, друг мой, я покажу тебе, что значит хорошая обувь», — усмехнулся тот. «Нет, вначале мы будем кушать», — покачал головой богатырь. «А обучаться мы всегда успеем». Но все снова пошло не совсем по плану. Откуда-то сверху, прямо с крыши стоящего рядом дома, перед нами приземлилась фигура, одетая в похожий костюм, что и у Стипмана, только без плаща и бело-желтой расцветки. Несмотря на то, что лицо этого человека было прикрыто маской, плотно облегающей костюм, ясно давало понять, это точно не мужчина. «Баба, что ли?» – удивился Женька. «Бабы, Жека, на базаре семечками торгуют, а это женщина». Первое, что она сделала, выпустила из руки какую-то нить, которая тут же окутала Женьку. Девица в костюме резко дернула за нее, и... ничего не произошло. Женька как стоял, так и остался стоять на месте. Слегка напрягся, разорвал путы, которые спеленали его по рукам, а затем ухватился за эту самую нить и резко рванул к себе. Дама в белом, в отличие от моего товарища, на ногах удержаться не смогла и полетела носом в асфальт. Но вместо того, чтобы пропахать тротуар, она быстро сгруппировалась и приняла позу упор лежа. Затем оттолкнулась и взмыла вверх, раскручивая тело вокруг своей оси. Стип и Фредди смотрели на происходящее большими от удивления глазами, а я уже спешил на помощь другу. Пока сия особа в костюме раскручивалась в воздухе, словно юла, я выгадал момент и в прыжке двумя руками сделал откидку, как будто она мяч волейбольный. Но не бить же мне женщину в самом деле, пусть и агрессивную. Мало ли чего у нее случилось. Может, ее муж недолюбил, вот она и кидается на всех. Ей, в общем-то, и этой откидки хватило за глаза. Супергероиня умчалась в соседнее здание, пробив окно. Изнутри раздался грохот и матерная брань. Ругалась она, между прочим, совсем не по-женски. «Это же паучиха белая леди», — удивленно произнес Фредди. «Какого черта она делает?» «Кажется, нападает на нас», — ответил Женька. «Может быть, она что-то перепутала и думает, что это мы виноваты в разрушении вашего офиса». Как следует обсудить происходящее, мы не успели, потому как из разбитого окна вылетели две нити и приклеились к зданию напротив. А спустя мгновение, держась за них, из проема выскочила леди-паук. Она взмыла вверх и, держась одной рукой за паутину, начала вести прицельную стрельбу по нам из другой руки. Небольшие липкие субстанции тут же заклеили лицо мне и Женьке. Досталось даже Фредди, который повалил меня на асфальт. Паучиха тут же приклеила меня к тротуару множеством нитей и бросилась в атаку на Фредди. Здесь ей, конечно, повезло меньше, потому как тот уже сменил пальцы на острейшее лезвие
и просто перерезал паутину в одно движение. Женька не без труда освободил свое лицо и принялся помогать мне, а Стипман уже взмыл в воздух и всячески мешал белой леди атаковать гепарда. Наконец, мы смогли совместить наши усилия, и дело сразу пошло лучше. Освободив меня, Женька рванул к Фредди, схватил его и запустил во взбесившуюся девицу словно копье. Стипман как раз ухитрился пнуть того ногой, и гепард с Леди-паук встретились в воздухе, чтобы в следующее мгновение вместе рухнуть на газон. Я подхватил липкие путы, которыми секунду назад был прикован к тротуару, и бросился разнимать клубок из дерущихся супергероев, пока гепарду ногтями не исцарапали все лицо. Через мгновение хулиганку спеленали не хуже гусенички и стянули с нее маску. «Белла, что ты творишь?» — спросил ее Фредди, но та продолжала молчать, упрямо пытаясь освободиться. «Да что с тобой не так? Ты что, грибами отравилась или белины объелась?» Девица ухитрилась извернуться и срезала с себя паутину от торчащей лезвия Фредди, а затем бросилась на утек. Через пару секунд она уже выглядела силуэтом на фоне заходящего солнца, который уходил все дальше и дальше, прыгая от здания к зданию. «Что это с ней?» — в очередной раз повторил свой вопрос Фредди, сидя на газоне и занимаясь очередной сигарой. «Почему она напала на нас? Мы же за хороших». «Есть у меня одно подозрение на этот счет», — почесал я макушку. «Похоже, что этот загадочный Сол добрался до вашей подруги и переманил ее на свою сторону. Вполне возможно, что он оговорил вас, и теперь Белла думает, что вы не на той стороне играете». «Блин, мы пожрем сегодня или где?» Женька от голода начал становиться мрачным и злым. «Щей хочу и пирогов с грибами». «Я не знаю, о чем это ты говоришь, мой друг, но здесь недалеко есть отличное место», — сказал Стипман, опять надевая невесть откуда взявшийся деловой костюм. «Где ты их берешь столько?» Не выдержал я и спросил его про новенькую одежду. «Я всегда с собой несколько штук беру», — улыбнулся тот. «Люблю хорошо выглядеть. В мой портфель как раз 4 штуки входит». «А с виду и не скажешь», — удивился я. «Вроде и небольшой, а 4 костюма вмещает. Однако...» «Вакуумная усадка», — поднял палец вверх тот и показал сжатый пакет с очередным костюмом. Мы сидели в довольно приятном месте и непонимающим взглядом рассматривали меню. К сожалению, волшебные наушники не переводили написанное, а понять, что означает то или иное блюдо на неизвестном языке, было тяжело. Выручил Кэм. «Может, вы желаете сибаса?» — спросил он. «Да ты что?» — выпучил глаза Женька. «Это где такое видано, чтобы я от хорошей драки бежал?» «В смысле?» Теперь уже Стипман смотрел на Женьку округлившимися глазами. «При чем здесь рыба?» «Какая рыба?» — переспросил тот, а я уже понял, что это сложности перевода, и начал немного похрюкивать от смеха. «Ну, сибас, рыба, здесь его прекрасно готовят», — объяснился Стип. А мой друг густо покраснел. «Ой, прости», — сказал он, — «я подумал, что ты о другом». И тут от смеха упал Фредди, видимо, поняв реакцию моего друга. Похоже, Фредди был знаком с русским крепким словцом, потому как Стип все еще хлопал глазами с непониманием. Готовили здесь действительно неплохо, но Фредди периодически воротил нос то от приправ, то от соуса. Жека уплетал рыбу за обе щеки, только уши ходуном ходили. Притом поедал он уже 3-ю порцию. Я практически от него не отставал, но разнообразил свои тарелки мясными блюдами. «Эх, разве это прекрасно приготовленная рыба?» Очистив 5-ю тарелку, произнес мой товарищ. «Приезжайте к нам в деревню, я вам таких карасей в сметане натушу. Язык проглотить можно. Помню, когда меня в Москву провожали, мы целый казан таких слопали,
Еще вторую партию на угли потом поставили. Во! Поднял он большой палец вверх. А я по щам скучаю, сказал я. Ты как упомянул там про них и пироги с грибами, так теперь из головы не идут. Я обязательно приеду к вам в гости на эти самые караси, согласился Стип. Очень уж вкусно вы о них рассказываете. И щи тоже хочу попробовать. Очень много слышал об этом блюде, но вот не довелось. Эх, ты много потерял, дружище. Хлопнул я Стипана по спине. У меня мама до сих пор их в печи готовит, да на говядине. А вообще, здесь прилично. С любопытством осмотрелся Женька, наконец решив, что сие заведение достойно его внимания. Пожалуй, приглашу сюда Аленку. Какую Аленку? Теперь пришла моя очередь удивляться. Как так какую? Возмутился тот. Стюардессу. У нас сегодня свидание, если ты помнишь. Так откуда же мне знать, что ее Аленой звать? Пожал я плечами. Ты же конспиратор, не говоришь ничего, не рассказываешь. Разве? Почесал макушку тот и улыбнулся. Ну вот, сейчас говорю. А я бы не советовал проводить свидание здесь. Недовольно заявил Фредди. Лучше посетите место на углу 25-й и 8-й. А чего там? Заинтересовался Жека. Более приличное место, заметил Фредди. Да и готовят там не в пример лучше. Хорошо, согласился богатырь. Воспользуюсь твоим советом. Меня больше беспокоит то, что случилось с нами у офиса, задумчивым видом произнес Стипман. Как этому Солу удалось настроить Беллу против нас? Честно говоря, меня тоже волнует этот вопрос, черт возьми, сказал Фредди. Получается, что теперь мы не можем никому доверять. Эх, доберусь я до этого гада. Погрозил кулаком Женька, будто гад находился прямо здесь, неподалеку. Ох, и наваляю я ему. Да, думаю, стоит надрать ему задницу. Поддержал его Фредди. Вот только мы до сих пор не знаем, с чего нам начать. Может быть, нам самим посетить телефонные компании, чтобы выяснить, откуда исходили те звонки? Подал я очередную идею. Я уже говорил, что ты чертов гений. Задал риторический вопрос Фредди и тут же сам на него ответил. Это лучшая идея за весь сегодняшний день, мать ее задница. А кто-то мне кроссовки новые обещал. Напомнил Жека о том, что до сих пор босс на одну ногу. Если Фред сказал, значит так и будет, строго произнес тот. Пошли, здесь недалеко. Ходить по торговому центру с двумя очень известными супергероями оказалось тем еще испытанием. Каждый встречный считал своим долгом пожать им руку и выказать свое почтение. Молодежь просила автограф и обязательно сфотографироваться вместе. В итоге поход за кроссовками вместо пары минут занял 2 часа. Затем Женька долго выкобенивался, то ему цвет не тот, то фасон бабский, то подошва недостаточно мягкая. Наверное, половину магазина пришлось примерить, пока он, наконец, прекратил свои капризы и с довольной рожей рассматривал новенькую обувь на своих ногах. Однако все равно высказал свое мнение об иркутской обувной фабрике, мол, наша-то лучше. Вырвавшись из торгового центра, под радостные возгласы фанатов, мы быстро поймали такси и отправились в рейд по офисам связи. Документы бандитов, как и распечатка входящих звонков на их телефоны, были похоронены вместе со зданием, которое ушло под землю. Теперь нам на пальцах приходилось объяснять менеджерам компаний то, что нам необходимо. Само собой, что они тут же начали бросать такие фразы, как «не положено» или «какие личные данные». Но наше обаяние сыграло свою роль. В одном из таких офисов старшей оказалась женщина. Если бы не Женька, мы бы ни за что в жизни не уговорили ее. А этот ловелас буквально за несколько фраз смягчил сердце строгой барышни, и спустя 15 минут переговоров она уже души в нем не чаяла. Именно здесь нам удалось получить первую нить. Оказывается, звонок,
который был произведен от этого оператора, исходил из центрального штаба супергероев. Вот здесь нам пришлось крепко призадуматься. Настолько, что даже друг на друга с подозрением посматривать стали. Вооружившись этими знаниями, мы продолжили посещение компаний связи и практически уже не удивились, когда оказалось, что и все остальные звонки совершались из того же места. Теперь стало понятно, для чего погрузили под землю целый дом, почему там устраивали обыск и отключили электричество в самый последний момент. Враг находился рядом. Он знал, он наблюдал, он присутствовал при расследовании. Но кто это мог быть, мы все равно не знали. «Я уверен, что это Маркус, мать его!» Зло сказал Фредди и выпустил свои лезвия. «Это точно он!» «Ну откуда ты знаешь?» Не согласился Стип. «У нас нет никаких доказательств». «Тогда почему он выскочил из здания самый первый?» Привел свой довод Фред. «Откуда он знал, что оно уйдет под землю? И куда он делся после?» «Все равно мы не можем знать этого наверняка», — покачал головой Стипман. «Он мог просто испугаться». «А то, что Маркус с Беллой друзья и постоянно вместе отмечают все праздники, это что, не аргумент?» Фредди, кажется, побеждал в доводах. Мы с Женькой сидели неподалеку и поворачивали голову то на одного, то на другого. «Знаешь, возможно, ты прав», — вдруг согласился с ним Стипман. «Но где теперь их искать? Мы все равно не знаем, где они и почему это делают». «Зато мы знаем, кто они», — сказал я, и оба наших напарника повернули головы ко мне. «Мы можем обыскать их дома. Возможно, там будет какая-нибудь подсказка». «Чертов гений!» — хлопнул ладонью по столу Фредди. «Кэм, он чертов гений, мать твою!» «Вы, конечно, как хотите», — подал голос Женька, «а у меня свидание через час». «Будь осторожнее», — наставил я друга, «хотя я бы на твоем месте отказался от него». «Ага, сейчас, бегу и падаю», — с сарказмом в голосе ответил тот. «Если у вас никого нет, то не нужно завидовать». «Может, мы с тобой пойдем?» — предложил Фредди. «Мешать не будем. Просто сам должен понимать, сейчас опасно расходиться». «А погнали!» — растянул в улыбке губы Женька. «Поди не каждый день она со Стипманом и Гепардом ужинает». Глава 7. Свидание. В общем, получилось так. Из кафе мы пошли в ресторан. Ну, чтобы поесть нормально. Червячка-то мы уже заморили. Жека напрочь забыл обо всем, когда она вошла. Это я про Алену. Нет, девка симпатичная, не спорю. Но уж больно тощая. Сейчас она выглядела иначе, чем в униформе. Но это и понятно. Не в ней же на свидание идти. Волосы распущенные и каскадом падают на плечи, слегка прикрывая их. Юбка как валанчик для игры в бадминтон. Чуть ниже колена, поверх этого платьишка легкий осенний плащ. На улице сейчас мороз не сильный, но градуса 3 точно есть. От этого щеки у девушки стали розовые, и она действительно сейчас походила на Аленку, как персонажа. Все-таки наши девчонки самые красивые. Вот заокеанские, они вроде тоже миленькие попадаются, но чуть присмотреться, лица будто топором вытесаны. Хотя плотник, надо признать, был неплох. Наши не такие. У нас лица кругленькие, глазастые. Жека превратился из деревенского лопуха в галантного кавалера. Подвинул стул, отбил поклон, при этом нечаянно зацепил шедшего мимо официанта. У того в раз ноги подкосило, поднос полетел было на пол, но Женек успел подхватить его. Хорошо не чай нес, иначе всех бы кипятком обдал. Аленка прыснула от смеха и тоже изобразила нечто похожее на реверанс и приземлилась на стул. «А где Фредди?» — спросил Женька, увидев только меня и Стипа. «Отошел», — ответил я как можно проще, чтобы не упоминать о туалете на первом свидании друга. «Понятно», — кивнул тот.
Вот, Аленка, знакомься, друзья мои. Это вот Ванька. Ты его уже видела, мы с ним вместе летели. Это Кэмерон, он с Типманом работает. Еще Фредди есть, но я тебе его потом покажу». «Очень приятно», — вежливо ответила она, а в глазах появилось сомнение по поводу умственного здоровья богатыря. «Ну еще бы! Не каждый день тебе такое говорят. Так, мол, и так, мы дружим с супергероями, и они настоящие. А в Штатах все сделали иначе. Здесь не стали скрывать своих богатырей, а сделали их национальными героями. Вот только подняли информацию на такой уровень, что все как один думают. Сказки все, так не бывает. Нас-то засекретили, будь здоров. Хотя какое там, вон, про Илью Иваныча весь мир тоже знает. Но в одном я согласен с нашими. Ни к чему нам такая слава. Она только работать мешает. Ну какая вот, к примеру, битва, когда тебя толпа фанатов окружает? Вот за нами весь день какой-то парень таскается, весь камерами обвешан с головы до ног. Так вот, он блогер у Фредди. Хотя он, конечно, на него не работает, просто решил он посвятить себя тому, что ведет передачу на канале в интернете о жизни гепарда. А потом мы будем удивляться все вчетвером, откуда это враги все про нас знают. Эх, деревня. Долго все до меня доходит. «А кто-нибудь видел парнишку-блогера?» — спросил я. Мы втроем переглянулись. Фредди не было уже довольно давно, а вместе с ним пропал и паренек. Нужно, кстати, узнать его имя, а то как-то нехорошо получается. «Я пойду проверю». С задумчивым видом встал с места Стип. «Жека, будь здесь. Я решил тоже сходить. Нехорошо нам разделяться». «Мальчики, это шутка какая-то?» — напряглась Алена. «Совсем не смешно, когда три здоровенных мужика чего-то вдруг опасаются». Мы оставили Женьку самого разбираться с невестой и пошли в сторону туалета. Было очень странно видеть его пустым. По дороге он нам не встретился, блогера тоже нигде не видно. Так его еще и в туалете не оказалось. Вот теперь мы очень сильно напряглись. «Что будем делать?» — тихо спросил меня Стип. «Искать пойдем?» — пожал я плечами. Фредди без шума не взять, а я даже шороха лишнего не слышал. «Тоже факт». Немного расслабился тот. Мы вышли из-за кутка. На нас уже смотрел Женька, и едва мы взглянули в его сторону, получили от него вопросительный кивок головы. Ну а мы чего? Руки в стороны развели и плечами пожали. Богатырь за столом сразу подпрыгнул и хотел было рвануть к нам. Алена уже начала по-настоящему переживать и сделала попытку распрощаться со странным знакомым, но он ее удержал. Мало того, он даже тянул ее в нашу сторону. «Чего он там?» — тут же спросил Женька, когда поравнялся с нами. «Правда, что ли, пропал?» «Да не разводи ты панику, Жек», — ответил я. «Вон девчонку уже всю перепугал. Ален, ты не волнуйся, это он от свидания с тобой такой нервный». «Да мне уже любопытно даже, что вы дальше-то отчебучите?» Озорным голосом ответила она. Я присмотрелся к ней и действительно увидел ту самую искорку в глазах. Она уже поглядывала за угол, намереваясь начать вести наблюдение. Но нам она до сих пор еще не доверяла, потому как не знала, правда ли то, что сейчас происходит. Однако мы приосанились и начали уже всерьез заниматься поисками друга. При входе в зону кухни скучал человек, который был призван не пускать туда посторонних. Видимо, за все время существования ресторана еще ни одному посетителю не взбрело в голову совать сюда свой нос. А кого надо, сами пригласят. Потому вел он себя вполне спокойно, пока наши широкие фигуры не предстали перед ним во всей красе. И вот сейчас этот парень вышел перед нами и вытянул вперед руку, будто репетировал все это время. «Молодые люди, туда нельзя», — строго произнес он. «Да мы одним глазком посмотрим и уйдем», — вежливо попросил его Жека. «Мы мешать не будем, честное слово». «Это закрытая зона». Парень оказался непреклонен. «Вход только для персонала». Жека аккуратно поднял его и переставил за наши спины. Затем
точно так же вежливо отряхнула ему костюм от невидимой пыли. «Мы все же заглянем, не возражаешь?» С улыбкой на лице произнес богатырь. «Меня же могут уволить», — привел тот свой последний аргумент. «А вот это вряд ли». Подключился Стипман и сунул парню 50 баксов в нагрудный карман. Тот сразу засиял, махнул рукой и сделал вид, что отвернулся. Мы прошли по узкому коридору, и перед нами открылся вид на кухню ресторана. Зрелище там, надо сказать, имело место быть. Прямо на месте шеф-повара стоял Фредди и, используя указательный палец лезвия, занимался шинкованием овощей. И так ловко у него это получалось. Он стругал их, как профессиональная шинковка. На выходе получались абсолютно одинаковые по размеру куски. Как только с помидором было покончено, он попросил еще 2, и какой-то паренек в белом колпаке ему их кинул. Гепард, используя лезвие на другой руке, ловко насадил оба помидора на них, затем, сняв один прямо на доску, продолжил свое занятие. Вид его при этом был такой довольный, словно это дело всей его жизни. «Эй, Фред!» — окликнул его Стипман. «Ты что здесь делаешь?» «Кэм, мать твою, кто вас сюда пустил?» Попытался тот напустить на себя грозный вид, но в поварском фартуке, колпаке и лезвием в помидорах это выглядело комично. «Ты что, все-таки купил себе этот гребаный ресторан?» Продолжил удивляться Стип. «Фред, ты меня пугаешь?» «Какого черта? Что не так, Кэм?» Пустился в защиту себя тот. «Мне нравится готовить, и у меня это отлично выходит». «Так вот, почему ты нос от еды воротишь в других местах?» Продолжил сыпать вопросами Стипман. «А вот предупредить никак? Сам знаешь, какая сейчас обстановка. И пропал». «Эй, со мной полный порядок». Развел он руки в стороны и превратил все пальцы в лезвие. «А теперь брысь отсюда. Весь сюрприз испортили». В это время Алене удалось протиснуться между нами, потому как 3 немаленьких мужика, столпившихся на входе, препятствие серьезное. «Фига себе!» — подала она голос на жест Фредди с лезвиями. «Он что, в натуре настоящий?» «А ты думала?» — усмехнулся Жека. «Мы, ребята, серьезные». «Ну все, налюбовались?» — бросил Фредди. «Джимми, мать твою, я уволю твою ленивую задницу. Почему посторонние на кухне?» Тут же появился Джимми и каким-то образом ухитрился прошмыгнуть между нами. Он прямо вырос перед нашими лицами, развел руки в стороны и принялся нас прогонять. «Вы как сюда попали?» — начал возмущаться тот. «Стоило на секунду в туалет отойти. Один момент, мистер Фредди, я сейчас все улажу. На выход, молодые люди, не заставляйте меня вызывать полицию». Ну, мы сразу сделали испуганные лица, чтоб парней вправду не уволили. Поизвинялись даже ради приличия. А на выходе Стип сунул ему в карман еще 20. На что парень улыбнулся и украдкой показал ему большой палец. «Вот так сюрприз!» Аленка сразу стала в доску своя. «А ведь я подозревала, что дыма без огня не бывает. Да и Жека все время про богатырей рассказывает. Я-то вначале подумала, что у вас реконструкция какая. Знаете, как бывает? Когда люди в рыцари переодеваются, даже сражения устраивают. А тут все гораздо круче». Все? Девчонку было не заткнуть. Она щебетала весь вечер, смеялась и рассказывала комичные истории из самолетов. Мы слушали, дружно хохотали, а затем вдруг поняли, что все это время она общалась со всеми исключительно на английском языке, изредка обмениваясь родной речью с Женькой. Я даже присмотрелся к ней еще раз и под другим углом. Умная, образованная, симпатичная и, кажется, безумно влюблена в Жеку. Попроси он ее бросить авиацию, уйдет не задумываясь, и станет щи варить, да за землей ухаживать. Но он не попросит, из вежливости и уважения. Вот только оно так само все решится, стоит лишь домой вернуться. Фредди тоже сегодня удивил, и не раз. Но то, что он решил попробовать себя в роли повара,
это только в плюс, так он еще оказался истинным гурманом. Вначале принесли салат, легкий, овощной, без каких-либо изысков. Примерно через час перед нами начали выставлять всевозможные мясные нарезки, а затем выкатили глиняную кастрюлю, в которой парила солянка. Несколько видов копченого мяса и вяленой колбасы встретились в этом блюде. Аромат от кастрюли исходил бесподобный, и рот тут же наполнился слюной. Очнулись мы тогда, когда смели со стола практически все. И вот что удивительно, я почувствовал прилив богатырской силы. Это ощущение ни с чем не спутать. Оно или есть, или его нет. Видимо, любое блюдо, что с душой приготовлено, силушку эту прибавляет, и неважно, на чужбине ты или у родного стола. Выходит, что скатерть-самобранка являет тебе то, что душа просит, и блюдо не из полуфабрикатов подает. Сам повар присоединился к нам позже, оставив кухню на старшего заместителя. Он упал на диван с довольной физиономией, а в руках держал бутылочку холодного пива. «Должен признать, что ты отлично готовишь», — похвалил его Стипман. «Я знаю, Кэм, мать твою», — согласился тот и отсалютовал ему своим напитком. «На кухне чертов гений я». И мы все дружно захохотали. Нет, не над шуткой Фредди, конечно. Просто настроение было очень легким, добрым и душевным. Плавно разговор перешел в рабочее русло, и Алена включилась в беседу, помогая нам решить логическую загадку. Некоторые вещи пришлось рассказать ей с самого начала, но в целом она быстро въехала в процесс. Сейчас она уже на равных рассуждала о происходящем вокруг и всецело поддерживала идею с обыском жилища Маркуса. Ну а нам что? Раз все хотят продолжить приключения, милости просим. Правда, в одно такси мы уже точно не поместимся. 5 человек, из которых 4 богатыря. Да нам нужно автобус вызывать. И снова страна заморская удивила своим сервисом. Приехал почти автобус. Довольно вместительный минивэн Volkswagen, в котором мы уселись с приличным комфортом, помчал нас по ночному Нью-Йорку. Нет, красивый мегаполис, не спорю, но на закате в осиновой роще, да еще и осенью, виды куда сказочнее. Листья становятся красными от природы, ветви еще усыпаны ими под самый небесный купол, а через них пробивается яркое солнце, которое катится за горизонт. От этого краски делаются ярче, и кажется, будто весь лес охвачен огнем. Ночной город имеет свои краски, не менее яркие, разноцветные, но искусственные, оттого и не столь душевные, хотя это, скорее всего, на любителя. Приезжал как-то к нам в деревню паренек один, друг соседский. Они вместе в офисе работают в городе большом. Так вот он и привез его на лоно природы, нахваливая наши местные красоты, рыбалку, ночной костер и сон в палатке. Вот только друг его остался недоволен. Вначале от мошкары весь извелся, а к вечеру оказалось, что сгорел на солнышке, да так сильно, что к вечеру температура поднялась. На том и закончился отдых. Вызвали такси, да отвезли домой, притом сразу в город, потому как в деревне он напрочь оставаться отказался. Так вот он, товарищ соседский, пока еще нормально себя чувствовал, все городские истории рассказывал, да нахваливал огни и клубы ночные. Но красиво, не спорю. Квартира Маркуса мне не понравилась. Не сказать, что плохо живет, но вот тот факт, что в его берлоге отсутствует женская рука, чувствуется сразу. Видно, что человек живет здесь набегами, а точнее просто ночует, и то не всегда. Ну вот, к примеру, в раковине скопилась грязная посуда. При женщине такое просто невозможно. Хотя и хозяйки бывают разные. На диване лежит плед, притом так, словно из-под него только что отошли до туалета и вот-вот снова собираются им воспользоваться. Но должен признать, откровенного бардака нет. Пыль по углам не катается, да и полы вполне себе чистые. Обыск почти ничего нам не дал.
Но именно, что почти. Нам удалось обнаружить копию пропавшего из Центрального управления дела, что в свою очередь сразу же укрепило подозрение Фредди. «Я знал, мать его!» — довольно произнес тот, потрясая бумагами над головой. «Это точно Маркус. Только он был в курсе всего, что творится». «А ты не хочешь заглянуть в папку?» — спросил его я. «Думаю, нам стоит воспользоваться моментом. К тому же я бы вообще попробовал подождать Маркуса здесь хотя бы ночь. Вдруг вернется или забыл чего». Мы разложили бумаги на столе кухни, которая, собственно, отделялась от гостиной барной стойкой. Женька тут же поставил чайник, похлопал дверцами на шкафах и выставил на стол печенье и конфеты. Документы имели протоколы допросов о нападениях и грабежах. Имелись также материалы о пропаже артефакта из нашего ведомства. Но ничего конкретного там усмотреть не вышло, кроме одной мизерной детали. Здесь, в Нью-Йорке, проживал человек, который утверждал, что смог прочесть древний текст на папирусе. Мало того, здесь также прилагается перевод ритуала, правда, на английском языке. Читать-то мы не умеем, я имею в виду иностранные тексты, но вот послушать очень даже запросто. Попросили прочесть Алену, как лицо незаинтересованное. Хотя это уже тоже как посмотреть. Ритуал позволял овладеть управлением всеми природными стихиями. По сути, человек, его совершивший, может воистину считаться всесильным. В его власти окажутся огонь, вода, земля и воздух, основные составляющие всего мироздания. Для того ему необходимо объединить все стихийные предметы воедино. Ну и само собой, как того и следовало ожидать, все действие не может произойти само по себе. Необходимо, чтобы совпали планетарные траектории и некоторые космические события. Я не особо понимаю во всей этой тарабарщине, но понял одно, что без зимнего солнцестояния здесь не обойтись, а оно должно начаться через неделю. Теперь мы имеем хоть какую-то подсказку. Задумчиво ответил я. Выходит так, что у него есть Грааль и Трезубец, но все это связано с водой. Здесь ты не прав. Немного помолчав, сказал Стип. Управлять водой может только Трезубец, а Грааль отвечает за совсем другое. Он позволяет пить из источника, и не более того. Скорее всего, эти два предмета связаны косвенно. Ты хочешь сказать, что ему нужны еще 3 артефакта? Уловил я ход мыслей. А что у нас управляет землей или, к примеру, воздухом? Ну, таких предметов множество. Хотя... Стип призадумался. Это нужно поискать. Я так сразу тебе ничего не скажу. Хотя есть не предмет, есть существо. А оно может подойти для ритуала, поинтересовался я. Что за существо? Птица Феникс, ответил Кэм. Это та, что жар-птица? Тут же переспросил Жека. Если тебе так удобнее, то да, согласился тот. Сейчас она находится в Индии, а что касаемо остальных предметов, здесь нужно подумать. Мать твою, Кэм, оживился Фредди. А ведь Ваджра, нашего громовержца Тараниса, управляет ветром? Нет, ветром у него управляет колесо, а Ваджра управляет громом и молниями. Ну хорошо, Вань, как ты думаешь, колесо Тараниса подойдет в качестве артефакта для ритуала? Возможно, и подойдет, задумался я. Хотя здесь не могу до конца быть уверен. Может, нашим позвонить? Подал идею Жека. Уж Баба-Яга точно знает о таких вещах. А знаешь что? Позвони, согласился я. А мы пока индийских хранителей предупредим. Работа закипела. Все тут же схватили телефоны и принялись предупреждать возможные хранилища. Заодно не забывали интересоваться про подобные предметы, которые хранятся в других местах. И что это вообще может быть, как выглядит и где хранится. Таранис долго хохотал в трубку Фредди после того, как тот предупредил его о возможной краже колеса.
Оказывается, взять, и уж тем более раскрутить его не сможет никто, как ни пытайся. Не выходит, -1. Зато Яга сказала, что в горах Тибета имеется некий колокольчик, который способен вызывать бурю. «Вот он, мать его!» Внезапно крикнул Фредди, указывая пальцем в окно. Мы вздрогнули от неожиданности, а когда сунулись посмотреть, на кого там указал гепард, то увидели только спину улепетывающего во весь опор Маркуса. Как говорится, только пятки сверкали. Пока мы соображали и толкались плечами в коридоре, пытались поскорее одеться и обуться, тот запрыгнул в машину и был таков. Только Кэм не стал заморачиваться и с разбегу сиганул в погоню через окно, на ходу срывая свой деловой костюм. Интерлюдия 2. Планы. Алло, я набрал нужного мне человека, сидя в поезде. Ну, здравствуй, дорогой мой товарищ. Пришла пора оплатить по счетам. Блин, ты знаешь, я сегодня немного занят. Начал быстро отмазываться собеседник на другом конце. Да мне плевать. С улыбкой и очень вежливо произнес я. А если ты передумал, то я вполне могу дать ход твоему делу. Или ты забыл про тот банк? Вот умеешь ты на самое больное. Вздохнув, ответил тот. Скинь селфи. Мне нравится ход твоих мыслей. Улыбнулся я и сбросил звонок. Затем сделал фото и переслал тому, кому только что звонил. Буквально через мгновение в моем купе материализовался собеседник, и только после этого экран сменил статус сообщения на «Прочитано». Блин, Сол, давай только по-быстрому, ладно? Сразу же начал выдвигать супергерой. Точнее, как герой. Пофигу ему на все то, что творится вокруг, хотя иногда помогает своим участием. Однажды он выставил за ночь банк, да так лихо, что денег теперь ему до конца дней хватит. Причем не только своих, но и внуков. Так вот, следствие почти сразу передали в СВБ, а оно тихонько исчезло из архивов. Пока мой знакомый прятался, о нем просто все забыли. Множество отчетов и запросов идут через мои руки, их несложно подменить, когда знаешь систему изнутри. Вот так у меня иногда появляются люди, которые обязаны чем-либо. Ну, естественно, очень многое зависит от того, что там за происшествие, степень тяжести, время, затраченное на его утерю. Но этот парень задолжал мне по-крупному, и держал я его исключительно для таких вот случаев. А ты меня не торопи. Сделав невинное лицо, сказал я. Будешь свободен, когда я это скажу. Но ты бы хоть построже это как-нибудь сказал, усмехнулся тот. Как-то не очень страшно даже. А смысл мне тебя на понт брать? Пожал я плечами. Ты мне должен, Стив. Ладно, говори, что там у тебя? Согласился он. Мне нужно обчистить несколько мест, ответил я. Эй, Сол, мы не так договаривались. Выставил он свои руки вперед. Речь шла об одной услуге. Поверь мне, после нее ты не захочешь уходить, усмехнулся я. Это мы еще посмотрим, сказал Стив и отвернулся к окну. Ну давай, выкладывай. Ты когда-нибудь в своей жизни слышал что-то о живой воде? Ну да, есть такая содовая. Нет, о другой воде, о той самой из русских сказок. Ну слышал что-то такое. И что, мы будем воду воровать? А знаешь что-то о такой вещице, как Грааль? Но кто же о нем не знает? С его помощью можно заполучить вечную жизнь. Не все так однозначно, друг мой. Везде и всегда есть свои правила. Нельзя вот так просто выпить воды из-под крана и стать бессмертным. Даже из специальной кружки. Нет, ну это я понимаю, вроде не мальчик уже. Так вот, именно этой чашей и делается вся живая вода в этом мире. У них, можно сказать, монополия. И вот ведь идиоты, представляешь? Я не выдержал и хлопнул в ладоши. Они делают это совершенно бесплатно. Я все равно тебя не понимаю, Сол. Серьезно посмотрел на меня Салтатор. Ты позвал меня за тем, чтобы о воде поговорить? Нет, о Граале, улыбнулся я. Нам нужно его украсть.
Ты в своем уме, Сол? Подпрыгнул на сиденье тот. Это давай без меня. После такого я точно никогда не смогу жить спокойно. Плевать, если ты будешь делать это вечно. Вечно бегать и прятаться? Стив, прятаться ты будешь только первые лет 5. Потом все забудут о том, что произошло. Все теряется за ежедневными заботами. Понимаешь? Такие вещи не уходят. Правда? Тогда скажи мне, умник, ты что-нибудь слышал о шапке-невидимке? Ну или, к примеру, меч-кладенец тебе о чем-нибудь говорит? Впервые слышу. Вот именно. А все потому, что их спрятали. Их никто не видит уже очень долгое время. А было время, когда об этих чудесных предметах весь мир говорил. Нет, Стив, люди придумывают миллион разных чудес, чтобы забыть о том, что исчезло. Но если мы завершим с тобой все то, что я задумал, нам больше никогда не придется прятаться. Никто не знает, где Грааль. Попытался привести последний аргумент Салтатор. Ты постоянно забываешь о том, где я работаю. Многозначительно поднял палец вверх я. По-моему, ты переоцениваешь свою должность, Сол. Усмехнулся тот. Нет, Стив, это ты ее недооцениваешь. Усмехнулся я и сделал серьезный вид. У нас неделя на подготовку. Сейчас давай ко мне и быстро выясним, где находится этот кубок. Дальше будем на местности план строить. Как скажешь. Пожал плечами тот и взял меня за руку. В следующее мгновение я повис в пространстве без ориентации, будто в открытый космос попал. А затем мои ноги подкосило, потому как им вдруг понадобилось удерживать на себе вес тела. Ну, хоть не стошнило, несмотря на то, что желудок подпрыгнул хорошо. Хотя это все для слабаков. Крутить солнышко на качелях гораздо эмоциональнее, да и по ощущениям жестче. Особенно в тот момент, когда они делают свой первый оборот. Неуверенно, слегка подвисая в перевернутом состоянии, а затем вниз. Тем не менее, Стив посмотрел на меня удивленно. «Чего?» Несколько раз, глубоко вздохнув, спросил я. «А ты не так прост, Сол», — усмехнулся он. «В первый раз даже я блевал». «Бывает». Пожал плечами я и направился к своему компьютеру. Я развернул приложение, вбил логин и пароль. Главное после себя, потом дату входа удалить. Не нужно, чтобы в офисе вопросы задавали. Тем более, это может связать меня с Граалем. Так, я уже представился Маркусом в клинике. Может, стоит и в базу влезть под его паролем. Я быстро удалил свои данные, которые еще не успел подтвердить, и напечатал те, что принадлежат Маркусу. Вход совершили. Единственное, что может подтвердить мое посещение, это IP домашнего компьютера. Но это не проблема. Его я после тоже уберу. Выйду на работу и проведу чистку реестра. Вот он. Папка так и называется. Грааль. Идиоты. Просто придурки. Ну кто так прячет? Ребенок и то лучше спрячет. Получится потом, как с зоны 51. И будем в авральном режиме папки на инвентарные номера перебивать. И от поклонников отбиваться. Конспираторы хреновые. «Что там?» — спросил вдруг Стив. Видимо, я улыбался, глядя в монитор. «Секунду». Сделал я серьезное лицо. Впредь нужно быть аккуратнее. Не хватало еще самому с собой начать разговаривать. Это просто смешно. Не смог выдержать я. Грааль все это время находился в Ватикане. И сейчас там. Ну и что здесь удивительного? Пожал плечами Стив. Об этом все знают. Ты только что этого не знал. Подковырнул его я. Сам же в поезде спрашивал. Ну, я просто думал, что там подделка. Ну типа, чтобы народ заманивать. Отмазался тот. Да, в этом что-то есть. Согласился я. У вас вся страна такая. Какая? Не понял меня он. Да вот такая. Указал я пальцем в монитор. Всегда во всем правы и все напоказ. Вам не приходило в голову, что некоторым секретам не нужна огласка? Причем здесь я и Ватикан?
Опять не понял Салтатор. Ладно, забей. Ты все равно слишком тупой. Отмахнулся я и посмотрел несколько фотографий артефакта. Будешь обзываться, вообще ничего делать не стану. Выдвинул мне предупреждение тот. Но ты еще заплачь, засмеялся я. Что за люди пошли? Это не скажи, тут не обзывайся. Мне все больше и больше нравилось возвращение к злодеяниям. Настроение поднималось с каждой секундой, а этот дурак так еще и не понял, что он уже мой с потрохами. Ему еще тогда стоило просто вернуть деньги и отсидеть лет 5. Все. Дальше служба в СВБ, хорошая зарплата, слава и все такое. Но нет, он решил уйти от ответственности и теперь принадлежит мне. Ха-ха-ха, каков придурок. Там, правда, и моя заслуга была. Я увидел его трясущегося в коридоре, он даже не думал о побеге и уже собирался сделать правильный выбор. Именно тогда я подсел к нему и принялся обрисовывать самые худшие варианты развития последствий. И он повелся, прыгнул, телепортировался, а потом по телефону слезно умолял меня помочь ему. Ну, я же добрый малый, конечно, помог, но только себе. «Ну чего сидим?» — спросил я. «Поехали. Я хочу еще успеть на ужин в одной чудесной римской кафешке. Ты не представляешь, какую пасту там готовит ее хозяин. Прыжок, и мы уже стоим напротив Колизея. Еще один памятник культуры, тайну которого потеряли в поколениях. Нет, в нем, кстати, нет ничего необычного. Я имею в виду волшебство и все, что с ним связано. Просто его создали примерно 300 лет назад, не забыв при этом приписать ему пару тысячелетий. И все просто забыли, затеряли за мирской суетой это обстоятельство. Пошли, я угощу тебя по-настоящему вкусной едой. Пригласил я за собой Стива. Мы поймали такси и отправились по указанному мной адресу. Здесь расположилось живописное место с видом на Ватикан. А вот эти постройки дошли до нас действительно из глубокой древности. Виды такие, что дух захватывает. Естественно, ракурс тоже делает немало. Завтра перенесешь нас вон туда. Указал я ему пальцем на высокий купол резиденции Папы Римского. Дальше будем думать. А почему именно туда? В том месте вечно народу полно. Начал задавать глупые вопросы тот. Может быть, лучше выбрать местечко, где не так многолюдно? Делай, как говорят, и не спорь. Обрезал я его размышления. Ладно, объясню. Специально для идиотов. Когда вокруг скопление народа, нам будет проще появиться. Даже если кто-то заметит, а это обязательно произойдет, то всегда можно убедить человека в том, что ему это привиделось. Ну не знаю, такая себе затея. Рискованно очень. Пожал он плечами и загадочно покрутил рукой. Вот и не забивай себе голову лишней информацией, отмахнулся я. А после мы замолчали надолго. Солнце начало клониться к закату, и все многообразие древней архитектуры заиграло такими красками, что разговаривать просто расхотелось. К тому же паста была изумительна, как и вино, которое подали вместо десерта. Но моя голова не только получала удовольствие от видов и вкуса. Все это время я работал извилинами. Здесь дело очень серьезное. Это не колечко у ротозея в метро подрезать. В том, что нам необходим еще один участник, я задумался сразу, но убедился в этом только утром, когда мы бродили по каменным мостовым и усердно изображали туристов. Впрочем, последнее получалось достаточно просто. Посмотреть было на что, и многие вещи заставляли задерживать на себе взгляд и вздыхать от полученных впечатлений. Это помогало нам делать фотографии таких мест,
в которых съемка строго запрещена. Однажды мы специально обнаглели и тем самым вызвали негодование службы безопасности. Люди в костюмах и с бейджиками вежливо попросили их удалить, что мы, собственно, выполнили без лишних скандалов, но точку терпения для себя установили. «Нам нужен еще кто-то», — сказал я с задумчивым видом, когда мы вечером сидели все в той же кафешке. Вдвоем нам это хранилище не потянуть. «Да нам всего-то нужно видеть то место, в которое необходимо попасть», — не согласился со мной Стив. «Можно ночью проникнуть в туалет, а из него уже сделать все остальное». «Что ты собрался делать? Остальное ему?» Разозлился я на тупость сообщника. «Ты понимаешь, что такое хранилище находится под круглосуточной охраной? Это тебе не банк, который на ночь покидают почти все. Там тысячи датчиков, камер. Как ты будешь добираться до нужной двери?» «Телепортироваться потихоньку», — ответил прыгун. «Раз, и я в конце коридора. 2, и я уже внизу. 3, и твои ласты завернула охрана. Закончил я за него. Думаешь, там с тобой не справиться? Нет. Нужен еще кто-то. Желательно очень, очень быстрый». «Кажется, я знаю, о ком ты думаешь», — усмехнулся Дэвид. «Но он не согласится, если у тебя на него нет такого же крючка, как на меня. Приведи». Немного подумав, попросил я. Есть у меня подозрение, что я знаю его слабое место. Прыгун кивнул и взял в руки телефон. Несколько раз пиликнули оповещения о доставке сообщений, а через мгновение Стив исчез, уронив стул, на котором только что сидел. Я спокойно допил вино, наслаждаясь вечерним видом на архитектурные произведения искусства, и попросил еще один бокал. Помню, как меня поразил Питер, когда я впервые в него попал. Это восхищало, поражало масштабами, захватывало дух от образов, хотелось увидеть тех зодчих, что смогли создать подобное. С легким хлопком появился Стив, а через мгновение из моей руки ушел бокал вина. Наглый тип, пользуясь своей суперскоростью, просто вырвал его и развалился в кресле слева. «Ты что ли меня видеть хотел?» С кривой улыбкой спросил он, а у меня внутри поднялась буря гнева. Щенок обнаглевший, с трудом сдержал себя в руках. «Тебя, видимо, уважению в школе не учили». Вежливо поинтересовался я. «Не успевали за мной?» Блеснул своим остроумием тот. «Предлагаю один раз». Я специально не обратил никакого внимания на его шутку и поведение в целом. Придет время, и он свое получит. Я оплачиваю твой карточный долг, а ты помогаешь мне попасть в хранилище Ватикана. Откуда ты...» Приподнялся было он, но затем махнул рукой и снова развалился в кресле. Хотя без разницы. Меня вначале все равно нужно поймать. Если считаешь, что лучше бегать от долгов, чем сидеть за карточным столом, пожалуйста». Выставил я руки вперед. Но придет такой день, когда ты решишь ограбить банк, чтобы остановить счетчик. И вот тогда тебя поймают, только это будут агенты СВБ. А уж они точно знают, как работать с подобными тебе. Дальше, скорее всего, зона и наверняка аквариум. Так что продолжай вести себя, как полный придурок. Все твои перспективы, которые я сейчас обрисовал, вопрос времени. «Ты кто такой, мать твою?» Уставился на меня совсем другими глазами Сплай. Именно так он себя называл в свое героическое прошлое, пока не сел за карточный стол. После этого жизнь Супера изменилась. Можно сказать, наизнанку вывернулась. Чем больше он играл, тем больше проигрывал. Игра, она же как наркотик. Стоит один раз выиграть, и все, ты на крючке. Характер и суперспособности сделали из него человека, который не привык проигрывать. Вот только ни одно казино не потерпит, когда игрок, пользуясь своими суперспособностями, заглядывает в карты соседей по столу.
Несколько предупреждений с последующим запретом на игру быстро отучили его от подобных фокусов. Как уже давно известно, удача – девица очень капризная, и пошла черная полоса, которая должна была бы заставить задуматься, но не того, кто привык побеждать. В большинстве случаев это очень хорошее качество, но только не тогда, когда дело касается азартных игр. Итог был предсказуем. Сплая выперли из конторы, но а чего он ожидал? Не раз предупреждали, к психологу ходил, но, увы, недуг оказался крепче. Затем долговая яма, расписки, и вот он уже задолжал очень круглую сумму, а заодно и получил запрет на игру практически за всеми серьезными столами. Я, мать твою, тот, кто может выкупить все твои долги и снова разрешить тебе играть. С усмешкой ответил я. А теперь сядь ровно и веди себя прилично, пока я не передумал и не послал тебя в задницу. Простите, я не подумал. Опустил он глаза и вернул мне мой бокал с вином. В этом и есть ваша основная проблема. Высокомерно ответил я и брезгливо отодвинул вино обратно супергерою. Вы не думаете? А теперь за дело, господа. Я смогу подарить вам вечную жизнь. Замечательный бонус. Потер ладони Сплай. Что делать-то нужно? А вот это я вам сейчас популярно объясню. Улыбнулся я. Стив, будь любезен, перенеси нас в гостиницу. Легкий хлопок, и вот мы уже находимся в моем номере в гостиной. Сплай не смог удержать содержимое желудка после прыжка и умчался в туалет, закрывая рот руками. «Слабак!» – прокомментировал Салтатор. «Ты уверен, что он именно тот, кто нам нужен?» «Да, Стив», – уверенно кивнул я. «Он сможет провести тебя к хранилищу при помощи своей скорости, а из него вы уйдете телепортом». «Вы?» – удивленно переспросил он и уставился на меня. «Тебе не послышалось?» – спокойно ответил я. «Обо мне не должны знать, иначе мы не сможем довести дело до конца». Глава 8. Супостаты. Когда мы всей кучей высыпали на улицу, в небе начался бой. Кумир моего детства вступил в неравную схватку с... Дракон? Нет, не так. Дракон! Самый что ни на есть настоящий китайский дракон. Твою мать, как говорит Федя. Размер, правда, у него был так себе. Наш Горыныч поболее будет, но вот цвет впечатлял. Темно-красный, с золотыми узорами по бокам. При движении дракона чешуя меняла оттенок и становилась то ярко-красной, то оранжевой, то снова переходила в темный. Зрелище было потрясающее. Мы встали с Жекой как вкопанные, и рты открыли от неожиданности. Фредди, увидев наши удивленные лица, хмыкнул. То есть Горыныч с 3 головами – это нормально. А вот красный китайский дракон – прям 8-е чудо света, да? Горыныч наш, родной, мы к нему привыкли, а вот такое чудо в первый раз видим. Взяв себя в руки, пробормотал я. Кто это? Это Чен, человек-дракон, или просто Драко. Пояснил Фредди, а затем заорал дракону. Чен, твою мать, ты чего творишь? Но тот не удостоил нас ответом и, сделав очередной кульбит, ударил хвостом, отбрасывая Стипмана на несколько метров, затем выпустил струю огня, которая устремилась к Кэму. Тот, в свою очередь, закрутил такой маневр, что струя пролетела мимо. Ринувшись вперед, он нанес по дракону сокрушительный удар, после которого тот с ревом улетел метров на 5, врезался в стену, но ориентацию не потерял. Немного отлетев от Кэма, он выпустил по нему очередную струю огня, но нашего так просто не возьмешь. Стипман снова изобразил кульбит и ринулся в атаку. Провел серию ударов по голове, и тут по нему ударила воздушная волна.
которую создал Чен, закручивая кольцами хвост. Очень глупый ход со стороны красного. Нашего Стипа даже не отбросило. И вместо того, чтобы попробовать одолеть моего товарища каким-нибудь ударом, тот взял и снова запулил огнем. Только на этот раз это была не струя, а несколько огненных шаров, выпущенных из лап дракона. Костюм Стипмана вспыхнул, словно факел, Алена закричала в испуге, а я стоял и улыбался, потому что для моего друга это даже не баня, учитывая, что он может управлять стихией огня. Так и случилось. Стип даже не заметил, что продолжает схватку без штанов. Он схватил дракона за шею и локтем молотил его по башке. Все правильно. Надо встряхнуть эту газовую горелку и вызвать у него острый приступ головной боли, чтобы голова закружилась и тошнить начала. «Шибись!» – закричал Жека и схватил кованую скамейку у подъезда. Он размахнулся ею так, что даже ногу приподнял, и со всего этого маха метнул снаряд в Чена. Кэм едва успел отскочить, и как только лавка встретилась с супостатом, что было силы, приложил тому ногой по голове. Дракон летел недолго, буквально метрах в 3 позади него находился фонарный столб. Он врезался и по инерции намотался на него, как леска на катушку триммера. Первая половина туловища в одну сторону, а вторая в обратную. Ну и довершила дело скамейка, которая загнулась вокруг, словно браслет на руке. Конечно же, столб не выдержал такого надругательства и пригнулся к земле матушки. Но враг был обездвижен. Мы с Жекой даже подоспели, чтобы чуть-чуть концы у лавки подогнуть и затянуть потуже, ровно посередине. Трепыхался он долго, пока не понял, что в таком положении делать особо нечего. Дракон оказался довольно сильным, несколько раз скамейка предательски скрипнула, так что пришлось ее немного придержать. «Чен, мать твою, от тебя я этого не ожидал!» К месту схватки подошел Фредди. Как обычно, все это время он тщательно занимался сигарой. «Пошел ты, Фред!» – прошипел Драко. «Нет, я все понимаю, кроме одного». Между тем, спокойным тоном продолжил Фредди и выпустил лезвие. «Тебе чего не хватает, Чен? У тебя же денег столько, что задницы не сожрать». «Я не понимаю, о чем ты?» Сделал удивленное лицо тот. «Я защищал Маркуса. А вот почему ты на него напал, я хотел бы услышать». «Потому что он враг, Чен. Это он вынес офис сегодня утром. Он ограбил все эти хранилища. Он и есть Сол», — спокойно пояснил Гепард и чиркнул зажигалкой. «Ты в этом уверен, Фред?» — серьезно заявил дракон. «А вот у меня другая информация». «Ну-ка, поделись». Пыхнул сигарой Фредди. «Вам придется меня освободить». «Ага, сейчас, держи карман шире», — хмыкнул Жека. «Информация у меня с собой на телефоне. Чтобы достать и показать, мне нужно снова обернуться в человека. В таком состоянии я сделать этого не могу». «Так понятнее?» — огрызнулся Чен. Мы переглянулись между собой. Потом Стип кивнул, соглашаясь с таким вариантом. А Женька сказал: «Хорошо, но учти, если что, я тебя на 3 узла завяжу, как узелки на память. Усвоил?» Дракон кивнул, и мы разогнули скамейку, чтобы ослабить захват и дать возможность этому червяку распутаться. Как только он слез со столба, мы тут же напряглись. А ну как дёру сейчас даст. Но вместо этого раздался хлопок, и вместо дракона перед нами стоял совсем молодой парнишка и действительно китаец. Ну, может и не совсем китаец, а американец китайского происхождения. Но характерные черты лица не оставляли других вариантов. Он достал из кармана куртки смартфон, поискал там что-то и повернул экраном к нам. «А как вам такое?» Он включил видеозапись, на которой мы вчетвером несем на руках, ни много ни мало, Змея Горыныча. Спеленали его будто дитя. Чем только он не перемотанный. Несем с какой-то съемочной площадки, за нами бежит женщина с белыми волосами и кричит.
Верните его на место, мне еще финальную сцену на нем верхом играть. Затем картинка меняется, и вот мы уже грабим Национальный музей в Афинах, а затем и наше хранилище на Руси-матушке. Где ты это взял, Чен? Тут же поинтересовался у него Фредди. Ты же понимаешь, что нас подставляют. Я верю своим глазам, Фред. С улыбкой ответил тот. И здесь ты выступаешь в роли плохого парня. И это я еще молчу о той драке с белой леди. Белла сама на нас напала. Мы просто защищались. И, кстати, не подскажешь, почему она это сделала? Спросил Кэм. А ты как думаешь? Нам все про вас рассказали, а уж видео – лучшее тому доказательство. Дай угадаю. А сказочник тот правдивый Сол? Вставил свои 5 копеек Женька. А что, в чем проблема? У него есть железные аргументы и доказательства. А что есть у вас? Тут уж нам крыть было нечем. А главное, что логика в его словах была. У нас действительно не было ничего в нашу защиту. А вам не объяснили, зачем нам это? Попытался я внести хоть какую-то толику сомнения. Ведь если нет объективной причины для подобных поступков, то есть шанс, что те, кого ввели в заблуждение, задумаются. «А кто может знать, что у вас в головах творится?» – удивился Чен. «Вы, может, решили весь мир подчинить себе? Хотите стать самыми главными и чтобы все вам подчинялись?» «Да, не задумаются. Там этим заниматься никто не хочет. Судя по всему, или им так мозги промыли, что нормально мыслить они уже не в состоянии». «Ну что, господа?» Повернулся к нам Фредди и выпустил большой клубок дыма. «Поздравляю наши задницы. Теперь мы вне закона. Нас подставили по полной программе». «Ё-моё!» — испуганно произнес Жека. «Это, братцы, что же получается? Мы теперь за плохих, что ли?» «Вот это я попала с вами», — радостно сказала Алена. «Мне же теперь можно завтра на работу не идти. Красота!» «Эй, тихо, тихо!» — остановил ее я. «Здесь все-таки опасно. А отлетит чего и в глаз попадет. Тогда уже не такая и красота будет». «Пф», — отмахнулась она. «Мы же в сказке. Тут наверняка такое есть, что и третий глаз сделать можно». «Ну, там не все так просто», — замялся я, пытаясь привести еще хоть какие-то доводы. «Значит, можно». Беззаботно махнула она. «Что делать-то будем, братцы?» — спросил я остальных. «Это же, получается, они огонь похитили». «Когда?» В один голос спросили меня Фредди с Кэмом. «Ну как, когда?» Даже задумался я. «Когда Горыныча нашего украли?» «А ведь точно. Дракон трехглавый», — пробормотал Кэм. «Значит, осталось всего 2 предмета. Нужно узнать, что они из себя представляют», — быстро заговорил я. «Если мы будем это знать, то сможем помешать забрать хотя бы один. Стоп, это же прямая подсказка». Я даже начал ходить взад-вперед, а друзья стояли в рядок и провожали меня головами. Нам нужно понять, по какому принципу отбирать эти предметы. Скорее всего, они общеизвестные. Продолжил диалог с собой я, и мы должны первыми украсть один из них. «Это как так украсть? Ты что, Вань, совсем крышей поехал?» Уставился на меня Жека. «Парень чертов гений, я же говорил». Щелкнул пальцами Фредди. «Мы вынесем артефакт, и Сол не сможет завершить ритуал». «Это, конечно, все запутано, но что-то в этом есть», — задумчиво пробормотал Жека. «Ну что, когда на дело идем?» «Чур, я на шухере стою». «Ага, чтобы свалить первым, если что», — ответил на шутку я. «На шухер Аленку поставим. Сейчас важно не это. Нам необходимо понять принцип отбора предметов. Мы точно знаем, что это имеет отношение к стихиям, но вот какая здесь логика? Как, к примеру, пересекаются Горыныч и Трезубец?» Что там, по 3 головы», — не задумываясь, ответил Жека. Я даже рот открыл от удивления, просто встал и хлопал глазами. Как чертов гений не усмотрел элементарного? Ведь действительно, всего по 3. «Я угадал, да?» — довольно заявил Жека. «Кажется, да»,
улыбнулся я. «Фред, ты видел, кто здесь теперь, чертов гений?» «Да, сэр. Отсультовал тот. У этой задницы котелок варит что надо». «Значит, нужно искать все предметы с 3 головами», — озвучил, наконец, мои мысли Стип. «Но я понятия не имею, что это может быть. Здесь должно быть что-то еще. Нужно вернуться и еще раз внимательно осмотреть перевод рукописи». И в это время за спинами друзей раздался хлопок. Чен снова обернулся в дракона, взмыл в воздух и выпустил струю огня в окно квартиры Маркуса. С шумом она унеслась внутрь и полыхнула там ярким огнем, уничтожая нашу подсказку. Нам оставалось только провожать ее глазами, как, собственно, и хохотавшего дракона Чена, который умчался в небо. «Вот это поворот, мать его!» Прокомментировал события Фредди. «Что, если попытаться найти этого переводчика?» — предложил я. «Наверняка он лучше всех знает об этом папирусе». «О да», — согласно кивнул Кэм. «Тут пишут, что он спрыгнул с ума и сейчас лечится в психиатрической клинике». Стипман помахал перед нашими лицами телефоном. «С психами тоже можно разговаривать», — покачал головой я. «У нас в 10 километрах психушка была. Мы туда пацанами на велосипедах гоняли. Вначале просто посмотреть, посмеяться. А потом так их жалко стало, мы им конфеты возили. С одним даже подружились. Он смешной такой был, но очень добрый». «А почему был, а?» Стипа заинтересовал именно этот момент. «Да потому», — отмахнулся я. «У нас много чего было, а теперь вот не стало. Хорошо хоть школу отремонтировали. Правда, там денег только на материал нашли, но мы с нашими мужиками за лето там такой шмон навели, как новая стоит». «Это самая добрая история, что я слышал», — грустным голосом произнес Стипман. «Да вы национальный герой, вас нужно по телеку показывать». «Да ты что?» — замахал я руками. «Об этом вообще никому знать не положено. Посадят за самострой». Тут даже Фредди уставился на меня так, будто впервые увидел. «Как вы там выживаете? Черт меня задери!» Только и смог выдать он. «Мы привыкли», — с улыбкой ответил Жека. «а без граблей жить скучно». «Что ты имеешь в виду?» Тут же спросил Кэм, видимо, подразумевая грабли. «Причем здесь щетка для уборки листвы?» Пока Жека объяснял ему принцип действия страшного русского оружия, я отвлекся на мысли об артефактах. Что может управлять ветром и землей, имея 3 головы? Здесь точно без подсказки не обойтись. С другой стороны, у нас все работает с 3-го раза. Такая уж особенность, национальная. Даже в тех самых сказках, которые я читал в детстве, Иван-Царевич должен идти 3 дня и 3 ночи, 33 богатыря, даже наш поток в школе равен 30 и набирается раз в 30 лет. Просто магическое число получается. Может, в этом и заключается та самая логика. Вот только мне неизвестно ничего такого, что может управлять стихиями и иметь 3 головы или 3 конца, если угодно. «Так вот, если на грабли еще топор сверху привязать, то там вообще смертоносная вещь получается». Продолжал блистать находчивостью Жека, рассказывая о садовом инвентаре. «Я все равно не понимаю, зачем делать эту конструкцию настолько опасной?» — недоумевал Кэм. «Почему нельзя взять за основу нашу проволочную технологию?» «Да это все жижа, технология ваша». Не на шутку разошелся Жека. «У нас ты уже с детства должен быть готов к опасностям. К тому же вашими землю не проборонить после лопаты». «Хватит вам ругаться», — остановил я, начинающий назревать международный конфликт. «Нужно искать переводчика, пока они первыми до этого не додумались и не добрались до него». «Так я знаю адрес». Поднял вверх телефон Стип. «Правда, путь туда не близкий, но к утру уже доберемся. И мы, кстати, еще успеваем на поезд и выспаться». «Вот это я вообще поддерживаю», — поднял большой палец вверх Жека. «Многовато что-то приключений для одного дня». «Верно подмечено», — согласился с ним Фредди. «Кто-нибудь видел Дэймона?» «А кто это?» —
Тут же спросили мы втроем. Ну, тот парень, у которого только что в заднице камеры нет. Сразу, чтобы было понятно, объяснил Фредди. Он таскался за мной сегодня целый день. Так он еще в ресторане потерялся, ответил я. Мы именно поэтому из-за тебя волноваться начали, а потом про него просто забыли. Да, этот чертов папарацци может быть незаметным. В своей манере согласился тот. Эй, Дэймон, мать твою, мы собираемся покинуть этот чертов город. Газеты в углу зашевелились, и из них показался сонный парень. Он тут же молча пролез по углам, поснимал свои камеры, затем поменял на них карты памяти и с готовностью кивнул. «Он что, у тебя немой?» — спросил я. «Да нет, это он для реалистичности. Типа вообще не вступает в контакт с объектом съемки», — отмахнулся Фредди. «Да забей ты на него. Главное, чтоб не терялся». «Зачем он тебе?» Вдруг вырвалось из моего рта. «Да пусть молодежь развлекается», — улыбнулся тот. «Ты знаешь, сколько мням-мням-онов он мне процентов отстегивает? У него что-то около 100 миллионов подписчиков и все такое». Мы топали к железнодорожному вокзалу. Это единственное место, из которого можно сейчас уехать в другой штат. Туда, где находится нужная нам психиатрическая лечебница. Надеюсь, что мы успеем раньше Соло и сможем задать пару вопросов переводчику древней рукописи. Поезд зашуршал по рельсам, а я даже расстроился, когда не услышал такое до боли знакомое, равномерное постукивание колес на стыках. Иногда, конечно, и здесь они имели место быть, ведь не так просто уложить всю длину в идеальном состоянии. Грунт гуляет, что с ним не делай. От этого рельсовые полотна делаются то выше, то ниже, иногда расходятся, и в стыке образуется щель. Но надо отдать им должное. Здесь, за океаном, это большая редкость, хотя сильно недостает этого убаюкивающего перестука колес. Однако для моего организма это не стало преградой, и я провалился в крепкий богатырский сон. Чуть впереди бежал огромный черный кот. Как на нашего директора-то похож, подумал я. Сообразительный какой. Обернулся ко мне котяра. Некоторые до половины сна за мной идут, ничего не понимая. «Борис Аркадьевич, здравствуйте!» Искренне обрадовался я и даже хотел подхватить кота, чтобы погладить. «Только попробуй!» Снова прочитал мои мысли кот. «Я тебе всю рожу расцарапаю!» Мне даже как-то неудобно стало за свои мысли, и я покраснел. «Ваня, ты молодец!» Внезапно похвалил меня Борис Аркадьевич. «Ты на верном пути». «Борис Аркадьевич, а что же это за предметы такие? Ну, артефакты эти. Где их искать?» Я сразу завалил целой кучей вопросов директора богатырской школы. «Этого я тебе сказать не могу», — покачал головой он. «Мне запрещено вмешиваться в такие дела. Ты лучше помни про то, что богатырю должен вначале 3 пары сапог истоптать, и что без труда не вынуть рыбку из пруда». «Чем это мне поможет?» — вздохнул я. «Эти пословицы мне с детства известны». «Так, может, в них и кроется вся суть», — усмехнулся кот. «Ты, Ваня, думай головой. Она у тебя светлая. А что же делает этот ритуал?» Рискнул я задать еще один вопрос, без надежды, конечно, на ответ. «Для чего он?» «Он уничтожает волшебство во всем мире». Почему-то на этот вопрос Борис Аркадьевич ответил: «Не будет больше скатерти-самобранки, богатырской силы, и я стану обычным котом, который мяукает, а сказать ничего не может». «Но как же так, Борис Аркадьевич? Мне стало даже обидно за директора. Почему вы тогда помочь не можете? Ведь это всех нас касается». «По закону нельзя», — ответил кот. «По правилам, если хочешь». «А волшебство убивать — это разве по правилам?» — возмутился я. «А ты, Вань, нас с ними не путай», — строго произнес Борис Аркадьевич. «Мы, может, потому и побеждаем, что честные да своим умом живем. Просто знай, что ты на верном пути, все у тебя получится, просто нужно верить и трудиться. Спасибо вам,
что поверили в меня, Борис Аркадьевич. Поблагодарил я кота. Я не подведу. Знаю, Ваня. Ну ладно, погладь разок, только чтобы никому об этом. Понял? Я улыбнулся и провел ладонью по мягкой черной шерсти. Когда моя рука добралась до области хвоста, кот приподнял свой зад и немного даже заурчал. Все, хватит. Хорошего понемножку. Тут же сделал он строгую морду. Пора мне, Ваня. Долго в чужих снах находиться нельзя. А мне еще к Женьке успеть нужно. Спасибо вам за все, Борис Аркадьевич. Помахал я ему рукой. До скорой встречи. Мурлыкнул кот и исчез. Я тут же проснулся. Притом от того, что поезд остановился, а за окном уже поднималось утреннее солнце, пока еще показывая из-за горизонта свой небольшой краешек. Но линия восхода уже окрасилась в яркие цвета, красиво подсвечивая низкие свинцовые тучи снизу, будто все небо огнем охвачено. Поезд снова начал набирать свой разбег, а мои друзья все еще спали. Женька пускал слюни, склонив голову на бок. Фредди снилось что-то опасное, потому как он постоянно вздрагивал и периодически трансформировал пальцы в лезвие. А вот Стипману удавалось даже спать интеллигентно, будто он уже родился в деловом костюме и, как минимум, окончил международную консерваторию по классу скрипки, сидел в кресле, будто статуя, на глазах повязка и очень серьезное выражение лица. Алена склонила голову на могучую Женькину грудь и тихо посапывала. Только я, единственный из всех, уже бодрствовал и с нетерпением смотрел в окно, изучая пробегающие мимо пейзажи. Хотя мысли мои были заняты предстоящим разговором, да и сказанное Борисом Аркадьевичем из головы не шло. Теперь почти все зависело от того, что нам расскажет переводчик. Мы не знаем, насколько он болен, помнит ли он хоть что-то из своей прошлой жизни. Но та цена, что поставлена на кон, я ни за что на свете не дам разрушить сказку и волшебство. Костьми лягу, но не позволю. Глава 9. Тайна рукописи. Долгожданный вокзал показался заранее. Поезд сбавил ход, плавно заложил поворот и тем самым дал нам полюбоваться видом издали на провинциальный городок. Образовался он здесь еще во времена процветания плантаций. Затем постепенно самое большое здание в городе выкупило государство и открыло здесь психиатрическую лечебницу. Многие местные перешли работать туда, затем стали приезжать родственники душевнобольных. Так постепенно население в городке поменялось. Но само место было вполне живописным. Опять же, экология и все такое. Несколько больших ферм, на которых всегда руки нужны. Земли за океаном, оказывается, тоже хватает. Подростки, которые родились и выросли здесь, стараются связать свою жизнь с городами, хотя некоторые все же остаются на земле предков и с любовью продолжают начатое ими дело. Ведут хозяйство, продают натуральные продукты. Фермеров здесь ценят, так же, как, впрочем, и у нас. Не верите? А вот деревенские помидорки в 2 раза дороже на рынке, но их скупают в лед. Так же, как и картошку и огурчики, а про домашнюю свининку вообще молчу. Вот и здесь, когда ярмарки открываются, народу столько приезжает, что даже вялого яблока после них не найдешь. Тем и живут. Да, люди везде одинаковые. Без разницы, откуда ты приехал. Если ты нормальный человек, и если живешь по совести, то в любой стране тебе рады будут. Все остальное политика, до которой обычному человеку далеко. Однако поезд остановился, и нам пора было идти к выходу. Вещей у нас никаких, встали, одежду поправили и вперед на амбразуры. Воздух здесь действительно отличался. При первом вдохе я даже свою деревню вспомнил. Вот только природа чужая. Это видно практически сразу. Ни тебе березок, ни сосен вокруг.
Да и время года такое, когда вокруг не очень-то живописно. Зима вроде и теплая, но очень влажная, и создается ощущение, что сейчас поздняя осень, но никак не вторая половина декабря. Такси ловить не стали. До открытия заведения для посетителей еще час. Оно начинается с 10, так что пройдемся пешком. По местным масштабам это дело 10 минут. Может, пожрем чего? Последовала первая реакция Жени. Вот ты как-то даже не удивил совсем, усмехнулся я. Хотя время есть, давай что-нибудь придумаем. Здесь наверняка самые лучшие сэндвичи во всем штате, сказал Фредди и хлопнул Жеку по спине. Пойдем, я угощу тебя своим фирменным. Главный секрет — это побольше свежих, сочных овощей и домашняя ветчина. Да, черт возьми! Подстать Фредди прорычал Женька. В любом городе, при любом вокзале всегда есть забегаловка, и именно в такую мы сейчас и направились. Это было совсем не похоже на Фредди, который имел свой ресторан и сам работал в нем шефом. Но его лицо прямо-таки светилось от счастья, когда он заказывал себе сэндвич, просто перечисляя продукты, которые желает в нем видеть. Женщина за стойкой все записала в блокнот и оторвала от него листки, затем передала их в окошко на кухню. Через некоторое время нам подали то, что заказал Фредди. Это было действительно очень вкусно. Я ожидал бутерброд, похожий на те, что готовят в сети Subway, но этот шедевр превзошел все мои ожидания. Жека орудовал челюстями, как комбайном, постоянно нахваливая угощение. Алена тоже была вполне счастлива и всем своим видом показывала, что нам теперь от нее ни в жизни не избавиться. Боязно за нее, но, с другой стороны, с нами ей безопаснее. Наконец, покончив с делами бытовыми, мы отправились в клинику. Нас записали в журнал как посетителей, причем помог в этом именно Стипман. При регистрации нас ожидал нормальный вопрос: кем мы приходимся больному? Здесь и вступил в диалог Кэм. «Добрый день. Я актер, играю роль Стипмана. Мы с благотворительной целью», — принялся объяснять тот. «Разве мой агент вам еще не звонил?» «Нет», — растерянно произнесла медсестра в регистратуре. «Но это ничего страшного, у нас часто случаются ошибки. Могли элементарно забыть передать по смене». «Это хорошо», — кивнул он. «Тогда давайте заполним с вами необходимые бумаги и проводите нас к этому человеку». Он показал фото переводчика на своем телефоне. «Без проблем, сэр», — с дежурной улыбкой ответила медсестра и попросила наши документы. Вот только наши остались в офисе, который ушел под землю, и как теперь быть, никто не знает. Здесь снова выручил Стип. «Девушка, давайте не будем так сильно растягивать время. Запишите меня, Фредди и нашего секретаря Алену, а мою охрану можно не вносить в базу», — предложил он. «Думаю, мы сможем сделать исключение», — с улыбкой ответила она и принялась заносить данные в свой компьютер. Затем на нас надели халаты, шапочки, бахилы и провели на территорию клиники. Здесь было достаточно уютно. Я думал, что такое только в кино показывают, а больница, она везде одинаковая. Так нет. Здесь был высажен большой сад на заднем дворе со скамейками и фонтанами. У каждого пациента имелась своя комната, которую не запирали на тяжелый засов ночью. Сейчас как раз было время утренней прогулки. Нас провели через длинный и просторный холл и вывели уже с обратной стороны. Затем подвели к пожилому мужчине, который сидел на скамейке в позе прилежного мальчика. «Здравствуйте, мистер Дэриэл», — поприветствовал его Кэм. «Как ваши дела?» «Доброе утро», — спокойно отреагировал тот. «Откуда вы меня знаете?» «Вот об этом я и хочу с вами поговорить». Начал издалека Стипман, а мы стояли молча и смотрели по сторонам, чтобы, не дай бог, никто не спугнул нашу удачу. «Да, спасибо. У меня все отлично», — ответил он на первый вопрос Кэма.
Так о чем вы хотели меня спросить? Когда-то давно вы переводили древний текст, он был египетский, и никто не мог понять, что там за язык. Принялся объяснять Стипман, а лицо переводчика стало вытягиваться по мере пояснения. «Тихо!» — вдруг зашипел Дэриэл. «Они могут услышать нас!» «Кто?» — не понял Кэм. «Вы можете рассказать, о чем точно говорилось в этом тексте?» «Да тише вы!» Едва не вжался в скамейку лингвист. «Никто не должен это знать. Пообещайте мне». «Не могу, сэр», — честно ответил Кэм. «Об этом уже знают нехорошие люди». «Ах!» — вздохнул тот и прикрыл рот ладошкой и принялся быстро-быстро тараторить. «Я так и знал. И я просил никого не рассказывать об этом открытии. Это ЦРУ? Это они обо всем прознали? Теперь всем моим сказочным существам конец? Бедные говорящие свинки и маленькие феи». С каждой секундой пациент начинал становиться все более и более неуправляемый. Еще мгновение, и будет срыв, и тогда мы вообще ничего не узнаем, да и вряд ли нас снова к нему подпустят после такого. «Кэм, разреши мне попробовать?» Попросил я друга уступить мне место. «Без проблем». Тут же отреагировал он. «Мистер Дэриэл, посмотрите на меня, пожалуйста». Тот поднял усталые глаза, в которых читался неподдельный страх. «Меня зовут Ваня, и я работаю на сказочных персонажей. Да простит меня Борис Аркадьевич за эти слова. В общем, в чем-то вы правы. Нам всем угрожает опасность, и я должен этому помешать». «Откуда мне знать, что вы не агент ЦРУ?» Тут же подозрительно сощурился тот. «Ну, хотя бы потому, что я русский», — усмехнулся я. «Разве бывают русские агенты ЦРУ?» «Значит, дело еще хуже, чем я думал. Вы русский шпион». Тут же сделал выводы тот. «Ничего я тебе не скажу. У вас тоже много сказок, и они также в опасности». «Так», — отодвинула меня Алена. «А ну брысь отсюда, шпионы недоделанные». И она принялась прогонять нас с территории клиники, а когда мы чуть отошли, попросила ей подыграть. А я с удивлением заметил, что Дэриэл с любопытством поглядывает в нашу сторону и, как показалось, с уважением на Алену. Мы отправились погулять с другой стороны клиники. Передний двор тоже представлял собой хорошо ухоженный участок, живой забор из кустарника, кое-где имелись клумбы-цветники. Вообще, летом здесь, скорее всего, намного красивее. Но все равно, даже сейчас видно, насколько все приведено в порядок и выглядит довольно прилично. Ошиваться снаружи пришлось долго. Не менее получаса прошло, когда нам навстречу вышла Алена. Мы уже было собирались вернуться и посмотреть, что же там происходит. «Ну чего там?» — спросил я сразу, как только она появилась на порогах. «Нормально», — ответила Алена, подойдя ближе. «Он мне все рассказал». «Да давай уже, выкладывай», — потребовал я. «А вот и фигушки вам», — сказала она и расхохоталась, увидев наши лица. «Короче, слушайте. 3 водами омытые, 3 ветрами осушенные, вспыхнут в 3 огнях живых 3 континента различных». «И что все это значит?» — выпучил глаза Женька. «Да это тарабарщина полная». «А может и нет», — задумался я. «О каких континентах речь? О каких ветрах?» «Да, прав ты, Жека, чушь полнейшая. Ничего нам это не даст, жаль только времени упущенного». «Да вы чего насыто повесили?» Вдруг начала ругаться Алена. «А ну думать давайте. 3 огня живых — это точно Горыныч ваш. 3 воды — это, скорее всего, живая, мертвая и обычная, из-под крана, например». «Ну, это понятно», — согласился я. «Хотя стой, а что если трезубец связан не с Горынычем, как мы думали, а с Граалем? Вдруг не 3 головы важны, хотя они тоже присутствуют?» Задумчиво пробормотал я последнюю фразу. «Так, спокойно», — выставил вперед руки Женька. «Вы вообще хоть слово разобрали из того, что произнесли сейчас?» «Ну да», — с умным видом кивнула Алена, не обращая на Жеку внимания. «Грааль как раз сможет сделать живую и мертвую воду, простую можно хоть в луже почерпнуть. 3 огня живых — это Горыныч,
Уж живее огня точно не найти. А трезубец, скорее всего, для ветра морского нужен. Останется только летний и зимний ветра найти. А вот с континентами вообще не ясно. Ну, пока хоть что-то, но мы уже понимаем. С довольной улыбкой сказал я. Зимний и летний ветер... Кто у нас с этим делом управляет? Зимой Дед Мороз. С уверенностью заявил Жека. Колесо Тараниса, мать его. Щелкнул пальцами Фредди, но его не поднять. И я не понимаю, как Сол хочет его украсть. Да к тому же еще и раскрутить. Выходит, он что-то придумал, сказал я. Например, сам Таранис его и принесет. Мы уже видели примеры. Леди-паук, дракон, еще вот вчера вечером был. Но Таранис бог. Ему чужды все блага земные. Вставил свои 5 копеек Кэм. Будем надеяться, что его не так просто переубедить. Да, но остаются наши проблемы, мать их, с законом, напомнил Фредди. Это вопрос времени, когда нас объявят в розыск по всем штатам. Значит, нам нужно спешить, согласился я. Когда ближайший поезд обратно? Через 15 минут, произнес Кэм, и мы почти одновременно рванули в сторону вокзала. Правильно, потрепать языком можно и в вагоне успеть. Главное, в этот самый поезд запрыгнуть. Покупка билетов – дело не быстрое, особенно когда у тебя остается всего 7 минут на 6 человек. Можно, конечно, и кассой воспользоваться, но там на 100% документы попросят. Терминал все же в этом случае выручает. Лично меня еще в армии заставили все свои данные наизусть выучить, вплоть до свидетельства о рождении. И я считаю, что правильно сделали. Много раз это меня в жизни выручало. Вот и сейчас я по памяти надиктовал свою серию и номер паспорта Алене. Терминал работал медленно и подолгу загружал следующий экран. Мы нервничали и постоянно поторапливали то Алену, то компьютер. Наконец дошла очередь до Женьки, и вдруг тот начисто забыл серию своего загранпаспорта. Он пританцовывал, будто хотел в туалет, морщил лоб, даже 2 раза по лбу себя стукнул. Вот только чем больше он нервничал, тем больше забывал. Время неумолимо шло, по громкой связи объявили, что поезд отправляется буквально через минуту. Мы хотели уже было махнуть на него рукой, как Женька закричал на весь зал ожидания: «24:03». Люди вокруг вздрогнули и стали оборачиваться. «Вводи скорее, пока он еще что-нибудь не забыл», — поторопил я Алену. Та судорожно начала тыкать пальцем в экран, благо имя и фамилия были уже внесены. Затем начал кряхтеть терминал, показал окно загрузки, затем выбор места и вагона. Алена, уже не глядя, тыкала в свободные, схематично изображенные вагоны и сиденья. Наконец, робот выбросил билет в ячейку, и мы снова бросились бежать. В последнем вагоне лениво поднимал ступени бортпроводник. Увидев нас, он бросил это занятие и принялся подгонять и подбадривать нас криками. Успели? В самый последний момент успели. Едва за нашими спинами грохнула дверь, как поезд качнуло, и он начал набирать ход, чтобы отправиться в свой неумолимый бег. И вот вроде бы можно выдохнуть с облегчением, но вот в окно уперся палец Фредди. «Вот он, Маркус, мать его!» — закричал он, привлекая наше внимание. «Где?» К окну тут же прилип Жека. «Да вон же!» — продолжил указывать на фигуру мужчины в пальто гепард. «Вон тот, с бородой, в шляпе и длинном пальто». «Да это не он!» — помотал головой Жека. «Не похож». «Точно тебе говорю, что это он». Начал завязываться бесполезный спор, а тем временем поезд уже довольно неплохо набрал ход. «С чего такая уверенность?» — вмешался я. Мне он тоже не показался знакомым. «Я знаю Маркуса очень давно, и говорю вам, что это он». Так и не приводя никаких доводов, продолжал настаивать на своем Фредди. «Мы его сейчас упустим, мать его!» Я коротко кивнул и бросился к выходу, но на моем пути вдруг возник проводник поезда. Он загородил дверь и развел руки в сторону. «Не положено, это опасно для вашего здоровья, поезд уже набрал ход выше 40 км в час», — затараторил тот.
«Нам пофигу, мы богатыри», — с улыбкой сказал ему Жека и одной рукой отодвинул проводника в сторону. Затем одним движением распахнул двери, и мы стали выпрыгивать наружу. Первым выпорхнул Стипман, на ходу разорвав свой деловой костюм, и стал подхватывать нас, летя рядом с дверью. Таким образом, получилось обойтись без травм, хотя нам, скорее всего, и так ничего бы не было. Но вот за Алену точно спасибо. Фредди, кстати, отказался прыгать в руки Кэму и, совершив кувырок во время приземления, принял в конце красивую позу, затормозив лезвиями о щебенку. Гепард, он и в Америке гепард. Человек в шляпе, словно почувствовал нас. Он обернулся и тут же бросился на утек. Нам ничего не оставалось делать, как начать его преследовать. Кэм моментально взмыл вверх, чтобы заметить, куда рванул Маркус, а мы припустили по щебню вслед за ускользавшей за угол фигурой. Он был не дурак, прекрасно понимал, кто его преследует, и как мы в этой ситуации себя поведем. Поэтому сразу же шмыгнул в здание вокзала. Вот только это снова был его просчет. Стипу пофигу, в здании ты или на улице. Рентгеновское зрение позволяет видеть ему сквозь стены. Мы тут же получили наводку, где искать беглеца, и ворвались в зал ожидания. Маркус уже поднимался на второй этаж, и мы галопом бросились следом. Поднявшись наверх, мы поняли, что потеряли его из виду. Здесь был длинный коридор с дверями по обеим сторонам. В какую именно заскочил Маркус, мы не заметили, а Стипман остался снаружи, откуда мы не могли расслышать его подсказки. Тот словно прочел мои мысли и позвонил Фредди на мобильный. Тот выслушал друга, отключил звонок и передал нам его слова. «Он все еще в здании, но где точно, Кэм не знает», — произнес Фредди. «Клиент перестал суетиться, а так по скелетам он не понимает». «Пусть следит за выходами», — согласился я. «Жека, ты держи лестницу, а мы с Фредди пройдемся по коридору. Если что, кричи». Вроде разобрались, все заняли свои места, а мы с Гепардом двинулись по коридору, по очереди открывая двери на пути и осматривая каждый кабинет. Несколько раз пришлось извиниться, потому как там находились люди, которые, собственно, работали на железнодорожной линии. Наконец, подобрались к самым дальним дверям, на которых имелась табличка, говорящая о том, что здесь находятся туалеты. Один из них был пуст, а другой женский. Но у нас есть секретное оружие и против этого Аленка. Я подозвал ее и попросил проверить уборную с пластиковой девочкой на двери. «Будь осторожнее, а то мне Жека за тебя голову оторвет», — попросил ее я. «Да не боись, Вань, я в самолетах и не с такими разбиралась», — отмахнулась она. «У меня брат старший, самбо занимается. Чемпион области, между прочим». Она толкнула дверь и смело шагнула внутрь. Через мгновение оттуда донеслась возня, а еще спустя секунду дверь распахнулась, и к нам в ноги вывалился Маркус собственной персоной. Алена просто подставила ему подножку, когда он в страхе ломанулся на выход. «Ну здравствуй, Маркус!» Сел перед ним на корточки Фредди и выпустил свои лезвия. «Или правильнее будет называть тебя Сол, мать твою!» Маркус смотрел на нас испуганными глазами, и больше всех сейчас он боялся именно Фредди. Интерлюдия 3. Грабеж. Ограбление банка даже с такими персонажами — это дело не 2 минут. Здесь нужна подготовка, осмотр местности, расположение камер, возможность подключения к службе охраны. Последнее, кстати, невозможно, ввиду того, что их сервер не имеет выхода в интернет. Люди из охраны даже не имеют мобильной связи. Короче, полный абзац. И мало того, хранилище Ватикана охраняется собственной гвардией, что не дает возможности подкупа. Но есть в этом и свои минусы. Например, то, что на этот суперсейф никто не пытался напасть всерьез. Все знают, что ловить там нечего и особо не лезут. И мало кто сможет продать или купить Грааль, как и большинство предметов оттуда.
Такая вещица, она не будет продаваться на рынке или через интернет, хотя есть люди, способные заплатить за нее. Есть даже те, кто желает это сделать, но уж слишком товар специфичен, похвастаться таким товаром перед гостями не получится. Всегда есть шанс, что кто-то из гостей ляпнет где-нибудь о наличии такой редкой реликвии у тебя. И привет, здравствуй, нары, или еще что похуже. А если нельзя повыпендриваться, то и покупать смысла нет. Ведь многие воспринимают такие артефакты как просто древние вещицы и понятия не имеют об их истинном значении. А те, кто знает, что есть что, они или работают с ними по прямому назначению, или в охране состоят, которая эти самые предметы сторожит. Хотя, как показывает практика, стражи чаще всего даже и не подозревают, что они охраняют на самом деле. Есть еще третья категория знающих, такие как я. Но я потому до сих пор и на свободе, что не связываюсь без нужды с подобными артефактами. Теперь нужда пришла, отворяй, Ватикан, ворота. Гораздо проще связываться с картинами или скульптурой. Да мало ли добра в мире, от которого намного меньше проблем. Наличествуют там, конечно, и знания, да такие, что всю цивилизацию с ног на голову поставить смогут. Взять хоть тоже волшебство. Но там уже другая контора. С ней, конечно же, и проблемы совсем другие, потому как и методы борьбы у СВБ непростые. Грааль находится под их контролем, но вот правила и законы Ватикана не позволяют нести службу в своих запасниках никому, кроме своих гвардейцев и монахов. Вот и получается, что защита у артефакта серьезная, но скорее держится за счет сарафанного радио, но никак не по факту. Тут просто пугают предстоящие проблемы, нежели невозможность кражи. Но надо признать, охрана очень серьезная. Лазерные сетки, которые находятся в постоянном движении. Пол, который реагирует на изменения массы. Камеры, датчики движения и температуры. Короче, такое скопление аппаратуры, что даже удивляет, почему она на мух не реагирует. По идее, охрана должна слышать сигнализацию чуть ли не каждую минуту. И, как выяснилось, они слышат, а компьютер учится не реагировать на те или иные промахи системы. То есть кошку он даже не заметит, но сигнал на пульт они подаст, и вот здесь уже сами охранники решают, идти или махнуть рукой. Чаще всего идут даже на мышь, потому как волшебство и правильное зелье смогут тебя хоть в комара превратить. Но в этих случаях хотя бы не орет сирена на весь Ватикан. Таким образом, дыры в системе охраны всегда обнаруживаются и на утро их устраняют. Закрывают мышиные норы, травят насекомых и устанавливают дополнительные сетки. И в самом серьезном месте помещение становится практически стерильным. «Да вы с ума сошли!» Вытаращил глаза Салтатор, рассматривая план с датчиками и всей остальной начинкой. «Мы туда никогда в жизни не попадем!» «Что же ты за истеричка такая?» Строго посмотрел на него я. Слышал такую поговорку: глаза боятся, руки делают. «Это что, черт возьми, значит?» — уставился на меня он. «Вот поэтому ты так и живешь», — упрекнул я его. «Всего боишься и ничего не делаешь». «У меня есть деньги», — усмехнулся он. «Столько, что я могу ничего не делать и еще очень-очень долго». «Если ты будешь их только тратить, то они быстро закончатся», — покачал я головой. «Ладно, давайте я вам расскажу план». Мы склонились над чертежом здания, в которое собираемся войти. Он, как и информация, достался мне от еще одного человека, который имел предо мной обязательства. Грубо говоря, был должен. «Вот здесь соберется сегодня вся охрана», — указал я на комнату отдыха. «Угу, вчера не собиралась, а сегодня специально для нас вся будет», —
С сарказмом произнес Плай. «Ты такой же идиот, как и твой напарник», — не выдержал я. «Чего обзываешься?» — сразу возмутился он. «Ну вот ты своей головой подумай хоть немного, хоть раз в жизни». Я вонзил в него свой взгляд. «Ты сегодня куда с утра бегал?» «По делам». Тут же отвел глаза в сторону Сплай. «Могут у меня быть свои заботы?» «Могут», — кивнул я, чуть ли не хохоча в голос. «Особенно, если это ставка на тотализаторе». «И что?» Сразу принял позу он, будто и не пытался только что спрятаться как школьник, курящий за гаражами. «А то, куриные твои мозги, футбол, он и в Африке футбол». Я терпеливо продолжал вдалбливать ему свой план. Сегодня играют Италия и Германия. Это игра за выход в полуфинал, и сегодня вечером только мы не будем смотреть этот матч. Как это не будем? Задал еще более тупой вопрос бегун. А моя ставка? Твоя ставка — ничто по сравнению с главным призом. Раздраженно ответил я. К тому же ты успеешь к концу второго тайма. Ну тогда ладно. Наконец согласился он. «Что ты говоришь?» — всплеснул я руками. «Мне что, даже продолжить можно? И тупых вопросов больше не будет?» «Не, ну чего ты завелся-то?» Попытался меня успокоить Стив. «Парень деньги поставил, для него это важно». «Как же вы меня бесите!» Тяжело вздохнул я, но продолжать и дальше, рассказывать им об их же тупости, не стал. В общем, вся охрана соберется здесь. План простой. Вы прыгаете в этот коридор, затем вламываетесь в эту комнату и мочите всех, кто там находится. «Не, это уже уголовщина какая-то», — сразу сморщился Салтатор. «Я на мокруху не подписывался». Я ударил себя ладонью по лицу и медленно провел ей вниз. Глубоко вздохнул, посчитал до 10 и постоял немного с закрытыми глазами. Как там говорил один известный юморист в отношении таких вот? Ну, так, спокойствие, Сол, только спокойствие. Как говорил один пухлый проказник. Веселый, между прочим, парень. Надо будет ему позвонить, давно не общались. Ну да ладно, просто еще немного терпения, и скоро все закончится. Никого убивать не нужно. Немного успокоившись, сказал я. Просто вырубите, а лучше перенеси их куда-нибудь, ну не знаю, в Австралию, например. Ну это другое дело, улыбнулся Стив. Это я могу. Вот и сделай то, что можешь, кивнул я. А дальше вам необходимо активировать систему охраны, ну или, если быть точнее, то запереть все хранилище изнутри. Здесь понадобишься ты, Сплай. «Я что-то ничего не понял», — помотал головой тот. «Это что, мы даже прятаться не будем? А подкоп? А на лебедке с потолка спуститься, мимо лучей там проскользнуть, используя сложный акробатический танец? Сможешь потом покривляться, когда все сделаешь, как я говорю». Словно ребенку, ласково ответил я и тут же влепил ему подзатыльник. «Вы будете слушать или нет?» «Да ладно, чего начинаешь-то опять?» Потер тот ушибленное место. «Давай, рассказывай нам, чего еще мы будем делать неправильно?» «А дальше ты побежишь, мать твою, вот по этому коридору, вот к этой двери. С момента включения сигнализации и до момента изоляции хранилища пройдет примерно 2 секунды». «Ну, это легкотня, я успею за одну», — отмахнулся он. «Вот, наконец-то правильные мысли», — похвалил я его. «Затем ты фотографируешь помещение внутри и отправляешь это Стиву. Он прыгает к тебе. А пока внешняя охрана доберется до вас через все блокировки, вы успеете взять чашу и телепортируетесь сюда, в мой номер». «Блин, как-то это просто получается», — почесал макушку Сплай. «Я думал, мы реально будем через датчики скакать. Ну, чтобы по-тихому, а на утро бац, новости, ограбление века, Ватикан обчистили неизвестные, но, судя по всему, очень крутые взломщики». Щелкнул подзатыльник,
и Стив перестал нести чушь. «Вы все поняли?» — строго спросил я. «Ну да», — с улыбкой кивнул Сплай, показывая пальцем на своего товарища, который сейчас со сморщенным лицом тер свой затылок. «Чего ну да?» — переспросил я. «А ну, расскажи мне, что ты собираешься делать?» «Да я все понял, ё-моё», — наморщил он лоб. «Вот здесь охрану раскидать, потом вот сюда прибежать, там селфи делаю и отправляю Стиву». «Где ты в эту комнату побежишь? Каким путем?» — с усмешкой спросил я. «Ну как же, вот здесь». Он провел пальцем по плану и уткнулся в тупик. То есть нет, вот тут. Он повторил тот же номер с тем же результатом. Блин, да здесь лабиринт вообще. Поэтому вы два идиота, а я гений, с улыбкой произнес я. Приятно чувствовать свое превосходство даже над такими кретинами, как эти двое. Смотри сюда и выучи наизусть. Первый поворот налево, затем 2 направо, опять налево и 1 направо. Потом по лестнице вниз и 3 раза налево, прямой коридор и 3-й поворот направо. Еще раз направо, после коридора в самом конце, и 3-я слева дверь. Это хранилище. Сплай стоял, закатив глаза к потолку и шевелил губами. Затем обратил взор к плану и принялся водить по нему пальцем. Блин, в конце заблудился. С грустным видом доложил бегун. Я повторил ему направление еще несколько раз, потом подумал и записал на бумажке. Все, первая дитятка занята, остался второй. «А ты чего улыбку натянул?» — спросил я его. «Или решил, что у тебя все просто получится?» «Да мне-то чего?» — пожал плечами тот. «Охранников перенести, да по фотке прыгнуть». «Ну и куда ты их нести собрался?» — поинтересовался я. «Сколько человек за раз взять сможешь?» «Да я это...» — тут же заскрипел мозгами Салтатор. «Да в Колизей их выгружу, а забрать могу сразу 4». «Ладно», — он говорил. Отмахнулся я. «У тебя все гораздо проще». «И 3-я дверь слева, ха!» Громко закончил Сплай. «Все, выучил я твой стишок». «Парни, все очень серьезно». Решил я еще раз наставить их на путь истинный. Второго шанса не будет. Если вас поймают, то, скорее всего, превратят в баранов или жаб каких-нибудь. Да все будет отлично, Сол, не нервничай. Отмахнулся Стив, а вот Сплай кивнул и снова зашевелил губами, повторяя про себя повороты. Наконец пробил час, о котором сейчас говорила вся страна. Футбольные команды вышли на поле и начали разминку. А в это самое время запустили рекламу. Сейчас все жители Италии завершали свои дела, чтобы собраться у экранов телевизора. Билеты на матч были распроданы в первые 2 часа, так что остальным, кому не повезло, просмотр остался доступен только в прямом эфире. Многие собрались с друзьями в кафе или в гостях, заказали пиццу, накупили пива и ожидали окончания рекламной паузы. Даже в гостинице наступила напряженная тишина. Я небольшой поклонник футбола, но на игру профессионалов всегда приятно смотреть, независимо от того, чем они занимаются. Так что я тоже не остался в стороне от этого мероприятия и закупил вредной еды и пива. Сплай смотрел на меня с нескрываемой завистью, но перечить не решился. Знает, что пока долг не выплачен, я могу вить из него веревки. Нет, я не собирался его обманывать, конечно же. После завершения я оплачу все его долги и поговорю с кем нужно, чтобы его снова пустили за стол. Чем быстрее он влезет в новую яму, тем быстрее станет мне снова обязан. Хотя после того, как я дам им живой воды, они и так никуда не денутся. Одно из условий вечной жизни – воду нужно принимать регулярно, по капле на 10 килограмм веса ежемесячно. Так что никуда они не денутся. Это как наркотик. В первые дни получаешь такой прилив сил и энергии, что после будет уже невозможно отказаться. Я уселся в гостиной своего номера на диван и включил телевизор.
В руках банка холодного темного пива и треугольник пиццы. «Ну, ждем начала матча и через 10 минут в путь», — произнес я и откусил большой кусок. «Чем быстрее все сделаете, тем раньше сможете ко мне присоединиться». Раздался свисток, и фигурки на экране телевизора пришли в движение. Бегун напряженно замер за моей спиной. Я даже чувствовал, как сжимаются его кулаки. Переживает за ставку. Спустя 10 минут я дал отмашку, и раздался легкий хлопок, оповещающий о том, что ребята прыгнули в хранилище. Вот теперь уже напрягся я. Матч уже не отвлекал, а скорее раздражал своим шумом. Пиво начало казаться невкусным, а пицца резиновой. Руки вспотели, и я принялся нарезать круги по гостиной. Тянулись долгие минуты ожидания. Воображение начало подкидывать картины того, как обоим суперам заламывают руки гвардейцы Ватикана, как они рассказывают обо мне, как вызывают СВБ, и все, хана. Дальше суд, превращение в жабу лет на 100, и, не дай бог, заставит с царевной какой целоваться, или еще хуже, с царевичем. В коридоре раздались чьи-то шаги, и сердце сжалось от страха и волнения. С другой стороны, я всегда смогу оправдаться. Скажу, мол, делов никаких не знаю, а этих впервые вижу. Торопливые шаги проследовали мимо моей двери и скрылись в конце коридора. Похоже, кто-то опаздывал на футбол. Не сразу же полегчало. Хотя легче стало только относительно. Волнение никуда не исчезало и продолжало терзать меня изнутри. А вдруг накосячат? Ведь придурки же, как есть, идиоты. Хлопок. Появился Стив, испуганно посмотрел на меня, затем открыл рот, хлопнул себя по лбу и достал телефон. Хлоп, и он снова исчез. Вот кретины, вашу мать. Еще больше занервничал я. Хлоп. Теперь он появился уже со сплаем, в руках которого находился кубок священный Грааль. Ну, наконец-то! Я тут же позабыл все обиды и злость, меня захлестнуло от радости и адреналина. Я подбежал к сплаю, забрал из его рук Грааль и поцеловал его. Кубок, естественно, а не этого идиота. Заслужили парни. Развел я руки в стороны и разрешил поесть и посмотреть телевизор. Угощайтесь, отдыхайте, а я пока дела ваши утрясу. С делами, конечно, процесс быстрый, но об этом бегуну знать совсем не обязательно. Всего один звонок, и все вопросы будут решены. Я уже давным-давно выкупил его долг и просто ждал подходящего момента, чтобы воспользоваться его услугами. Запрет на игру в казино точно так же был создан с моей подачи. Ему даже ставку в местном тотализаторе только после моего согласия позволили сделать. И именно так я и узнал, куда он бегал посреди дня. Хотя и без этого догадаться было несложно. Я сидел в спальне и рассматривал Грааль. Вот теперь они забегают, запляшут. Живая вода имеет свойство заканчиваться, а пока до них дойдет, кто, что и откуда, я уже буду завершать ритуал. И тогда уже плевать на кубок, он станет обычным антиквариатом. На душе становилось весело, и захотелось еще раз поцеловать чашу. Однако сейчас не до нежностей. Как только закончится матч, нужно будет прыгать в Египет. Пока СВБ не очухались, нужно забрать свиток, вычистить их базу в компьютере и загрузить туда подделку. Здесь все придется делать самому. На этих олухов надежды никакой. Хотя без их помощи я, конечно же, в музей не проникну. И что-то мне подсказывает, что придется снова их упрашивать, давить на психику и нервничать. Глава 10. Главный злодей. «Ребята, не убивайте!» Севшим голосом попросил Маркус. «Это не я». «Как это не ты, если это ты?» Философски заметил Жека. «Джонни, где твой ботинок, мать его?» Внезапно сменил тему разговора Фредди.
Да я когда из поезда прыгнул, зацепился там немного. Смущенно ответил тот. Да забей, новые купим. Все поулыбались над нашим растяпой и вернулись к допросу злодея. Говори, что вы задумали. Приблизил к его лицу свои лезвия Фредди. Или сейчас твой нос на пол упадет. Он и так на полу. Гнусавым голосом ответил Маркус, потому что нос был действительно сплющен об пол. Решил, что ты самый умный. Тут же разозлился гепард и слегка порезал ему щеку. Маркус закричал и начал стучать ногами, хотя это была лишь царапина, не более, даже кровь почти не выступила. «Я все расскажу, все. Только не убивайте меня», — запричитал он. «Это не я здесь ни при чем». «Тогда почему ты постоянно от нас убегаешь? Я решил, что пора подключаться к допросу. Ты оставил нас в том здании, затем убежал, когда понял, что мы ждем тебя в твоей квартире. Сейчас опять-таки...» «Мне страшно», — честно признался тот. «Я очень испугался, а потом мне прислали видео на телефон, где вы все вместе совершаете эти ограбления. Я думал, что это вы, злодеи». «Похоже на правду», — задумчиво произнес я. «Не похож он на злого гения». «Все они не похожи», — отмахнулся Фредди. «Давай я ему ухо на всякий случай отрежу и посмотрим, как он запоет». «А почему ухо? Ты вроде нос хотел». На полном серьезе спросил Женька. «Я, кстати, в кино видел, что вначале пальцы отрезают, а потом, когда они заканчиваются, переходят к ушам». «Вполне здравая мысль», — задумался Фредди. «Хотя уши резать интереснее». «Не надо, пожалуйста». Маркус заплакал. «Я говорю правду, это все не я». «Нет, так мы ничего не добьемся», — сказал Кэм, который буквально минуту назад как присоединился к нам. «Он слишком мало нас боится. Может, он думает, что мы шутим? Давай, Фред, начинай с мизинца». «А-а-а!» — завизжал Маркус, словно девчонка, звонко на весь коридор. А из дверей начали выглядывать на шум люди. «Эй, черт побери, что у вас там происходит?» — спросил мужчина в форме работника железной дороги. «Я сейчас вызову полицию». «Все в порядке, сэр». К нему на глаза вышел Стипман в своем костюме супергероя. «Не покидайте, пожалуйста, кабинет. Это очень опасно». Мужчина с уважением посмотрел на него и молча исчез за дверью. «Все же хорошо, когда тебя знают и уважают. Вот у нас, скорее всего, полицию бы вызвали, потому что непонятно, кто перед человеком. У меня же на лбу не написано, что я богатырь. Нужно взять подобную тактику на вооружение. Вернусь домой, обязательно расскажу об этом нашему начальству, хотя они, наверное, и без меня все знают». «Блин, он когда-нибудь устанет кричать?» — спросил Фредди, так и продолжая сидеть верхом на Маркусе. «У меня уже в ушах звенит». «Эй, Маркус, успокойся уже», — похлопал его по щекам Кэм. «Вы уже закончили?» Внезапно успокоился тот. «Что именно?» — не понял Стипман. «Ну как что?» — удивился тот. «Отрезать мой палец?» «Да нужен он нам 100 лет, палец твой», — отмахнулся Женька. «Мы правду хотим услышать. Отвечай, злодей. Что вы задумали?» «Да я вам говорю, что не я это», — принялся объяснять тот. «Я вообще не понимаю, что происходит. Вначале наш офис ушел под землю, я испугался и убежал. Потом я пошел домой и обнаружил там папку, которую выкрали у нас еще утром. Я снова испугался и убежал, ведь получается, что кто-то проник в мою квартиру. После чего я прятался и плутал по улицам, чтобы проверить, нет ли за мной хвоста. Когда понял, что за мной никто не следит, я решил вернуться домой и вызвать копов, но там увидел свет в окне своей квартиры. Я даже не знал, что это вы. Мне снова стало страшно, и я побежал. А потом там такое началось, взрывы, драка, мой дом, его больше нет». Закончил он грустным голосом и всхлипнул. «Ну, допустим, что ты говоришь правду», — сказал я, с задумчивым видом почесывая свой подбородок. «А что тогда ты делаешь здесь?» «Я за вами следил», — тихим голосом ответил он. «Мне почти сразу пришло видео, где вы совершаете преступление. Я подумал, что смогу вас остановить, когда вы будете грабить что-то еще, и решил проследить за вами, а затем поймал бы вас с поличным и получил награду». «Маркус, как давно мы работаем вместе?» — спросил его Кэм. «Не помню, давно уже», — пожал плечами тот. «Мы хотя бы раз сделали что-то такое,
чтобы позволило усомниться в нашей честности и преданности нашему общему делу, продолжал Кэм. Да нет, ни разу, задумчиво ответил Маркус. Тогда почему ты вот так сразу поверил в то, что мы в один момент стали преступниками? Удивился Стип. Да я бы и не поверил, но все улики указывают на вас. Сначала я получил видео, потом обнаружил вас у себя дома, Белла вот еще наябедничала. Ну, конечно, Белла. А то, что она первая в драку полезла, это нормально, да? Возмутился Кэм. Ну я же не знал, я той драки не видел, все только со слов Беллы. Оправдывался Маркус. Но даже если опустить ее рассказ, все равно же есть видео. То есть, мать твою, тебе даже в голову не пришло, что видео может быть поддельным? Удивленно поднял брови Фред. Ты забыл, где ты работаешь? Мы что, с такими уликами ни разу не сталкивались? Сталкивались, конечно, но мы также и сталкивались с тем, что супергерои периодически переходят на темную сторону. Разве не так? Парировал тот. Вспомнить хотя бы Азазеля и Грету. Ну, это да, это было. Почесал макушку гепард. Вот почему я не должен был поверить видео и Белле, имея уже подобные прецеденты? Спросил Маркус, но прозвучал этот вопрос как-то радостно, что ли. Видимо, рад тому, что сумел оправдаться. «Отпусти его, Фред», — тихонько сказала Алена, и тот почему-то сразу ее послушался. «Он слишком глуп и труслив, чтобы быть злодеем. Хотя тоже нехороший человек, но точно не тот, кого мы ищем». «О, благодарю вас, мэм, вы очень добры», — расплылся в улыбке Маркус. Он поднялся с пола и принялся отряхивать свою одежду, а затем внезапно попытался сбежать. Ну как сбежать? Так, дернулся было вперед. Но Жека придержал его своей здоровенной ручищей. Ладонь практически всю грудь закрыла, когда Маркус в нее уткнулся. Женька поднял вверх указательный палец, поводил им из стороны в сторону и подсокал языком. Бывший начальник супергероев сник и тяжело вздохнул. «Я думал, мы закончили», — произнес он. «Мы закончим, когда я это скажу, мать твою», — строго сказал ему Фредди. «Маркус, а скажите, вам вот самому за себя не стыдно?» — вдруг спросила Алена. Видимо, она задела его за что-то живое, потому что тот расплакался чуть ли не во весь голос. Кэм ему даже платок протянул. Он, кстати, снова стоял в деловом костюме. Хотя я помнил, что у него их было 4, и все они должны были закончиться, когда он разорвал последний в поезде. «Стыдно», — вытирая слезы, вдруг сказал Маркус. «Я, может, тоже хочу, как они». Он указал на нас пальцем, а я не могу, потому что нет у меня такой силы. «Ну и что?» — продолжила диалог Алена. «У вас наверняка есть и другие таланты». «Может и есть», — продолжая ныть, согласился тот. «Но их никто не замечает. А я, может, тоже хочу, чтобы у меня автограф просили». «Ой, да пожалуйста. Я тебе с радостью всех своих фанатов отдам», — вдруг заявил Фредди. «Правда?» — высморкался в платок Маркус. «Ну а что? Думаешь, мне жалко, что ли?» — пожал плечами Фредди. «Зато, мать твою, ты зарплату получаешь больше меня». «Это да», — всхлипнул тот и начал успокаиваться. Даже улыбнулся слегка. «А еще я лучше всех разбираюсь в документах». «Ну вот», — улыбнулась Алена. «А говорит, талантов нет. Оказывается, ты умеешь делать то, чего не может никто из них». «Неправда, Кэм тоже отлично разбирается в бумагах», — признался тот. «Хотя стойте, вы всю папку изучили?» «Ну да». Насторожился я, ожидая, что вот сейчас будет еще одна подсказка. «Я знаю, как вам доказать, что не Сол. Это не я». «Вот, это уже ближе к делу», — потер ладони Женька. «Жек, да мы и так уже это поняли», — поправил я товарища. «Это когда успели-то?» — возмутился тот. «Лично я этому шипздику не верю». «Вот тут я не могу не согласиться с тобой», — произнес Фредди и стукнул Женьку кулаком в плечо. «Ты забыл добавить мать твою, мать твою!» — хохотнул тот и саданул Фредди в ответ. Теперь они оба стояли и улыбились как два... В общем, все знают, признаком чего является улыбка без причины. Но в одном они были правы. Этому шипздику верить не стоит. «Что именно ты еще заметил в документах?» — спросил его я.
Ведь получается, что ты подписывал все бумаги. Само собой, я согласовывал каждый из тех документов, ответил Маркус. Просто я вспомнил, что мы уже приходили к таким выводам, будто в нашем управлении сидит крот. И при каких обстоятельствах вы это подозревали? Зацепился за ниточку я. Просто была какая-то целая цепь преступлений не по вашему делу, задумчиво ответил он. И там все выглядело так, будто бандит знает, как мы работаем. Понимаете? Не то, что показывают по телеку, а именно всю эту грязь, с чем нам приходится работать. Почему вы решили связать это с данным делом? Задал я еще один наводящий вопрос, чувствуя, что разгадка уже близко. Вы знаете, логика его действий очень схожа, только сейчас преступник действует более нагло, ответил Маркус после недолгой паузы. И у меня такое чувство, что он работает где-то в архиве. Там действительно трудится странный тип, мрачный, неразговорчивый такой, и, если я не ошибаюсь, мужика этого зовут Соломон. Нет, сдался я, понимая, что нащупал не совсем то. Это было бы слишком просто. Ну вот, а я уже было думал, что попаду на Рождество к родителям. Грустно сказал Кэм. Точно, Рождество. Наконец дошло до меня то, о чем я совсем забыл за всей этой кутерьмой. Скажите, а Санта-Клаус с посохом ходит? Насколько я знаю, нет. Задумчиво ответил Фредди. Дед Мороз в опасности, сказал я. Его посох управляет метелями. Точно, согласилась со мной Алена. Еще нужно связаться с Таранисом. Вполне возможно, что он пока еще на нашей стороне. Жека, позвони нашим, предупреди их, попросил я богатыря. Лететь обратно долго, но предупредить мы еще успеем. Тот кивнул, вытащил из кармана телефон и начал быстро тыкать пальцем в экран. «Алло, Борис Аркадьевич», — заговорил он в трубку через какое-то время. «Да, понял. Мы как раз за этим и звоним». Он отнял трубку от уха и прикрыл микрофон рукой. Минуту назад какой-то хулиган выхватил посох у деда в метро. «Ваш Дед Мороз на метро ездит?» — удивленно спросил Фредди. «Ну да», — кивнул Женька. «До этого вообще пешком ходил». «Как же он везде успевает?» Тут же задумался тот, а Женька снова вернулся к телефонному разговору. «Так мы ему в этом помогаем», — ответил я за товарища. «У нас в каждой семье по Деду Морозу, а он через нас всех силу волшебную в каждый дом приносит». «Это верно», — заулыбался Женек. «У нас в новогоднюю ночь все богатырями делаются». Аленка прыснула от смеха, и тут даже вечно хмурый Фредди не смог удержаться от понимающей улыбки. «Может, я уже пойду?» — с надеждой посмотрел на нас Маркус. «Ступай!» — прихлопнул я его по спине, у того даже коленки слегка просели. «И смотри, будешь себя так вести, накажем». «Только попробуй нас сдать!» — выдвинул лезвие Фредди. «Я на твоей заднице такой узор сделаю, мало не покажется». «Да я не в жизни!» — приложил ладони к груди тот и галопом побежал по коридору. Через мгновение он уже скрылся на лестнице, а мы снова перешли к делу. «Фред, что у тебя?» — спросил я по поводу Тараниса. «Он послал меня в задницу», — ответил тот. «Даже слушать не стал». «Выходит, мы опоздали?» — грустно произнес я. «Хотя остались еще символы Земли, те самые континенты. Постой, Ален, что ты там говорила по поводу ритуала?» «Да оно скорее как пророчество звучит», — ответила она. «Сейчас дословно вспомню. 3 водами омытые, 3 ветрами осушенные, вспыхнут в 3 огнях живых, 3 континента различных». Подняв глаза в потолок, произнесла она. 3 водами это уже поздно, 3 ветрам тоже не смогли помешать, забормотал я. С огнем тоже все ясно, но что имеется в виду под 3 континентами? Я думаю, что они ботинки мои воруют специально для этого. Выдал свою очередную идею Женька. А что? Я в наших кроссовках прилетел, их под землю утянули, мне Фредди местный купил, одного теперь тоже нету. Жек, мне кажется, это просто ты, раздолбай. Разгромил я его версию в пух и прах. А вы, кстати, зря отметаете эту теорию. Заступилась за своего жениха Аленка. Она вполне логичная, осталось только все проверить. Это как же проверять будем? Поинтересовался я. И тогда почему именно он, что мешало с меня обувь снимать? Вот здесь не знаю, сдалась она.
«Вот то-то!» — кивнул я. «Здесь должно быть что-то еще». «Может быть, там имеется в виду сказочная земля?» Прозвучала здравая мысль от Кэма. Например, земля из Нарнии. «Тридевятого царства», — продолжил я за него. «Ну и элементарно нашего обычного мира», — закончила Алена. И мы все переглянулись. Здесь чувствовалась логика и вполне себе неплохая. Значит, теперь Солу понадобится шкаф, в котором имеется вход в Нарнию, и балкон Бориса Аркадьевича, с которого открывается прекрасный вид на Тридевятое царство. Если первое еще как-то можно украсть, то через всю школу богатырей ему не пройти. Все мои размышления рассыпались о громкий крик, который исходил снаружи здания вокзала. «Внимание! Вы окружены! Выходите с поднятыми руками!» — доложил обстановку громкоговоритель. «Сопротивление бесполезно!» «Он явно шутит», — улыбнулся Стипман. «Кто знает, Кэм?» — серьезно призадумался Фредди. «Неужели ты действительно хочешь, чтобы нас посадили за сопротивление полиции или объявили вне закона по всем штатам?» «Не очень хорошая идея», — согласился тот. «Но и сдаваться я не собираюсь». «Тогда нам нужно просто сбежать», — предложила Алена. «Я за». Тут же поддержал ее Жека. «Мы в деревне часто от ментов убегали. Поди и эти не догонят». «Кэм, я все хотел спросить». Резко сменил тему я. «А где ты берешь свои костюмы? Ведь я точно помню, что у тебя их было 4». «Верно подмечено», — улыбнулся тот. «Я из поезда позвонил своему помощнику, и он отправил вертолетом еще один портфель. Затем забрал его из камеры хранения на вокзале минут 20 назад». «А как далеко сейчас этот вертолет, Кэм?» Медленно произнес я. «Черт возьми!» Словами Фредди произнес тот и схватил трубку. Через некоторое время он посмотрел на нас менее веселым взглядом, а затем отменил свой запрос. «Увы, эта птичка имеет всего 2 места», — пояснил он свое действие. «Даже если мы сможем в него влезть, он просто не взлетит». «Кэм, тебе вертолет не нужен», — задумался я. «Грузим в него Фредди и Алену, ты прикроешь их с воздуха, а мы сдадимся полиции». «Ты в своем уме?» Тут же забраковал мой план Фредди. «Я вас не оставлю». «Нет, Фредди, оставишь», — помотал я головой. «Пойми, это наилучшее решение в нашей ситуации». «Что ты задумал?» Внимательно посмотрел на меня Стипман. «Нас не повезут в тюрьму. Нас, скорее всего, депортируют», — ответил я. «Для этого нас обязаны передать в посольство, а вы, в свою очередь, пока сможете заняться поиском шкафа». «Но как же вы?» — снова спросил Фредди. «А нас выпустят ближе к вечеру», — подмигнул ему я. «Есть у нас один знакомый кот, который умеет договариваться с властями». «Еще какой кот? Вот закончим дело, приедете к нам в гости, мы вас с ним познакомим», — с улыбкой произнес Женька. Кэм снова поднес телефон к уху и приказал вернуть вертолет. «Нам нужно продержаться примерно 10 минут», — сказал он, завершив вызов. «Ну, это, думаю, возможно», — усмехнулся Жека. «Ну что, пойдем? Покажем нашу силушку, богатырскую». «Будь осторожнее», — сказала Алена и поцеловала жениха. «Мы будем ждать вас». «Да, найдете нас в моем логове», — кивнул Фредди, а затем улыбнулся и добавил. «Я же говорил, что ты чертов гений». Мы обнялись и отправились с Женькой сдаваться полиции. Но не просто так. Нужно будет немного пошуметь, чтобы отвлечь внимание от наших друзей. Надеюсь, нас за это не посадят в тюрьму, иначе всему моему плану конец. Мы вышли на улицу и подняли руки над головой. В глазах сразу зарябило от множества мигалок на крышах полицейских машин, и мы снова услышали этот голос, который был усилен громкоговорителем. «Лечь на землю, руки за голову!» Поступил приказ со стороны служителей закону. «Если не подчинитесь, мы будем вынуждены открыть огонь на поражение. Выполнять!» Кажется, наш план вот-вот затрещит по швам. Но буквально в следующую минуту над нашими головами затрещал двигатель вертолета. Он домчался быстрее, чем обещал. Мы подняли головы и увидели, как быстро нырнули в салон Фредди и Аленка. Полицейские подняли свое оружие
Весь прицел сбил Кэм, который взмыл в воздух в своем плаще перед вертолетом. Стрелять было бесполезно, ведь Стипмана пули не берут, а обзор он перекрывал неслабо. Вертолет тут же заложил маневр и начал быстро отдаляться, пока кумир моего детства загораживал его своей грудью. Поняв, что лучше синица в руках, чем Стипман в небе, полицейские бросились на нас. Через мгновение мы оказались закованы в наручники. Правда, Женьку заламывало сразу по 3 офицера на каждой руке. Но тем не менее, мы уже слышали наши права и двигались каждый к своей машине. «Я требую, чтобы меня отвезли в посольство», — тут же заявил я о том, что являюсь гражданином другого государства. Полицейские опешили, но закон нарушать не решились. Спустя долгих полчаса переговоров по телефонам и рации с матами и недовольными криками было решено выполнить наши требования, дабы не осложнять политическую обстановку. Тем более, что при аресте мы не оказали совсем никакого сопротивления. Глава 11. Арестанты. Как я и планировал, нас повезли в посольство, чтобы вытурить из страны. Ну кому нужны чужие преступники? Своих девать некуда, а тут еще и такие, богатырские. Только вот запутались местные власти. Да так, что не понимают они. Не тех из страны гонят. Да если бы мы захотели пошуметь, давно уже половину города с землей сравняли. Ну да не беда, выкрутимся. Уж со своими договориться куда проще. Однако я немного ошибся. В здание посольства нас завели в наручниках, передали другим людям в форме, и на нас снова нацепили браслеты. Только уже свои. «Эй, братцы, да вы что? Мы же свои!» Возмутился было Женька, словно прочитав мои мысли, но ему даже не ответили. «Это что такое?» — указал человек из посольства на босую ногу моего товарища. «Специальное отношение к гражданам другого государства?» «Его взяли в таком виде», — равнодушно ответил полицейский. «Мы проверим», — строго сказал тот же человек, единственный из всех, кто был в деловом костюме. «Сколько угодно», — отмахнулся полицейский и покинул здание. Нас обыскали, вытащили все из карманов, в том числе и телефоны, а затем завели в камеру и замкнули замок на решетке. Вот это поворот! Мы имеем право на 1 звонок. Напомнил я о своих правах человеку в форме охранника. «Это за дверью», — усмехнулся тот в ответ. «Здесь ты имеешь право на тишину, и если будешь мне тут шуметь, я тебе быстро ребра посчитаю». С этими словами он вышел за дверь и закрыл ее за собой еще на 1 замок. А мы остались с Жекой вдвоем. «Мы все равно сбежать можем», — толкнул меня локтем он. «Я решетку с окна в 2 счета выдерну». «Посреди бела дня?» — усмехнулся я. «Не смеши, нас быстренько подстрелят. А даже если нет, то мы снова получим то, от чего бежали. Нас вся полиция искать станет». «Что же тогда делать-то?» — вздохнул тот. «Эх, сейчас бы пожрать чего, да поспать 1-1.5 часа». «Вот и спи», — разрешил я. «А к вечеру что-нибудь придумаем или само рассосется». «Ну-ну», — скептически хмыкнул Женька и начал укладываться на довольно неудобной скамье. Через пару минут он уже посапывал, натянув на лицо блаженную улыбку. А мне всякие разные мысли покоя не давали. Я все попытался разобраться в этом пророчестве или заклинании. Но вот на самом деле, о чем там речь ведется? Если это пророчество, то здесь уже что ни делай, все одно к этому придет. Тут помешать никак не выйдет. Но тогда зачем нас сюда послали? Что мы вдруг такое можем совершить, если сказки не станет? Вся наша силушка богатырская исчезнет. Но ведь Сол тоже не просто так разогнал своих агентов по всему миру. Собирает артефакты, носом землю роет. Значит, ритуал все же должен быть. Выходит, что не такое уж это и пророчество. Нас очиняет черти что, а ты потом сиди вот, голову себе ломай. И при чем здесь континенты? Могли бы по-русски написать. Так, мол, и так. Земля из стран сказочных необходима. Так нет же. Именно слово «континент» присутствует. Может, Жека не так уж и не прав. Вдруг злодеи на самом деле за ботинками его охотятся. Бред, конечно, но в сказке чего только не случается. Вот только все равно понять не могу,
Почему его обувь важнее, к примеру, чем моя? Нет, странностей здесь хоть отбавляй, а ответов как не было, так и нет. Скрипнула дверь, и на пороге появился охранник. В его руках была какая-то коробка. «Размер какой?» — спросил тот, кивая головой в сторону Жеки. «Без понятия. Но думаю, что не меньше 45-го», — пожал я плечами. Тот кивнул и достал из коробки ботинки. Видно было, что они уже не новые, но и не настолько поношенные, чтобы обуть было стыдно. Я принял от человека в форме обувь и поставил возле лавки со спящим Женькой. «Приложи, может, они и малы будут», — снова кивнул тот. Я молча поднес один из ботинок к ноге товарища, прикинул. Судя по всему, в самую пору будут. В крайнем случае, придется немного пострадать. «Спасибо. Кажется, подходит», — поблагодарил его я. «Не за что», — кивнул тот и немного задумался. «Просто не хочется, чтобы о наших думали, как об оборванцах каких. А такой размер богатырский только у меня одного здесь». «Он что, о богатырях знает?» — подумал я, но напрямую спросить не решился. Может, это он так, к слову, или все же намекает на что-то? «Может быть, разрешите нам сделать один звонок?» — вежливо попросил его я. «Не положено», — строго ответил тот и собрался было покинуть нас. «Тогда мы сбежим?» Вдруг неожиданно для себя выдал я ему то, что мы запланировали сделать, когда стемнеет. «У нас очень важное задание здесь, понимаете?» «О чем речь?» Тут же замер он. «Я не могу вам сказать. Я решил играть в шпиона. Сами понимаете, секретность и все такое». «Ты мне чего тут в уши свистишь?» С улыбкой произнес тот, обернувшись в мою сторону. «Фильмов насмотрелся». «Скорее уж сказок», — усмехнулся я в ответ, хотя в свою очередь попытался намекнуть на свою принадлежность к волшебному миру, но, как видно, промахнулся. «Заметно», — кивнул тот. «Ладно, принесу сейчас твой телефон. У вас ровно 2 минуты». «Лучше его трубку принеси», — указал я на друга. Охранник хмыкнул, но никак не прокомментировал это. Молча вышел за дверь, из-за которой донесся звук запираемого замка. И как его понимать, чью трубку он принесет? На всякий случай решил растолкать Джеку. Тот долго сопротивлялся, но мое упорство ему не победить. К тому же тяжело спать, когда тебе то нос затыкают, то за губу тянут. «Ну чего ты привязался-то?» Наконец сдался богатырь. «А ну как в лоб сейчас дам!» «Даш, давалка еще не выросла», — хохотнул я. «Телефон сейчас твой принесут. Будешь Борису Аркадьевичу звонить, чтоб нас выпустили». «Как тебе это удалось?» Моментально проснулся он и занял сидячее положение. «А это откуда?» Он взял в руки ботинок, покрутил его, заглянул внутрь и зачем-то понюхал. Затем махнул рукой и начал натягивать на свои лапы. «Ишь ты, Made in Australia», — сказал он, рассматривая ботинок на ноге. «Как думаешь, может, второй не надевать пока?» С этими словами он потянулся и начал зевать, да так широко, что того и гляди, челюсть выпадет. Поддался заразе и тоже растянул рот, насыщая мозг кислородом. «Да уж, в твоем случае даже не знаю, насколько быстрее ты потеряешь ботинок. В руках или на ноге?» Выдал я ему свое заключение. «Это правда», — махнул Жека и принялся скидывать кроссовок, чтобы заменить его. Вскоре снова скрипнула дверь, и к нам вошел тот же тип, что и обувь принес. Но, собственно, кого еще здесь следовало ожидать? Ведь именно его я попросил дать нам позвонить. Он молча протянул трубку и постучал пальцем по часам. Я кивнул и тут же выхватил у него гаджет и также быстро сунул его в руку Женьке. «Давай уже, шевелись, тетеря!» Поторопил я его. «Нам всего 2 минуты дали». Руки у того сразу задрожали. Женька вообще был очень чувствительный парень, особенно если дело касалось опозданий. И сам при этом ждать тоже не любит. Чуть стоит задержаться, как он сразу начинает нервничать и пританцовывает. «Алло, Борис Аркадьевич, у нас снова проблемы нарисовались», — бросил он в трубку. «Да нет, мы целые, просто в тюрьму угодили». «Он что несет?» Тут же отреагировал охранник. «А ну верните аппарат». «Подождите, пожалуйста». Попробовал остановить его я. Это он просто так выразился. Вы не понимаете, насколько это все важно.
Все, я сказал, разговор окончен. Строго повторил тот. Мне вообще не следовало с вами связываться. Это вас? Почти тут же протянул ему трубку Женя. Вот же, попаду я с вами. Прошипел тот, но не решился оставить человека на том конце без ответа. Алло, Лебедев слушает. Да, так точно. Их местные доставили. Нет, они в порядке. Просто какие-то неадекватные. Я понял. Он отключил звонок и постоял некоторое время молча с задумчивым видом. «Ждите, за вами скоро придут», — сухо произнес он и вышел за дверь, оставив нас с еще более задумчивыми рожами. «Ты кому звонил-то?» — поинтересовался я. «Как это кому? Директору?» — пожал плечами Жека. «Тогда я вообще ничего не понимаю», — сдался я. «Ладно, ложись спи опять, будем ждать». 2 раза Жеку просить о подобном не нужно. Если бы ему еще и пожрать принесли, то, скорее всего, он так тут бы и остался на ПМЖ, постоянное место жительства. Но еды подавать не спешили, зато времени для раздумий было более чем достаточно. От наших героев не было ни слуху, ни духу, вообще непонятно, делают они что-то или тупо нас дожидаются. Скорее всего, действуют, они не очень-то похожи на размазню. Такие парни сами кем хочешь покомандуют. Тем более, что наводка у них имеется, и действовать нужно не вслепую. Но если мы ошиблись, а Женька нет, то получается, что 3-я пара обуви пока перед глазами и под защитой. Относительный, конечно, но тем не менее. Неужели все так и есть? Вот эти ботинки могут стать причиной гибели всего волшебства? Это даже не эстетично как-то. Но ведь какова вероятность совпадения того, что ему сейчас досталась обувь с другого континента? Если она еще успела его потоптать, тогда можно все сомнения в сторону отбросить. Я уже сам начал дремать, когда вдруг услышал шаги в коридоре. Опять этот противный скрип, и на пороге нашей камеры появился Колобок. Вот только Жеке было по барабану на высокие чины, он как дрых лицом к стенке, так и продолжает это делать. Пришлось бесцеремонно отвесить ему пинка. На этот раз такое понебратское отношение к его 5-й точке сыграло роль быстрого будильника. «Ну все, Ванька, сейчас ты у меня Женька соскочил с этими словами со скамьи и замер, увидев вышестоящее начальство. «Ой, здрасте, Валерий Геннадьевич». «И тебе не хворать», — строго произнес он. «Прошу объяснить, что вы здесь такое устроили, а? Это что за беспредел на чужой земле? Воруете, значит? Страну свою позорите». «Это не мы, Валерий Геннадьевич». Тут же начал оправдываться Жека. «Нас подставили». «Знаю», — спокойно, с улыбкой ответил тот. «Значит так, товарищи богатыри. Докладывайте, что тут у вас? А то эти ничего толком объяснить не могут. Говорят, приняли вас на границе штата, якобы при попытке захватить железнодорожный вокзал с заложниками». Я изложил свои мысли как по поводу того, что мы уже знаем наверняка, так и то, о чем только можем догадываться. Колобок слушал внимательно, ни разу не перебил и не задал ни одного вопроса. «Вот как-то так», — развел я руками, закончив свой рассказ. «Ясно», — твердо ответил тот, с полной уверенностью того, что ему все действительно понятно. «А вот я ничего не понимаю», — помотал я головой. «Может быть, вы мне попробуете объяснить?» «Я думаю, что ты прав, и последний ингредиент заклинания находится сейчас на ногах этого обалдуя». Кивнул он в сторону Женьки. «Все сходится». «Так что же нам делать? И почему именно его обувь стала так важна? Я все никак не мог найти этому логического объяснения». «Вам пока ничего не нужно делать», — ответил Колобок. «Сегодня ночуете здесь, и если ты прав, то на вас, скорее всего, попытаются напасть с целью завладеть последним ингредиентом». «Но там наши друзья, они ждут нас», — указал я рукой в сторону окна. «А вдруг я ошибаюсь, и обувь здесь совершенно ни при чем? Вдруг все дело именно в сказочных землях?» «Вряд ли», — покачал головой тот. «Нет смысла называть эти страны континентами. Здесь речь идет не о конкретной земле, ведь все, что ты сказал, имеет прямое объяснение, поэтому не думаю, что в конце стали бы что-то делать косвенным». «Может быть, имеет смысл связаться с Фредди и Кэмом?» — спросил я. «Они могут прикрыть нас снаружи». «Где, ты говоришь, они собираются вас ждать?»
От поддержки Валерий Геннадьевич решил не отказываться. Думаю, что ты прав. Стоит передать им послание. Я сдал явку Фредди, надеясь, что он не даст мне за это по башке. Ведь, по идее, кроме нас, о нем никто не знает. Колобок вышел за дверь, которую на этот раз даже не запирали. Через некоторое время вернулся охранник и отомкнул замок на решетке, после чего вернул все наши вещи и не забыл при этом извиниться. «Я думал, вы шутите», — усмехнулся он после того, как принес извинения. «Но где такое видано, чтобы агенты говорили о делах с посторонним человеком?» «А как же вы тогда узнаете друг друга?» — наивно спросил Женька. «Есть способы», — спокойно ответил тот. «Поработайте подольше, сами все поймете». «Постойте», — придержал я собравшегося было уходить человека. «Вы уж извините за наглость, а не найдется ли у вас что-нибудь пожевать?» «Я распоряжусь, чтобы вам принесли ужин», — кивнул тот. «И побольше пусть несут, не жадничают», — вставил свой комментарий Жека. «А то знаю я их». Человек улыбнулся и вышел. Примерно через полчаса к нам закатили столик-тележку, на котором красовались тарелки с едой. Жека грустно вздохнул, потому как там было только ему, притом на один зуб. А тут еще со мной делиться. Конечно, по нормальным человеческим меркам еды было более чем достаточно. Но для нашего с Женькой богатырского аппетита это пшик. Ну, делать нечего. Нужно уметь пользоваться малым. Мы набросились на ужин. Минут за 15 мы очистили все тарелки. Что касается Жеки, так он свою еще и облизал. «Эх, маловато будет!» Картавя голос, чтобы походить на мультяшного героя, сказал он. «Хотя пофиг, не так уж это и вкусно. Фредди готовит гораздо лучше. Надеюсь, с ними все в порядке», — задумчиво произнес я. «Конечно, в порядке. Что с ними станет? Они же супергерои». Воздел палец кверху мой товарищ. «А вот за Аленку волнуюсь». «Надеюсь, ты прав», — вздохнул я. «А с твоей Аленой точно порядок будет. Она у тебя девка боевая». «Что есть, то есть», — улыбнулся он. «Эх, приедем домой, обязательно женюсь». «На свадьбу-то позовешь хоть?» Раздался голос в открытую форточку. «Ну что, граждане заключенные, тунеядцы и пьяницы, кто желает сегодня поработать?» «Аленка!» — бросился к окошку богатырь. «Ты как здесь?» «Угадай, с 80 попыток», — хохотнула она. «А ну посторонись, сейчас мы вас спасать будем». «Стойте!» — подпрыгнул я с лавки. «Не нужно нас спасать». «Это как это?» В окне появилось удивленное лицо Фредди. «Мы, значит, тут проникли на территорию другого государства. Можно сказать, теракт устроить собрались. А им не надо?» «Просто поверьте, нам необходимо остаться здесь на ночь», — принялся объяснять я. «Скорее всего, на нас будет совершено нападение». «Тогда тем более вас требуется выручить». Теперь еще и Кэм добавился к переговорам. «Мы такой план хороший придумали, а вы?» «Эй, вы кто такие?» Раздался еще один голос, который, видимо, принадлежал охране периметра посольства. «А ну стоять, руки в гору!» Я попросил друзей не сопротивляться, потому как Валерий Геннадьевич и так собирался за ними послать. Ну а получилось так, как получилось. Что, впрочем, тоже неплохо. Друзей, как и положено, вначале повязали, но через какое-то время привели к нам, чтобы мы немного пообщались, обменялись информацией в конце концов. Ну и без обнимашек тоже не обошлось. Алена строго осмотрела своего жениха, даже майку ему задрала, чтобы синяки пересчитать, а то вдруг новых без нее добавилось. Потом, конечно, успокоилась, что с Милым все в порядке, и никаких подвигов без ее участия он не совершал. Мы побеседовали, я рассказал о возможной ситуации с ботинками Жеки, что не обошлось без сарказма. Но как в такое поверить? Мне, честно говоря, и самому все это кажется бредом. Но Колобок не дурак. Не будет он рисковать своей жизнью и делать ставку на невозможное. Но у меня все равно были сомнения, что-то не давало мне покоя, мне все время казалось, что мы что-то упускаем. «Ребята, а что это за история с Азазелем и Гретой, о которой мне говорил Маркус?» Задал я вопрос, не дававший мне покоя с того момента, как я услышал эти имена. «А что?» — спросили в один голос Кэм и Фред. «Да фиг его знает. А вдруг это имеет отношение к нашему делу?»
Почесал я макушку. Да нет, вряд ли. Это несколько лет назад было. Махнул рукой Кэм. Ну а все-таки, продолжал настаивать я. Или это военная тайна? Да нет, но там история какая-то мутная, нахмурился Стип. Мы, если честно, так до конца и не поняли, как такое вообще вышло. В общем, слушай. Азазель был тоже челом со способностями. Он мог перемещаться между другими мирами и проходить сквозь любые твердые предметы. Стена для него не была препятствием, хоть каменная, хоть железная или деревянная. Да и с силой обладал немалой. Мог вдарить так, что башка в трусы проваливалась с первого удара. «Да, черт возьми, такой же богатырь, как и вы», — кивнул Фредди. «А почему имя такое странное, Азазель?» — спросил я. «Просто у нас оно ассоциируется с демоном», — кивнул Кэм. «Я знаю, у нас тоже. Демоны, кстати, тоже существуют». «Да ладно, ты серьезно? У меня даже челюсть отвисла от такого заявления». «Более чем. Только они живут не в аду, как у нас принято считать, а в параллельной вселенной. Это целый огромный мир». «Нифига себе!» — выдохнул Жека, а я, подняв все-таки челюсть с пола и взяв себя в руки, сказал. «Дай угадаю. Азазель был как раз из этой вселенной, и он был демоном». «В точку, мать твою! Самый что ни на есть демон!» — подтвердил Фредди, доставая очередную сигару. «У него что, в наличии все демонские примочки? Ну там рога, копыта, хвост и глаза красные?» — поинтересовалась Аленка. А я почему-то представил себе по этому описанию корову, только с красными глазами. Бррр. «Да нет, не все», — рассмеялся Кэм. «Он выглядел абсолютно как обычный человек. Но вот хвост у него был, и непростой. Там на конце лезвия было, по форме как наконечник копья, острое и опасное. Он мог им человеку голову отсечь с одного удара». «Нифига себе!» — только и смог сказать Женька. «Ну да, есть такое. Так вот, он когда в наш мир попал, так ему здесь понравилось, что решил остаться. Говорил, что в их мире преступность всю искоренили, а у нас тут работы полно». Моя челюсть сделала очередной кульбит в сторону пола. Искоренили преступность в мире демонов? Ага. На самом деле они просто называются демонами, а по сути такие же люди, только более продвинутые в плане эволюции. В общем, разговор не об этом. Азазель, ко всему прочему, был еще и кристально честным. Поэтому, когда нам сказали, что он ограбил Национальный банк, мы сначала не поверили. Но не могло быть такого. Кто угодно, только не он. Но когда мы к нему пришли, он подтвердил, что это его рук дело. Только вот глаза у него при этом были какие-то странные, как будто не живые, что ли. Да и говорил он так, словно ему мозги промыли. Нес какую-то ерунду про то, что банк является преступником, он обворовывает граждан нашей страны, обманом вытягивает деньги из бизнеса, прикарманивает себе деньги других государств, и что он, мол, его наказал таким образом. А деньги и золото из хранилища банка никогда не найдут, потому что он якобы перенес их в другую вселенную и раздал там бедным. Бред какой-то, ошарашенно сказал я. Как эти деньги помогут бедным там? У них что, в обороте точно такие же? Да фиг его знает, твою мать. Пыхнул сигары Фредди. Но деньги так нигде и не всплыли. Про золото уж вообще молчу. В общем, в один прекрасный день Азазель испарился из камеры, где его держали, и больше мы его не видели. Действительно, странная история. Промыли мозги, говоришь? Задумчиво сказал я. Так, ладно, а с этой Гретой что случилось? А вот там еще страннее все было. Ее суперспособностью было то, что она могла взломать любую программу, любой компьютер, в общем, любое устройство, где есть хоть маленькая программулина, хоть кусочек этой программки. При этом ей не надо было садиться за клавиатуру. Она могла это сделать, только посмотрев на устройство. Она даже могла чайник выключить на расстоянии. Это очень опасная способность. Как ее не упекли в зону 51 по 1000 замков? Удивленно спросила Алена. Так ее и упекли, когда поймали. Но она оттуда сбегала раз за разом.
пока не догадались посадить ее в бетонный бункер, где из устройств только лампочки. Но оставлять такие способности без дела – это нерационально. В итоге с ней заключили соглашение, она работает на нас, а мы даем ей свободу, хоть и ограниченную. И все шло хорошо, пока 2 года назад она не взломала нашу базу данных и не продала ее. Самое интересное, Грета понимала, что если попадется, то деньгами никогда не сможет воспользоваться. Но это ее не остановило. «А как вы узнали об этом?» – спросил я. «Ну ты даешь. У нас в штате сплошные суперспособности», – удивился Кэм. «Неужели ж мы не отследим свои утечки?» «Так а в чем странность-то была?» Я, как гончая на охоте, уже приготовился и встал в стойку, предполагая, что сейчас услышу пространный взгляд и промытые мозги. А странность, друг мой, была в следующем. Когда ее взяли и спросили, почему, она сказала, что вообще не помнит, как это произошло, и была удивлена не меньше нашего. «Так, может, это и не она была?» – предположил Жека. «В том-то и дело, что она. Камеры наблюдения все показали. В этом вся и странность. Грета могла их отключить или вставить туда любую другую запись. Для нее это мелочи, но она даже не подстраховалась. И это потеря памяти. А что с ней стало?» – поинтересовался я. «Опять в бункере сидит», – с какой-то грустью сказал Кэм. Руководство решило, что если она и сделала это не по своей воле, а под чьим-то контролем, то держать ее на свободе вдвойне опасно. Мы все ненадолго замолчали, думая каждый о своем. А я подумал, что странно-то оно, конечно, странно, но, тем не менее, 2 человека, и не просто человека, а супергероя, попали под чье-то влияние и натворили дел. Что-то мне это кажется знакомым, а может это только совпадение, и я напрасно пытаюсь притянуть все к нашему делу? Ну ладно, как говорится, время покажет, почем раки на рынке. После мы еще немного поболтали и стали готовиться к предстоящей ночи. Фредди и Стипмана расселили по соседним с камерой комнатам, Алену спрятали на 2-й этаж от греха подальше. Она, разумеется, сопротивлялась, но Жека настоял. И, казалось бы, капризная девчонка, а сразу же послушалась, поцеловала его и с грустным видом согласилась пересидеть опасность. Все, мы готовы к встрече гостей. На улице начало темнеть, и вскоре зажглись фонари. Значит, с минуты на минуту к нам могут пожаловать гости. Это, конечно, если я и Жека все же окажемся правы. Интерлюдия 4. А нам понравилось. Совершив все нужные звонки и немного выждав время, я вышел к своим сообщникам. Они задорно болели за футбол, попеременно выкрикивая комментарии в адрес игроков. Больше всех переживал, конечно, Сплай, который сделал ставку на команду Германии. Я посмотрел на счет 2-1 в пользу прусаков. А на таймере почти 90 минут. Если Италия отыграет мяч, то будет назначено дополнительное время. Но пока видно, что инициатива находится у немцев, отчего лицо бегуна светится от счастья. Как мало нужно людям для этого. Выиграла твоя любимая команда, и все. Наслаждению нет предела. Но люди не умеют радоваться в одиночестве. Им обязательно нужно этой радостью с кем-то поделиться. И начинается. Одни ездят по городу с флагом своих любимцев и жмут от радости на клаксон, и плевать, что 2 часа ночи. Ведь радость-то какая, выиграли. Пусть народ проснется и тоже порадуется. Другие, которые не просто смотрели на выступления своих любимчиков, а еще и вливали в себя литрами пива, вскакивают с радостными криками, с этими же криками выбегают на улицу и начинают горлопанить на всю округу и обнимать ничего не понимающих прохожих, дыша им в лицо пивным амбре. Есть еще одна категория, сильно отличающаяся от первых 2. Там натуры очень эмоциональные, с тонкой душевной организацией. Чуть что, сразу в морду бьют от радости. И неважно, выиграла или проиграла их любимая команда.
Главное, кому-нибудь фасад разбить. Наконец, финальный свисток оповестил об окончании матча. Сплай тут же подпрыгнул и начал кричать. Вот, наглядный пример второй категории болельщиков. «Да, да, мать твою!» Прыгал он по гостиной и размахивал руками. «Вот так! Получите, гребаные макаронники!» «Я бы на твоем месте был потише с такими выражениями», — попытался я образумить Супера. «Здесь гораздо больше народу болело именно за свою страну». «Да мне плевать», — самодовольно ответил тот. «Пусть вначале догонят». «Боюсь, в этом не будет никакой необходимости», — сказал я. «Нам пора покидать эту гостеприимную страну. Нас ждут великие дела». «Куда на этот раз?» — поинтересовался прыгун. «В Каир, мой мальчик», — улыбнулся я. «Будем изучать древнейшую из историй древнейшего государства». «Можно точнее, а то я там, кроме как в Гизе, нигде и не бывал», — задал наводящий вопрос тот. «Так, я не понял», — удивился я. «А вы что, вот так сразу и согласились? Даже упрашивать не придется». «Ну, ты там пока с Граалем обнимался, мы тут пообщаться успели», — сказал Стив. «Мы решили, что нам нравится быть злодеями, и мы согласны помогать тебе дальше, но не бесплатно, конечно». «Так», — улыбнулся я, уже понимая, что сейчас прозвучит очередная тупость. «В общем, с тебя живая вода и $1 миллион», — продолжил фразу Сплай. «Ишь ты!» Я едва в голос не засмеялся. Вот прямо 1 миллион и ни центом меньше. А как вам его выдать? На счет перевести на острова Каймановые? Или наличными выдать? И как, 1 на 2 или каждому? Каждому, естественно. Пожал плечами Сплай, всем своим видом показывается, что это само собой, разумеется. Вы уверены в своем требовании? Еще раз переспросил их я. Или лучше еще раз подумаете? А чего тут думать, мы все решили, твердо заявил Стив. Так что гони деньги и живую воду, или вали в свой Каир один. Ладно, усмехнулся я и направился в свою комнату. Эй, чего ладно-то? Просеменил за мной Салтатор. Это значит да или что? Это значит пошли вон, придурки, строго сказал я. И чтоб я о вас больше ничего не слышал. А воду живую высунул голову в проем Сплай. Ты обещал. Держите. Бросил я им небольшую склянку с пипеткой в крышке. Принимать по 1 капле на килограмм веса. Не чаще 1 раза в месяц. Вам здесь лет на 100 примерно. А 1 миллион? Тупо уставился на меня бегун. А в задницу иди. Ехидным голосом ответил я. Вы 2 идиота. Я предлагал вам править миром, но вы выбрали 1 миллион сраный. Деньги для вас важнее. Вы своими тупыми головами даже не понимаете, что поставлено на карту. Я не хочу иметь с вами ничего общего. Все. Пошли вон, оба. Ну, Соул! Тут же законючил Стив. Мы же не знали. Мы думали, что ты нас просто используешь и все такое. Тем более мы выполняем самую основную работу. Без меня вы даже задницу вытереть самостоятельно не в состоянии. Продолжал негодовать я. Хотя все это, конечно, было театром. На самом деле меня забавляло то, как эти двое пытаются выкрутиться из сложившейся ситуации. Все, валите отсюда. А я, пожалуй, предложу этот мир кому-нибудь более понимающему. Да ладно тебе, Сол, чего ты завелся сразу? Продолжил попытки сгладить отношения Стив. Мы же не отказываемся помогать. Просто хотелось бы немного на этом заработать. Нет, все, хватит с меня ваших идиотских запросов и истерик. Я не собираюсь каждый раз упрашивать вас. Я начал делать вид, что немного остыл. Дальше сам разберусь. Вы мне больше ничего не должны и свободны как птицы. А если мы пообещаем, что больше не будем? Проглотил мой намек тот. И без вопросов станем выполнять все твои требования. Да знаю я все эти ваши пустые обещания. Махнул я рукой, но, тем не менее, вещи в сумку кидать перестал.
«Вот честное слово, мы больше не будем, Сол», — произнес Стив, а Сплай за его спиной часто закивал головой в подтверждение его слов. «Честно, честно». «Ладно», — немного подумав, ответил я. «В первый и последний раз», — строго произнес и погрозил им пальцем. «И чтоб без всяких глупостей, делайте все, что я говорю. Поняли?» Оба одновременно кивнули головой, а Сплай толкнул товарища локтем и пробормотал что-то типа «Я же говорил, что не согласится». Ну, прямо двое из ларца, одинаковых с лица. С другой стороны, найди я в свою команду кого-нибудь поумнее, вряд ли удалось бы ими так манипулировать. Как говорится, нет худа без добра. Вот и у этих головы худые, но прок от них пока еще есть. Сборы заняли совсем немного времени, а затем мы покинули Рим и перенеслись в закоулки Каира. Этот город может напугать кого угодно. Планировка отсутствует от слова совсем. Можно идти по достаточно широкой прямой улице и, в конце концов, упереться в тупик. Здесь сосредоточено 90% населения всего Египта, и жизнь их мало чем отличается от большинства народов Африки. Погода позволяет спать прямо под открытым небом, что не способствует развитию трудолюбия. Вообще, экваториальные народы очень редко обладают подобным качеством. Иногда даже удивляет то, что когда-то давно их предки могли создавать подобные архитектурные шедевры. Работать этих людей заставить крайне тяжело. Совсем другое дело революция. Вот взять в руки автомат и пойти свергать неудобного правителя — это запросто. А то, что нужно убрать мусор после себя, так это завтра. Вообще, услышав слово «завтра» от египтянина, нужно расценивать это как «никогда». Вот исходя из всего этого и живет самый густонаселенный город в стране. Кучи мусора, которые должны убрать завтра. Недостроенные дома тоже дожидаются завтрашнего дня. И толпа недовольного нищего населения, готового в один миг взяться за оружие. Не зная нужных людей и не обладая связями, в этой стране можно запросто потеряться и пропасть навсегда. Достаточно вывести несговорчивого клиента в пустыню и оставить там без еды и воды, так сказать, на волю Господа. Шансы выйти в такой ситуации к людям практически нулевые. Стив вынес нас к отелю, фотографию которого я показал на телефоне. Разница во времени с Римом всего час, так что мы появились, хоть и вечером, но не столь поздним, чтобы на улицах не было никого. От забора, который отделял территорию отеля от остального города, в нашу сторону тут же рванули нищие. «Дай $1!» На ломаном языке принялись клянчить они. $1! Дай $1! Мимо этой толпы, которая облепила нас, словно цыгане, пройти не так-то просто. Глупый Стив решил пожалеть их и сунул в несколько рук по $1. И тут остальных будто током ударило. Они начали хватать нас за одежду, руки, тянуться к нам и всячески мешать пройти. «А ну, брысь!» — рявкнул я, и тут же наступила тишина. «Я сейчас полицию позову». Толпа немного утихла, поведение стало более ровным, но отпускать нас, не получив добычу, они все равно не собирались. Однако стоило нам поравняться со шлагбаумом, который перегородил проход в отель. Нищие тут же разбежались, не рискнув преследовать нас на охраняемой территории. Работники вежливо поздоровались с нами, хотя еще секунду назад даже не дернулись помочь своим будущим постояльцам. С номерами вопрос решился очень быстро, и буквально через 20 минут у каждого из нас уже имелся в руках ключ от номера. На завтра у нас запланирован поход в музей. Будем культурно обогащаться, а заодно решать, как и где входить. В общем, планировать ограбление. В декабре в Египте странная погода. Ночью температура опускается до минусовой отметки, а днем жара до 30 градусов. Вроде на солнышке печет,
Но стоит подуть ветру, как холод пронизывает до костей. Непонятно, как одеваться в таких условиях. Национальный музей Каира хранит в себе множество артефактов. Некоторые даже находятся на всеобщем обозрении. Хотя на самом деле их столько, что просто невозможно разместить все, даже в этих огромных залах. Стив и Сплай бродили за мной со скучающим видом. Ну вот неинтересны им древние камни, непонятные скульптуры и письмена. Но все поменялось, когда мы вошли в зал золотых украшений. Именно здесь хранился золотой саркофаг фараона Тутанхамона весом более 100 килограммов. Вот тут в них проснулся настоящий азарт охотников. Планы по ограблению музея посыпались один за другим, а я с улыбкой выслушал их, не смея мешать. Скажи я им, что наша цель вовсе не золото, а древний папирус, так и вовсе идти откажутся. А так хоть сейчас в бой готовы. Суперов я отпустил через несколько часов, строго-настрого приказав быть к 10 вечера в отеле. У меня же осталось еще несколько дел, которые должны были помочь в предстоящем деле. Вначале я спустился в подвальное помещение, где, собственно, и хранились все древние рукописи Египта. Для этого пришлось засветить удостоверение археолога. Якобы мне необходимо кое-что уточнить для ведения дальнейших раскопок. Дело это вполне себе обычное, а тот, чьим именем я воспользовался, имел достаточно серьезный уровень доступа ко многим архивам. Казалось бы, на этом можно и остановиться, спокойно совершить кражу и уйти восвояси, но в таком случае придется забыть об этой личности, которую я создавал с таким трудом. Осмотрев якобы нужный мне документ, я сделал его фотографию, отключив при этом вспышку. Заодно зацепил и само помещение, в котором мы и должны были оказаться в момент прыжка. Ну все, остался последний штрих — дождаться своего часа и забрать нужный мне предмет. Так, мальчики, по устоявшейся традиции я собрал сообщников в гостиной своего номера. Сейчас переносимся в музей все вместе. Охрана там ленивая, не чета той, что была в Ватикане. Так что особо волноваться нечего. Их там всего 6 человек, и, как правило, по галереям музея они даже не ходят. Наша цель — подвал. Быстро входим, берем то, что нужно, и ждем моего сигнала к выходу. Мне нужно будет еще в архивах немного покопаться и за компьютером посидеть. Ваша задача — вырубить любопытного, если такой появится, и перенести его куда-нибудь. Все поняли? — Ну да, все просто, — отмахнулся Стив. — А мы потом золото заберем? — Нет, — строго отказал я. — Ну почему? — удивился за своего товарища Сплай. — Нам разве не пригодится финансовая поддержка? — Нам не нужно лишнее внимание, — в очередной раз объяснил я. Наше ограбление Ватикана наверняка уже на столе у СВБ, и чем позже до них дойдет то, что мы собираемся сделать, тем лучше. Ну, может, хоть... — начал было Стив. — Нет, уже жестко отрезал я. Или вам напомнить вчерашний разговор? Бегун отвернулся и передразнил меня, кривляя лицо. Салтатор растянул рот в улыбке. Оба решили, что я этого не замечу. Ну, пусть себе забавляются. Придет время, я за все с них спрошу. Все, хватит болтать. Остановил я Стива, который уже открыл рот для очередного тупого вопроса. Давай переноси нас сюда. Я показал снимок архива на телефоне. Хлопок, невесомость, удар в ноги. Все, мы на месте. Я тут же принялся искать нужный мне свиток, а занятие это оказалось более чем сложное. Здесь их было столько, что, не зная, где находится нужный, ни в жизни не отыскать. «Ой, смотри!» — раздался веселый голос за спиной. «Как можно было вообще на таком языке общаться?» «Гы-гы-гы!» — засмеялся Сплай в ответ. «Действительно, язык сломать можно». А дальше
Произошло то, чего я, ну просто никак не мог предвидеть. Казалось бы, что могут сделать два идиота, которые находятся в скучном для них месте среди древних рукописей? Оказалось, могут. И еще как. Эта парочка, маясь от скуки, нашла транслит древнего заклинания. Если быть более детальным, то они читали мертвый язык, который написан латинскими буквами. Это для понимания звучания. Ну и кто бы мог подумать, что это бормотание, которое перебивалось идиотским хихиканьем, совпадет с космической фазой и сработает так, как и было задумано тысячелетия назад. Вначале ничего не случилось, но посмеялись два супера над древним египетским языком и отбросили в сторону бумажку. Вот только спустя некоторое время сверху начали доноситься возгласы и нездоровая суета, а вскоре прозвучал крик ужаса. «Да что там такое происходит?» — разозлился я. «Стив, посмотри, пожалуйста». Дважды скучающего балбеса просить не пришлось. Он показал язык своему товарищу и быстро испарился. Появился он почти сразу, с глазами полными страха. «Там эти, как их, мумии восстали!» От переполняющих эмоций еле смог выговорить он. «Да вашу же мать!» — не выдержал я. «Я же просил вас ничего не трогать». «Что конкретно вы здесь читали?» «Вот это, кажется», — указал Сплай на какую-то бумажку. «Или не это?» «Идиоты!» — только и смог сказать я. «Как можно запороть настолько простое задание? Стоять и ничего не трогать?» «Ладно, охраняйте дверь. Надеюсь, охрана здесь еще тупее, чем вы, и не догадается искать обратное заклинание в архиве. Все, теперь время поджимает. Если изначально я хотел провести здесь почти всю ночь, чтобы сделать все тщательно, то теперь нужно управиться на бегу. Первым делом компьютер. Там наверняка есть информация о свитке и о том, где он находится. Так и оказалось. Нужную папку я сумел отыскать, вбив в поисковике Дэриэл Крафт. Компьютер тут же выдал мне все каталоги, которые так или иначе были связаны с работами профессора. В одной из таких и удалось найти полный перевод, черновики и фотографии необходимого папируса. Дальше дело техники. Теперь я знал, где лежит свиток, как он выглядит и что со всем этим делать. Вначале необходимо произвести подмен данных на сервере. Задача не из легких и не из быстрых. Пока мои программы с флешки работали над подбором логина и пароля, я отправился на поиск документа. 5-й стеллаж, 3-й уровень, 425-я ячейка. Подкатил лестницу, вскарабкался и глазами отыскал нужный номер. Все на месте. Отлично. Хватаю сверток, папку, которая находится рядом, вместо них оставляю подделку, которую мне нарисовали прямо в гостинице в зоне с туристическими бутиками. А папку я заготовил еще в Риме. Все, здесь закончил, теперь компьютер и цифровые копии. Едва я спустился с лестницы, как входная дверь распахнулась, и на пороге появилась мумия. Она вытянула руки вперед, зашевелила своими бинтами и, растягивая звук за могильным голосом, двинулась по направлению к нам. Прямо как в кино, мать вашу. Сплай с места рванул в ее сторону и попытался протаранить плечом. Но забинтованный труп в момент столкновения превратился в песок, а Супер пробежал дальше и едва не врезался в косяк. Мумия, как ни в чем не бывало, снова обрела свою форму и продолжила движение, все так же с вытянутыми вперед руками и продолжая издавать тот же звук. В дело вступил Стив. Он ухватился за кончик бинта и телепортировался, не забыв прихватить с собой эту страхолюдину. Появился уже один и с победным выражением лица. «Ты куда ее перенес?» — на всякий случай спросил я. «На пирамиду», — ответил тот. «Ты совсем идиот?» Меня сразу захлестнуло от возмущения. «Ее же могут увидеть. Быстро верни ее обратно».
Так ночь же. Там сейчас нет никого. А завтра, когда придут туристы, там такой хай поднимут, что привлекут внимание всего мира. Хочешь сорвать операцию? Верни немедленно, я сказал. Стив испуганно кивнул и с легким хлопком исчез, чтобы через мгновение появиться вместе с мумией в архиве. «Да не сюда, ё-моё!» Закатил я глаза к потолку. «Наверх куда-нибудь ее перенеси». Снова хлопок, и через мгновение возврат Стива в гордом одиночестве. Где она? На крыше? Твою ж мать, ты совсем дурак. Ай, ладно, оставь там. Махнул я рукой, увидев, что он снова собрался за ней. Толку от этого балбеса будет мало, еще попадется на глаза охране. Покачав головой, побежал к компьютеру, где мои программы уже, скорее всего, подобрали все необходимые ключи. Музей мы покинули спустя 1,5 часа. Все это время я подчищал любые упоминания о существующей рукописи, заменяя их подделкой. Шум в музее уже достиг апогея, и в тот момент, когда мы собирались его покинуть, в здание ворвались специалисты от СВБ. Наутро лишь в одной новости мельком проскочила информация о восстании мумий, и даже прилагалась фотография таковой, которая разгуливала по крыше Национального музея Каира. Но потом власти данную новость опровергли, сказали, что это были просто съемки очередного блокбастера, и на этом все. А я в очередной раз уже пожалел о том, что связался с этими идиотами, которые даже элементарное задание выполнить не в состоянии. Но вот как можно было догадаться посадить мумию на крышу на всеобщее обозрение? Глава 12. Вот так, значит. Напали на нас словно фашисты в 4 часа утра, да и само нападение было не таким, как мы его ожидали. Мои глаза просто слепались, будто их кто-то намазал медом. Раскрыть веки казалось равносильным подвигу. Жека давно храпел, и я уже начал на него злиться за такую безответственность. И как только это состояние достигло апогея, я пнул его в 5-ю точку, а сам сделал вид, будто сплю. Вот только довести шутку до конца уже не представлялось возможным. В этот самый момент, с легким хлопком, в камере появился человек в черном красном костюме и маске. Ну, вылитый супергерой. Я его узнал. Тот самый Салтатор, скачущий, что обчистил наше хранилище. Он схватил, вроде как проснувшегося, и начавшего что-то бормотать Женьку за руку, и прыгнул. Не на одном месте, конечно. Скакать начал, телепортироваться вместе с нами куда-то в другое место. Где мы оказались, я не понял. Вроде как посреди пустыни. Но оно может и правильно. Нечего людям вокруг жизнь портить. Здесь ведь рушить и ломать нечего, кроме супостатов, конечно. А их здесь собралось, по нашу душу, аж 4 штуки. В общем, даже хорошо, что в момент совершения прыжка я успел схватить товарища за лодыжку, иначе отбиваться бы ему сейчас в одиночку от всей этой братьи. Скакун, кроме того, что умеет телепортироваться, видимо, больше не обладал никакой силой. Поэтому, выгрузив нас на песок, совершил очередной прыжок куда-то еще. Теперь мы с Жекой остались 1 на 1 с 4 суперами. «Отдайте ботинок, и никто не пострадает», — заявила через маску Леди-паук. «Ах-охо, тебе не хе-хе», — ответил ей Жека. «Я сейчас вот не поняла, что ты сказал». Удивленно сказала паучиха. «Вы согласны?» «Ага. Сейчас, подожди. Только шнурки поглажу». Продолжил ерничать богатырь. «А то как-то нехорошо получится. Ботинок вроде нормальный, а шнурки мятые». Вы думаете, мы с вами шутить будем? Подал голос Чен, он же дракон. Обувь можно снять из трупа. «А тебя я вообще на опыт сдам». Указал на него пальцем Жека. «Меня в любой лаборатории мира расцелуют за такой ценный экземпляр. Эти хоть только костюмы напяливают». Кивнул он в сторону остальных. «А ты просто оборотень какой-то. Как думаешь, Вань? Ну зачем сразу на опыты? Ему можно и другое применение найти».
Например, насадить на цепь в кочегарке, пусть уголь поджигают, или на металлургический завод, на плавку металла. Все польза будет, хохотнул я, представив дракона на цепи в нашей кочегарке, а рядом бабу Веру с лопатой для угля. У нее не забалуешь. «Да что мы с ними разговариваем вообще?» — возмутился Сплай. Он и рванул первым в нашу сторону. Пошла потеха. Скорость этого супера была и вправду очень высока. Фигура будто размазалась в воздухе, а моя голова слегка дернулась от нескольких ударов в челюсть. Пока я отвлекся на этого неуклюжего противника, по мне отработала паучиха своей личной противной паутиной, пытаясь заклеить мне глаза. Жека вступил в схватку с драконом и мужиком с колесом в одной руке и каким-то странным жезлом в другой. Если я не ошибаюсь, то это тот самый бог Таранис, громовержец. Как по мне, так ему достались более сильные противники. Но это и понятно. Меня-то скорее отвлечь нужно, а с Женьки ботинок снять. Чен начал первым. Раздался хлопок, а потом огромная струя огня, сопровождаемая ревом дракона, устремилась в богатыря. Но тот не растерялся и успел схватить за ногу пробегавшего мимо Сплая. Как ему это удалось, не знаю. Раскрутив его над головой, он создал мощный вихревый поток, который сбил пламя в сторону, а затем метнул его в бога. Они отлетели на несколько метров и принялись барахтаться и матюгаться, запутавшись в длинном плаще обладателя круглого артефакта. Вот только нам от этого ничуть не полегчало. Паучиха принялась поливать нас паутиной, пытаясь привязать друг к другу, потому как бой мы начали спина к спине. Таранис вдарил по нам какой-то вспышкой, которая на некоторое время вывела из строя наши глаза, и бой тут же принял совсем другой коленкор. Из моих глаз брызнули искры и раздался металлический звон, будто мне в лоб кувалдой ударили. А тем временем паутина уже прочно связала нас с Жекой, и мы вместе завалились в песок, не в силах удержать равновесие после импульсного удара громовержца. И вот тут мы с Жекой разозлились. Мы покатились по склону вниз, пытаясь выплюнуть песок, который набивался в рот при каждом кувырке. Паутина не выдержала такого надругательства, да и мы с другом, не из слабого десятка, напряглись, помогли. В общем, освободились от пут. Сверху в нашу сторону что-то полетело. Я едва успел отскочить от вращающегося предмета, похожего на летающую тарелку. Нет, не ту, на которой зеленые человечки периодически посещают нашу многострадальную планету, а ту, что собакам кидают. Этим предметом оказалось колесо, которое бухнулось рядом на песок и образовало на месте приземления неслабый такой торнадо из песка. Еле успел закрыть глаза, рот и задержать дыхание, а то опять песок набьется всюду. Торнадо, к счастью, оказался непродолжительным и прожил всего несколько секунд. Женька тут же попытался схватить оружие, вот только даже на миллиметр не смог его приподнять. Однако улететь вверх, держась за чертово колесо, у него получилось. Таранис ожидал возвращения своего круглого чуда, но никак не Женькину пятку, что прилетело ему прямо в нос. Громовержец упал, а богатырь под тяжестью артефакта тут же принял позу угол в 90 градусов. Плюнув на попытку поднять эту штуку, он схватил за ногу ее хозяина и начал раскручивать его над головой, словно дубину какую. Затем что-то закричал и бросился на дракона. Что там произошло дальше, я не видел. Бархан скрыл от моих глаз эти действия. Но дракон, кувыркаясь, вылетел ко мне буквально через секунду. Упасть он, конечно, не упал. Крылья хоть и маленькие у него, но возложенную на них природой функцию выполняют исправно. И снова метнулся в атаку, чтобы через мгновение опять вылететь с поля боя. Наверх я вскарабкался как раз вовремя. Сплай периодически бегал мимо Жеки и каждый раз стучал ему в бубен. Паучиха уже зацепила руку богатыря несколькими нитями паутины и пыталась удержать ее, чтобы не дать Женьке и дальше отбиваться телом бога. Я в прыжке с двух рук сделал откидку по метательнице паутины. Улетев метра на 4, она случайно попала в дракона, который в очередной раз взлетал над барханом.
Крепко обнявшись, они скрылись из виду. Моему другу, наконец, опять удалось подловить сплая. От удара раскрученным телом громовержца тот улетел вслед за драконом и леди-паук, как валанчик бомбинтонный. В этот момент колесо Тараниса взмыло вверх и оказалось в руке супостата. Один взмах, металлический звон, и Женька падает на задницу, схватившись за макушку, а грозное оружие уже летит мне в лицо. Я едва успел уклониться, и почти сразу до ушей донесся очередной бздынь. Обернувшись, я увидел лишь кувыркающегося дракона, который опять скрылся за барханом. Но буквально тут же наверх выскочили Сплай и Паучиха, а следом за ними с шипением вылетели огненные шары. Сделать мы уже практически ничего не успевали, но, как всегда, помог случай. Немного пришедший в себя после устроенной ему Женькой карусели, бог грома и молний стоял с раскрытой ладонью, и как только в нашу сторону устремились шары, колесо послушно вернулось к своему хозяину, попутно вызвав огонь на себя. Да чтоб тебя черти поимели! — закричал Чен на него. Ты задрал уже со своим колесом! «Ты как с богом разговариваешь, букашка?» Незамедлительно ответил Таранис. Да ты колесник, а не бог! Вернул ему оскорбление Чен и шибанул струей огня и шарами, вот только уже не в нас, а в своего союзника. Начавшуюся драку решил разнять Сплай. Он остановился между ними и развел руки в стороны. «Стойте! Не время сейчас ссориться! Миссия важнее, чем наши разборки!» — прокричал он, но было уже поздно. Дракон едва успел увернуться от летящего ему в голову божественного оружия, а Таранис ушел в кувырок в самый последний момент. Огненные болиды пролетели мимо и скрылись за очередным барханом. А вот колесико на возврате попало в цель, воткнув дракона мордой в песок. И сейчас он напоминал червяка, пытающегося зарыться в землю. Паучиха едва успела выдернуть из этой бучи Сплая, прилепив ему паутину за спину. А двое других суперов вцепились не на шутку. И пока они отвлекали своих товарищей, мы решили воспользоваться ситуацией. Жека наступил на ногу Сплаю и со словами «попробуй теперь убежать» влепил ему хороший апперкот в челюсть. Я поймал вылетевшую в меня паутину, дернул за нее на себя хозяйку этих ниток и встретил ее крепкими объятиями. Она тут же обмякла, только вот я не понял, от чего. То ли от переизбытка чувств ко мне, или я слишком крепко ее обнял. Несмотря на бессознательное состояние белой леди, нить все еще продолжала тянуться из ее руки. Мы с Жекой переглянулись и начали мотать два кокона, пока была такая возможность. Как только оба врага были упакованы, мы устало присели на песок, чтобы понаблюдать, чем же закончится драка между богом и драконом. «Ты случайно не знаешь, что это за бог такой?» — спросил меня Женька. «Подозреваю, что это и есть тот самый Таранис, о котором говорил Фредди», — ответил я. «Вроде все сходится, колесо, которое ты поднять не смог, есть важд, тьфу, язык сломаешь, в общем, вторая приблуда, отвечающая за гром и молнии, тоже в наличии». «А чего они ею не воспользуются?» — удивился Жека. «Ну почему же? Один раз воспользовался. Вспышку помнишь, когда нас с тобой по барханам волоком тащила?» «А-а-а! Только один раз? Она у него что, однозарядная, что ли?» Опять удивился он. «А бес его знает. Может, у нее перезарядка долгая, или он ее своей энергией заряжает, а потому силы бережет». «Тогда я за дракона болеть буду», — немного подумав, ответил богатырь. «Давай свалим по-тихому», — спросил его я. «Пока они тут разбираться будут, мы уже далеко уйдем». «Знать бы еще, где мы», — пожал плечами тот. «А то смысл бежать туда, не знаю куда». Тем временем драка стала похожа на бурю в пустыне. Таранис и Чен катались по песку, сцепившись в клубок и создавая вокруг себя песчаный шторм, из которого периодически показывалась то одна голова, то другая. Женька, выкриками подбадривая дракона, начал развязывать шнурки, затем снял ботинок и принялся вытряхивать из него песок. Я посмотрел на него и решил, что идея вполне здравая, стал заниматься тем же самым. Раздался тихий хлопок, и перед нами снова появился Салтатор.
Он тут же выхватил обувь из Женькиных рук и исчез. Нам оставалось только глазами хлопать и смотреть друг на друга. «Вот урод!» — возмутился богатырь. «Это точно!» — только и смог согласиться я. Тем временем драка прекратилась, и оба супера сидели на песке, тяжело дыша. Дракон обернулся в человека и сплюнул в сторону. Ему тут же прилетел подзатыльник. «Это тебе за колесника», — объявил ему Таранис. А это тебе за букашку. Отвесил ему ответного леща Чен. «Вы чего ржете, уроды?» Это, видимо, уже предназначалось нам. «У меня ботинок украли», — с наивной улыбкой выдал Жека, демонстрируя босую ногу. «Поздравляем», — ответил Чен, но дошло до него сказанное только через несколько секунд. «Как украли? Кто? Когда?» — подскочил он, когда наконец осознал смысл слов богатыря. «Это ваш скакун, тыгодымный, блин», — ответил я за своего товарища. «Так что, видимо, вы победили. Вот только нужна ли она вам будет, эта победа?» «Это не твое дело», — огрызнулся Таранис и поднялся на ноги. Он взял свое колесо, схватил за паутину один из коконов, поднял вверх странный жезл и что-то крикнул. Раздался гром, сверкнула молния, а затем яркая вспышка снова ослепила нас. Когда мы проморгались, то уже ни бога, ни кокона рядом с нами не было. Чен сфокусировал взгляд на том месте, где совсем недавно стояло божество. Тихо, но эмоционально что-то сказал. Судя по всему, выругался на родном языке. А затем поступил точно так же. Только для того, чтобы слинять, воспользовался своим драконьим обликом и прилагающимися к нему крыльями. Однако оставшийся кокон не забыл и прихватил, закинув его себе на спину или хвост. Или как там у них эта длинная часть тела называется. В общем, неважно. Куда закинул, туда и закинул. А для надежности примотал свисающим с кокона концом паутины. «Ну вообще отлично!» — всплеснул руками Жека. «И у кого теперь дорогу спросить?» «Тебя только это сейчас беспокоит?» — поинтересовался я. «А то, что сказка может исчезнуть, тебе пофигу?» «Вань, ты чего разошелся-то?» Удивленно уставился на меня он. «Там же ясно сказано, что ритуал необходимо проводить в самую долгую ночь, а до нее у нас еще 3 дня». «Тогда твой вопрос сейчас действительно по теме». Немного успокоился я. Хотелось бы действительно понять, где мы находимся и как отсюда выбраться. «Ты слышишь?» Внезапно замер Жека. «Что?» Не понял я, но тоже прислушался. В рассветной тишине посреди пустыни раздавалась едва слышимая мелодия. Играло что-то смутно знакомое и родное. «Ё-моё!» — подпрыгнул Жека. «Это же мой телефон!» Тут и до меня наконец дошло, что вдруг за мелодия играет посреди песков с утра пораньше. Расшвыривая его ногами во все стороны, мы принялись искать гаджет, способный вытащить нас из этой задницы. «Алло!» — подхватил вылетевший при очередном пинке телефон Жека. «Алло! Да говорите громче! Это я! Не знаю, ботинок украли, ага. Хорошо, ждем». «Чего там?» Тут же набросился я на него с вопросами. «Кто звонил?» «Федя», — ответил богатырь. «Спрашивал, куда подевались наши задницы, мать их». «Похоже на него», — улыбнулся я. «Ну а ты чего?» «Да откуда же мне знать, куда нас занесло?» — пожал плечами Женька. «Велели включить на трубке GPS, типа вычислят по нему наше местоположение». «И чего стоим?» — полюбопытствовал я. «Когда думаешь включать начинать?» «Ща». Тут же стер улыбку с лица он и начал усердно копаться в телефоне. «Ну все, блин, готово», — произнес он с грустной рожей. «Чего готово-то?» — с подозрением посмотрел на него я. «Сломал», — договорил богатырь, а я лишь глаза к небу закатил. «Дай сюда». Отобрал я у него гаджет и полез в настройки. Чего он там нажимал, не знаю, но телефон отказывался реагировать на нажатие по экрану. Пришлось перезагружать. Наконец, трубка запиликала и включилась. Буквально за 2 клика я запустил спутниковую навигацию. Теперь все. Нам оставалось только ждать. Кто же такой этот Сол? Выяснив это, мы сможем попытаться помешать ему. Но вот незадача. Один единственный подозреваемый оказался не им. А так хотелось. Но как узнать? Как понять? И еще одна вещь,
так и не вяжется у меня с этим ритуалом. То не знаю что. Для чего оно ему понадобилось? Ведь это совершенно лишний артефакт. Хотя это может быть что-то личное. А вот интересно, откуда вообще взялся этот артефакт и каким образом он оказался в нашем хранилище? Блин, сейчас бы пожрать чего. Тяжело вздохнув Жека, сбив меня с размышлений. Тебе лишь бы жрать, упрекнул я товарища. Больше ни о чем думать не можешь? Ну а что еще делать-то? Пожал плечами он и развалился на песке. Все равно ждем. А так хоть польза какая? Это да, согласился я. Слушай, а откуда у нас вообще взялось это, то не знаю что? Понятия не имею, ответил богатырь. Можно нашим позвонить, конечно, но они, скорее всего, тоже не знают. Об этом ни в одном учебнике не написано, значит, никто не в курсе. Это очень странно, задумался я. Я пытаюсь понять, для чего оно понадобилось Солу. Вдруг это что-то личное и поможет нам его найти? Не думаю, отмахнулся тот. Но даже если мы узнаем, кто он, попробуй его теперь отыщи. Он сейчас будет к ритуалу в полную силу готовиться. Скорее всего, затаится. Ну да, я бы так и сделал, согласился я. А как думаешь, где он его проводить будет? На Северном полюсе. Не задумываясь, ответил Женек. Это еще почему? Удивился я. Ну а где еще самая долгая ночь? Пожал плечами тот, всем своим видом показывая, что все элементарно. Блин, Жека! Немного подумав, я посмотрел на товарища. А ведь, скорее всего, ты прав. Вот только не на Северном полюсе, а на Южном. Это еще почему? Приподнялся на локте он. Ну, там тоже самая долгая ночь будет. Вот только там материк есть, а на Северном океан, объяснил ему я. И что? Снова пожал плечами богатырь. Сядут на корабль и вперед. Твори все, что душе угодно. Никто тебе не указ. А в Антарктиде там ученые всякие, станции, шманцы, вопросы ненужные. Ну, это да, снова согласился я. Может, Горыныч откажется твои ботинки жечь? Скорее всего, но это не поможет, вздохнул Жека. Ему достаточно перцем в морду сыпануть, а потом жди себе, когда чихать станет. Он себя в такие моменты не контролирует. Тоже верно, улыбнулся я. Слышал я такую историю, когда он отдыхать поехал, а там у него аллергия на какой-то цветок началась. Так от отеля того только фундамент обугленный и остался. Потому что нечего по заграницам таскаться. Упрекнул его поступок Жека. Вот чего здесь хорошего? Он зачерпнул горсть песка и медленно просыпал его. А там, у этих, жара, гады всякие, комары больные какой-то болячкой, акулы, крокодилы. Не в лес ходить, не искупаться по-человечески. Ай, отмахнулся он. Домой хочу, на рыбалку. Вот победим всех злодеев, к тебе в гости поедем, Фредди с Кэмом возьмем. Не говори гоп, пока не перепрыгнул, а дернул я товарища. Нам бы вначале до своих добраться. Вон Стипман летит. Указал пальцем в небо Жека. Значит, скоро доберемся. И точно. Буквально через несколько секунд перед нами приземлился Кэм в своем черно-фиолетовом облегающем костюме. Его плащ красиво развивался на ветру, да и вся поза была довольно фотогенична. «Балдеете?» Первое, что спросил он. «Угу», — кивнул я. «Сейчас, только травинку в зубы вставлю для полноты ощущений». «Скоро вертолет прибудет», — спокойно отреагировал на мой сарказм тот. «Хорошо, что вас недалеко унесли. Мы все еще в Штатах, но у нас не так много времени осталось. Раз Сол собрал все ингредиенты, то сейчас он, скорее всего, затаится и будет готовиться к ритуалу. Нам нужно попробовать его отыскать». «Ты бы лучше пожрать, чего принес». Недовольным голосом прервал его речь Женька. «А это все мы и без тебя уже поняли». «Ах да, точно». Улыбнулся тот и достал откуда-то из-за спины 2 бумажных пакета. Фред просил передать. «И ты оставил это напоследок?» Возмутился богатырь, выхватывая у него пакет. «То есть тебя не смущает, что Кэм без сумки и пакеты он нес, скорее всего, в трусах?» Подколол я товарища. «Ом-ном-ном, ном-ном-ном». Махнул тот рукой, затолкав в себя
Почти целый гамбургер за раз. «Чего?» — переспросил я. «Говорю, не нравится, давай мне». Наконец, проживав, ответил богатырь. «Ага, сейчас». Усмехнулся я и тоже спрятал еду в самое укромное место, в своем рту. Вскоре послышался треск вертолетного двигателя, а затем появился и он сам, расплываясь силуэтом на горизонте. Интерлюдия 5. Сказочное хранилище. В Москву мы перенеслись сразу из египетского отеля. Сердце тут же кольнуло от ностальгии, от родных запахов и видов. А вместе с этим зашевелилась и давняя обида на все и всех. Колыхнулась в душе, словно волной накрыло, но внешнего вида я не показывал. Точно так же, продолжая разговаривать на английском языке, попросил номер в гостинице. Вежливая девушка на стойке улыбнулась и без запинки ответила на все мои вопросы, выдала ключи и указала в сторону лифта. Да уж, изменилось все, а чужбина-то и не отличить стало. Запершись в номере, я принялся заниматься рукописью. Сейчас было важно понять, что требуется для дальнейшего осуществления моих планов. Те ходы, что я уже продумал, должны закончиться на ограблении хранилища Кощея. По идее, через 2 дня он по графику должен пойти к золоту, но не может он без него, как бы не хотел исправиться. Однако, по слухам, от своей зависимости он избавился, вот только бывших наркоманов не бывает. Так и Кощей. Нет-нет, да и заходит кучу свою обнять, да посидеть с ней часок-другой. Я раскрыл папку и осторожно развернул рядом свиток. Судя по тому, что текст прерывался картинками, все это нужно было читать и смотреть, как единое целое. Собственно, об этом и говорилось в первом документе в папке. Так, что тут у нас в начале? 3 водами омытые. Здесь же имеется картинка с 3 чанами. Что в них интересно? Вроде как написано на каждом что-то. Но что это за слова? Я попробовал расшифровать надпись, подставляя уже известные переведенные символы. Вышло так, что 2 чана имели надпись «вода», но с непонятными приписками. А вот 3 остался для меня за гранью понятного. Логика настойчиво подсказывала о воде студеной, кипятке и молоке парном, из которого по всем законам жанра должен добрый молодец появиться. Или речь о мертвой, живой и ключевой водах. Но в таком случае все 3 котла имели бы в себе слово «вода». Ладно, пойдем дальше. 3 ветрами осушенные. Здесь тоже картинка приложена. Снежинка, дождя несколько капель и просто ветерок. Вроде как кудри закрученные. Под каждой самой собой приписка. И вот здесь слово «ветер» появилось во всех 3 случаях. Значит, прав я с первичными выводами. Студенная вода, кипяток и молоко парное. С ветрами тоже более или менее понятно. Метель, гроза и пустынный, сухой. Здесь придется повыделываться, хотя можно со Стивом нужные места посетить. Вот только думаю, что в ритуале должны волшебные предметы присутствовать. При их помощи и с водой разобраться легче будет. А вот дальше все было ясно, как белый день. Вспыхнут в 3 огнях живых. Здесь точно и понятно был изображен Змей Горыныч. 3 головы плюют 3 огнями, и все огни цвета разного: синее, белое и привычное оранжевое. Теперь последнее, то, что изображено после надписи «3 континента различных». А нарисован там богатырь, который марширует с улыбкой во все 32 зуба, к тому же трехногий. Вот тебе и заковырка.
Ни подписи нет, ни пояснения. И внизу корявыми символами приписка имеется, которая переведена тут же в папке рядом. Ритуал сей обязана выполнить в самую долгую ночь. Все. Я почесал макушку и несколько раз изучил документ. Нового ничего не узнал, но выводы записал и несколько планов набросал на всякий случай. Пока самое непонятное место в конце образовалось, с богатырем и континентами связанное. Но это ничего. Разберемся, надеюсь. Время есть, мозги тоже, так что придумаю, как быть. Однако ошибиться не хочется, и времени жаль потраченного. Да и засветились мы уже так, что каждая собака в курсе. С другой стороны, сильного шума пока нет, иначе бы меня 100 раз уже на работу вызвали. Ограбление века мы совершали почти всю ночь. Действовали по старой схеме. Внутрь телепортировался Салтатор, а Сплай вырубал любопытных, если такие найдутся. Супер мог прыгнуть только в то место, которое уже видел. И лучше бы несколько моих черно-белых фотографий отображали реальную картину. На одной из них был запечатлен почти самый вход в хранилище. Единственный способ его открыть — это Кощей. Стив с тихим хлопком испарился, его не было примерно минут 5. Да нет там никого. Сразу заявил он, едва появился в моем номере. Я его 5 минут ждал. «А я тебе велел его ждать?» — спросил я. «Тебе как было сказано, а?» Ну там посмотреть надо было. Закатил глаза к небу тот. Блин, вообще получше объяснять надо было. «Да, ребята, сильную с вас компенсацию за силу взяли». Только и смог высказать я. Я что-то не понял вообще, ты про что? Уставился на меня тот. «Потому что вы два идиота», — улыбнулся я. «Но чего ты встал столбом? Иди еще раз посмотри. Может, он пришел. Только если нет никого, сразу возвращайся». Ага, понял. Показал он мне знак «Окей» и ушел в телепорт. Он снова пропадал минуты 3. Пришел твой этот. Закрутил он указательным пальцем в воздухе, вспоминая, как зовут Кощея. «Ну и чего ты там так долго делал тогда?» — спросил я, уже ожидая очередную выходку от Супера. Да он остановился сразу. Принюхиваться стал. Я там в комнатке со швабрами спрятался. Принялся пересказывать события Стив. А он стоял, смотрел вдоль коридора и ушел потом. «Твою мать, ты его спугнул!» — стукнул я себя ладонью по бедру. «Ну ничего, он еще вернется». Откуда ты знаешь? Тут же спросил Турбо. «Может, он передумает сегодня?» «Не передумает. Он позволяет себе это только раз в полгода», — улыбнулся я. «Завтра уже будет нельзя, иначе сорвется». Он что, нарик? Тут же уточнил Стив. «Почти», — ответил я. «И он жутко этого стесняется, потому и сбежал. Сейчас выждет минут 20 и снова попробует». Окей, я тогда возьму себе пиво. Махнул рукой Сплай и потянул руки к холодильнику. «А ты его туда положил?» Тут же спросил я, останавливая наглеца. В смысле? Не понял тот. «В самом прямом», — огрызнулся я. «Это мое пиво. Жалко, что ли?» Забормотал тот и все равно открыл холодильник и выудил из него маленькую бутылку на 300 грамм. «Верну я тебе твою бутылку». «Дело сначала сделайте», — настоял я на своем. «А потом хоть весь холодильник забирайте». Ловлю на слове, — обрадовался Стив. но чего, я пойду посмотрю, как там. «Давай аккуратнее там», — пригрозил я ему пальцем. Прыгун исчез. На этот раз он отсутствовал недолго, а появился, держась за живот. Смотри, Протянул он мне свой телефон. там, короче, такой мужик этот, он кучу золота обнял и лежит на ней, слюни пускает. Ему вообще все пофигу. Я его сфотографировал, а он даже бровью не повел.
Два супера начали смотреть фотки и ржать над Кощеем. Я не удержался и тоже немного похихикал. Бедолага, тяжко ему. Хотя чего это я? Он сам виноват. Нефиг было на сторону богатырей переходить. Сейчас бы ломки такой не было. А ведь какой злодей был грамотный. Такое творил, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Города брал по молодости, да так лихо, что богатыри и сделать ничего не успевали. А когда они приходили, чтобы его повязать, то уже поздно было. Исчезал Коша вместе с казной города, еще и красотку какую-нибудь в придачу прихватывал. Они у него в жилище за порядком следили. Так-то они ему и не нужны были, но вот поговорить да пол подмести. Он их потом отпускал, целыми и невредимыми, хоть и злодей, но жил по понятиям. Я с ним пару раз работал, профессионал он, конечно, крутой. А когда Кощей понял, что стареет, и уже не такой шустрый стал, сам к богатырям пришел с повинной. За то, что он никого не убивал, а только грабежом занимался, и за то, что сам пришел, его простили и даже на работу взяли, но с одним условием – избавиться от золотозависимости. Богатырей тогда мало было, раз-два и обчелся, вернее трое всего. Это потом, когда они осознали, что втроем не везде могут успевать, вербовкой в свои ряды разных волшебных существ занялись, да организацию основали – Школа богатырей. Илья там тогда директором был, пока не надоело ему. Эх, ностальгия. Ладно, пора дело делать. Предаваться воспоминаниям потом буду, на пенсии. Но вы чего встали? Сделал я серьезный вид. Давайте уже, несите, что я велел. И телефон оставь. Я себе фотки скину. Салтатор передал мне свой смартфон, продолжая хрюкать от смеха. Хлопок, и оба ушли в телепорт. В очередной раз они появились с придурковатыми хихиканьями и щитом в руках. «Ты чего принес?» — спросил я, указывая на предмет в руках Сплая. «Да я не понимаю ничего в этих каракулях», — начал возмущаться тот. «Вообще все буквы непонятные». «Верните щит на место и берите то, что я написал на бумажке», — раздраженно бросил я. «Просто поднеси это к надписям на табличке и сравни буквы. Понял?» «Да чем тебе эта штука не нравится?» — выпучил глаза тот. «Наверняка в хозяйстве вещь нужная». «Бегом давайте!» — поторопил их я. «Мне нужно именно то, не знаю что». «Ну как я пойму, что это то, что нужно?» В очередной раз пожал плечами тот. «Просто сравни надписи, а?» Тяжело вздохнул я. «Да шевелись же, у нас максимум 2 часа еще». «Ты знаешь, сколько там всего? У нас глаза разбежались, как только мы там оказались. Я же вам, придуркам, сказал, что это маленького размера лежит, как правило, на 3-й полке слева. Валите уже!» Хлопок, и оба исчезли. Я очень надеюсь, что Коша не перекладывает все с места на место. Моя любимая вещица всегда лежала на 3-й полке рядом с Машкиными пирожками. Они силой обладают немалой. Могут на несколько часов основную способность увеличить втрое, но используют их очень редко, потом могут силу контролировать. На моей памяти в последний раз их Илья ел, когда Горыныча шел перевоспитывать. Так он там силу не рассчитал и такого наворотил. Еле прикрыли потом все это безобразие сказкой о метеорите. А Горынычу Илья тогда крылья порвал и 8 ребер сломал. Его яга еле вылечила. Она, конечно, баба умная, много чего знает, но до Кощея в этом плане ей далеко. Он с тех пор на одно крыло припадает и летать высоко боится. Болячка у него психологическая образовалась, аэрофобия. На этот раз они отсутствовали почти полчаса. Видимо, очень долго сравнивали надписи. За это время можно было их уже наизусть выучить и читать научиться. Нервы
заставили вышагивать из угла в угол. Махнув на все рукой, я подошел к холодильнику и выудил из него маленькую бутылку пива. Затем сел на диван и включил телевизор. Бу! Раздалось прямо над ухом, и я подпрыгнул, облив себя янтарной жидкостью из кружки. «Придурки, вашу мать!» Начал ругаться я, а эти двое радостно хохотать. «Чего вы ржете? Принесли или нет?» Держи свою хреновину. Протянул мне то, что я и просил, Сплай. «О да, наконец-то!» — обрадовался я. «Я вернул тебя. Я смог это сделать. Теперь больше ничто не сможет меня остановить». От радости я даже станцевал, а затем прижал к себе эту драгоценную вещь. Вот теперь точно все будет по-моему, потому что вернул я свою силушку, свою ненаглядную, волшебную. Я отвернулся и вставил этот непонятный с виду предмет себе в рот. А если быть точнее, одел, словно протез челюсти, то, не знаю что, сразу устроилось так, как нужно. А я с довольным видом повернулся к суперам. «Отныне называйте меня не Сол», — улыбнулся я, и два верхних резца сверкнули, отражая свет. «Мое настоящее имя — Соловей-разбойник». И что? — спросил Сплай, и они оба уставились на меня, стоящего посреди гостиной с разведенными в сторону руками. «Сейчас объясню», — усмехнулся я. «У тебя есть с собой деньги, Сплай?» Есть немного, кивнул тот. «А ну отдай их все мне», — приказал я. Тот молча принялся выворачивать карманы. Вначале выложил наличку, затем добавил к ней мелочь, даже карты пластиковые на стол положил и пин-коды от них назвал. А затем с удивленной рожей уставился на меня. «Это я как так-то?» Смотрел он на кучу посреди журнального стола. «Это что это?» «А вот то это!» — засмеялся я. «Вы у меня теперь во где!» Я потряс своим кулаком перед их носами. «Теперь любой мой приказ будет исполняться. Все, здесь мы закончили. Дальше прыгаем в Афины. Пора заканчивать весь этот балаган». Глава 13. Битва за сказку. Вертолет доставил нас обратно, приземлившись всего один-единственный раз на дозаправку. В Нью-Йорке нас уже встречали Фредди, Кэм и Алена. Последняя тут же бросилась на Жеку и принялась ощупывать его и осматривать. «Живой, слава богу», — убедившись в отсутствии царапин, заявила она. «А мы так испугались, когда не нашли вас. Сразу звонить начали». «У нас проблемы», — перебил ее Кэм и указал на босую ногу Жеки. «Да, брат, не везет тебе с обувью», — задумчиво произнес Фредди. «Может, тебе стоит ходить босиком?» «У них теперь есть все необходимое». Между тем продолжил Кэм. «Как я понимаю, мы сделали все возможное». «Нет, пока еще есть шансы остановить все это», — покачал головой я. «Мы думаем, что сам ритуал будет проводиться на Северном полюсе. Именно так сказано в свитке, в самую долгую ночь». «Так она всюду, ночь эта», — вставила свое слово Алена. «Почему именно полюс?» «Не знаю. Так предположил Женька. Пожал я плечами. А он нас и по поводу ботинок предупреждал. Так что, думаю, следует проверить эту теорию». «Эх, если бы Салтатор был на нашей стороне, сейчас можно было бы добраться туда без проблем», — прикурил очередную сигару Фредди. «Нас мог бы по очереди перенести туда Кэм», — выдвинул я свою идею. «Но я думаю, что способ найдется и без этого. Но предлагаю лететь к нам, в Россию». «Почему именно такой маршрут?» — поинтересовался Стипман. «Короче и быстрее будет ехать прямо отсюда». «Мальчики, да я вообще не уверена, что нам нужно на полюс». Снова вставил свое слово Алена. «Жень, но с чего ты взял, что все будет происходить именно там?» «Ну как? Там же ночь, на несколько месяцев теперь», — начал объяснять тот.
А если он ошибся и комбинацию не так выстроит, ну или еще чего-то пойдет не по плану, так там можно успеть еще раза 3 все повторить. Ну, в этом плане да, согласилась она. Нам нужно вернуться в посольство, Уверенно заявил я. Пока Колобок там, мы сможем согласовать наш перелет в Россию. Там мы хотя бы не будем вне закона. Это чертовски нам поможет, согласился со мной Фредди. К тому же я давно хочу попробовать, как это сказать по-вашему, борщ. Коверкое слово произнес он. Значит, решено, Кивнул я. Давайте обратно в посольство, и там уже попробуем разобраться во всей ситуации. А сколько у нас до зимнего солнцестояния? Уточнила Алена. Около недели. Немного подумав, ответил Кэм. Да, мы вполне сможем помешать им, а заодно разыскать то место, где будет проводиться ритуал. Нет, я все равно не понимаю, почему мы должны лететь на полюс, сказала Алена, напяливая на Жеку пуховик. Странный какой-то ритуал получается. Так они и должны быть такие. Вынул нос из-под застегнутого воротника Женек. Вот по-вашему что, дружить с медведем это нормально? А что не так с медведем? Пыхнул сигарой Фредди. Есть у меня один товарищ, так он прекрасно дружит с ним. Правда, он смотритель зоопарка. Может, я быстро слетаю и посмотрю? Спросил Кэм. Нет, Джо, здесь нет ничего личного. Но что-то и вправду не так с этим полюсом. Да я-то что? Удивился Жека. Вон Ваню спрашивайте, он здесь главный. Все дружно повернулись ко мне и дружно уставились. Это когда меня главным-то успели сделать? Удивился я. Ален, ты сама как думаешь, где можно провести такой ритуал? Даже не знаю, пожала плечами та. Но в такой холод я бы точно не поперлась. Это же они хотят волшебства весь мир лишить. Ну, допустим, у них получится. Допустим. Она выставила руки вперед и подчеркнула последнее слово, чтобы Жека, открывший было рот, замолк. Вот все, нет больше сказки. А как выбираться? Это же сколько техники нужно? Ледокол, в конце концов. Не, ну тупо же. Блин, вошь парит девка. Скинул капюшон Жека и восхищенно уставился на Алену. Я бы вот ни за что так не подумал. Значит, получается, по твоей версии, он или богат, или, может быть, где угодно, почесал макушку я. Понять бы еще, кто он. Это чертовски хороший вопрос, с задумчивым видом произнес Фредди. Идей, я так понимаю, нет, спросил я. Тогда давай, Кэм, наверное, стоит действительно проверить. Происходит что-то на полюсе, или мы ошибаемся? Блин, Ален, я уже запарился в этой куртке. Пожаловался на жизненные трудности Жека. Можно я ее уже сниму? Снимай, разрешила она и на чистом китайском сказала продавцу. Вот эти 2 пуховика мы возьмем. Сколько с нас? Во, видали, что делает? Кивнул подбородком на свою невесту Женька. Назад вернемся, женюсь. Так, балабол, пошли шапку выбирать. Подтолкнула его Алена к следующему лотку на рынке. Кэм вернулся к самому вечеру. Ни в Антарктиде, ни на Северном полюсе следов злодеев обнаружено не было, что, собственно, не говорило о том, что там ритуал проводиться не будет. С теми суперами, что были у злодея, можно телепортироваться туда за секунду до нужного времени. И я все еще склонялся к тому, что проводиться он будет именно там. Пока еще Женькино чутье нас не подводило. Алена закупила целую кучу зимних вещей, при этом заставила каждую примерить, а на аргументы «мне в ней неудобно будет» заявляла. Зато красиво. Фредди так перенервничал, пытаясь ее переспорить, что изрезал своими лезвиями 3 шикарных дорогих пуховика. Не специально, конечно, просто от нервов. Они у него непроизвольно появлялись. Но главное, что обулись и оделись, осталось дело за малым. Узнать, где будет проводиться ритуал. Но идей на этот счет не было никаких. И даже Колобок склонялся к варианту с Северным полюсом. Тем более, что на Южном к этому моменту должен был начаться день, а не ночь.
но на всякий случай его тоже держали на контроле. Время шло, но информации все не поступало, как вдруг в день Икс раздался телефонный звонок у Жеки. «Да, Борис Аркадьевич». Подхватился тот и заходил с трубкой по комнате. «Нет, ну как не делаем? Мы на полюс северный собираемся. Что значит зачем? Злодеев силушкой богатырской огорчать». «Ага. Понял. Вот только не надо на меня шипеть. Простите, Борис Аркадьевич, я понял». Он отключил звонок и посмотрел на всех нас. «Ну и чего замолк?» — пошевелила его Алена. «Забыл». Почесал макушку тот. «А, нет, вспомнил». Тут же, получив от невесты подзатыльник, заулыбался тот. «Короче, мы все уволены. Если не найдем злодея, и в школу можем не возвращаться». Ну а про полюс-то он что сказал? Повернул я его мысли в другую сторону. «А, да фигня, — говорит, — ваш этот полюс». Оживился Жека. Мол, все сказочные заклинания за Кудыкину гору делать идут. Блин, Женька, ну с этого и надо было начинать. Махнул я на него рукой. И как я сам не догадался? Ну, Кэм, давай, переноси нас всех, иначе уже не успеть. А где это место? Тут же удивился тот. Эх ты, городской, заулыбался Женька. Это же все знают, да, Вань? Я не знаю, пожал я плечами. Ну как же, 39-е царство, 30-е государство, начал объяснять Жека. «Не, это я в курсе, но где оно находится территориально?» — уточнил я. «А, не, этого я не скажу», — замялся Женька. «Кажется, я поняла», — оживилась Алена. «Это может быть в Египте, там, откуда сам этот свиток». «С чего ты это взяла?» Переключился я на Алену. «Что-то я не припомню в египетской мифологии никакой Кудыкиной горы. Зато есть пирамиды, которые ее прекрасно имитируют», — ответила она. «Да нет. Ну какие пирамиды?» — вступил в разговор Кэм. «Я вообще не уверен, что такое может находиться в нашем мире». «Точно!» — едва не подпрыгнул я. «Балкон у Бориса Аркадьевича, вход в мир сказок. 39-е царство, Кудыкина гора — все это находится там». «Но как они туда попадут?» — возмутился Жека. «Это же нужно в нашу школу проникнуть, мимо всей охраны пройти». Возможно, именно для этого ему и потребовалось то, не знаю что. Заходил я туда-сюда по комнате. Уверен, что все именно так и есть. Это как раз объясняет ту лишнюю вещь, которая не вяжется с ритуалом. «Кэм, кажется, нам нужно домой», — одними губами произнесла Алена. «Ты сможешь унести сразу всех?» «Ну, если Фред не будет выпускать свои коготки, то я мог бы перенести вас в парашюте», — ответил Стипман. «Мать твою, Кэм! Вот это называется когти!» Он снова преобразовал только средний палец, изображая неприличный знак. «Ну так поехали, чего ждем?» Начал я, поторапливая друзей. Вскоре мы уже летели, связанные в один узелок, будто яблоки или картошка. Кэм усадил нас в парашют и, подхватив за уголки, взмыл в небо. Жаль, что ничего нельзя было рассмотреть, хотя, судя по свисту рассекаемого воздуха, перли мы со скоростью, намного превышающую самолет. Нет, будь это волшебством, то мы бы, скорее всего, вспыхнули от трения, как те метеориты, которые падают из космоса. Однако обошлось, и приземлиться получилось почти мягко. Кэм сбросил нас с высоты двухэтажного дома. Нет, мы, конечно, хотели возмутиться, но стало немножко некогда. Оказывается, на нас снова напали. Чен ударил Стипмана на подлете к школе, и теперь они схватились в воздухе, кувыркаясь и постукивая друг друга по лицу. Паучиха тут же набросилась на Фредди, который быстрыми движениями нарезал летящую в него паутину на мелкие кусочки. Жека снова сцепился с волосатым мужиком с колесом в руках. А мне достался быстро бегающий сплай, который вихрем носился мимо меня и каждый раз пробивал в челюсть. Вот только просчитались супостаты. На земле родной с богатырями просто так не справиться. В очередной раз пробегающий мимо сплай был тут же пойман за воротник, а чтобы не брыкался лишний раз, вбит в землю по пояс. Алена с криком «Отвали от моего жениха, козел!»
запулила в Тараниса сапогом. Тот отвлекся на смертную, решившую посметь такую дерзость в сторону бога, и тут же заработал оплеуху от Джеки. Его откинуло метров на 10, а в этот момент на него сверху упал дракон, завязанный чуть ли не узлом. Фредди, наконец, смог ухватиться за паутину, и теперь у них с паучихой проводилось первенство по перетягиванию каната, пока в это не вмешался Жека. Он с криком «Кия!» рубанул по паутине ребром ладони и порвал ее, отчего Фредди с Беллой разлетелись в разные стороны. Но вот паутина сработала по принципу натянутой резинки, и после того, как добавила ускорение своей хозяйке, до кучи приклеила ту к стене. Но это было только начало. В следующее мгновение произошло то, чего мы совсем не ожидали. Из здания школы вдруг начали выбегать наши братья-богатыри и бросились на нас. Здесь уже ничего поделать мы не смогли. Битва была славной, половину парка положили. В ход и березки шли, и осинки. Но уж больно силы неравные. Спеленали нас, скрутили, паутины всех опутали и понесли в школу. А я еще во время битвы заметил, что глаза у них какие-то странные, словно неживые. Вот как у кукол две стекляшки стоят и вроде моргают, а все равно понятно, что не настоящие. Видимо, околдовал их Сол этот, охмурил и против братьев идти заставил, потому как не могли они сами. Значит, опоздали мы. Добрался злодей до нужного места и сейчас начнет ритуал черный проводить. Нас пронесли по коридорам и вскоре доставили в кабинет к Борису Аркадьевичу. Бедного директора упаковали в кошачью переноску. Представляю, как это для него унизительно. Затем нас покидали одного за другим через перила балкона, и мы увидели его, Соло. «Виджил, мать твою!» — возмутился Фред. «Какого черта ты делаешь?» «Это не Виджил», — успокоил я товарища. «Он и есть Сол. Именно поэтому у него был доступ ко всей секретной информации. Мы искали совсем не там». «Зовите меня Соловей!» — расставил руки в стороны тот. «Я Соловей-разбойник. Вы думали, я забуду тот позор? Думали, депортируете меня с родины, и я успокоюсь? Нет, моя месть будет страшной». «Ты же сам лишишься всего волшебного», — сказал ему я, — «потеряешь силы». «Я научился жить без них, когда вы, богатыри, их у меня отобрали. А теперь побудьте и вы в моей шкуре», — закричал тот. «Я заработал миллиарды долларов и прекрасно проживу без вашего вонючего волшебства. А вот что будет с вами? Ха-ха-ха!» Он отвернулся от нас и начал творить колдовство. 3 ведра с водой стояли у его ног, неподалеку сидел грустный Горыныч с виноватым видом, а Соловей держал в руках ботинки, которые потерял Жека. Злодей поднял первый и окунул его в ведро, затем во второе, затем в третье и поднес к носу трехглавого дракона. «Жги!» — с ухмылкой произнес Соловей. «Не буду я ничего поджигать!» — отвернул одну морду тот. «У вас где огнетушитель вообще? Вы технику безопасности не соблюдаете. А вдруг пожар какой? Мне потом отвечать!» Присоединились 2 оставшиеся главы. «Так, мне зубы не заговаривай. Жги, кому говорят!» — крикнул на него злодей. «Тебе повезло, что я не должен использовать в ритуале стороннюю магию, но способ тебя заставить есть». С этими словами злодей сунул в руку в карман и достал из него упаковку с перцем. Высыпав немного содержимого на ладонь, он с размаху швырнул его в нос Горынычу. «Ну, теперь беги, дурак!» — засмеялся Жека. Дракон зашевелил губами и начал часто вдыхать, а затем чихнул. Одновременно из 3 голов вырвалось пламя. Сол едва успел подбросить ботинок и упасть на землю, прикрыв голову руками. А Горыныч продолжал заливать напалмом все вокруг. Злодей тут же пополз к сложенным неподалеку ботинкам, затем принялся окунать их в воду и подкидывать в летящие во все стороны пламя. Вскоре на земле дымились все 3 Женькиных ботинка, но ничего не происходило. Сказка оставалась на месте. Мы прекрасно могли наблюдать ее вокруг себя.
«Кажется, что-то пошло не так, Соловей», — усмехнулся я. «Нет, товарищи богатыри», — попытался изобразить злодейский смех тот и закашлялся от дыма. «Кульминация», — кое-как выдавил сквозь кашель он. И тут Сол выхватил трезубец Посейдона, Таранис принялся раскручивать свое колесо, а с другой стороны на ботинки был направлен обычный вентилятор. Когда 3 различных ветра пересеклись на ботинках, они вдруг начали разгораться все сильнее и сильнее, пока не полыхнули разноцветными огнями. Один обычным, второй синим, а третий зеленым. Мне показалось, что сказочный мир вокруг заплакал, застонал, и вскоре все окружающее начало вспыхивать. Мир сказок будто плавился, он скукоживался, оплывал, как вдруг поднялся сильный ветер, который стал раздувать огонь все сильнее, превращая в пепел все, что нас окружало. А затем он подхватил черные остатки и поднял ввысь. Улетели деревья, трава, земля, сказочные создания. Горыныч начал корчиться и кричать, а затем вдруг уменьшился и превратился в обычную ящерицу. То же самое стало происходить и с остальными вещами. Они вдруг стали принимать самые привычные формы. Маленькие эльфы превращались в бабочек и стрекоз, боровички превратились в обыкновенные грибы, и такое происходило повсеместно. Затем что-то звякнуло, будто разбился хрустальный бокал. Послышался детский плач, и мы оказались сидящими на асфальте и опутанные самой обыкновенной паутиной, которую без труда порвали даже в отсутствии силы богатырской. «Ах ты, козлина!» Скинул с себя прилипшие путы Жека и угрожающей походкой направился к Солу. «Не подходи!» — завизжал тот и выхватил сотовый телефон. «Я сейчас полицию вызову». «Я тебе сейчас вызову», — прорычал богатырь и, выхватив трубку, правым хуком сунул злодею в челюсть. Соловей упал и свернулся калачиком, а мы все разом набросились на Женьку, пытаясь удержать его. Он пытался несколько раз пнуть лежачего, но не смог дотянуться. Что-то кричал, угрожал, а Сол поднялся на четвереньки и в этой позе рванул в сторону. «Жди моих адвокатов, придурок!» — крикнул он, отбежав подальше. «Да я тебе сейчас...» Тут же взорвался мой друг и, подхватив какой-то камень, запулил его в злодея. Тот успел пригнуться, отбежал еще немного и показал неприличный жест, выставив средний палец. «Пока, придурки! Вот и сказочки конец! А кто слушал, тот дурак! Ха-ха-ха!» Продолжил веселиться Сол. «Так, но это уже наглость!» До сего момента, будучи невозмутимым, изрек Фредди. «Он даже меня уже бесит!» Гепард развел в стороны руки и... На этом дело и закончилось. Он удивленно уставился на отсутствие лезвий. Повторив этот номер несколько раз, без видимого результата, грустно вздохнул и вставил в рот очередную сигару. «Он что-то сказал только что, да?» Уставился на Фредди Жека. «Сказки больше нет, наушники не работают», — пояснил я. «Теперь мы больше не сможем понимать друг друга». «Я могу переводить?» Грустно вздохнула Алена. «Ну какая теперь от этого польза?» «Ну и какого хера тут происходит?» Раздался сзади знакомый скрипучий голос Бабы-Яги. Я обернулся, чтобы обрадоваться тому, что хоть кто-то остался из сказочных героев, и едва не уронил на асфальт челюсть. Позади стояла древняя старуха, которая не способна была даже разогнуть спину. Черноволосой красавицы больше не было. «Бабушка Яга, мы не смогли, не справились!» Тут же расплакался Женька. «Мы не успели, сказки больше нет, простите нас!» «На вот, корешок валерьяны пожуй, успокаивает». Прошамкала бабка и сунула Женьке в рот какую-то засохшую штуку. Тот принялся жевать и в самом деле немного успокоился. «Значит, еще есть сказка?» — улыбнулся я. «Не всю злодей извел. Работает?» «Это медицина обыкновенная, болван», — проскрипела Яга. «А ну, брысь, все в школу, нужно порядок наводить». «Но...» — начал было Жека. «Брысь, я сказала», — строго повторила Яга. Мы, опустив головы, отправились в здание.
Здесь царил полный кавардак, мебель перевернута, ветер гоняет бумаги по коридорам, а со второго этажа слышится жалобное мяу. Вместе с нами, ничего не понимая, в школу стягивались остальные богатыри, которые еще совсем недавно нападали на нас под влиянием каких-то чар. Сейчас они удивленно крутили головой и задавали один и тот же вопрос. Что здесь происходит? Было очень грустно и обидно. Вот так запросто взять и убить все волшебное. Да как только в голову такое могло прийти? Зачем кто-то давно написал это заклинание? Нас привели в актовый зал, усадили на стулья, и вскоре на сцену поднялся Колобок. И когда он успел сюда добраться? Хотя, может, волшебством воспользовался, пока оно еще было. Как вы уже многие поняли, сказки больше нет. Строгим голосом начал он. Но это не значит, что жизнь закончилась. Впереди Новый год, так что завтра вы все отправитесь по домам и не спорить. Ткнул он пальцем собирающегося открыть рот Джеку. Иностранные граждане завтра вас также посадят на самолет, так что не переживайте. Вообще-то там некоторые помогали злодею. Все же не удержался Женька. Так работает то, не знаю что, пояснил Колобок. Злодея не просто так звали Соловей. Когда-то давно он смог найти применение этому волшебному объекту и так красиво пел в уши, что никто не мог ему отказать. Вообще-то они нас ограбили и помогали ему, когда еще не было этого объекта, не унимался товарищ. Соловей за столько лет научился говорить красиво, кивнул тот. Так что ничего удивительного, под его влиянием оказались слегка туповатые личности. Однако вины с них это не снимает. Но по гражданским законам мы им ничего сделать не можем. Сказки больше нет, а значит и законов сказочных тоже. Кэм наклонился к Алене и что-то произнес на английском языке, после чего та подняла руку, словно ученица в школе. «Товарищ Колобков», — произнесла она, — «господин Кэм и Фредди просят остаться на празднике у нас. Говорят, давно хотели посмотреть на настоящее русское застолье». «Это можно», — согласился тот. «Так, у нас еще есть серьезные вопросы, которые не могут терпеть. Как вы поняли, Борис Аркадьевич теперь обыкновенный кот, Горыныч ящерица, и такое случилось со многими волшебными существами. В конце дня жду вас у себя в кабинете. Получите распределенных животных. Теперь им нужен уход. Все свободны». Он опустился со сцены и, чеканя шаг, в полной тишине покинул собрание. Вскоре и все остальные потянулись за ним. А мы так и продолжали сидеть, чувствуя свою вину и не понимая, как теперь жить с этим дальше. Глава 14. Обыкновенный день. Распределение произошло странным образом, хотя я и не знал, кому что досталось. Мне словно в наказание отдали переноску с Борисом Аркадьевичем. Тот так на меня смотрел, что я невольно отводил глаза, не в силах выдержать этот взгляд. Горыныча пытались отдать каждому, но странную трехглавую ящерицу никто не захотел. Это было странно, ведь по сути все же понимали, кто он на самом деле. В итоге приняли решение отдать его в зоопарк. Там и уход, и трехразовое питание, прививки всякие, в конце концов. Бабу-Ягу пристроили в дом престарелых, довольно приличное заведение, даже зимний сад имеется. Но это нам так сказали. Впрочем, это она сама так захотела, мол, чего я буду молодых стеснять. Кощей устроился работать в банк, тоже сам так решил. И специально в кредитный отдел, чтобы деньги людям раздавать. Продолжает, значит, с зависимостью бороться. Хотел вначале в ювелирный продавцом, но как только вошел, сразу слюни потекли, еле-еле смогли вытащить. Еще бы чуть-чуть и набросился на витрины, и тогда ему не на работу, а в тюрьму бы пришлось собираться. В остальном мы распределили всех. Белку, щуку, да много кого. Каждому по животному досталось. А некоторым и по два. В здании школы навели порядок и едва закончили уборку, как явились какие-то люди с бумагами и заявили, что здание вчера было выкуплено и его следует освободить в течение недели.
Было очень грустно и обидно, однако закон есть закон, и нам пришлось подчиниться. Даже связи Колобка в правительственных кругах не смогли помочь. Вскоре мы уже и мебель начали по домам разбирать. Едва успели со всеми делами покончить, а тут и праздники на носу, Новый год. Думал я недолго, а если уж честно, то совсем не думал. Просто пригласил всех к себе в деревню. Жека с Аленкой обрадовались, а после того, как перевели приглашение Фредди с Кэмом, обрадовались и они. Сложность в общении образовалась сразу, если бы не Алена, то мы даже и не знаю, что делали бы. Дружной компанией мы отправились на автовокзал, приобрели билеты, вначале до райцентра, а там уже по месту решим, как до родной деревни добраться. Так-то сейчас, конечно, не 19 век, и транспорт ходит регулярно. Вот только билет нам достался такой, что в район мы приедем ночью. Это дело, конечно, поправимое, таксисты довезут, правда, они и денег за это попросят. Но чего уж там, не каждый день на них катаемся. На вокзале большое внимание было уделено нашему директору, Борису Аркадьевичу. Еще бы, такого огромного кота даже по телевизору не каждый день покажут, а здесь вживую. Должен признать, держался он очень достойно, никого не укусил и не поцарапал. Однако на меня все же продолжал смотреть с укором. Мы с Жекой постоянно извинялись, но в ответ кот поворачивался к нам задом, видимо, давая понять, в какое место он нас посылает. Наконец объявили наш рейс, и вскоре автобус понес нас. Да какой там понес? Едва выползли с вокзала и тут же встали в пробку. Предновогодняя Москва еще и не такое может. Худо-бедно добрались до районного города, чтобы выяснить. Таксисты ни в какую не хотят ехать в нашу деревню. Дороги никто не чистит, а буксовать на обратном пути в преддверии праздника желания никакого. Пришлось звонить дяде Илье, а посреди ночи это было как-то не очень удобно. Однако он даже обрадовался, а затем всю дорогу выслушивал нашу историю, как мы дружно прошляпили все, что только можно, и надежды больше нет. «Ничего, богатыри!» — подбодрил он нас, дослушав все до конца. «Такое у нас случилось впервые, но ведь главное, что вы вместе, а с этим разберемся, надеюсь. Дел вы, конечно, наворотили. Но мы старались же, дядька Илья!» Виновато потупившись, сказал Женька. «Плохо старались», — покачал головой тот. «Вы с собой предметы волшебные взяли?» «А как же, разумеется, взяли», — кивнул я. «Так почему не воспользовались ни разу?» Тут же укорил нас Илья Иванович. «Неправильно это, не положено так. Вот если бы хоть раз к ним за помощью обратились, глядишь, и ситуация сейчас была бы другая». «Это мы как-то упустили», — виновато отвел я глаза в сторону. «Ладно, не вешать нос», — улыбнулся тот, лихо выкручивая руль УАЗа, который в простонародье называют буханка. «Приехали почти. Мать, не расстраивай, праздники на носу». Алена все время переводила наш разговор иностранным гостям, и те тоже чувствовали себя немного виноватыми. К нашим дорогам они мало приучены и периодически во время особых маневров слетали на пол с узких скамеек, которые сам Илья Иванович прикрутил вдоль кузова. Машина рабочая, и на ней чаще возились всякие запчасти, но изредка и людей требовалось куда-нибудь подбросить. Вот, чтобы не уменьшать полезное пространство, дядя Илья такие скамейки и приладил. Он вообще очень любил свою машину и ласково называл ее «конструктор». Буханка скрипнула тормозами возле моего дома, сзади в очередной раз послышался грохот, кто-то не удержался, и мы стали высаживаться. Вышла мама, встретила, обняла, немного всплакнула, при этом к ней зачем-то присоединилась Алена. Ну, женщины, чего с них взять? Им только повод дай, так они слезы с радостью лить станут. Утерев глаза подолом, и себе, и Алене, мать упорхнула на кухню, дорогие гостей кормить, значит, собралась. А то, что на дворе ночь, так это не важно. Ну, она мать, ей виднее.
Я отправился показывать друзьям свои владения и как-то тоже на ночное время внимания не обратил. Вот здесь у меня порося стоят. Завтра одного валить будем, свежее мясо к празднику. Указал я рукой на сарай. Так, дверь покосилась немного. Нехорошо, поправить нужно будет. Там банька. Завтра с утра затопим. Вон теплица, летом в ней помидоры. Вот такие. Я изобразил, какие именно там плоды вырастают. Ну а к вечеру на рыбалку пойдем. Это у нас вон там. На реке такая щука клюет. Во! Теперь жест пришлось сделать слегка пошире. Запахи-то какие, родные! Втянул носом воздух Женька. Эх, Аленка, женюсь я, парни, и вот такой же себе терем отгрохаю. Они все равно ничего не понимают. Кивнул я в сторону Кэма и Фредди, которые с умным видом рассматривали хрюшек в загоне и что-то друг другу объясняли на английском. «Мальчики, а ну быстро в дом ужинать!» Распахнув дверь, позвала мама. Стол девчонки накрыли царский. Согрели борщ, хлеба нарезали, чеснока, сала копченого и даже запотевшую бутылочку в центре стола поставили. У меня от одного вида рот слюной наполнился. Шутка ли, несколько недель на гамбургерах да хот-догах. К моему удивлению, американские друзья, едва попробовав угощение, набросились на него так, что за ушами трещало. Содержимое бутылки улетучилось в 3 приема, но нам и нужно-то было так, для аппетита. Кот маме понравился, у него тут же появилась миска с домашним молоком, которое он с большим удовольствием уплетал. Я попробовал было его погладить, но тут же получил укус. А вот маме он дался с удовольствием и даже включил урчальник. Места в нашем доме и вправду много. Почти 12 на 12, так что улеглись все, и вскоре из комнат начал доноситься дружный храп. Утро началось с хлопот, однако рук было столько, что все привели в порядок, можно сказать, в момент. Нет, кое-где, конечно, пришлось повозиться, но в целом быстро управились. Пока я с Кэмом дверь поправлял в сарае, Жека с Фредди воды в баню натаскали, Алена с мамой за уборку и стряпню принялись. И вот что странно, ни я, ни Жека никогда в жизни, кроме всем известного ругательного слова по-английски не знали, как и наши друзья не понимали русский. Но вот стоило нам делом заняться, как вдруг сразу стали понимать, кому что нужно. Стоило мне попросить у Кэма саморезы, как он тут же их подал, притом именно те, что необходимы. И у Жеки была та же история. Кроме как волшебством, подобное никак объяснить не получалось. Но вот откуда было Фредди знать, что такое береста и для чего она Женьке? Вот только на его просьбу Фред моментально нащипал ее с поленьев и передал просящему. Сейчас мы обсуждали все это при помощи переводчика Алены, в ожидании, когда же приготовится шашлык из свежей свининки. Им, кстати, занимался Фредди, а заодно он в течение дня брал уроки по приготовлению борща и других блюд русской кухни у мамы. Мы сидели распаренные в предбаннике и общались, пытались понять, что же такое произошло сегодня днем. Никакого логического объяснения этому просто не было. «Так, коньячок под шашлычок!» Скрипнув дверью, к нам зашел Илья Иванович и поставил подозрительно звякнувшие пакеты у стола. «Я смотрю, у вас здесь полный порядок уже. Не помешаю?» «Да ты что, дядька Илья? Нет, конечно!» Подвинулся Жека, освободив место на лавке. «Я вначале в парную». Скинул с себя одежду и, оставшись в одних плавках, ответил тот. «Ты, Вань, загляни минут через 10, парку поддать и венчиком поработать. Нужно вас догонять». «Добро, Илья Иванович», — кивнул я. С улицы нас окликнул Фредди. Алена даже перевести еще не успела, как Женька, схватив большое блюдо под мясо, выскочил наружу. Мы снова переглянулись в недоумении. Но вот как такое можно объяснить? Вскоре на столе появилась очередная емкость с огненной жидкостью, которую извлекли из сугроба. Разговоры и споры начали переходить в разряд разгоряченных.
Как мы ни пытались уйти от наболевшей темы, она все одно возвращалась и заставляла злиться. Озвучивались всевозможные варианты решения и возвращения сказок. Мы даже не заметили, как в парилку прошмыгнул кот. Увидели его уже в очередное ее посещение. С улицы в это время раздавались довольные крики Фредди и Жеки, которые атаковали пушистый снег и вскоре должны были ворваться к нам, чтобы поддать жару. Вечер шел своим чередом. Контраст между сугробами и парилкой очень хорошо справлялся с хмелем. «Я считаю, что нужно этому соловью зуб свистящий выбить». В очередной раз Жека вернулся к больной теме и стукнул кулаком по столу. «Ну нельзя же так, чтобы ему все с рук сошло». «Дядька Илья», — обратился я к старшему, — «хоть ты ему скажи». «А что я ему скажу?» — пожал плечами тот. «Все он верно говорит. На то мы и богатыри, чтобы злодеев наказывать». «Но мы и понятия не имеем, где он и что сейчас делает», — покачал головой я. «Как к нему подобраться и что это изменит? Вот если бы был бы способ все вернуть». «Я уверен, что с этим можно что-то сделать», — сказал Кэм, воспользовавшись переводом Алены. «Не может быть, чтобы все ушло безвозвратно, и сегодняшний день — хорошее тому подтверждение». «Ты чертовски прав, мать твою», — добавил Фредди, «но я понятия не имею, с чего нужно начать». Из парной вышел кот и с важным видом прошел мимо нас на улицу, откуда начало доноситься его мяуканье. Через несколько минут, в полной тишине, провожаемый нашими взглядами, он весь в снегу прошел мимо нас, обратно в парную. «Ну, Борис Аркадьевич, ну дает!» — засмеялся Илья. «Стоп, ведь все его поведение говорит о том, что у него остался интеллект», — подскочила Алена. «Может быть, он и разучился говорить, но знания-то он не потерял?» Внезапно в подтверждение этих слов из парилки донеслось утвердительное мяу. «Вот, точно!» — подхватился Жека и почти сразу же сел обратно. «Он на нас обиделся!» — вздохнул друг, объясняя свое поведение. «Не разговаривать с нами уже какой день!» «Но с мамой Ваней он нормально себя ведет», — улыбнулась Алена, и из парилки донеслось очередное мяу. Тут же закипела работа. Я побежал в дом за мамой, чтобы она попыталась договориться с Борисом Аркадьевичем. Остальные бросились в парилку в попытке умаслить кота. Однако директору было плевать на все уговоры, и он развалился на полоке и время от времени помахивал хвостом, переводя взгляд с одного на другого. Вскоре ему это, видимо, надоело, и он характерным, раздражительным рмяу покинул баню. Это нас совсем не остановило, и мы всей дружной компанией отправились вслед за ним в дом. По телевизору уже говорил президент, поздравляя жителей страны с праздником. Да, что-то засиделись мы немного, но да ладно, главное успели. Бой курантов, хлопок шампанского, дружное с Новым годом, и тут же бегом ополаскиваться и убирать за собой. С полуночи париться нельзя, сейчас там время духов. Хотя они теперь тоже вместе со сказкой исчезли. Спустя 40 минут мы уже все сидели у телевизора и лениво ковырялись в салате. Мама пыталась разговорить Бориса Аркадьевича, и похоже, что ей это удалось. Он с важным видом спрыгнул с дивана и прошел к тумбочке, на которой стоял телевизор. Некоторое время он шуршал там лапами, пока не ухватил зубами какой-то журнал. При ближайшем рассмотрении им оказалась обычная программа для сетки телевещания, но стоило начать ее листать, как на одной из страниц кот снова подал голос. Пришлось вернуться и посмотреть ее более внимательным образом. И нам удалось найти зацепку. Между строк, которые вещали о том, что же можно увидеть по одному из каналов, обнаружилась маленькая колонка с краткой новостью. Российский бизнесмен, некто Соловьев, состояние которого насчитывало несколько миллиардов долларов, на днях приобрел огромный дом на побережье Майами. «Ну вот не урод, а!» — выразился по этому поводу Жека. «Вот почему вы мне его еще тогда допинать не дали? Лежал бы себе сейчас спокойно в гипсе, и искать бы не пришлось».
«Жень, ну мы же все-таки хорошие!» Попыталась успокоить его Алена. «Как-то нужно добром такие дела решать». «Много мы нарешали», — отмахнулся тот. «Ну ничего, доберусь я до него, все ребра пересчитаю». «Боюсь, это будет чертовски непросто, мать его!» Снова воспользовался переводом Алены Фредди. «Там полно охраны, а я, кажется, больше не бессмертный». «Значит, нам нужна помощь», — встроился в разговор я. «Но для начала нужно выяснить про него все, что можно. На этот раз лучше быть подготовленными». Кот настойчиво тянул зубами маму за подол, видимо, пытаясь что-то еще сказать. Но она не понимала, что он хочет. Стоило ей пойти следом, как он тут же замирал и смотрел куда-то вверх. «Мальчики, Илья, ну помогите же мне, я ничего понять не могу», — наконец попросила она нас. Мы стали наблюдать за происходящим, и Алена, как всегда, первая догадалась, что нужно Пушистому. «Ты на книжки смотришь?» — спросила она у Бориса Аркадьевича. «Мяу», — ответил котяра. Алена поднялась и подошла к серванту, в котором за стеклянными дверцами ровными рядами стояли книги. Она тут же повела пальцем по корешкам, пока вновь не услышала характерное мяу, после чего достала указанную книгу. «Русские сказки», — прочла она название на обложке. «Сборник. Ты хочешь сказать, что ответ в этой книге?» Кот изобразил жест, который любой человек сразу же воспринял бы за фразу «Как вы меня достали, бестолочи». Алена уселась на диван, кот, который тут же взгромоздился рядом и лапой начал пытаться переворачивать страницы. Девушка сразу поняла, что от нее требуется, и взялась за дело сама. Очередной мяу мы услышали, когда, перевернув страницу, обнаружили картинку, изображающую Бабу-Ягу. Такую видел каждый. Старуха с крючковатым носом на фоне дома на курьих ногах, с метлой и в ступе. «И ничего не похоже даже», — сморщил нос Жека. «Нам что, нужно ее найти? Она знает ответ?» Тут же перевела взгляд на кота Алена, проигнорировав жениха. «Мяу!» — тут же ответил Шерстяной. «Так почему она сразу ничего не сказала?» — удивился я. «Еще там, в школе». Кот снова начал прятать морду под лапами. «Ладно, не злитесь, Борис Аркадьевич», — остановился я. «Как же нам ее найти? Ведь я не знаю, куда конкретно отправили Ягу, сказали только, что в специализированное учреждение, и все». «Я могу Колобкову позвонить, узнать», — оживился Жека. «А что, у меня всех наших номера есть. Я еще в первый день узнал». «Блин, вот почему ты всегда самое важное говоришь так?» — возмутился я, а потом добавил. «Ну и чего стоишь? Звони». «Да неудобно как-то», — пожал плечами Жека. «Ночь на дворе». «Женя, Новый год сейчас, никто не спит», — терпеливо объяснила ему Алена. «Звони!» — в один голос произнесли мы, и, кажется, даже кот мяукнул вместе с нами. Глава 15. Бабушка и зелья. «Алло, Валерий Геннадьевич, с Новым годом!» Радостным голосом заявил в трубку Жека. «Что значит кто? Это я, Женька. Но богатырь который?» «Ага, точно, он самый. И ничего я не олень». «Дай трубку», — попросил я у товарища телефон. «Алло, Валерий Геннадьевич, это Ваня». «У вас что-то случилось?» Наконец задал дельный вопрос тот. «И да, и нет», — ответил я. «Но мы, кажется, знаем, как все исправить. Нам нужно бабушку Ягу найти». «Не думаю, что это хорошая идея», — сразу заюлил тот. «Там не все так просто». «Я понимаю, учреждение специализированное и все такое, но нам правда нужно». Пустился в уговоры я. «Тут такое дело, в общем, нам Борис Аркадьевич подсказку дал». «Это действительно странно», — задумчиво пробормотал тот. «А еще что-то необычное у вас происходит?» «Да как сказать?» – пожал я плечами. Будто собеседник мог меня видеть. Я теперь уже и не знаю, где она, эта грань, между обычным и нет. «Так, ладно, слушай внимательно». Перешел на деловой тон Колобок. «Сейчас вас никто к Еге не пустит, но с 3 числа посещение разрешат, я выбью вам спецпропуск». «Ой, спасибо вам, Валерий Геннадьевич.
Улыбнулся я. «А где нам встретиться?» «Вам все подвезут», — сказал тот и отключил звонок. «Ну что?» Все дружно уставились на меня. «С 3 числа начинаем действовать», — с довольным лицом произнес я. «Это чертовски хорошая новость, мать ее!» Перевела нам фразу Фредди Алена, хотя мы уже и так примерно понимали, что он говорит. «Ну и чего встали?» — строго спросил дядька Илья. «А ну брысь по койкам, с завтрашнего дня начинаем подготовку». Пропуск привезли 2 января, и к вечеру мы уже были собраны и готовы к поездке. Следующим утром Илья Иванович заехал за нами на УАЗе, и мы дружной компанией отправились на встречу с Егой. Бабушку поселили в каком-то пансионате за пределами Москвы, так что мы снова возвращались в столицу. Путь не близкий, но никто и не говорил, что будет легко. До нужного места добрались только к вечеру, чтобы узнать, что на сегодня все посещения закончены и приходить нужно завтра с 10 часов. Женька остановился у центрального входа и принялся читать надпись на вывеске. «Что-то я не понял», — обернулся он к нам. «Тут написано, что это психиатрическая лечебница». Но раз написано, значит так и есть. Ознакомилась с надписью Алена. «Так она же не того». Выпучил глаза Жека и покрутил рукой у виска. «Или нет?» «Завтра разберемся». Попытался я успокоить друга. Борис Аркадьевич не мог нас отправить сюда просто так. Утром следующего дня мы уже топтались у центрального входа в ожидании времени посещений. Вскоре двери открылись, и мы зарегистрировались, поставили подписи в журнале, сдали все содержимое карманов и, наконец, смогли проследовать дальше. Бабушка сидела в общей игровой комнате и что-то жевала. Выглядела она, конечно, не совсем здоровой, но и психа тоже не напоминала. «Здравствуйте, бабушка Яга!» Громко поприветствовал ее Женька. «Эх, богатыри пожаловали!» — усмехнулась бабка. «Таблетки принесли?» «Какие?» — тут же удивился тот. «Нам помощь ваша нужна». «Нет, так дело не пойдет», — захихикала бабушка. «Мне нужны синенькие, они лучше грибочков работают. Я их тут надысь с белыми и розовыми смешивала. Так это вообще сказка». «Бабушка Яга, взял я инициативу в свои руки. Мы как раз по поводу сказок. Борис Аркадьевич нам велел к вам прийти, мол, вы ответы знаете». «А может, и знаю», — кивнула старушка. «Но без чудо-смеси ничего не знаю. Вот как принесете синенькие таблеточки, тогда и поговорим. Мне нужно наладить связь с космосом. А так я ничего не знаю». Так где же мы их возьмем? Не выдержала Алена. «Может быть, вы хоть название помните?» «Они такие синенькие, как небо», — закатила глаза к потолку та и мечтательно улыбнулась. «Я смогу летать». «Так, понятно», — с важным видом произнес Жека. «Заведением точно не ошиблись». Да помолчи ты, огрызнулась на него Алена. Сам же должен понимать, что без зелья она нам не поможет. Понять бы теперь, что это за лекарство такое. «Лекарство, говоришь?» Тут же оживилась яга. «На вот, ягодку волшебную пожуй». Она так быстро сунула Алене какую-то сморщенную штуку в рот, что та, не задумываясь, ее проглотила. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели, но стоило нам направиться к выходу, как началось твориться безобразие. Алена в одно мгновение вскочила на стул и с выражением начала читать стихи. Еле удалось снять ее и заставить замолчать, но она быстро вывернулась и, смеясь во весь голос, понеслась к санитару, который и так уже начал коситься в нашу сторону. И, видимо, ягода была действительно волшебной. Алена продолжала кружиться и петь, привлекая к себе все больше и больше внимания. Мы пытались ее успокоить, но все попытки договориться были тщетны, и вскоре за дело взялись санитары. Затем пришел строгий доктор, и нашу подругу увели куда-то в глубину клиники. Само собой, что мы не могли оставить Алену вот так, на произвол судьбы, и тут же бросились уговаривать санитаров пропустить нас.
Все могло закончиться плачевно, если бы я не рассказал про ягоду, которую Яга сунула в рот Алене. «Вот старая!» — В сердцах махнул рукой доктор. «Теперь все понятно. Сейчас все исправим». Он поднялся со стула и подошел к шкафу со стеклянными дверцами. Открыв его, доктор выудил с полки пластиковую баночку и вытряхнул на ладонь несколько таблеток синего цвета. «Вот так бабушка!» «Ох, мы уже жалеем, что согласились принять ее в клинику», — вздохнул он. «Вы даже не представляете, Сколько всяких препаратов и зелья она смогла пронести. Мы ее уже обыскивать устали. Даже не понимаем, где она умудряется прятать это все. Постоянно кормит ими душевнобольных, а мы после этого не можем их в порядок привести». Доктор подошел к Алене, которая показала ему язык и стиснула зубы, всем своим видом показывая, что не собираются пить лекарства. Но опыт у врача был очень большой, и он взял одну пилюлю и начал изображать ей самолет. В итоге наша подруга сама открыла рот, чтобы принять космический шаттл на борт крейсера. все, можете идти. Справившись с задачей, сказал врач. Минут через 5 все будет хорошо. Спасибо, доктор, поблагодарил его я. А мы можем попрощаться с бабушкой? Без проблем. Пожал тот плечами. Только больше не ешьте ничего из того, что она вам предлагает. На прошлой неделе у нас тут целый зоопарк был. Один даже хомяка изображать пытался. Вы бы видели, сколько всего он пытался спрятать за щеками. Доктор снова тяжело вздохнул и поправил очки. «Обещаю, мы осторожно», — протянул я ему руку. Вскоре мы вышли в коридор, но Алена все еще продолжала вести себя, как маленькая девочка. А через какое-то время она повернулась ко мне с горящими глазами. «Круто я его обманула, да?» — произнесла она и выплюнула таблетку. «Шаттл еще не готов сгинуть в трюмах. У него есть суперзадание». И она, схватив пилюлю, понеслась с ней по коридору, изображая космическое сражение. Даже переговоры с капитаном устроила. Полет был недолгим, потому как через пару метров она попала в руки Женьки. «У нее таблетка!» — крикнул я. «Заберите ее скорее!» Фредди и Кэм, конечно, ничего не поняли, а Женька, как всегда, вначале принялся хлопать глазами и упустил момент, когда Алена снова сунула пилюлю себе в рот. Пришлось долго упрашивать ее выплюнуть нужное нам лекарство. Но она словно воды в рот набрала, мотала головой и надувала щеки. Уговорить удалось Женьке, который, порывшись в кармане, выменил таблетку на конфету с потертым фантиком. «Бабушка Яга, мы достали то, что вы просили». Протянул я ей пилюлю синего цвета. Та приняла ее, понюхала, хмыкнула, зачем-то лизнула и растянула улыбку на беззубый рот. «Так, касатики, а ну прикройте старенькую», — с азартом произнесла она и выудила откуда-то еще пригоршню разноцветных лекарств. А дальше действие походило на работу в химической лаборатории. Быстро растерев нужные пилюли в порошок, она принялась смешивать их в один состав, неравномерно выбирая из разных кучек. И прежде чем мы успели что-то предпринять, выложила из этого дорожку и за один подход втянула носом. Остальное сдуло со стола на пол и уставилась на нас помутневшим, но начинающим приходить в норму взглядом. «Что, Ваня, осуждаешь?» — проскрипела она. «А мне, может, скучно». «Нам помощь ваша нужна», — спокойно сказал я, никак не отреагировав на ее вопрос. «Нас Борис Аркадьевич прислал». «Прислал», — передразнила старушка. «Да он теперь кот обычный, а я бабка старая, которая в маразм впадает, вот только этим зельем и спасаюсь. Эти доктора ничего не понимают в лекарствах, а меня дурой считают». «Простите нас, бабушка Яга». Алена стала приходить в себя и теперь уже только изредка нервно хихикала. «Это ты, внучка, прости старую», — усмехнулась та. «Но по-другому синие таблетки здесь не достать. Ладно, помогу вам, может и получится чего исправить. Сказку убить нельзя, как и в сказке никого убить не выйдет. Но заточить, спрятать — это можно. Граница теперь закрыта, и открыть ее не так просто». «Да вы скажите, чего делать-то?
А мы уж постараемся. Влез в разговор Жека. «А ну цыц!» Строго посмотрела на него яга. «Я таких, как ты, в печке запекала. Вы уже вон, постарались. Слушай и не перебивай. В общем, вам нужно найти то, не зная что, пойти туда, не зная куда, и вставить, не зная во что. Тогда дверь откроется, и сказка вновь вернется обратно». Я ничего не понял, почесал макушку Жека. «Ну, а больше я вам ничего не скажу», — покачала головой яга. «Все, идите, мне нужно подумать над новой формулой». Под наши удивленные взгляды бабушка достала из-под подола тетрадку, которая полностью была исписана химическими уравнениями, и принялась что-то там быстро править, чиркать, просматривая в потолок. Ну а мы, тихонько, чтобы не сбивать ее с мысли, покинули заведение и остановились у забора, чтобы обсудить услышанное. «Что думаете по этому поводу?» — спросил я. Вот вечно у них все так. Тут же отреагировал Жека. Ничего не понятно. Куда идти, чего брать? «Я думаю, что начинать нужно с понятного», — в очередной раз хихикнув, произнесла Алена. «Мы уже знаем, у кого вот это самое, то не знаю что». Да, осталось у Соловья, подтвердил я. Директор подсказал, где его найти, так что, думаю, ты права. Начинать лучше всего с этого. Ну, допустим, у нас все получилось, забрали мы артефакт. А дальше-то что? Развел руки в сторону Жека. Куда идти? Во что вставлять? Да уж, подкинула бабка загадку, мать ее, произнес Фредди, не без помощи перевода, конечно. Почему-то мне кажется, что все это опять будет связано с входом на сказочную сторону, заметил я. А где он, мы знаем. Точнее, теперь не совсем, конечно, но примерно да. Обязательно нужно было меня еще больше путать, возмутился мой товарищ. Ладно, давай начнем с самого важного. Без то, не знаю что, мы все равно ничего не сможем, продолжил я. Предлагаю снова лететь в Штаты. «А у меня как раз мили халявные остались», — покрутила пластиковой карточкой Аэрофлот Алена. Мы погрузились в маршрутку, которая курсировала по пригороду Москвы, и отправились в столицу. Сошли у первой станции метро, спустились под землю, и так, с пересадками и переходами, часа 3 добирались до аэропорта. В самолет тоже погрузились без проблем. И вот потянулись долгие часы перелета. Женьке-то хорошо, он едва на сиденье упал, как тут же захрапел, периодически причмокивая и кладя голову то мне на плечо, то Алене. Я думал только о предстоящем деле, пока все мои мысли крутились вокруг идти туда, не знаю куда. Я пытался понять, правильно ли я сообразил. По идее, вход в сказку был на балконе у Бориса Аркадьевича, и, скорее всего, там же и остался. Если попробовать вставить артефакт в замочную скважину на балконе, то, возможно, получится снова впустить волшебство в наш мир. Но вдруг не выйдет. Вдруг я все неправильно придумал. Но ведь пока не попробуешь, не узнаешь. Самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Здесь мы снова стали гостями. Но наши друзья словно приосанились, тут же начали по-хозяйски распоряжаться и качать права. По крайней мере, несколько раз о них заявляли. Контроль прошли быстро, и вскоре уже собрались пересаживаться на другой рейс, уже внутренних авиалиний. Почему сразу нельзя было лететь до нужного нам места, я не понял. Алена пробовала объяснить, но в итоге махнула рукой. В Штатах тоже были праздники, а на выходные очень многие люди улетали в теплые страны. Кто-то в Мексику, а кто-то и в собственный штат, на всем известный курорт Майами. И так получилось, что вновь мест не оказалось, но вот через пару дней вполне можно забронировать рейс, что мы и сделали. Ну а пока заняться было совершенно нечем, отправились в ресторан Фредди. Есть хотелось уже давно, несмотря на питание в самолете. Ну что там в самом деле, особенно для таких, как мы, на один зуб, да и только. Ничего не предвещало беды, когда мы спокойно вышли из такси у знакомого заведения. Как Жека вдруг начал показывать пальцем в сторону проезжей части и кричать: вон он, мать его!»
Проследив за пальцем товарища, я тоже смог заметить наглую рожу Соло в проезжающей мимо машине. Хорошо, что мы еще такси не успели отпустить. Запрыгнули обратно в обе машины. Алена произнесла дежурную фразу из кино «Поезжай вон за тем автомобилем». Таксист хмыкнул, но просьбу исполнил. Сол остановился у коммерческого центра, даже не подозревая, что за ним ведется наблюдение. Выйдя из своего крутого черного джипа, он важной походкой направился внутрь, когда мы всей гурьбой проследовали за ним. Вот только на входе нас моментально остановила охрана. «Вы к кому?» — строго спросил парень в форме. «К мистеру Солу», — ответил Кэм, взявший на себя переговоры. Он только что вошел в это здание. «У вас есть пропуск или приглашение?» — поинтересовался тот. «Здесь только частная вечеринка». «Простите, сэр, нам необходимо с ним поговорить», — принялся объясняться с ним Кэм. «Да что ты с ним там разговариваешь?» Не выдержал и взвился Женька. «Он сейчас уйдет». С этими словами богатырь попробовал рвануть в сторону уходящего злодея, который уже заметил нас и с улыбкой наблюдал за развитием событий у лифта. Он, похоже, даже не думал никуда уходить. Ну а что ему переживать? Силы-то богатырской больше нет, а охрана у него почти тех же габаритов, что и мы. В общем, слово за слово началась потасовка. Женька влепил хороший хук охраннику, и тот моментально закатил глаза. В нашу сторону тут же рванули еще несколько человек, работавших в здании, и к ним присоединились телохранители Соловья. Кэм, видимо, забыл, что больше не умеет летать, и в прыжке с двух ног ударил подоспевшего первым телохранителя Соло, после чего свалился на пол, ударившись головой. Подняться ему уже не дали. Я сцепился сразу с двумя штатными охранниками в форме и едва успевал отмахиваться от дубинок, мелькающих в их руках. Было больно. Раньше, когда я еще был наделен силой богатырской, боль чувствовалась совсем по-другому. Вернее, совсем не чувствовалась. А сейчас? Драка все больше начинала набирать обороты, чтобы в итоге обернуться против нас. Буквально через пару минут подъехала полиция, и здесь наше сопротивление сломили моментально. Завернув нам троим руки за спину, затолкали в машину и повезли в ближайший участок. Единственный умный человек среди нас оказался Фредди, который, сообразив о последствиях, прикрыл собой Алену и сдерживал ту, чтобы она вместе с нами не попала в историю. Та, конечно, вырывалась, ругалась и все такое, но Фредди с задачей справился. А вот мы сидели сейчас за решеткой, попеременно прикладывая ушибленные места к холодным прутьям. Позади храпел какой-то бомж, который развалился на всю скамью. «Эй, ну ты совсем обнаглел, не один здесь!» В очередной раз вспылил Жека. У него, похоже, вообще настроение ниже плинтуса за сегодня упало. Он подошел к бездомному и рывком скинул его ноги со скамьи. Тот быстренько проснулся и, подскочив, что-то закричал на английском языке. К сожалению, мы вообще ничего не поняли, но вот Кэм, тот быстро что-то смекнул. Между ними начался диалог, вначале на повышенных тонах, а затем бродяга уселся на скамью, опустил голову, и они пустились в долгий разговор. Вскоре он заплакал, что-то выкрикивал, доказывал, снова плакал. Жаль, что мы совсем ничего не понимали. Камера открылась лишь под самое утро. Фред и Алена нашли нас, оплатили штраф за нарушение общественного порядка и драку, как сказала Женькина невеста, очень большой. Но у Фредди деньги были, а цели мы преследовали намного серьезнее, чем какой-то штраф. Но сразу участок мы не покинули. Кэм долго разговаривал с полицейским, затем что-то подписал, и вскоре к нам присоединился бездомный из камеры. «Кэм, за каким чертом нам нужен этот бродяга, мать его?» — спросил Фред. «А вы присмотритесь, друзья», — улыбнулся Стипман. «Неужели не узнаете?» И вот тут, когда перевод его слов наконец дошел до моих ушей, я с удивлением признал в этом бродяге Тараниса. Спутанные волосы, борода клочками, от костюма вообще одни лохмотья и стойкий запах перегара.
«Но как такое случилось?» — спросил я с неподдельным удивлением. «Ведь он еще 2 недели назад был красавчиком и богом, а сейчас разве что в гроб, и то краши кладут». «Мы говорили с ним всю ночь», — ответил Кэм. «Он все рассказал. И то, как под чужими чарами и уговорами поддался искушению, и что сейчас очень об этом сожалеет, как и многие, кто поддержал Соло. Сейчас они все осознали, потому как лишились своей силы. Многие скатились по наклонной, не знают, как теперь жить дальше. В общем, здесь неподалеку у них проходит собрание. Думаю, нам нужно их посетить». «Зачем оно нам?» Дослушав перевод от Алены, спросил Жека. «Они предатели, так им и надо». «Нет, они осознали свою ошибку», — покачал головой я. «Посмотри, неужели тебе его не жалко? К тому же Кэм прав, нам необходима помощь». «Полностью согласна», — поддакнула мне Алена. «Вам только что наваляли обычные охранники, которых ты, Жень, раньше одним мизинцем бы уложил. Так что помощь нам точно не помешает». «Ну, раз осознали, тогда ладно», — снисходительно согласился богатырь. «Но чтоб больше ни-ни, поняли?» Алена перевела слова жениха, бог коротко закивал и тяжело вздохнул. «Я рассказал ему, что силу можно вернуть обратно», — продолжил Кэм. «Он согласился помочь. Думаю, остальные поступят так же». «Вот и правильно. Вместе-то оно веселее и проще будет», — улыбнулся я. «Веди нас к своим. Будем разговаривать». С улыбкой хлопнул я по плечу бывшего громовержца. Глава 16. Поговорили с пацанами. Нет, Алена, она молодец. Переводить собрание анонимных супергероев — это, конечно, та еще задача. Вначале на нее косились, но потом нормально, как свою начали воспринимать. Однако молотить языком почти 6 часов без перерыва — это, я вам скажу, то еще удовольствие. Ну, само собой, нас вначале представили. «Вот это ребята из России», — представил нас Таранис. «У них, собственно, та же проблема, что и у всех нас. Они на стороне светлых в той битве участвовали». «Эх, что же мы вас тогда не послушались?» — вздохнула Белла, которая, оказывается, тоже была здесь. «Да, их, кстати, много собралось. Некоторых я даже видел впервые. Все поздоровались, вежливые такие, но и ощущение сразу образовалось, будто мы все лет 100 знакомы. Тепло так, по-дружески. Сели мы, значит, на свои места, нам почти сразу стулья предложили и освободили место в кругу. Тут один начал говорить. «Всем привет, меня зовут Майк, и я супергерой», — заговорил он. «Привет, Майк!» Дружно, но не впопад, загудели остальные. «Раньше я был мистер-профессор. Все вы помните те времена», — продолжил он. «Да-да», — потянулись вздохи со всех сторон. «Я ведь тогда банк от ограбления спасал», — продолжил Майк. «А потом бац, и все. Нет больше силы. Помню как раз финальная битва. Злодей главный. Я даже вначале не понял, что уже все случилось. Вот, пулю рукой поймал». Он продемонстрировал бинт на руке. «Нет, не в той драке вчера», — тут же пояснил он. «Мне все кажется, что есть у меня сила. Не могу привыкнуть». «Это я тебя очень хорошо понимаю», — замотал головой Жека. «Позавчера вон с дядей Ильей из деревни уезжали. Так там дорога такая, даже на УАЗике застряли. Но я им и говорю, мол, сидите ровно, сейчас дядя Женя все устроит. Выхожу, значит, рукой за бампер машину хвать, а не тут-то было. Не могу поднять, и перед мужиками же стыдно будет, пообещал ведь. А эти еще сидят, с окошка на меня зыркают и посмеиваются. Пришлось выталкивать». «Ну и что?» — тут же спросил один из участников. «Получилось вытолкать?» «Обижаешь!» — растянул губы в улыбке мой товарищ. «Мы его в раскачку туда-сюда, потом я там уперся как надо, поднапрягся чутка, а Илья Иваныч газку поддал, и всего делов». «А в чем же мораль в твоей истории?» — спросил еще один супергерой. «Как в чем? Людям помог, хорошо же!» — безобидно ответил Жека.
Двое из членов собрания заплакали, а добрый богатырь как-то сразу скуксился, словно это он чего обидное сказал или сделал. «Чего это они?» — тихонько спросил меня тот. «Жень, и даже не знаю. Пожал я плечами, чувствуя себя тоже немного неудобно. Может, ты им напомнил чего?» А затем один из них смахнул слезу и выдал ту самую мораль. «Понимаешь, Билл, мы все это время все делали неправильно», — Тяжело вздохнув, произнес он. мы говорили не о том. Вот сидим здесь все и жалуемся, как нам всем плохо, а надо не так. Вы посмотрите на его светлое лицо. Он счастлив. Почему ты счастлив, брат? Ну а чего киснуть-то? Пожал плечами Жека. Вы все живы, здоровы. Он скосил глаза на профессора. Ну не все, конечно, но ведь живы. А то, что силушку богатырскую забрали, так это ничего, вернем. Надо только правильно вставить. Тут Алена слегка икнула на переводе и покраснела. На автомате дословно перевела, теперь косится, сидит на Жеку и кулаком угрожает. А со всех сторон начал потихоньку подниматься гул голосов. «А чего вставить-то надо?» Оживился еще один человек. «Ну как чего? Эту штуку». Замялся Женька, уже не зная, как бы еще больше не сплоховать. То, не знаю что, называется. Пришлось вмешаться и рассказать о планах более понятным языком. А то Алена краской налилась уже. Она, конечно, понимает то, о чем ее жених говорит, но переводить старается как можно ближе к истине. Гул голосов сразу увеличился. Многие стали вопросами сыпать, узнавать, какие документы нужны, чтобы в нашу команду вступить. Есть ли медицинская страховка, нужна ли справка о состоянии здоровья? «Точно?» — прервал галдеж профессор. «Я же 3 дня назад помог детям дорогу перейти». Все вокруг замолчали и посмотрели на него. Люди ждали продолжения, ведь основная цель встречи — выслушать каждого. «Это же доброе дело, выходит», — задумчиво продолжил Майк. «Я предлагаю поменять цели нашей встречи. Мы теперь будем говорить о добрых делах, которые мы сделали за неделю». Внимание полностью переключилось на него, и теперь вопросы посыпались в адрес мистера профессора. Парень, который плакал, поддерживал идею больше всех. Наш вопрос на время отложили, и супергерои стали по очереди вспоминать о своих добрых делах, которые смогли совершить на прошлой неделе. Иногда это, конечно, разбавлялось такими историями, как «Вот если бы у меня еще была моя сила, я бы им всем навалял». Но вектор разговора точно сменился. Теперь это собрание больше походило на встречу одноклассников. Все стали рассказывать о семье, о том, как провели выходные. Кого-то в итоге отправили за пивом, и вот на весь спортивный зал в какой-то школе уже стоял хохот нескольких десятков глоток. «Эй, парень, я забыл, как тебя?» Подошел ко мне улыбчивый паренек с банкой в руке. «Ваня». На всякий случай еще раз представился я. «Ваня», — криво повторил тот. «А я Мартин. Так вот, Ваня я. Напомни, пожалуйста, что ты там говорил по поводу обратного ритуала?» Я поведал ему еще раз весь наш план. Тот кивнул и почесал макушку, затем позвал еще одного парня. Вскоре возле меня уже объединился весь круг, и началось обсуждение. «Значит, вы хотите ворваться в бизнес-центр и накостылять этому Солу?» В очередной раз спросили меня. «Ну, а других вариантов просто нет», — пожал я плечами. «Этот артефакт у него остался, а без то не знаю что, ничего не получится. Он потому его и выкрал. Жаль, что мы слишком поздно об этом узнали. У нас была возможность забрать его, но тогда мы думали только о том, что сказке конец». «То есть ты предлагаешь нам на время стать злодеями и совершить ограбление?» Тут же спросил другой и сам ответил. «Да, черт возьми, я согласен». И вот тут же поддержали гулом голосов. «И что нам для этого нужно?» Начал интересоваться еще один. «Ну, для начала, хорошо бы раздобыть проект здания». Тут же включился в работу Фредди. «Я уже разработал план. Значит, сейф не так просто и открыть. Там тройная биометрическая защита, сканирование отпечатка,
сетчатки глаза и профиль голоса. Затем нужно набрать восьмизначный код, и это еще не все. Необходимо знать расположение ловушек. В общем, так легко к постаменту с артефактом не подобраться. «Откуда ты все это знаешь, Фредди?» Тут же спросили его участники. «У меня есть заказ на ряд на изготовление такого сейфа». Помахал он фотографией чертежей в телефоне. «Это мне другой прислал. Работает только по твердым сплавам. Я в свое время к нему когти точить ходил. Отличный парень, мать его». «И как же нам обойти эту охрану?» Тут же прилетел закономерный вопрос. «Вот для этого нам нужен проект здания». Снова оживился тот. «Нам нужно точно знать расположение охраны и камер, разработать пути отхода. Мы нейтрализуем систему видеонаблюдения, вырубим охрану и поднимемся на самый верхний этаж. Только из него на лифте можно спуститься в комнату с сейфом». «Ну, допустим, мы все это сделали», — продолжили рассуждать супергерои. «Как мы откроем сейф?» «Здесь все просто», — отмахнулся Фредди. «Переоденемся официантами и снимем цифровой профиль лица Соло, по которому нам изготовят маску. Заберем пустой бокал из-под шампанского для дублирования отпечатка. А вот с глазом я не знаю, мать его, что делать. Может, просто рожу ему разбить и потыкать в сканеры всем, чем нужно», — предложил Жека. «Ты чертов гений, Джо!» — хлопнул себя ладонью по колену Фредди. «Это, мать его, самое гениальное предложение к моему плану». «А я знал, что тебе понравится», — поднял ладонь богатырь, и Фред хлопнул своей в ответ. «У нас должно получиться», — согласился кто-то из супергероев, и снова поднялся шум. Так мы спланировали все. Обсуждали, выслушивали предложения и снова обсуждали. Затем кто-то подал идею, что неплохо бы провести пару тренировок, чтобы все знали, что нужно делать. Идею тут же поддержали, и началось обсуждение того, где лучше проводить тренировку. Потому как здание большое, сейф тоже не маленький, и весь макет собрать будет не так просто. Решили, что лучшего места, чем свалка автомобилей, на окраине у Боба не найти. Там тебе и лабиринты, а при помощи магнита можно вообще любую планировку устроить. Ну, здесь было сложно не согласиться. Идея действительно стоящая. Затем кто-то вспомнил, что у него есть знакомый, который знает знакомого, а у того сестра с архитектором встречается. Так вот, он что-то говорил о подряде на реконструкцию бизнес-центра, где сейчас обитает Сол, и у него, возможно, остались все чертежи здания. Парня тут же отправили в угол, чтобы не мешать ему звонить всем подряд в поисках этого специалиста. В общем, долго сидели, пиво почти все выпили, но и поговорили знатно. Хорошие все ребята оказались, даже Леди-паук. Правда, она женщина, но тут уже не выбираешь. Если есть сила, то будь добра, со злом сражаться. Для того она и дана. Можно, конечно, и отступиться, всякое бывает. Вот взять, к примеру, хоть Кощея нашего. Да, есть в нем сила раны заживлять. Бессмертным оттого и считается. Так и Фредди такой же. А ведь оба долго понять не могли, что с этой силушкой делать нужно. Кощей вон до сих пор свою зависимость к золоту побороть не может, а Фред курит постоянно, как паровоз. С Беллой-то иначе все вышло. Ну так она осознала ошибки, раскаялась, готова на все, чтобы исправить содеянное. Таранис вообще богом работал. А там тоже своих заморочек хватает. Одних просьб столько, что кто угодно головой поедет. Этому силу дай, тому, значит, отомсти, а третий вообще жену-модель и денег просит. И так каждый божий день. Да кто угодно от всего этого отдохнуть захочет. На то и уговорился. А оно вон как обернулось. Ну а так, ребята все хорошие, добрые. Один вон пиццы на всех заказал. Так нам такую охапку принесли, что еле управились. Там, конечно, Жека хорошо помог. Уж чего-чего, а пожрать он даже без силушки, будь здоров. Только куски во рту исчезали. «Ребят, у нас школа через час открывается». Вдруг раздался голос человека в дверях. «Я все понимаю, дело нужное, собрание как-никак.
но мне за вами еще убирать». Все как-то дружно засуетились и начали к выходу пробиваться. Сумки похватали, вежливо так извиняться перед ночным охранником начали. Неудобно получилось, засиделись. А самим за собой убрать никак? Остановил супергероев строгий голос Алены, которая стояла, уперев руки в бока. Как значит говорить про добрые дела? Так все кругом молодцы, а как убираться, так некому. Добрые дела не только в том, чтобы бабушек через дороги переводить. А ну взяли все дружно. Сумки снова полетели на пол, и понеслась уборка. Кто-то со стульями бегать начал, в кабинет соседние на места расставлять. Кто-то коробки с банками пустыми в помойку понес. Тут же появились щетки, ведра с тряпками, и работа закипела. Дошло даже до того, что под руководством Алены окна помыли. Да он новым так не выглядел, черт возьми. Удивленно уставился охранник на нашу работу. Можете приходить хоть каждый день, ребята. Вот теперь все расходились довольные и с улыбками на лице. Ну вот вроде неделя только началась, а уже сделала доброго. Хороший знак. Но отдыха неделя это не предвещала, дел по горло. Планы достань, машины в комнаты переставь. В общем, морока та еще, и это всего лишь подготовка. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. В бизнес-центре нас будут серьезно встречать. Это не тренировочный процесс, а силушки богатырской пока нет. Однако, между нами все равно, словно магия проскочила. Понимать стали друг друга без переводчика. Вот что значит цель единая. Любые барьеры перед единомышленниками падают. Нам хоть с Китая сейчас богатыря привези, и тот сразу в работу встроится. Может, и прав был Сол, когда злодейство свое вытворял. Оно же нам всем на благо пошло. Одно дело с силой, с ней и дурак справится. А вот так, чтобы без волшебства злу противостоять, это не каждый сумеет. Знает мать природа, кого одаривает. Не просто так все у нее задумано. Ребята заморочились всерьез, даже полосу препятствий соорудили. Накидали старых покрышек, по которым нужно было быстро-быстро пробежать, затем проползти под колючей проволокой по грязи, перелезть через забор и еще много всяких действий совершить по ходу. На вопрос Фредди, на кой черт нам сдалась полоса препятствий, мать ее, ответ был следующий. Мы вроде как тренироваться собирались. В общем, убедили наш мозговой центр в целесообразности этого сооружения. Да кто их там знает, злодеев этих? Может, и в самом деле придется по уши в грязи под колючей проволокой проползать. Короче, готовились ко всему, что только можно. По вечерам собирались в спортзале и рассматривали чертежи здания, составляли схемы и планы проникновения. Пока, конечно, все сводилось к тому, что нужно войти, всем накостылять и дело к стороне. Инициатором подобного плана был, естественно, Жека, но многие его в этом поддерживали. Фредди, я и Кэм были за более гуманное и тонкое действие. Где-то отвлечь охрану, где-то усыпить, но в целом тоже были во многом согласны с товарищем. Ну а чем плохо? Здание оказалось коварным лабиринтом. Каждый день мы изучали по 2 этажа. Один утром, а второй после обеда. Машины часто приходилось перекладывать, потому как архитектор был психом, судя по всему. Это же надо было такое выдумать, чтоб 40 этажей и на всех разная планировка. Я когда впервые этот план увидел, хохотал до слез. В ответ на удивленные взгляды остальных пояснил, что есть у нас фильм один, про волшебство, кстати. Так вот там дяденька заблудился в коридорах НИИ, занимающегося разработкой новых заклинаний и изобретением всяких волшебных штук. И вот он ходит по этим коридорам и кричит «Люди!» и возмущенно так говорит «Ну кто ж так строит?» А я представил людей, работающих в этом здании. Ошибся этажом, вышел из лифта и все, заблудился. И ходят они там бедные и кричат «Люди!» И еще изобразил, как они это делают. Народ представил себе все вышесказанное и тоже посмеялся. Так это еще половина беды. Мы все никак не могли разобраться со схемой ловушек в сейфе.
Кнопки включения были расположены под плиткой, а разбросана она по полу так, что и шпаргалка все запомнить не поможет. И наступать нужно в определенном порядке. Где-то назад отпрыгнуть, где-то через 3 сразу перешагнуть. В общем, хитрая комбинация, нечего сказать. Сол очень хорошо подготовился. Вопрос в том, как он сам попадает внутрь. Но не может такого быть, чтобы он не приходил проведать то, не зная что, и не потешить свое самолюбие. Значит, там есть кнопка отключения? Скорее всего, так и есть. Но она настолько секретная, что даже не указана на чертеже. Однако мы не унывали, построили примерную схему и тренировались в ее прохождении. Вот только каждый раз крик «ловушка сработала» заставлял злиться и нервничать, а затем начинать все с самого начала. И пустить все на самотек было нельзя. У нас всего одна попытка. «Ей, мать твою, а ну шевели своей ленивой задницей!» Слышалось с тренировочной площадки. Мы всегда улыбались, когда Фредди начинал командовать. Очень по-киношному у него все получалось. Однако его уважали, некоторые даже побаивались. Ну а что, строгий учитель, молодец. Но это было еще не все. Ребята сняли фургон и по очереди дежурили в нем, изучая охрану, ее смены и графики. Когда и кто входит, когда центр заканчивает работать. Вот никогда бы не подумал, что люди за океаном могут столько трудиться. Складывалось впечатление, что они только этим и живут. Некоторые приходили в офис к 6 часам утра, а покидали его далеко за полночь. Вот это отдача! Даже на нашем заводе и то так никто не впахивал. Вот только время за 5 вечера перевалило, и все, хоть ау кричи по коридорам, никого не встретишь. Ну, кроме охраны, конечно, которые за это ау могут вполне законно и по шапке надавать. У нас, разумеется, тоже некоторые оставались после работы, но это уже только в том случае, когда что-то себе нужно смастерить или по колыму что-нибудь сделать. Но там, как правило, час-полтора, не больше. Ну, в общем, выяснилось вот что. Сол всегда покидал бизнес-центр последним. Приходить на работу он мог, когда вздумается, но вот выходил всегда после того, как последний сотрудник покидал здание, и то не сразу, а через какое-то время. Я предположил, что именно в конце рабочего дня он и спускается в сейф, чтобы напомнить себе о собственной крутости. Многие, подумав, согласились с моим выводом. Ну а смысл еще ему торчать там? Не бумаги же, он в самом деле до утра подписывает. Время шло, все этажи пробежали уже по второму кругу, с сейфом вроде как тоже разобрались. Вызубрили расположение плиток с ловушками и все дела. Это примерно как билеты на права. Ты хоть все ПДД наизусть выучи, а билетами точно завалят. Вот и приходится идти от обратного. Науку в сторону и только билетами себя гоняешь. Пока на каждый вопрос интуитивно ответ не запомнишь. Назначили день X. Специально выбрали для этого пятницу. Так как это единственный день, когда временный диапазон между последним сотрудником и утром был самый долгий. Короче, на всю операцию у нас было ровно 2 часа. «Ну», — выдохнул Жека, поправляя парик на голове, — «да пребудет с нами сила». Он сжал кулак и согнул руку в локте, после чего покинул фургон и направился к главному входу. Группа захвата. Жеку переодели и загримировали, потому что в прошлый раз его могли запомнить. Да и так все наши личности были известны Солу. Не обязательно поднимать шум раньше времени, хотя именно это и входило в задачу Женьки. Он должен подойти к охране и попробовать спровоцировать скандал. Дальше к нему присоединится Кэм, он будет изображать юриста и грозить им судом. Такие вещи здесь очень серьезные, и вряд ли человек в форме пропустит это мимо ушей. А пока там будет разбирательство, мы попытаемся прошмыгнуть мимо. Первый этаж желательно пройти без драки, чтобы снова не вызвали полицию. С властями мы воевать не собираемся. У Жеки, как всегда, что-то пошло не так,
и уже спустя 10 минут его вышвырнули с порогов лицом в газон. «Ну, раз не хотите по-хорошему», — сказал я, глядя на эту картину, — «ай да, хлопцы! Наваляем супостатам!» Двери нашего и соседних фургонов распахнулись. Из них на проезжую часть высыпали бравые богатыри и важной походкой отправились к бизнес-центру. Войдя внутрь, Фредди первым делом повернулся к смеющимся охранникам и пыхнул в лицо одного из них сигарой. «Это ты моего друга ударил, мать твою?» — спросил он, и тут же головой пробил ему в переносицу. Охранник рухнул как подкошенный, а второй попытался выхватить дубинку. Но опыт в драках у Фредди очень богат. Не один век на свете живет. Он схватил его за руку, и в это время к конфликту присоединился Жека. Богатырь буквально вырос за спиной блюстителя порядка с хищной улыбкой на лице. «На! На!» — выдохнул он и припечатал того кулаком сверху по макушке. Глаза человека в форме тут же сошлись у переносицы, и он медленно стек вниз. А к нам уже спешила группа людей в черных костюмах. Супергерои выстроились в ряд, и понеслась потеха. Леди-паук, как гимнастка, докрутилась колесом до стоящих отдельно двух охранников, остановилась перед одним из них и, сделав сальто назад, приложила ему обеими ногами в нижнюю челюсть. Охранник стал похож на старого бульдога. Нижняя челюсть выдвинута вперед, щеки повисли, а зубы местами раскрошились. Он взвыл и ретировался с поля боя. Пока второй, открыв рот, смотрел на своего напарника, Белла сделала ему подсечку, и когда он упал, залезла сверху и принялась колотить ему в нос. Кэм мастерски уворачивался от выпадов дубинки. В один из таких моментов ему удалось перехватить руку нападавшего и бросить того через бедро. Таранису удобнее было биться колесом, но вот поднять его он больше не мог, и мы с Жекой сделали для него деревянную киянку. Вот ею он сейчас и стучал по голове самого крупного человека в черном костюме. Тот, конечно, пытался уворачиваться и все такое, но это же Таранис. Он хоть и потерял божественную силу, но имел внушительные габариты и приличную мышечную массу, да и опыт имел немалый. А опыт — это такая штука, если он есть, то его уже не пропьешь. На меня навалились сразу двое. Раньше я бы просто поднял их и стряхнул, стукнув друг от друга. Но силушки богатырской больше нет. Зато у охранников физические данные вполне себе неплохие. И они все больше и больше клонили меня к полу. Однако эти парни явно никогда в своей жизни не ходили на деревенскую дискотеку. Там бывает так, что и 5 на 1. Я поддался под их усилиями, вернее, перестал пытаться разогнуть спину. Вместо этого я резко наклонился и ударил руками в пол, а точнее охранниками, которые на этих самых руках висели. Они отцепились сразу, но все еще находились в сознании. Пришлось выключать самым неспортивным способом. Футбольный пинок в челюсть быстро успокоил обоих. Я осмотрелся и улыбнулся. Все прошло как нельзя лучше. Охрану уже пеленали, щедро обматывая скотчем и превращая их в гусеничек. Теперь они смогут только мычать и ползать. Не теряя драгоценного времени, я тоже принялся паковать своих. Фредди со спокойным видом прошел к двери и, перевернув табличку на «закрыто», повернул вертушок, замыкая замок. Все, первая часть операции была выполнена. «Отлично! Здесь оставляем 3, пусть присматривают», — скомандовал я, и голос Алены в электронном наушнике быстро перевел остальным мои слова. Ее мы в драку не взяли, не положено девочке кулаками махать, да и опыта у нее в этом деле нет. Зато сидеть в фургоне, наблюдать за нашими действиями в монитор и переводить — самое то. Мы заранее закупили экшн-камеры, и сейчас Алена прекрасно могла видеть все наши действия, обложившись ноутбуками в одном из фургонов. На самом деле, ее роль как координатора была очень важна. Изначально мы просто не знали, как ее уговорить не принимать участие в драке. Кэм молодец, подсказал, и только благодаря этому удалось уговорить девушку. Мы прошли к лифтам, но хитрая охрана успела их заблокировать.
Однако мы ожидали подобного и знали, где располагаются лестницы. Входы на них тоже оказались заперты, но для такой толпы богатырей это вообще не проблема. Вскоре наглый топот нескольких десятков ног загрохотал по порогам. Офисы нас не интересовали, как и те, кто там работал. Это обычные люди, которые и понятия не имеют, на кого работают. Они не виноваты в том, что их босс – злодей. Фух, подождите, не могу больше. Примерно на 5-м этаже сдулся сплай. Сейчас передохну чутка. Это раньше я бы эти этажи за секунду преодолел. Ничего, брат, мы все понимаем. Прихлопнул его по спине один из суперов. Немного отдышаться не мешало всем. Через некоторое время мы снова продолжили подниматься, но нас уже ждали. Между 8-м и 9-м этажами на широкой лестнице столпились охранники, прикрываясь пластиковыми щитами. Они перегородили проход и выглядели довольно нерушимо. Белла уже было собралась бежать в атаку, но я вовремя придержал ее разбег. На порогах это сложнее, и здесь нужна другая тактика. Мы навалились на преграду всей кучей, но те стояли так, словно в землю вросли, точнее в бетон. А пока мы отвлекали их своим давлением спереди, Жека перемахнул через перила и ударил в тыл. Щиты дрогнули, и нам удалось продавить стройные ряды. Снова завязалась драка. Фредди, видимо, очень любил драться головой, но на этот раз, ударив лбом в каску, решил сменить тактику. Потеряв ладонью вместо ушиба, он грязно выругался и пнул охранника в пах, после чего прямо каской стукнул о стену. Этого оказалось достаточно, чтобы тот скатился по лестнице вниз, где его тут же принялись обматывать скотчем. На площадке выложили довольно неплохую поленницу из тел и закинули последнего на самый верх. Таранис отошел в сторону, критически осмотрел работу, затем вернулся и ногой слегка утрамбовал одно, которое, по его мнению, некрасиво выступало посередине. Можно было продолжать путь наверх, где, судя по планам и схемам здания, пряталась шахта лифта, ведущая к хранилищу. «Там вертолет на крышу сел», — прилетел голос Алены в наушник. «Поторопиться бы вам, ребята». Последняя фраза была лишней. Услышав первую часть, мы уже перешли на бег. У кабинета Соло нас снова попытались задержать, но куда им, простым охранникам, до удали богатырской? Может, силушки-то нас и лишили? Но вот азарт, он никуда не делся. Женька с разбегу влетел в стройные ряды, сразу повалил на пол 4, ну а следом и мы подоспели. Налупили по щам, спеленали, как всех прочих до этого, и аккуратно разложили в проходе вдоль стеночки. В кабинете Соло мы ворвались как раз вовремя, он только что вышел из лифта. Увидев нас, его глаза округлились и, показав нам неприличный жест, оттопырив средний палец, рванул в окно. Там располагалась пожарная лестница, которая вела на самую крышу. Ребята быстро сообразили и разделились на 2 группы. Одни побежали вслед за злодеем, а другие к выходу, который вел к вертолетной площадке прямо из здания. Я быстро отреагировал и вставил какой-то стул в двери лифта, чтобы после не мучиться с их открыванием. Затем сразу же поспешил к пожарной лестнице за окном. На крыше уже поднялся шум. Кажется, там завязалась драка. В этом я убедился, как только влетел туда, громко топая по металлическим ступеням. Сол уже запрыгнул в вертолет, и тот собирался взлететь. Охрану уже раскидали, и все богатыри сейчас стояли наверху и наблюдали, как вертолет уже отрывает посадочные полозья от площадки. «А ну, братцы, навались!» — крикнул я и первым схватился за трубу. Меня поняли сразу и вскоре облепили вертолет со всех сторон. Он, конечно, какое-то время сопротивлялся, но рассчитан был на определенную массу. Будь это военный, мы бы всей толпой сейчас висели на нем и продолжали лететь над городом. Но гражданский двухместный, он просто никак не смог с этим справиться и вскоре был вынужден сесть. Хотя вполне может быть и такое, что это мы общими усилиями припечатали его обратно на посадочную площадку. «Выходи!» — строго сказал я, сжавшемуся на заднем сиденье Солу. «Не!» — покачал тот головой. «Вы меня бить будете!» «Да мы маленько!»
Показал свою добродушную улыбку Женька. «Вот об этом я и говорил!» Закричал из вертолета Соловей. «Все вы богатыри такие, лишь бы избить честного человека, гопники!» А вот это было обидно. Нахмурился мой товарищ и, пошарив глазами вокруг, умудрился отыскать кирпич. Остановить я его не успел. Широкий размах, бросок в стеклянную дверь, и... Кирпич отскочил от пластика и вернулся обидчику прямо в нос. Богатырь хрюкнул и упал на пятую точку, а Сол тут же начал хохотать и указывать на него пальцем. «Ой, придурки! Ха-ха-ха!» — донеслось из вертолета. Ну все, дятел, молись. Разозлился Жека и куда-то пошел. Буквально через мгновение он вернулся с пожарным топором, и веселье Соловья моментально сменилось испугом. «Не надо ломать дорогую вещь!» — закричал он и тут же распахнул дверь. «Я сдаюсь, только не бейте!» Он покинул свое последнее убежище с поднятыми руками и обреченным видом. С опаской посмотрев на нас, он сделал еще одну попытку убежать, но уперся грудью в ладонь Фредди. Он серьезно посмотрел ему в глаза, подсокал языком и поводил указательным пальцем перед носом. Соловей тяжело вздохнул и как-то сразу паник. Взяв его под руки, мы повели его обратно в кабинет. Несколько суперов тут же заблокировали выход через окно, другие через дверь. Женька сразу развалился в директорском кресле и начал лазить по ящикам. «Не трогай мои вещи, хамло!» Тут же начал ругаться на него хозяин кабинета. Да я только посмотреть. Виновато ответил мой товарищ, но копаться в столе сразу перестал. «Где оно?» — задал я вопрос злодею. «Что именно?» — сделал вид, что не понимает. «То не знаю что». Не поленился и уточнил я. «А не скажу», — подкинул он подбородок вверх. А в глаз? Тут же приподнялся в кресле Женька. «Оно внизу в сейфе». Сразу же раскололся Сол. «Пошли». Подхватил я под локоток Соловья и подтолкнул в сторону лифта. Мы вошли в кабинку впятером. Я, Женька, Фредди и Кэм. Все-таки мы были главными во всем этом представлении. Так что по праву самую основную часть операции оставили себе. Лифт плавно опустил нас под землю, и перед нашими глазами предстало хранилище. Под угрозой расправы Сол быстро ввел все необходимые комбинации, открыл огромную дверь сейфа и замер на входе. «Вон оно, в самом конце, под стеклянной колбой», — сказал он и указал пальцем направление. Я принесу, — сказал Фредди на английском языке. Связь так глубоко под землей не работала, но мы его поняли. Сол с хитрой улыбкой наблюдал за нами, наверняка надеялся, что мы ничего не знаем о ловушках. Однако Фред был самый подготовленный в этом плане человек. Он медленно извлек сигару из пенала, достал карманную гильотину, отсек кончик и прикурил от бензиновой зажигалки, которую хитро раскрыл щелчком пальцев. А затем он сделал то, чего никто не ожидал. Фредди размахнулся и швырнул пустой пенал внутрь сейфа. Тот упал на пол, который был поделен на квадраты и усеян различными датчиками. Ловушки активировались все сразу, а супергерой лишь слегка отошел в сторону и переждал, пока закончат работать огнеметы. После этого номера он спокойно вошел в сейф и забрал артефакт. И вот за каким мы вот это все? Указал рукой в сторону сейфа Женька, глядя на меня. «Ну я же не знал, что так можно было!» Пожал я плечами. У меня 2 дня голова болела, пока я заучил все вот эти выкрутасы. В сердцах плюнул Жека. А тут делов-то. «Тебе полезно!» Улыбнулся я и толкнул товарища в плечо. Ведь не умер же. Тем временем Фред спокойно вышел к нам и протянул непонятный предмет мне. Я взял его и начал рассматривать. Ну, действительно, ни на что не похоже. Просто какая-то ерундовина, и все. «Как нам вернуть волшебство?» — строго спросил я Соловья. «А вот ничего я вам больше не скажу», — заортачился тот. «Можете меня бить, сколько влезет». Жеку дважды просить не надо. И он моментально после этих слов отвесил Солу подзатыльник. «Его надо вставить туда, не знаю куда», — тут же ответил злодей. «А еще конкретнее», — уточнил я. «Говори, или сейчас еще получишь». «Блин, вот как с вами тяжело», — вздохнул тот.
Но неужели сами не можете догадаться, что ритуал возвращения сказки нужно проводить там, где ее заперли? «Да мы знали», — улыбнулся Жека. «Просто проверяли, соврешь ты или нет». Но у вас ничего не получится. Тут же вскинул нос Соловей. Я уже заплатил за то, чтобы вашу школу снесли. Ее, наверное, уже бульдозером с землей равняют. «Ах ты!» Замахнулся Женька, и злодей вжал голову в плечи. «Не надо, Жек!» Остановил его я. «Выход все равно найдется. Но нам лучше поспешить домой. А ты?» — ткнул я пальцем в грудь Соловью. «Отправишься с нами и остановишь снос». «Все же хорошо, что мы живем в такой стране». С улыбкой заявил Женька, глядя на то, как вяло перемещаются у здания нашей бывшей школы люди в строительной одежде. «Это точно», — подтвердил я. Как только мы вышли из самолета, сразу же отправились по уже известному адресу. Время давно работало против нас, и добираться на метро мы не решились. Прямо у здания терминала взяли такси. Водитель с южным акцентом, после нашей просьбы ехать чуточку быстрее, показал нам такой стиль вождения, что я, кажется, посидел. Однако домчались действительно быстро, даже пробки какими-то дворами объехали. Ну а когда оказались на месте, увидели так и нетронутое здание школы. Нет, суета здесь, конечно, присутствовала, и маты стояли ого-го какие. Вот только за работу пока еще никто не брался. Когда Сол, как главный заказчик сноса, начал ругаться, не выдержав такого срыва сроков, бригадир строителей лишь развел руки в стороны. «А я? Чё, ёп? Вон прораб команду не дает». Тут же скинул он с себя всю ответственность. «Мы тут, ёп, уже третий день, ёп. То солярки нет, то тракторист в запой ушел, ёп. Да ты не ори, начальник. Ща мы его быстренько». «Так, отставить быстренько». Тут же остановил его я. «Отмените все работы, это здание останется на месте». «Да ты чё, ёп, меня прораб уроет!» Выставил руки вперед бригадир. Ксю, Петрович, ты куда полез, мать?» Дальше он обложил Петровича таким плотным матом, что ему теперь можно прямо на снегу спать, и тепло и мягко будет. Соло быстро заставили звонить старшему и отменять заказ на снос здания. Однако пришлось потрудиться, потому как фирма вдруг отказалась возвращать предоплату, а жадность Соловья, ну просто категорически, была с этим не согласна. В итоге я забрал у него телефон и представился старшим заместителем. А после нескольких минут переговоров было решено вместо демонтажа здания устроить в нем капитальный ремонт. Как только все процедуры были закончены, мы наконец отправились к главному входу. «Ну куда претесь, ёп?» Тут же услышали мы в спину. «Каску кто будет одевать? Я? Мне она нафиг не нужна. У меня их столько, ёп, что хоть на задницу натягивай». Пришлось послушаться. Правило есть правило. Нацепив каски, мы снова сделали шаг к двери, но неугомонный бригадир снова обложил нас матом. «Не, ну ёп, это вообще ёп!» Замахал он руками. «А жилетки не забыли, ёп! Меня прораб здесь в бетон из-за вас закатает, ёп! А оно мне надо?» Теперь мы облачились в светоотражающие жилеты, поправили каски и с умным видом молча уставились на серьезного начальника. «Чё встали, ёп? Проходим, не мешайте работать, ёп!» В очередной раз остался недоволен нами бригадир. Но теперь мы уже беспрепятственно вошли внутрь. Строители плавно передвигались по коридорам. Где-то уже начали срывать обои. Из бассейна доносились стуки молотков по плитке. Шустро они как-то за дело взялись. Мы поднялись на второй этаж и вошли в кабинет Бориса Аркадьевича. Здесь тоже вовсю орудовали рабочие, которые пытались скрыть двери, ведущие на балкон. «Блин, да я тебе говорю, пошли на улицу покурим», — сказал один другому. «Да, валите отсюда!» — прикрикнул на них Женька. «Этот кабинет не трогать. Тут ремонтировать ничего не нужно». Как только рабочие покинули кабинет, я извлек из кармана странную штуку и подошел к двери. Стоило поднести ее ближе, как то, не знаю что, зашевелилось в моих руках и превратилось в ручку. Ее сразу же словно примагнитило к створке. Судорожно сглотнув, я потянул на себя дверь. Эпилог.
Вы когда-нибудь устраивали праздник в сказке? Ха? Ну, конечно же, нет. Такое можно только специальным агентам-богатырям. Поляна была накрыта такая, что и целая рота не съест. Уж чего-чего, а скатерть-самобранка свое дело знает. Вон неподалеку Горыныч трудится. Это мы с Жекой ему праздник испортили. А ничего, пусть отрабатывает. Нет, это мы его не за то, что он помог заклятием против сказки. Просто тяжело было за ним следы в зоопарке заметать, когда он из ящерицы обратно в дракона трехглавого обратился. Я бы очень хотел на рожи работников в тот момент посмотреть. Наверняка у них челюсти на землю попадали. Для него, разумеется, дело плевое. Я имею в виду то, чем он сейчас занимается. Зато людям развлечение. Мы, значит, с Жекой на шампур мясо насадили и в 3 огнях прожарили. Получилось нечто. И так это всем понравилось, что возле него сейчас очередь целая собралась. А он, знай себе, на боку лежит и огоньком поплевывает. С Егой тоже комично получилось. Когда волшебство вновь в наш мир проникло, так она первая его почувствовала. Хотя, может, и вторая, но не суть. В общем, быстро сообразив, в чем дело, обернулась она вновь красавицей прямо на глазах бедного доктора. Ну, естественно, что ему никто не поверил, так что пришлось тому срочно на реабилитацию ложиться и самому себе пилюльки выписывать. Ох и гульба у нас вышла! Весь сказочный лес на ушах стоял. Баньку истопили, да не простую, а на куриных ножках, которая. Самое веселье снова мы с Жекой удумали. Выбегаешь, когда из парной, чтобы в водицу студеную нырнуть, нужно избушку попросить волшебного пенделя отвесить. Ха-ха-ха, да-да, именно так. Зато после такого летишь в озеро, будто с горки в аквапарке. Борис Аркадьевич снова заговорил. Сейчас он в сторонке с Соловьем Михайловичем общается. На путь истинный наставляют. Все с ним хорошо теперь будет. Он ошибку свою осознал, покаялся, теперь станет в школе нашей работать, штатным психологом. Его искусство речи настолько сильное, что любую беду и печаль в раз развеивает. А всего-то нужно было ему на то указать, чтобы он злодействовать прекратил. Грату и Азазеля, кстати, оправдали, после того, как вскрылось, что не сами они все это затеяли, а оказались под влиянием опытного психолога Соловья, в чем он сам признался и раскаялся. Стыдно, мол, ему, что люди невиновные пострадали. Азазеля оправдали заочно, так как никто до сих пор не знает, где он находится. Соловья в страну заморскую для проведения разбирательств. Но наши как-то смогли договориться, и после того, как он отдал все, что нажил непосильным трудом, его отпустили с миром. А Грете наша яга обещала помочь. Сказала, что даст ей какое-то зелье, после которого ею никто и никогда уже не сможет манипулировать. Таким образом, наша сторона частично компенсирует урон, нанесенный Солом бюджету дружественного нам государства. Мы братьям-богатырям о приключениях наших под пивом рассказываем, вон там, слегка в сторонке. Фредди весь на эмоциях, руками машет, только успевай от когтей уворачиваться. Кэм от него не отстает совсем, вот только странно смотрится в своем строгом костюме на пикнике. Но ему удобно, нравится. Дядька Илья тоже здесь, учит Беллу сети плести, собираются рыбы на уху наловить. Скатерть-самобранка ее уже давно по их желанию приготовила, вот только кому это надо, здесь сам процесс важен. Она, конечно, паутину свою классно плетет, вся уже в ней замоталась, психует, барахтается и рассказывает, где и в каком месте она эту рыбалку видела. Дядька Илья уговаривает, объясняет, что ей эта наука в жизни пригодится, на тот случай, если она опять своих способностей лишится. По крайней мере, голодная не останется. На что Белла отвечает, что если этот момент придет, то и плести ей уже не из чего будет. Но Илья Иванович так просто не сдается. Говорит, что знает адресок магазина, где нитки для вязания сетей продаются. И если будет нужда, он купит и вышлет почтой. В общем, веселятся как могут. Кощею тяжелее всех пришлось, особенно после того, как он узнал, что деньги в банке, отданные людям, возвращать придется, да к тому же раза в 2 побольше, чем получили.
У него вообще конфуз случился. На силу из ступора вывели. Сидел, из стороны в сторону покачивался, бледнее прежнего стал. Здесь как-то Соловей Михайлович свои таланты и показал впервые. Поговорил с ним по душам, разъяснил все как надо. Кощей минут через 20 уже улыбаться начал. Ну а Борис Аркадьевич, как такое увидел, сразу его в оборот взял. Сказал, что всякой силе применение найдется. Нужно просто головой подумать. Вещи волшебные нам так и не пригодились. На то своя мораль была. Нам о ней уже после дядька Илья поведал. Оказывается, все мы сделали правильно. Полагаться нужно только на свои силы и на дружбу крепкую. А волшебство, оно само в таком случае придет. Никуда не денется. Так как добро, оно в каждом имеется. Даже в самом злом человеке присутствует. Просто он может быть потому и злой, что его не поняли и в обществе не приняли. Вот и переживает он после такого. Места себе не находит. Так что же это такое дружба крепкая, как не сила волшебная? Цените дружбу, люди. Любовь свою берегите, помогайте соседу, даже если он вам злым кажется. От хорошего еще никому плохо не сделалось. В нашем мире волшебство всегда рядом ходит, нужно только приметить его, приглядеться. Оно порой банальным видится, да и чудом не выглядит. Однако не все то золото, что блестит. Это я к чему про золото загнул? Просто не все так очевидно в мире, и есть вещи, которые мы замечать перестали. А приглядеться получше, и все ясным становится, понятным и простым. Ведь каждая жена, если любить ее и уважать, такую скатерть-самобранку на стол накроет, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А злой сосед, который вчера еще волком из-под бровей смотрел, при разговоре душевном вмиг хорошим человеком окажется. Вдруг выяснится, что не бука он вовсе, а работник Института атомной энергетики. Просто в школе заучкой был, с чего и началось все. Шпыняли от непонимания, ботаником обзывали. Вот и привык человек к тому, что все вокруг злые и нехорошие. А от такого отношения он и сам иголками покрылся. Не подпускает к себе, потому как боится. Вот так-то. Ценить нужно то, что имеешь, тогда и волшебство в мире новыми красками заиграет, и все вокруг ясным и солнечным сделается.